Макс Вальтер. Серия «Жажда». Браконьер. Книга 4. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Защита. Как правило, перед буйством природы все вокруг замирает. Стихает ветер, звери разбегаются по своим норам, а птицы перестают летать. Даже вечно копошащиеся муравейники превращаются в мертвые кучи. У людей точно так же. В ожидании приближающейся смерти мы сидели по местам, каждый погруженный в собственные мысли. Кто-то тихо шептал молитву, возможно, единственную, которую знал. Я тихо курил, наслаждаясь каждой затяжкой, словно она может стать последней. На стену согнали всех, кто хоть как-то мог держать в руках оружие. Пацаны в возрасте от 14 лет уже считались полноценными бойцами. Те, что помладше, вместе с женщинами занимались набивкой патронов в ленты и магазины. Во время боя они будут утекать быстрее, чем вода через дуршлаг. И порой обязанность «подай патроны» гораздо важнее меткого стрелка. Тем более в той неразберихе, что нам предстоит. Я скосил взгляд на Полину. Девушка сидела у бойницы, опираясь спиной о стену. Взгляд сосредоточен, но смотрит куда-то в пустоту. По другую руку от меня расположился Степ. Он тоже молчит, но его поза расслаблена, словно ему все до фонаря. «Вижу!» — раздался крик, и стена наполнилась шорохом и металлическим лязгом затворов. Я тоже поднялся и прильнул к бойнице. За оружие я не переживал, у нас было время привести его к нормальному бою. Все отрегулировано, пристрелено и готово пускать выродкам кровь. Вот только они что-то не спешат. Мы ждали схватки, но она все равно началась внезапно. Взрыв прогремел совсем рядом, осколки со свистом разлетелись в стороны, щелкая по кирпичам и бетону. Кто-то закричал, а затем прозвучала первая пулеметная очередь. Я все еще не видел врага, а значит, напали с другой стороны. «Из минометов жарят», — с ухмылкой произнес Степ. «За подходом следи», — буркнул я. «Это может быть отвлекающим маневром». «Ой, да завались ты», — отмахнулся приятель. «Без тебя знаю». «Вон они!» — закричал кто-то слева. И действительно, вдалеке замелькал свет фар, а вскоре на прямой участок выскочила машина и с ревом устремилась к воротам пожарных боксов. Если пробьет, нам конец. Это самое слабое место в крепости, и нас определили именно сюда. Не знаю, на что рассчитывали выродки. Может, на развитие атаки с противоположной стороны, а может, на эффект неожиданности. Но наглая тактика не дала должного результата. Загрохотал пулемет, и машина резко вильнула в сторону. С глухим стуком она вошла в стену здания на углу и замерла. Водительская дверь распахнулась, из нее вывалился раненый выродок, но не смог сделать и шага. Полина уложила его точным выстрелом из винтовки прямо в башку. А затем стало не до наблюдений. У измененных тоже был пулемет, и они не поленились им воспользоваться. Похоже, своим они пожертвовали только для того, чтобы обнаружить нашу крупнокалиберную позицию. Шквал огня обрушился на стену именно в том месте, а вскоре и нам пришлось нырнуть под защиту бетона, так как к бою подключились еще два, осыпая пулями весь периметр. Одна из них с противным визгом влетела в бойницу над моей головой и умчалась в неизвестность. «Идут!» — закричал кто-то снова. И, несмотря на плотный огонь, люди начали высовываться, короткими очередями сбивая темп наступления. Я тоже рискнул выглянуть в узкую бойницу и буквально за пару секунд бегло отстрелял весь магазин. Тут же, нырнув обратно, перезарядился и снова высунулся, поливая серебром правый фланг наступления. Выродки двигались в два ручья, по обеим сторонам улицы. Пулеметный огонь не прекращался, и, судя по вспышкам, его вели из красно-кирпичного здания, что расположилось в конце улицы. Работали минимум 2 точки, и их срочно нужно было заглушить. «Поль!» — крикнул я, нырнув вниз.
Сможешь пулеметы заткнуть?» «Попробую», — ответила она и снова подскочила. Буквально после первого выстрела одна из точек замолчала, но ненадолго. Вскоре огонь возобновился, видимо, убитого тут же сменили. Но девушка и не думала сдаваться. Спустя секунду замолчала вторая позиция, но огонь из первой перевели на нас. Пришлось снова прятаться. Я слышал, как пули выбивали крошку, и молился, чтобы бетон выдержал натиск. 12,7 калибр очень серьезный. Мы уже испытали его силу, когда прятались в бревенчатом доме. Стена в пару кирпичей для этих пуль не помеха, но вот армированный бетон, из которого выстроен данный участок, более-менее их держит. «Почему они ультрафиолет не используют?» — крикнул Степ. «Понятия не имею», — ответил я, и в этот момент погас весь свет. Крепость погрузилась в темноту. «В укрытие!» — послышались команды. «Они что, совсем идиоты?» — завопил приятель. «Эй, какого хрена вы творите?» «Завали хлебало!» — вернули ему издалека. «Дебилы, мать вашу, так!» — выругался сквозь зубы напарник. Но я уже понял, что произошло и почему наши так поступили. Сейчас они подпустят выродков поближе, а затем врубят ультрафиолет. И данное действие оправдано. Нет смысла засвечивать его источники заранее. Да, он будет жечь измененным глаза, но они все равно смогут побить прожекторы. И точно, буквально через минуту крепость залила едва ощутимое голубоватое мерцание. За стеной раздался вой, полный боли, и оружие противника тут же стихло. Даже пулеметный огонь. Но тишина продлилась недолго. Через секунду она заполнилась грохотом и визгом пуль, но уже с нашей стороны. Я высунулся в бойницу и с хищным оскалом принялся отстреливать спины прячущихся от жгучего света выродков. На отражение атаки нам дали буквально несколько секунд, а затем прожекторы снова погасли, а им на смену пришло обычное освещение. Справа сухо работала винтовка. Полина продолжала бить по окнам здания из красного кирпича. И я не без удовольствия отметил, что пулеметы так и не возобновили огонь. Первую попытку подобраться к нам мы отбили. Но с момента начала боя прошло всего полчаса, и неизвестно, сколько еще раз они попытаются прорваться. До рассвета слишком далеко, а у нас уже куча трупов. Впрочем, их мы тоже знатно пощипали. «Ду-дух!» — грохнуло совсем рядом. Осколки ударили в задник стены, и если бы не парапет, нас бы утыкало ими, словно подушку для булавок. Я даже почувствовал лицом жар от взрыва. Еще 2 мины разорвались по другую сторону стены, а это означало лишь одно — они собираются накрыть нас. И та чахлая крыша из горбыля, что прикрывает нас сверху, вряд ли спасет от прямого попадания. Скорее наоборот, поспособствует накрыть осколками. Но вот незадача. Отыскать минометную установку невозможно. Они могут забрасывать нас откуда угодно. Прицельная дальность у современных моделей варьируется от 200 метров до 7 километров. Отсюда нам их точно не достать. Грохнуло снова, да так сильно, что у меня зазвенело в ушах. Часть стены слева превратилась в ад. Осколки защелкали по бетону, уничтожая защитников одного за другим. Сразу с десяток бойцов превратились в окровавленные куски мяса. Отовсюду доносились крики раненых, стоны, вой. Заработали пулеметы, заставляя меня вдаться в пол. Степ вскрикнул и завалился на пол, прижимая руку к груди. Я бросился к товарищу, и в этот момент позади разорвалась еще одна мина. Меня швырнуло вперед, дыхание перехватило, и я почувствовал привкус крови во рту. Кусочек черного сердца, что я держал под языком, будто ожил, получив дозу вожделенной добычи. Вот только я не мог даже языком пошевелить, чтобы перекатить его к коренным зубам. Я чувствовал, как пробитые легкие наполняются кровью. Последний глоток воздуха из меня выбило ударной волной, и теперь я не мог набрать новую порцию, чтобы откашляться. Впервые за долгое время меня сковал страх. В глазах потемнело, и я уже был готов попрощаться с жизнью, как тело пронзила новая порция острой боли. Кто-то засунул пальцы мне прямо в открытую рану, но это вдруг помогло. По венам заструился огонь, в глазах прояснилось, и я снова начал дышать. А когда обернулся, увидел перепуганное, вымазанное в крови лицо Полины. Ну вот, теперь и я обязан ей жизнью. Степ подо мной зашевелился, пытаясь сбросить с себя мою тушу. Я отвалился в сторону, дав ему возможность дышать. Он тоже справился, смог проглотить свой кусок, и теперь о ранении напоминало лишь кровавое пятно на груди. Снизу раздался рев двигателя, привлекая наше внимание. Я выглянул в бойницу и обомлял. Кто-то покидал крепость на мотоцикле прямо под шквальным огнем. У этого человека либо совсем туго с головой, либо он возомнил себя бессмертным.
Степ вскинул автомат и поймал спину беглеца на прицел, но я сбил ствол в сторону. «Не смей!» — рявкнул я. «Он нам нужен!» «Кто? Зачем? Это же крыса!» — прокричал мне прямо в лицо он. «Это Морзе, дебил!» — ответил я и едва успел сбить напарника на пол. Пулеметная очередь прошла над нашими головами, а вот мужик, поливающий серебром здание на углу, не успел. Его пробило в нескольких местах, и он медленно стек по стене, оставляя на ней жирный кровавый след. «Твою мать!» — трясущимися губами пробормотал Степ. «Да мы же здесь все сдохнем!» «Держите ворота!» — прокричали снизу. «Этот дебил открыл крепость!» — взвизгнула Полина и припала к прицелу винтовки. «Да чтоб его черти дрючили!» — выругался Степ и тоже вернулся к бою. Может, у нас открылось второе дыхание? А может, тело и разум наконец отыскали закономерности в хаосе боя? Но дело у нас сразу пошло на лад. Полина выбивала пулеметные точки, не давая им даже малейшей возможности начать огонь. А мы со Степом укладывали каждого, кто пытался прорваться к воротам. Времени это заняло всего пару минут, но мне показалось, что мы держали оборону целую вечность. А затем рядом снова разорвалась мина. На этот раз львиную долю осколков собрала Полина. Ее снесло на меня, словно пылинку порывом ураганного ветра, и только это спасло меня от смерти. Не думая ни секунды, я сплюнул в ладонь размоченный слюной кусочек сердца и сунул его в разорванный живот подруги. Но ранение было слишком серьезным, и одним куском дело бы не обошлось. А потому я погрузил руку в подсумок, зацепил сразу несколько штук и распихал их по ранам на теле подруги. Несколько секунд ничего не происходило. Ее тело несколько раз дернулось и застыло, будто ушла сама жизнь. Но спустя пару ударов сердца она вдруг подорвалась и закричала. Да уж, боль, которую она сейчас испытывает, сложно передать словами. «Там вертушка!» — вдруг закричал Степ. Я поднял взгляд в небо и тоже увидел то, о чем говорил приятель. Высоко в небе, грохоча лопастями, действительно висел вертолет. И не просто так. Судя по струйкам из трассеров, он поливал кого-то из бортовых пулеметов. К слову, минометный огонь, кажется, стих. Черт, как же хорошо иметь на своей стороне такую технику. И столь же прекрасно, что у выродков ее нет. «Ты как?» Я посмотрел на Полину. Девушка тяжело дышала, привалившись спиной к стене. «Хреново!» — выдохнула она. «Мне будто кишки в мясорубке прокрутили и вернули обратно в виде фарша». «Ты удивишься, насколько близка к истине», — усмехнулся я. «Жопа!» — произнес Степ. «Чтоб я еще раз остался в крепости! Да не в жизни!» «Принимай подмогу!» — раздался голос снизу, и по лестнице один за другим на стену полезли бойцы. Мы тут же прильнули к бойницам, прикрывая их передвижение. Но в общем и целом бой уже можно было считать выигранным. Выродки хоть и продолжали огрызаться, но все свое преимущество они утратили после вертолетной атаки. Максимум, на что они могли рассчитывать, это на удачу. Ну или на то, что солнце сегодня решит не подниматься на небо. Бой продолжался еще несколько часов. Дважды измененные пытались пойти в атаку, но каждый раз натыкались на плотный огонь серебра и откатывались в укрытие. Немало нам в этом помогал ультрафиолет, который вспыхивал каждый раз, когда отряды подходили практически вплотную. А примерно за час до рассвета все стихло. Я чувствовал себя разбитым. Эта ночь высосала из меня все силы, и когда стихли последние выстрелы, я не мог заставить себя пошевелить даже губами. Хотелось курить, но лезть в карман за сигаретами было лень. Я так и сидел на стене, борясь с желанием вырубиться прямо тут. На моих коленях лежала голова Полины, которая растянулась в проходе и наглым образом дрыхла. Из нашей троицы в более-менее адекватном состоянии был только Степ. Он даже что-то говорил и смеялся, вот только я не мог разобрать ни слова. В ушах и голове стоял сплошной гул. Мне очень хотелось попросить его заткнуться, но я так и не смог найти в себе для этого силы. Мы проспали весь день. И, как водится, пропустили все веселье. Сегодня у местной артели охотников был натуральный праздник. Отряд выродков, который распределился по району перед рассветом, стал для них просто подарком. Об этом мы узнали уже в кабаке, когда набивали животы всем, что оказалось не прибито. Вчера для лечения ранений черное сердце израсходовало очень много запасов организма, что пробудило просто зверский аппетит. А еще вокруг обсуждали поступок Морзе. Он не просто свалил, как последний трус, он оставил открытыми ворота, чем подверг жителей смертельной опасности. Ведь если мы с друзьями не пережили бы минометную атаку,
Сейчас здесь пировали бы падальщики. Именно мы прикрыли людей внизу и позволили снова захлопнуть створки гаражного бокса. «Да уж, защитник человечества, мать его в сраку!» — выругался Степ. «Нужно было его вчера пристрелить!» «Дело не в нем», — парировала Полина, — «а в том, кого он отсюда вывез». «Да мне насрать!» — отмахнулся приятель. «То, что он вчера сделал, не имеет оправданий». «Думаю, местные его вздернут, если он рискнет здесь еще раз объявиться», — добавил я. «Туда ему и дорога!» — брезгливо поморщился Степ. «Даже не верится, что мы ему помогали». «Не ему», — помотала головой Полина. «Он всего лишь часть плана». «Да что это вообще за план такой?» — возмутился напарник. «Убить всех ради одного гондона?» «Скоро ты сам все увидишь», — отмахнулась она. «Вот тогда мы с тобой это и обсудим». «Ладно, девочки, не ссорьтесь», — грубо пошутил я. «Главное, что мы живы, и у нас с вами есть одно незаконченное дело. Я так понимаю, старый уже свалил?» «Еще на рассвете», — кивнула Полина. «Ну да и хрен с ним. Разберемся как-нибудь. Ты говорила, что можешь с Макаром связаться?» «Да, точно так же, как и ты», — усмехнулась девушка. «У тебя ведь остались коды шифрования?» «Да, на флешке. Хочешь сказать, они еще действительны?» «Скорее всего. Их меняют примерно раз в 2 недели. Да и у Степа пока ксива на руках. А значит, нам их в любой крупной крепости в офисе «девятки» предоставят». «Ладно. Сколько до заката?» «Около 2 часов», — ответил Степ, бросив взгляд на часы. «Хочешь свалить отсюда?» «Притом незамедлительно», — кивнул я. «Хрен их знает, может, сегодня ночью повторный банкет будет». «Такие силы просто так быстро не подтянешь», — покачала головой Полина. «Ну, ты прав. Лучше свалить от греха подальше». «Тогда двинули?» «Пешком!» — возмутился приятель. «Может, попутку какую поймаем?» «Да». Нашу реношку превратили в груду металлолома. В этом как раз и крылся жирный минус стоянки за территорией. Но я бы не сказал, что мы остались ни с чем. В кармане все еще лежал ключ, который достался мне в качестве подарка от генерала Крюкова. Да я еще в тот момент, когда взял его в руки, уже знал, что за тачка меня там ждет. Он как 2 капли воды походил на мой, тот, что от Мерседеса. И это грело мне душу. «Заночуем в лесу», — произнес я, — «а с утра двинем на Касимов». «И куда двинем потом?» — поинтересовался Степ. «Пока не знаю», — пожал плечами я. «Может, вернемся к истокам?» «В смысле?» «В коромысле, блин», — отмахнулся я. «Все, поднимай жопу, двигаем отсюда». На воротах нам встретилась бригада добытчиков с металлоискателями в руках. Тоже знакомая практика. После крупных стычек они теперь неделю будут обследовать окрестности в поисках серебра. Да, что-то бесследно потеряно, но какую-то часть пуль обязательно найдут и пустят в переработку. При этом немало его доли исчезнет в бездонных карманах самих поисковиков. Нет, внутрь они его сразу не понесут, не дураки. Сныкают где-нибудь за периметром и подождут, пока уляжется шумиха, а затем просто поделят незаконную премию. Следом за ними внутрь стремилась попасть похоронная бригада. Вот уж чьей работе точно не позавидуешь. И сегодня у них только первый рабочий день. Копать им теперь придется долго, учитывая, сколько трупов осталось после сражения. А ведь в этом есть доля и нашей вины, хотя по большей части она лежит на совести старого. Это ведь он притащил сюда тот отряд, сославшись на мое присутствие в крепости. Надеюсь, все это было не зря, как и тот трусливый поступок Морзы. Мы выбрались из поселка, миновали последние дома и направились по дороге в сторону районного центра. А когда солнце коснулось горизонта, свернули в лес. Сильно углубляться не стали и остановились сразу, как только за спиной исчез просвет. Палатки и другое оборудование для кемпинга превратились в тряпье и хлам вместе с машиной. Так что пришлось обходиться подручными средствами. Сосновым лапником и костром. Последний мы специально развели в яме, чтобы его не было видно с дороги. Животы все еще были сытыми, а потому мы сразу завалились спать. И несмотря на то, что мы и так дрыхли весь день, Степ и Полина засопели почти мгновенно. Я остался на дежурстве первым. Все равно буду долго ворочаться, самый крепкий сон у меня всегда утром. А вот Степ как раз любит просыпаться ни свет ни заря, поэтому ему досталась предрассветная смена. Девушку на часы мы пока ставить не стали. Но следующую ночь, которую нам придется провести под открытым небом, обязательно поделим на 3. Я дождался своего часа и пинком под зад разбудил приятеля, завалился на его теплое место и моментально провалился во тьму. Проснулся от тихого бормотания, а когда открыл глаза,
застал довольно интересную картину. Степ стоял в странной позе, с оружием в руках, а Полина поправляла ему руку для правильного хвата. Теперь понятно, о чем они так мило беседовали у костра на аэродроме. Похоже, приятель записался к ней в ученики. То-то у него там рожа была, будто он лимонов нажрался. Видимо, выслушивал критику от профессионала. «Лучше бы пожрать приготовили, чем этой ерундой страдать», — пробормотал я и поставил в угли небольшой чайник. «Он только что вскипел», — произнесла Полина. «Бутерброды под полотенцем». «Вообще-то это называется блины», — буркнул я, откинув край в сторону. «Зануда», — прокомментировала она. «С чем хоть?» — проигнорировал замечание я и развернул один блин. «Ясно. Опять с тушенкой». «А ты чего ждал? Икры?» — усмехнулся Степ. «Да хотя бы меда», — вздохнул я. «Всю зиму одно и то же». «Не обращай внимания», — отмахнулся Степ, адресуя фразу Полине. «Он по утрам вечно всем недоволен». «Потому что я нормальный человек, в отличие от вас, придурков», — вернул ему шпильку я. «Как вы вообще можете скакать по утрам? Мне всегда сдохнуть хочется». «Не отвлекай», — бросила девушка и продолжила обучение. «А теперь смотри, я тебя сейчас в ствол толкну, и ты сам все увидишь, понял? У тебя устойчивость теперь совсем другая. С таким хватом отдача практически не чувствуется, а ты вечно раскорячишься, как этот, потому у тебя ствол и пляшет». «Зато удобнее», — засомневался Степ. «Да хрен там плавал, попробуй, перезарядись». Раздались щелчки. «Ну как?» «Ну, фиг знает. Непривычно пока». «Ничего, через пару месяцев уже иначе не сможешь. Повторяй хотя бы по часу в день, и будет тебе счастье. Потом еще сам мне спасибо скажешь». «Надеюсь, ко мне претензий нет?» Я покосился на девушку. «Есть, но ты ведь меня все равно пошлешь». «Хоть кто-то в нашей семье умный», — хмыкнул я и запил первый блин душистым травяным чаем. «Да вашу мать, а чё чай-то не сладкий?» «У тебя руки есть? Вон мед в банке, добавь», — возмутилась Полина. «Ей-богу, как дитё малое». «На, поухаживай за мной». Я протянул ей кружку. «Сколько тебе?» «Да, парочку хватит». «Фух, что ж так холодно-то?» «Ничего, сейчас по дороге согреешься. На, теперь сладкий». «Пойдет», — буркнул я, попробовав напиток, и подхватил еще один блин. Вытряхнул из него кусок тушенки и потянулся к меду. Настроение постепенно начало входить в привычное русло. Глаза более-менее открылись, оставалось только одно очень важное дело — добежать до кустов и избавить организм от негатива. Я затолкал остатки блина в рот, отхлебнул немного чая и, сунув следом сигарету, отправился на поиски укромного места, сжимая под мышкой еще одну невероятную ценность нового мира — рулон туалетной бумаги. Глава 2. Планы. «Вроде здесь», — резюмировал Степ, рассматривая табличку на доме с названием улицы. «А кто помнит, какой он дом назвал?» Я почесал макушку. «Вроде 55», — ответила Полина. «А не 53», — начал спорить Степ. «Отлично. Теперь я уже точно не вспомню», — поморщился я. «Ладно, вариантов не так много, всего 10 домов осмотреть». «А здесь вот 52, есть», — обрадовал приятель. «Короче, больше дела, меньше слов», — огрызнулся я. Ощерилась Полина. «Это вообще не про нашего Степа». «Жопе слова не давали!» — вернул ей шпильку напарник. «Давайте вначале шмотки куда-нибудь скинем, а? Мне рюкзак скоро плечи отрежет». «Я тебе говорил, не жадничай», — буркнул я. «Так нет же, продадим, если что. Много продал-то». «Ой, вот че бы корова мычала!» — приятель скорчил рожу. «Ты без меня уже давно бы по миру пошел». «Ну да», — усмехнулся я и вошел в дом под номером 50. Замер на пороге, почесал подбородок и сразу вышел. Сам дом ведь нам осматривать не нужно, только гараж или сарай, в котором может стоять машина. А здесь, похоже, ничего подобного никогда в жизни не было. А если хозяин и владел тачкой, то парковал ее прямо у дома. И это хорошо. Таким образом мы знатно сэкономим себе время. Народ!» — крикнул я, выбравшись на улицу. «Чё?» — спросил Степ, появляясь из окна дома напротив. «Ну, во-первых, ты в 49-м», — ответил я. «А во-вторых, машину никто в здравом уме в дом загонять не станет. Гаражи смотри, или сараи». «Да я так, на всякий», — пожал плечами приятель.
Может, чего полезное попадется?» «У нас полезного 80 килограмм уже», — резонно заметила Полина. «И хорошо, что на всех. У меня реально скоро тоже плечи отвалятся». «Зануды!» — вернул приятель и выпрыгнул наружу через окно. 52-й тоже ничем не порадовал. Во дворе пусто, сарай забит всяким хламом. Ну а в дом я даже заходить не стал. «Здесь Жига стоит!» — крикнул Степ из гаража дома 53. Полина уже проверяла 55-й, но, судя по ее скучающему виду, там тоже было пусто. «У нас отмерено! Ключ!» — я продемонстрировал девайс. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул приятель и перешел к 57-му. Я направился в 54-й и потянул на себя створку ворот гаража. Та с противным скрипом распахнулась, но внутри обнаружилась новенькая Toyota Camry. На всякий случай я все же проверил, не от нее ли мне достался ключ. И с облегчением выдохнул, когда тот даже в замочную скважину на двери не вошел. «Кажется, здесь!» — раздался крик от 57-го дома. «Что там?» — спросил я, выглянув на улицу. «Да хрен знает! Закрыто!» — пожал плечами Степ. «Твою мать!» — выругался я, подергав запертые ворота. «Нужно дома смотреть. Может, там ключи есть?» «Та-да-дам!» Полина, которая как раз выбралась на крыльцо, с довольной рожей звякнула связкой. «Кто молодец? Правильно, я молодец». «Давай сюда». Я протянул руку к связке. «Оп!» Девушка резко отдернула руку. «Очень смешно», — скривился я. «Открывай тогда, фокусница, хренова». «А вот и открою». Она показала мне язык и принялась примерять ключи к навесному замку. Вскоре душка выскочила из приемного отверстия, и калитка в широкой створке бесшумно распахнулась. Степ уже смотрел внутрь через прицел, подсвечивая пространство подствольным фонариком. Вот что значит выучка. В любое темное помещение первым делом входит оружейный ствол, а уже затем все остальные. «Вроде чисто», — буркнул приятель. «Я проверю», — добавила Полина, и прежде чем я успел возразить, вошла в гараж с пистолетом в руках. Я даже засмотрелся на то, как она двигается. Уверена, точно. Оружие всегда направлено туда, куда и взгляд. И как только ей удавалось меня дурить все это время. Один только номер с разобранным автоматом чего стоит. Да, видимо, в людях я разбираюсь очень плохо. Иначе давно бы ее выкупил. «Чисто», — коротко ответила она и убрала ствол в кобуру. Притом снова очень точно, одним движением, даже не глядя. «Прошу, сэр», — изобразил некое подобие реверанса Степ. «Клоун», — буркнул я и вошел внутрь. Некоторое время я стоял, наслаждаясь видом на подарок. Даже не могу представить, где старому удалось отыскать эту тачку, да еще в таком состоянии. Мне захотелось поцеловать машину в капот, настолько она шикарно выглядела. 190 Мерин, оранжевого цвета. Такие закончили выпускать в 88 году. И живыми я их на улицах не видел уже лет 15, а то и больше. Этот же выглядел так, будто вчера сошел с конвейера. Я вставил ключ в скважину на двери и разомкнул замок. Потянул на себя дверь и первым делом бросил взгляд на приборную панель. Счетчик одометра показывал цифру всего в 150 тысяч пробега. Потянув рычажок открытия капота, я дождался щелчка и отправился осматривать внутренние органы красотки. «Я надеюсь, ты на нее дрочить при нас не станешь?» Пошло пошутил Степ. «Честно говоря, желание есть», — криво ухмыльнулся я. «Ты только посмотри, какая ласточка, а?» Я вытянул щуп и убедился, что масло залито свежее, еще светлое. Остальные жидкости тоже были на месте. Не удивлюсь, если старый провел с машиной все необходимые манипуляции, прежде чем загнать ее сюда. А о том, что эта машина не местная, говорило многое, в том числе и номера. Во-первых, в гараже не было ничего, что могло принадлежать этому «Мерседесу». А учитывая возраст тачки, хозяин должен иметь немалый запас запчастей. Во-вторых, ухоженный вид автомобиля не соответствовал полнейшему бардаку на стеллажах. Даже у меня в салоне, при постоянной нехватке времени на уборку, и то было чище. В общем, сюда эту красотку поместили насильно. Специально для меня. «Я вот одного не пойму», — снова заговорил Степ. «Какого хрена старый перед тобой так расшаркивается? Ты ему не внук случайно?» «Обязательно спрошу у него при следующей встрече», — заверил приятеля я. «Мы долго ее обхаживать будем?» — нетерпеливо спросила Полина. «Как по мне, это точно такое же корыто, как и та реношка». «Лучше беги!» — хмыкнул Степ. «Ой, да что с нее взять?» — отмахнулся я. «Глупая баба». «Ладно, извини».
с нескрываемым сарказмом произнесла она. «Это очень крутая тачка». «Лучше замолчи, пока до греха не довела», — ответил я и обошел машину сзади. «Да, класс». «Я усусь, если она сейчас не заведется», — отпустил очередную шутку Степ. «Вот и проверим», — кивнул я и полез за руль. Но прежде чем вставить ключ в замок, погладил баранку, потрогал рычаг скоростей и провел ладонью по торпеде. Может, моим друзьям и смешно на это смотреть, но я впервые за долгое время получал положительные эмоции и хотел растянуть этот процесс как можно дольше. В нашем мире таких тачек осталось не так уж и много. «Ну, давай, родная». Выдохнул я и вставил ключ в замок зажигания. На панели загорелись лампочки, некоторые из которых почти сразу погасли. В то время еще не изобрели бортовых компьютеров, которым требуется время на загрузку, но некоторые датчики все-таки уже существовали. И раз они не сигнализируют красным, значит все в порядке. Можно запускать сердце машины. Повернув ключ, я с наслаждением вслушался в звук работы двигателя. Тарахтел он, конечно, знатно, но работал ровно, без перебоев и провалов. А главное, запустился буквально с полоборота. «Фу!» — сморщилась Полина. «Вонище-то!» «Так вы ворота откройте», — посоветовал я. Степ тут же принялся высвобождать задвижки, которые удерживали створки в закрытом положении, и вскоре распахнул обе, запуская в гараж солнечный свет. «Без тапочек-то можно?» Он заглянул в салон. «Ой, хорош уже кривляться, садись». «Так, что тут у нас?» Степ первым делом сунул нос в бардачок. «Опа! Труба!» «Дай сюда». Я выхватил телефон у него из рук. Тот оказался заряжен на 80%. Экран разблокировался простым жестом, пальцем вверх, и я уставился на пустой рабочий стол. В том смысле, что там не было никаких приложений или чего-то еще. Словно эта трубка только что из коробки. Однако предварительные настройки уже кто-то провел. Я снова провел пальцем вверх по экрану, вызывая внутреннее меню, но и здесь не нашел ничего. Совершенно стандартное ПО, без излишеств. Сети нет, интернета тоже. Так в чем смысл оставлять его мне? Старый ведь неоднозначно намекнул заглянуть в бардачок. Стало быть, здесь находится какое-то послание. Следующим шагом я заглянул в галерею и обнаружил там один файл. Это было видео, снятое этим самым телефоном. «Ну запускай! Чего ждешь?» — послышалось сзади. Обернувшись, я увидел любопытную морду Полины. У нее аж глаза горели, как ей хотелось знать, что же там такое записано. Я ткнул в стоп-кадр и повернул телефон в горизонтальное положение. Видео сразу открылось на весь экран. Брата я узнал сразу. Еще в крохотной картинке стоп-кадра, которая отображала видеофайл. Он совсем не изменился. Не постарел и не обзавелся шрамами. Даже прическа та же, слегка взъерошенная слева. Это от того, что он подпирал голову рукой, когда работал за компьютером. В итоге волосы настолько привыкали к тому, что их поднимают, что пригладить их удавалось только при помощи какого-нибудь средства для укладки. К горлу тут же подкатил ком, и я благополучно пропустил первые секунды речи, просто рассматривая лицо брата. Пришлось отмотать в самое начало. «Здорово, братишка! Как ты там? Надеюсь, еще жив и сможешь посмотреть эту запись. Как видишь, я в порядке, разве что загар полностью сошел, но это ничего, терпимо. Хотя знаешь, я иногда очень скучаю по солнцу и теплу его лучей. Но я ни о чем не жалею. Честное слово, Ген. Как я понял, ты уже в курсе, где я нахожусь. После того, как нас поймали в Нижнем Новгороде, меня отправили сюда, на этот круизный лайнер. Нас здесь много таких, но, увы, показать тебе их я не могу. Секретность сам должен понимать. Еда у нас есть, кровь тоже поставляют регулярно. А мы, в свою очередь, пытаемся помочь разобраться с тем, что произошло. Здесь очень много интересных людей, хотя мы, наверное, теперь не совсем люди. В общем, не суть. Я работаю в команде с учеными и помогаю им, чем могу. Но у меня есть и свои проекты, многие из которых уже принесли пользу. Но в основном моя работа похожа на рутину. Я подбиваю архивы из старых серверов, собираю и систематизирую всякую информацию, чтобы мы смогли возродить старый мир. Что еще? Помнишь, я просил тебя пристрелить меня, если я обращусь? В общем, не надо, братишка, я передумал. Здесь я не слышу голоса, которые заставляли меня творить зло, и чувствую себя почти как раньше. Тебе, наверное, интересно, что это за голоса? Но, прости, это тоже секретно. Ах да, мы почти завершили разработку синтетической крови, и скоро мы с тобой сможем увидеться. Держись, Ген.
и спасибо тебе за все. За меня не переживай, у меня все хорошо. И да, я, наверное, скоро женюсь». На этом видео закончилось, но я все продолжал смотреть в экран, где застыло лицо Коляна с кривой ухмылкой. Вскоре он потемнел и ушел в спящий режим. А я продолжал в него пялиться, все еще видя в нем брата. «Ты как?» — спросила Полина, положив мне руку на плечо. «Нормально». Проглотив ком, глухим голосом отозвался я. «Да, порядок». Я провел ладонью по лицу и почувствовал влагу на пальцах. Затем покосился на себя в зеркало под солнцезащитным козырьком и убедился, что не пустил слезу. Не хватало еще размякнуть перед друзьями. «Жениться вот собирается», — хмыкнул я. «Щегол». «Главное, что он жив», — заметил Степ. «А судя по его роже, еще и здоров». «Да», — кивнул я и вздохнул. «Ну и долго мы будем здесь торчать?» — напомнила о наших планах Полина. «Кстати, да, куда мы теперь?» — уставился на меня Степ. «Для начала нужно запасы пополнить. У нас сердца заканчиваются. Осталось кусков 10». «У меня 5», — ответил приятель. «И у меня 7», — добавила Полина. «Мало», — поморщился я. «Это на 2-3 серьезных замеса. Нужно хотя бы пару штук еще засушить». «И куда тогда поедем?» — повторил вопрос Степ. «Да черт его знает», — пожал плечами я. «По идее, нам бы пока в крепостях не светиться. Потеряться надо на пару недель. Можно Владимирскую область осмотреть». «В Ижевск нужно ехать. Или в Тулу», — подкинула мысль Полина. «Оружейные заводы все еще пашут, хотя совсем и не так, как раньше. Но там постоянно выродки трутся, всякие пакости устраивают». «Не вариант», — покачал головой я. «Их там слишком много для охоты. Нужно что-то поскромнее». «А откуда этот отряд явился?» — включил логику Степ. «Явно не из Москвы». «Почему?» — задала резонный вопрос девушка. «Да потому что за 3 года столицу еще ни один измененный не покинул». Вместо него ответил я. «Они только туда стягиваются, но не выходят. А что у нас ближайшее к Елатьме? Поль, подай атлас из рюкзака». Девушка послушно протянула мне книгу в твердом переплете с изображением дорожной развязки на обложке. Я отыскал страницу с Рязанской областью и принялся изучать населенные пункты поблизости. «Ну, не так уж и много вариантов», — пробормотал я. «Сасово, Скопин, практически ровесники по количеству населения с Касимовым. Ближний свет с более-менее крупными городами — это Рязань, Муром, Владимир и, да, Тула». «До Нижнего тоже недалеко», — заметил Степ. «Ты вроде туда собирался, нет?» «До тебя как до утки, на 7 сутки», — усмехнулся я. «Ой, да я сразу понял, что ты имел в виду со своими истоками. Короче, куда едем-то?» «Я предлагаю Тулу», — настояла на своем Полина. «Там точно есть офис «девятки». Сможем с Макаром связаться». «В Нижнем тоже представительство есть», — заметил Степ. «Я тоже за Нижний», — согласился с приятелем я. «Там 100% и выродки есть, и их количество допустимо для охоты. Ну и мы там хоть как-то, но ориентируемся». «Это ты хоть как-то, а я вообще-то там вырос», — вскинул подбородок приятель. «Ну, Нижний значит Нижний», — пожала плечами подруга и откинулась на спинку дивана. Я молча кивнул, проверил температуру двигателя и убедился, что она дошла до максимальной отметки. Даже вентилятор послушно запустился. С машиной полный порядок. Осталось проверить подвеску и коробку передач. Но я был уверен, что и они не подведут. За тачкой явно кто-то ухаживал. И очень кропотливо. Кстати, нужно резиной на зиму запастись. Впрочем, не факт, что нам повезет проездить на этой «Ласточке» столько времени. Что-то в последние дни мы машины меняем чаще, чем нижнее белье. Мерин не подвел моих ожиданий. Подвеска работала мягко, без посторонних звуков. Все скорости включались, ничто при этом не хрустело и не закусывало. В общем, управлять любимой маркой — одно удовольствие. Меня даже его валкость не смущала. Современные автомобили в этом плане более сбиты и практически не кренятся на поворотах. Это же передавало полное ощущение от вождения. Насколько я помнил, здесь даже АБС отсутствовало, хотя я могу и ошибаться. На некоторые модели того времени ее уже устанавливали. Зависит от года выпуска. До крепости мы уже не успевали, так как потеряли много времени на пеший переход до Касимова. Да и там особо не спешили. Пока дом нашли, пока машину осмотрели. Видео опять же. А ехать нам, как ни крути, почти 300 километров. Это даже в прошлой жизни занимало часов 5. А сейчас эту цифру можно смело удваивать. Топливо у нас под пробку, так что до конечной цели хватит, еще и останется. Но вот место под ночлег присмотреть стоит. «Степ,
«Поищи что-нибудь глухое на местности», — попросил я. «Примерно в часе езды, чтобы...» Приятель молча взял атлас и принялся водить пальцем по странице. «Ну, у нас только Муром на пути. Это если из крупного». «Да нет», — отмахнулся я. «Деревню какую-нибудь, желательно на отшибе». «Там лес сплошной», — ответил приятель и сунул мне атлас прямо под нос. «Сам посмотри». «Лес тоже подходит», — согласился я. «Это если с переправой повезет», — заметил напарник. «Там за Муромом мост через Оку должен быть. Но я думаю, его подорвали». «С чего взял?» «Возле крупных городов все мосты лежат. Через М7 можно объехать, но там крюк приличный выйдет. Там как раз какой-то вариш есть. Ну и название, чтобы их...» «Нормальное название, очень русское», — прокомментировала Полина. «Что-то варяжское, наверное». «Вот заодно и посмотрим», — кивнул я. «Как ехать?» «Через Муром прямо. Или по окружной, до второй развязки и там налево. Дальше на месте сообразим». «Понял». Вариш оказалось большим селом. Скорее даже поселком, который жил сельским хозяйством. Об этом говорил неслабых размеров аграрий на въезде, с ангарами и техникой. Но что более важно, выглядело это все вполне презентабельно. В том смысле, что об этом месте, похоже, забыли, когда громили и обыскивали населенные пункты в поисках съестного или чего-нибудь ценного. Это одновременно радовало и напрягало. Человек ведь такая сволочь, ничего мимо себя не пропустит, особенно если речь идет о халяве. А здесь на тебе целый поселок. Но, с другой стороны, здесь может найтись много чего полезного, в том числе и солярка, на которой работает 99% колхозной техники. Она, конечно, могла уже прийти в негодность, но как знать, вдруг повезет. А запас, как известно, кармана не тянет. Немного поспорив об очевидном на въезде, мы все же не решились сунуться внутрь. Жаль, времени для обыска совсем не оставалось. И ночевать придется на свой страх и риск. Как знать, возможно, это место было прибежищем выродков, поэтому люди и обходили его стороной. Не стоит исключать, что они здесь есть и сейчас. Для ночлега мы выбрали дом на отшибе недалеко от реки, с не менее странным названием «Варежка». Обычный деревянный, в один этаж. Так, чтобы в случае шума сразу свалить лесом. Предварительно, пока оставалось время, осмотрели ближайшие несколько домов и убедились в отсутствии опасных соседей. Все остальное отложили на завтра. Раз уж судьба занесла нас в Клондайк, не стоит этим пренебрегать. А наши вопросы потерпят не то что день. С ними и за неделю ничего не случится. Ужинали скромно, на холодную. Очень уж не хотелось носиться по всей деревне от выродков, которые почуяли запах еды. Можно, конечно, снова замутить такой номер, намеренно, но что-то пока хочется отдохнуть. К тому же, с момента защиты крепости мы так и не привели оружие в порядок, а почистить и смазать его необходимо, несмотря на то, что оно новое. Этим мы и занялись после ужина, под тусклым светом керосиновой горелки, которую смастерили тут же из шнурка и консервной банки. Жизнь снова входила в свое привычное и понятное русло. Правда, теперь нас было 3. Степ с Полиной вели вялую перепалку, а я молча слушал их вполуха. Мысли снова вернулись к брату. Я вызвал в памяти его лицо, еще раз проанализировал то, что увидел, и тяжело вздохнул. Ничего не говорило о том, что ему там плохо, или он в опасности. Выходит, хорошо, что все так сложилось. Кажется, он на своем месте и вполне доволен тем, что имеет. Неужели и вправду женится? Раньше меня? Эта мысль почему-то показалась мне забавной, и я улыбнулся. «Ну вот чё ты щеришься?» По-своему восприняла мои эмоции Полина. «У тебя друг дебилом растет». «А ты что ему, мама?» — спросил я. «Или женой хочешь стать?» Я тебе чего плохого сделал?» Тут же возмутился приятель. «Я больше под венец не собираюсь, тем более за эту». «Да кому ты нужен вообще?» — фыркнула девушка. «Тем более брак меня не отпустит». «Схрена ли?» Я удивленно выпучил глаза. «Я тебе не муж». «Потому что ты козлина». Уже не шутя выдохнула она и, бросив оружие несобранным, вышла из-за стола. Через секунду хлопнула дверь в спальне. «Чего это она?» Я покосился за спину. «Шуток, что ли? Не понимает». «Да», — протянул Степ. «Да ты, брат, и в самом деле? Не алё», — покрутил он у виска. «Неужели не видишь?» «Чего?» «Любит она тебя. По-настоящему». «Я об этом не просил». «О таком и не просят», — вздохнул Степ. «Ну а ты что?» «В смысле?» «Брак. Хорош уже дурака включать. Все ты понимаешь». «Да не знаю я». Поморщился я и поставил на место пружину.
Ну, тебе с ней хорошо?» «Ёпт, Степ, давай не будем ко мне в душу лезть, ладно? Я сам разберусь». «Ладно, разбирайся», — хмыкнул он. «Просто я не понимаю, что тебе еще надо? Она же классная, а тебе с ней еще и нянчиться не нужно. Она сама кого хошь завалит. Все же один к одному. Само тебе в руки идет». «Ну ты как моя мама», — отшутился я. «Ага, то есть не я один тебе такое говорю», — усмехнулся приятель. «Маму-то вообще нужно слушаться, она плохого не пожелает. Иди поговори с ней, я здесь сам доковыряюсь». «Моя смена средняя, Полину под рассвет поставим. Хватит ей дрыхнуть на халяву». Распорядился я и установил на место крышку ствольной коробки. Дернул затвор, прохолостил, убедившись, что все работает как надо, и примкнул магазин. «Пистолет почистишь?» «Да сказал же уже!» — кивнул Степ. «Иди, хватит уже над девкой издеваться». Глава 3. Деревенские радости. Я вошел в спальню и обнаружил девушку, лежащую на кровати в позе эмбриона. Из-за темноты я видел лишь ее силуэт, но все же знал, что она не спит. Я уселся рядом и положил ей ладонь на бедро. Полина никак не отреагировала, продолжая тупо пялиться в стену. Сейчас, когда глаза уже привыкли к окружающему мраку, я уже начал различать некоторые детали. «Ну чё ты как маленькая-то?» — тихим голосом произнес я. «Дуешься по всякой ерунде». «Ничего», — буркнула она. «Ясно. Вот и пообщались». Вздохнул я и, обойдя кровать, плюхнулся рядом, закинув руки за голову. Некоторое время Полина так и лежала, не двигаясь, но затем повернулась и, закинув на меня ногу, уткнулась носом в подмышку. «Фу, я же воняю». Я попытался отстраниться. «Мне нравится твой запах», — глухим голосом ответила девушка. «Ну, нюхай тогда, раз нравится», — усмехнулся я. «Кстати, у тебя сегодня предрассветная смена». «Ладно». «Это я к тому, что тебе спать надо, пока есть возможность». «Угу». Ее рука скользнула вниз и легонько сжала мою промежность. Уже через секунду она оседлала меня и, приблизив свое лицо к моему, уставилась прямо в глаза. «Ну почему ты такой?» — прошептала она. «Какой?» — уточнил я. «Черствый, как сухарь. Я тебе совсем не нравлюсь». «Странный вопрос», — хмыкнул я. «Вообще-то, если ты помнишь, я выбрал именно тебя из десятка полуголых баб». «Ну ты нашел, чего вспомнить», — поморщилась она. «Просто констатирую факт». «Дурак ты, Барков», — фыркнула девушка. «И уши у тебя холодные». «Уж какой есть», — пожал плечами я. «Перевоспитывать поздно». «Да я и не собираюсь», — улыбнулась она и впилась в мои губы страстным поцелуем. Одежда полетела на пол, а наши тела сплелись в одно целое. Стало совершенно плевать на промозглую атмосферу вокруг. Полина начала тереться о мою ногу промежностью, оставляя на бедре влажный след. И в какой-то момент замерла. Прижалась ко мне всем телом. Ее била мелкая дрожь, ноге сразу стало мокро. Девушка приподнялась, сунула руку вниз и, направив меня в себя, резко опустилась. Она поднялась и прогнулась в спине, словно кошка, пытаясь насадиться как можно глубже. И в этот момент в полумраке я смог рассмотреть то, что сделала с ней разорвавшаяся рядом мина. Все ее тело было покрыто множеством пятен розовой свежей кожи, а на животе была самая широкая полоса, будто кто-то пытался рассечь девушку на две части. К горлу вдруг подскочил ком, и я осознал, что не хочу ее потерять. А еще понял, что порву на мелкие кусочки любого, кто пожелал причинить ей вред. Полина начала медленно двигаться, продолжая слегка прогибаться. Ее руки скользнули по телу, добрались до груди, которую она тут же сжала и принялась мять. Движения становились все быстрее, амплитуда увеличилась, а затем она снова рухнула на меня, вжимаясь так, словно боялась, что я куда-то исчезну. Я дал ей несколько секунд отдохнуть, после чего рывком перевернул на спину и взялся за дело сам. Плавными движениями я входил в нее на всю длину, но не ускорялся и не позволял менять темп, чем довел Полину почти до безумия. Она рычала, стонала, металась по постели, но с наслаждением подчинялась каждому движению. А я продолжал держать ее на границе оргазма, не позволяя провалиться в него с головой, просто потому, что хотел кончить вместе. И когда почувствовал, что мое напряжение достигло апогея, несколькими сильными движениями вбил себя в податливое нутро и изверг семя. Девушка в очередной раз обвивала мою шею руками, отрываясь от кровати, чтобы как можно сильнее вжаться в меня, и задрожала. На этот раз сильно.
словно пыталась заставить меня войти еще глубже. Хотя я отчетливо чувствовал, что мы достигли предела, самого донышка. «Вашу мать!» — донесся сквозь сон тихий шепот. «Хоть бы прикрылись, извращенцы!» «Что, пора?» — прошипел я. «Да, твоя очередь», — ответил Степ уже из-за двери. Я тихонько поднялся, но выпутаться из объятий Полины незаметно не вышло. Девушка уставилась на меня сонным взглядом, в котором читался вопрос. «Я на дежурство. Спи», — шепнул я и поцеловал ее в нос. Она смешно поморщилась и тут же подтерла его ладонью, не забыв при этом шмыгнуть. «Мне холодно», — тихо произнесла она. Я расправил сбитое в ноги одеяло и накинул на нее. Полина сразу в него завернулась, оставляя снаружи только нос, и снова засопела. «Задрали вы меня своими стонами!» — недовольно пробормотал Степ, когда я выбрался из спальни. «В Нижний приедем, я на 3 суток в борделе запрусь. И даже не вздумай меня беспокоить, понял?» «Твое право», — не стал спорить я. «Все, сиди теперь здесь, мерзни, а я спать». Я остался один. Мысли текли плавно, особо не задерживаясь. Ни о чем конкретном я не думал. Перебрал текущие планы, разложил по полочкам наши отношения с Полиной, затем вспомнил о видео, записанном на телефон, и еще раз его пересмотрел. Не за тем, что хотел отыскать там что-то, просто было приятно осознавать, что с Коляном все в порядке. Что он жив и здоров, и, мать его, собирается жениться. Странно, но его принадлежность к выродкам почему-то совсем меня не смущала. Может, потому что он для меня близкий человек? И все же чудно воспринимать действительность двояко. Я ненавидел всех этих ублюдков и готов был убивать их сотнями, если представится возможность. Я не воспринимал их как-то живое, и уж тем более обладающее душой, просто потому что на собственной шкуре испытал все, на что они способны. Но брат почему-то никак не вписывался в общую концепцию. Он стоял отдельно, особняком. Да, я осознавал, что он больше не человек, но и выродком его не считал. Измененным? Пожалуй. Но не гнида и не мразь, подлежащая безоговорочному уничтожению. А ведь таким его вижу только я. Для других он навсегда останется тварью, сосущей кровь. Смог бы я исполнить его просьбу? Ту самую, где обещал пристрелить, если он обратится? Вряд ли. Я бы скорее позволил ему меня покусать, чтобы оставаться с семьей во что бы то ни стало. Хорошо это или плохо, мне плевать. Я вздохнул и посмотрел на часы. Оказывается, за мыслями я пропустил смену Полины, забрав у нее целый час. Да и хрен с ним, пусть дрыхнет. Тем более, что у меня сна не в одном глазу. А просто так ворочаться в холодной постели удовольствия мало. Вскоре на небе начала появляться светлая полоса, предвещающая рассвет. Ну вот, мы смогли пережить еще одну ночь. А значит, впереди нас ожидает очередной безопасный день. Относительно, конечно. Это нам в последнее время просто везет, и мы спокойно колесим по пустым, бесконечным дорогам нашей необъятной. Но расслабляться не стоит, так как даже днем можно нарваться на неприятности. Впрочем, наша троица особой ценностью не выглядит. Грабители больше предпочитают торговцев, ведь у них наверняка есть чем поживиться. А что взять с нас? Пара бутылок воды да немного консервов, ну и патронов, небольшой запас. Притом не факт, что снаряженных серебром. Им ведь совсем не вдомек, что под задним диваном хранится мешочек, забитый серебром почти под завязку. А пассажиры стоят раз в 5 дороже того, что у них имеется. И дай бог, чтобы они так и оставались в неведении. В смысле, бандиты. «Ты почему меня не разбудил?» — спросила Полина. Она стояла в дверях, завернутая в одеяло, и терла глаза. От одной мысли о том, что там под ним, ее наготу ничто не скрывает, у меня снова возникло желание овладеть ей. И я поспешил отвернуться, чтобы не терять дневное время на всякие глупости. «Спать не хотелось», — буркнул я. «Смысл смену затевать?» «У нас кофе совсем закончился, да?» — задала она глупый вопрос. «Чай есть». Я кивнул на банку с заваренным травяным сбором. «Воду поставить?» «Ага», — кивнула девушка и уселась за стол. «Ты бы хоть оделась». «Думаешь?» Она хитро прищурилась и погладила ногой внутреннюю часть моего бедра. «Поль!» — нахмурился я. «Ой, ну и сиди, как дурак!» — фыркнула девушка и скрылась в спальне. Вскоре оттуда донесся шорох, а через пару минут вернулась Полина, уже облаченная в горку. Даже пистолет нацепила, но основное оружие с собой не взяла.
Я как раз заливал кипятком заварку. Девушка принялась ковыряться в рюкзаке, выставляя на стол все, что могло стать завтраком. Блинов у нас не осталось, а хлеб теперь такая редкость, что его не в каждой крепости можно найти. Хотя, как по мне, выпечь его гораздо проще, чем блины. Но, может, я и ошибаюсь. Ведь сам никогда этого делать не пробовал. «Откуда у нас ветчина?» — спросил я, рассматривая жестяную банку. «Не знаю. Это Степа рюкзак», — ответила девушка. «А он у нас тот еще хомяк». «Это точно», — хмыкнул я и стукнул вареным яйцом о столешницу, ломая скорлупу. «Жрете!» — прозвучал сонный голос от двери. «Вспомни, говно, вот и оно», — усмехнулся я. «Тебе чего не спится?» «Да там солнце прям в рожу светит!» Он протер ладонями лицо. «Ссать еще хочу, как медведь бороться. Есть курить?» «Вон на столе пачка», — кивнул я. «Ништяк. Пойду заодно личинку отложу», — доложился о планах он и подхватил сигареты. «Фу, Степ!» — с набитым ртом возмутилась Полина. «Мы вообще-то завтракаем». «Ну так я не здесь срать собираюсь», — усмехнулся он и направился к выходу. «Придурок, блин!» — поморщилась девушка и закинула в рот очередной кусочек ветчины. Затем у нас с приятелем произошла смена караула. В том смысле, что я отправился на заседание, как только он вернулся. А когда вышел из деревянного туалета, столкнулся с Полиной. Она выхватила у меня из рук пачку с сигаретами и скрылась за дверью. А я вернулся в дом и принялся упаковывать вещи, которые мы особо и не разбирали. Утро выдалось прохладным, но безоблачное небо намекало на очередной жаркий день. Погода продолжала нас радовать. Если так дальше пойдет, придется прятать осеннюю форму в багажник. А при пешем передвижении вовсе привязывать к рюкзаку. Сложнее всего с зимней одеждой. Таскать ее с собой 8 месяцев в году смысла нет. Пригодится продавать или обменивать, а к очередному сезону покупать новую. Это тем, кто живет на одном месте хорошо. Повесил в шкаф и забыл. С нами такой принцип не работает. «Ну что, куда двигаем?» — спросил Степ, захлопывая крышку багажника. «Для начала дома осмотрим. Может, какие канистры найдем?» — ответил я. «Потом до агрария скатаемся, посмотрим, что там с топливом. А так, ты сам знаешь, что искать. Соль, приправы, кофе любой, чай. В общем, все, что имеет какую-то ценность». Я похлопал себя по карманам и с сожалением отметил, что нормальных сигарет осталась последняя пачка. Скоро снова предстоит переходить на самокрутки. В идеале бы как-то избавиться от этой заразы, но, увы, это единственное, на что моей силы воли не хватает. Даже после того, как я провел в плену целых полгода и, казалось бы, уже перетерпел самые сложные дни без табака, по выходу все равно первым делом вставил в рот сигарету. Вот, ей-богу, была бы возможность отмотать время назад, ни за что бы не начал курить. «О, давай сигарету!» — протянул руку Степ, увидел, как я распечатываю пачку. «Курить вредно», — с ухмылкой ответил я. «Да, знаю», — отмахнулся приятель. «Жить в принципе вредно, от этого умирают». «Философ, блин», — усмехнулась Полина. «Давай и мне тогда тоже». «Это последняя пачка», — добавил я, протягивая ее друзьям. «До Нижнего доберемся, табачка купим», — произнес Степ. «Если что, у меня еще немного в рюкзаке осталось. Вечером накрутим». «Ладно, двинули, время идет». То, что мы попали в Клондайк, стало ясно после обыска первого же дома. Почти целая банка кофе и упаковка с пакетированным чаем уже стоили целого дня поисковых работ. А ведь мы только начали. Плюс отдельная благодарность хозяевам, которые держат сыпучие продукты в банках, а не в целлофановых упаковках. В пшене, конечно, уже завелись червяки, но вот рис остался нетронутым. Плюс нам перепало почти полкило сахарного песка. Специи тоже остались нетронуты. Перец, какая-то смесь, от аромата которой у меня сразу потекли слюни, и так по мелочи. Особенно порадовала едва початая упаковка сухого куриного бульона. Если им присыпать рис, получается просто песня. Только с одного дома мы забили пустой рюкзак на четверть, и я уже начал сомневаться, что нам хватит места в машине, чтобы вывезти отсюда все по максимуму. Полина так вообще была счастлива, как слон, когда обнаружила в ванной 2 куска душистого мыла и целую упаковку прокладок. О 3 рулонах туалетной бумаги я вообще молчу. В рюкзак полетел и тюбик зубной пасты, и бритвенный станок с новой, нераспечатанной головкой. Шампунь тоже прихватили, так как за него можно было поднять под 100 серебром. Но, скорее всего, Полина не позволит его продать. Как и я. Запас кофеина. Следующий дом оказался немного скуднее на ценности, но стандартный хозяйственный набор там все же присутствовал.
Тот же растворимый кофе, чай, хоть и в гораздо меньшем количестве, но все же. А вот крупа здесь хранилась в пакетах. Стоит ли говорить, что от нее остались лишь жалкие крохи, щедро присыпанные мышиным пометом. Мы планомерно продвигались по улице, выбивая окна или двери в зависимости от их надежности. И даже несмотря на то, что в большинстве своем дома были закрытыми, мы все равно осматривали их сверху донизу. И только убедившись в том, что внутри никто не скрывается, приступали к мародерству. 2 из 3 рюкзаков оказались забитыми до отказа после обыска всего 10 жилищ. Но вот с канистрами дело все еще обстояло туго. «Странно все это», — озвучил общие мысли Степ. «Почему до сих пор никто не позарился на это добро?» «Да тебе не один хрен», — высказала свое мнение Полина, которая пыталась затолкать в свой рюкзак очередную упаковку прокладок. «Нам же лучше». «Это да», — приятель почесал переносицу. «Просто вдруг это все заражено?» «Чего?» Девушка даже остановилась и уставилась на напарника. «В смысле? Чем?» «Ну, не знаю», — пожал плечами он. «Каким-нибудь вирусом или радиацией?» «Вряд ли дело в этом», — парировал я. «Таблички здесь никакой нет. Да даже если бы и была, людям наплевать, а уж выродкам и подавно. Вынесли бы все подчистую». «Тогда почему?» «Глухой поселок», — пожал плечами я. «Конечная точка на карте. Указателя на основной трассе нет, вот никто и не проверял. Плюс достаточная удаленность от всех крепостей и гнезд измененных. Здесь во всей округе ни души на 100 километров». «Думаешь, в этом дело?» «А в чем еще?» «Сам посуди, в поселке 2 магазина, и оба обнесены, до голых прилавков. Самые богатые дома вскрыты и тоже обчищены». «Выходит, местные сидели здесь до последнего, пока не закончились припасы, а затем просто свалили?» «Я не думаю, что местных здесь оставалось много. Может, 7-5 максимум. Ты вспомни, как в первые дни выродки стягивались в единую армию. Ночь бардака, а на следующую в городе почти никого. Гоняет несколько отрядов, словно хвосты зачищают. И все». «Было дело», — согласился приятель. «Вот тебе и ответ. Об этой деревне попросту все забыли. А поисковые отряды так далеко не заезжают. Здесь почти день пути выходит. А ведь еще время на обыск нужно и на обратную дорогу». «По-моему, звучит логично», — поддержала меня Полина и охнула, взвалив на себя забитый до отказа рюкзак. «Думаю, пора возвращаться к машине», — констатировал я. «Все нам не вывести, как бы этого не хотелось». «Эх, я бы еще пару сумок наполнил. Там в сарае, кстати, не слабый походный рюкзак есть, по типу наших». «Жадность фраера сгубила», — ответил известной поговоркой я. «Оставь, нам и этого на пару месяцев хватит. Если что, всегда сможем вернуться». «Я думал, мы продадим все», — Степ почесал макушку. «Что-то сплавим», — кивнул я. «Но смысла сдавать это на приемку не вижу. Чтоб потом носиться по рынкам и все снова закупать?» «Так-то да», — вздохнул Степ с нескрываемой печалью, всматриваясь в дома дальше по улице. «Ладно, чё, поехали тогда?» «Сейчас еще аграрий осмотрим. Может, удастся с топливом вопрос решить. И можно сваливать». «На ночь не будем оставаться?» — спросила Полина. «А смысл? Сейчас только 10. Ну, час еще на поиск солярки уйдет. Считай, с обеда мы уже свободны. До Нижнего здесь сколько осталось?» «Да хрен знает», — поморщился Степ. «Километров 200 плюс-минус». «Должны успеть до заката. Даже если часов 5 на дорогу уйдет». До машины добрались, высунув языки на плечо. У каждого за спиной висело килограммов по 40 дополнительного веса. Нет, мы вполне привычные к лямкам на плечах, но, как правило, таскать приходится раза в 2 меньше. Тем более, что разгрузка и оружие тоже никуда не делись, и все это время были при нас. Я в очередной раз порадовался подарку от старого. Мерин обладал огромным багажником, в котором исчезли все 3 рюкзака. И еще место осталось. Правда, уже совсем немного. Наши вещи все же пришлось переместить в салон, как и 2 пятилитровые баклахи с водой. Но теснота никого не смущала. Улов с лихвой компенсировал весь негатив. Ну а по приезде в Нижний часть добра продастся на приемке, и мы сможем вернуться к привычному комфорту. К слову, речная навигация уже открылась, и наверняка где-то в окрестностях стоит теплоход, где можно сбыть наше добро чуть подороже, чем в крепости. Единственное, что нам нужно для полного счастья, так это пополнить запас сердец, но это мы тоже решим по прибытии в крепость. Двигатель послушно затарахтел, и я дал ему некоторое время, чтобы прогреться. А сам вылез на улицу и закурил. Ко мне тут же присоединилась Полина со Степом. Я с сожалением отметил, что последняя пачка сигарет почти закончилась. Еще бы, дуть аж в 3 пары легких.
Может, нам повезет и получится раздобыть нормального курева, а не крутить табак в газетные листы. Ладно, двигаем. Я отбросил окурок и полез в салон. «А мы теперь что, в машине не курим?» С нескрываемой язвой в голосе спросил Степ. «Ты нет», — вернул ему шпильку я. «Чё это?» — тут же возмутился он. «А чтоб не выпендривался», — хмыкнул я и, врубив первую передачу, тронул машину с места. До агрария домчали за пару минут и снова отправились на поиск. С канистрами вопрос решился тут же. В боксе их было завались и на любой вкус и размер. Но я выбрал универсальные алюминиевые, объемом по 20 литров. Их и таскать более-менее удобно, и уложить компактно не проблема. Первым делом проверили технику вокруг, и она почти вся оказалась заправлена. К моему удивлению, топливо все еще оставалось прозрачным, несмотря на прошедшие 3 года и лютые зимние морозы. Возможно, дело в том, что баки были залиты под пробку, и воздух внутрь не проникал. Но на всякий случай я пошебуршал в одном из баков палкой, чтобы убедиться в отсутствии парафинового осадка. В багажник вошло 3 канистры. Ну и свой бак мы залили до отказа. Даже из горловины немного пролилось. Я осмотрел машину, которая знатно присела, и поморщился. Насиловать ее не хотелось, но иного выбора у нас нет. Может, Степ в чем-то и прав. Какой-нибудь внедорожник в этом плане был бы гораздо практичнее. Не без сожаления мы покинули гостеприимную деревню, а минут через 5 вернулись на трассу и покатили по направлению к Нижнему Новгороду. Дорога здесь оставляла желать лучшего, а ближе к выезду на магистрали М7 мы вообще угодили в какое-то месиво. В том смысле, что в прошлом здесь явно случился бой. От дорожного покрытия почти ничего не осталось. Вокруг все было изрыто воронками от взрывов, а по обочинам стояла сгоревшая техника, которая за годы превратилась в ржавые куски искореженного железа. Настроение сразу упало на нижнюю отметку. Лезть в это дерьмо я попросту опасался. Словить колесом какой-нибудь острый осколок проще простого, а шиномонтажку поблизости хрен найдешь. Да и вообще с резиной дела обстоят очень туго. В наши дни гораздо проще найти новый двигатель, чем пригодные для езды колеса. «Через Чулково можно, на Гороховец махнуть», — указал на дорогу в атласе Степ. «Вот вам и домчались до заката», — пробормотала Полина. «А если там тоже абзац какой?» «Ой, сиди лучше молча, накаркаешь еще», — огрызнулся Степ. «Как-нибудь без сопливых разберемся». Я развернулся в 2 приема и, переваливаясь на неровностях, вернулся назад к указателю на Чулково. Пришлось немного покрутиться по городу, так как дорога привела нас прямо в его центр. Приятель уже запоздало оповестил, что сворачивать нужно было на следующем перекрестке, но это замечание я пропустил мимо ушей. Вырвавшись из городского лабиринта, мы вернулись на прежний курс, а примерно через полчаса снова был вынужден остановиться. Впереди нас ожидал железнодорожный переезд, который перекрыл тяжелый тепловоз. И это мне очень не понравилось. Хорошо, что участок дороги здесь был практически прямой, и пространство впереди прекрасно просматривалось. «Чего замер?» — поинтересовался Степ. «Потому что мне не нравится эта железка впереди», — ответил я. «У меня такое чувство, что ее поставили там специально». «Думаешь, гоп-стоп?» — приятель внимательно осмотрел тягач в бинокль. «Вроде никакого подвоха не видно». «Давайте тачку в погосте бросим и сходим осмотримся», — предложила Полина. «Как вариант», — согласился я и врубил заднюю передачу. И в этот момент переднее колесо взорвалось, словно в него что-то прилетело, хотя мы без лишних слов поняли, что именно произошло. «Из машины бегом!» — закричал я и первым вывалился из салона. Тут же упал на асфальт и пополз в обочину. Злость накрыла меня с головой, когда я услышал характерный стук пуль по кузову машины. «Гниды с собаками обоссанные!» — сквозь зубы процедил я. «Достану! Кишки выпущу!» Вот только как это исполнить, я пока не знал. Вокруг сплошное поле, незачем даже укрыться. Не то, чтобы хоть как-то подобраться к ублюдкам. Разве что как-то обходить через поселок. Но к тому моменту, когда мы выберемся грабителям в тыл, они уже вынесут все из машины. Черт, как же меня это бесит! Глава 4. Разбойники. «Видишь его?» — спросил я у Полины. «Нет», — покачала головой она. «Слишком далеко». «У тебя же банка!» — намекнул на оптический прицел Степ. «Сказала бы я тебе», — огрызнулась Полина. «Здесь расстояние почти с километр. На такой дистанции может работать только очень опытный стрелок. Я даже боюсь предположить, что у него за винтовка». «Опытный стрелок? У гоп-стопщиков?» — поморщился я. «Таких номеров я еще не видел».
«Если у него все в порядке с боеприпасом, он может держать нас здесь до бесконечности», — добавила девушка. «И я при всем желании его из этого не сниму». «Принял», — выдохнул я. «Степ, давай не валяшек. Попробуем уйти». «Куда?» «Туда». Я махнул в сторону деревни справа. И в этот момент щелкнула по асфальту очередная пуля, да так близко, что я едва не выскочил из укрытия. Стрелок отреагировал на взмах руки и попытался в нее попасть. А ведь ему почти это удалось. Мы скрывались за кузовом машины. И да, защита так себе. Пуля прошьет ее словно бумагу, если, конечно, вести огонь сбоку. Мы же залегли со стороны багажника, а с двигателем пуля вряд ли совладает. В том плане, что пробить его на вылет не так-то просто, даже крупным калибром. И даже если вдруг такое случится, ее энергии точно не хватит, чтобы убить или ранить кого-то из нас. Попытка скрыться от стрелка на обочине ни к чему хорошему не привела, и мы были вынуждены перебраться за тачку, где и залегли, едва ли не друг на друге, буквально каким-то чудом избежав ранений. И что-то мне подсказывало, снайпер просто не хотел нас убивать. Другого объяснения я не находил. Даже первый выстрел, который он произвел по колесу, уже намекал на это. Ведь он мог легко убрать меня, пока я неподвижно сидел за рулем, всматриваясь в тепловоз, преградивший переезд через железную дорогу. Степ оказался единственным из нас, кому удалось покинуть машину с рюкзаком. Из него он и извлек 2 обрезка трубы ПВХ с кучей отверстий по бокам. Эти штуки мы заготовили давно, но пока ни разу не применяли. И вот надо же, пригодились. Чиркнув зажигалкой, приятель запалил фитиль на первый и, что было силы, зашвырнул ее на обочину. Следом отправилась и вторая, а секунду спустя из них повалил густой белый дым. Да, до военных образцов нашим самоделкам далеко, но в более-менее безветренную погоду на несколько секунд от прямой видимости они прикроют, а большего нам и не требовалось. Однако результат даже превзошел мои ожидания, и белое облако оказалось настолько густым, что за ним можно было смело скрыть даже машину. «Валим!» — крикнул я и сорвался с места. Степ с Полиной медлить не стали и рванули следом. Всего каких-то 5 метров, и от прямой видимости нас скрыл плотно разросшийся кустарник. Весна уже добралась до нашей широты, и молоденькая листва забила все возможные просветы. «Займи позицию и никого не подпускай к машине», — отдал я команду Полине. Девушка кивнула и свернула к ближайшему дому, а мы с приятелем отправились дальше по улице. Судя по карте, нам предстоял неслабый марш-бросок, чтобы обогнуть открытый участок. Честно говоря, я слабо верил в положительный исход, но не мог не попытаться. Слишком много ценного осталось в тачке, и бросать все это было глупо. Но я все никак не мог отделаться от ощущения, что мы попали под чужую раздачу. С чего такие выводы? Да исходя из элементарной логики, место, откуда мы приехали, не могло похвастаться многолюдностью. Чего только одна нетронутая мародерами деревня стоит. Но подготовка засады. Не побоюсь сказанного, на высшем уровне. Профессиональный снайпер остановил нас как котят. Железнодорожный переезд перекрыт, и объехать его невозможно. Рельсы проложены на насыпь, и ее высота такова, что на нее не каждый внедорожник вскарабкается. Да и то, пока он будет этим заниматься, его в дуршлаг превратят. Других членов отряда я не видел, но уверен, что они есть. Не удивлюсь, если при них и пулемет калибром 12,7 обнаружится. И тот факт, что они не применили его, тоже говорит о многом, в том числе и о выдержке. Ну и еще один момент, далеко не последний. Мимо проходит магистраль М7, которая перебита на перекрестке. И, судя по карте, дорога, по которой мы пытались объехать убитый участок, единственный объездной путь. Нет, если осмотреться на местности, то наверняка обнаружится пара-тройка грунтовок. Но я совсем не удивлюсь, если на съездах там тоже окажется все перекрыто. Крутой поворот перед выездом к железке — тоже прекрасное препятствие, особенно если идет караван. Колонну машин там так просто не развернуть. Гнать через поле в апреле? Лично я с удовольствием посмотрел бы на то, как там утонут все эти крутые вездеходы. В такое время года туда ни один трактор не сунется. Нет, надо признать, место для засады выбрано отличное. А уж как оно простреливается, мы уже убедились на собственной шкуре. По-хорошему, нам бы убраться подальше и подождать, когда явятся настоящие виновники торжества и вступят в схватку с грабителями. Но после того, как они превратили в утиль мой «Мерседес», я с них живых не слезу.
Теперь для меня это личное. Очередной приступ злости затмил глаза, и я стиснул зубы, прогоняя в мозгах все известные мне проклятия. Мы прошли деревню насквозь и углубились в лес. Двигаться старались максимально быстро, но не бегом, чтобы не переломать себе ноги. Ориентируясь по кромке, свернули на север и начали обходить поле. В просвет между деревьями я приметил некогда накатанную грунтовку. Сейчас она знатно заросла, но из-за ранней весны все еще отчетливо проступала полуголая колея. А вот и путь отступления, потому как идет прямиком от железки. Интересно, кого они поджидали? Нас они подстрелили по ошибке, а может быть приняли за головной разведывательный отряд? Но шума двигателей я не слышал, то есть на перехват никто не помчался. Черт! Неужели я ошибаюсь, и мы столкнулись с каким-то одиночкой? Ведь сейчас наша машина напрочь демаскирует их позиции. Или я чего-то не понимаю? Со стороны поселка донесся сухой выстрел, будто кто-то ударил кнутом. Этот звук не спутать ни с чем другим. Так работает только винтовка Драгунова. Не зря во времена Чеченской войны бойцы называли ее «плетка». Этот щелчок производит пуля, преодолевающая звуковой барьер, и как раз именно СВД сейчас находится в руках Полины. Рев мотора приглушил второй выстрел, но эхо от него все же нас достигло, а затем ветер принес противный скрежет сминаемого железа. Вот и очередной ответ. Кажется, только что нашу ласточку столкнули с дороги, окончательно превратив ее в груду металлолома. «Твари!» — выдохнул я. Степ благоразумно промолчал, хотя ухмылку сдержать не смог. Но ничего, будет и на моей улице праздник, я ему это еще припомню. Лес сильно поскуднел у выхода к железке. Более-менее плотным он оставался на южной стороне, ближе к грунтовой дороге. Туда мы и сместились, чтобы подобраться как можно ближе к огневой точке. Я остановился и осмотрел пространство впереди в бинокль. За деревьями впереди все еще ничего не было видно. Тогда я рухнул на пузо и пополз вперед, стараясь, чтобы от стрелка меня постоянно отделяло какое-то препятствие. И вскоре выбрался к небольшому открытому пятачку, который вплотную подходил к железнодорожному переезду. Естественно, выбираться на него я не стал и снова поднес к глазам окуляры. Степ замер рядом и припал к прицелу на своем автомате. До тепловоза отсюда было рукой подать, всего каких-то 50 метров. И для нашего оружия это уже не дистанция. Вот только стрелка я все еще не видел. Его не было ни под поездом, ни внутри него, ни на крыше, хотя... «Твою мать!» — выругался я. «Он ушел!» «Уверен?» — прошептал Степ. «Нет», — поморщился я. «Вот туда, под второй ряд колес, посмотри». «Вижу», — ответил Степ. «Наверняка сменил позицию». И в этот момент со стороны поселка, через который мы 20 минут назад проходили, донеслась автоматная очередь. За ней последовал женский крик, и все снова стихло. «Да чтоб вас черти дрючили!» — взревел я и, поднявшись на ноги, рванул обратно. Двигаться приходилось все там же, по лесной кромке. И хоть на этот раз я особо не таился, выскакивать на открытое пространство было бы очень тупо. А так я рисковал разве что ногами. Но почва под ними была ровной, насколько это вообще возможно в лесу, а я максимально сосредоточенным. Степ двигался рядом, не забывая каждый раз чертыхаться, получая ветками по щам. И все равно, как бы мы ни спешили, обратный путь занял слишком много времени. Когда мы ворвались в поселок, там уже никого не было. Ни Полины, ни ее похитителей, и это радовало потому, как означало, что девушка жива. «Черт!» — выдохнул я, осматривая место схватки. «Что-то я совсем ничего не понимаю». «Ты о чем?» — тяжело дыша после пробежки спросил Степ. «Они что, нас ждали?» — озвучил только часть мыслей я. «Ну а кого еще?» — пожал плечами приятель. «Понятия не имею», — ответил я. «Просто странно все это. Сам-то прикинь, насколько это тупо организовывать засаду подобного уровня на одиночную машину или ради обычного грабежа. Они явно кого-то ждали». «Да нас и ждали!» — выдвинул совсем уже нелепое предположение он. «Как?» — я обернулся к нему. «Как они узнали, где мы поедем?» «Да мне-то откуда знать? Я тебе что, Ванга, что ли? Может, нас кто-то сдал опять?» «Серьезно?» — я покосился на приятеля. «И кто? Может быть, ты?» «Дурак совсем!» «Ну а кто? Полина? И когда бы она это успела? У нас ни рации, ни хрена нет, и мы никому не говорили, куда собираемся». «А телефон?» — резонно заметил напарник. «Трубка, которую нам оставил старый, она все еще у тебя?» «Думаешь, там маяк?» «А где? Может, в нашем новом барахле, я хрен знает, или в самой тачке». «А ему все это зачем?» «А если это не он?» «На Коляна намекаешь?»
Ну, он легко мог сыграть за выродков. «Закрой клюв, пока я тебе его на бок не свернул», — угрожающе прищурился я. «Да мне это по большому счету насрать», — отмахнулся Степ. «Но ты-то свои мозги включи. Если здесь ждали нас, то какие у тебя еще есть варианты?» «Зачем? Почему так? Ведь можно было просто поговорить. Нас не собирались убивать, иначе мы были бы уже мертвы. Полину они тоже живой взяли. Нет, не сходится». «Следствие вели колобки», — усмехнулся приятель. «Ты прав, как-то это слабо похоже на попытку нас завалить. А что, если мы нужны им живыми?» «Как вариант», — я почесал макушку. «Но зачем?» «Ха!» — усмехнулся напарник. «А 100 килограмм серебра недостаточно веский аргумент?» «Эй, придурки!» — шикнула рация. «Кто сказал?» — закрутил головой Степ. «Под скамейкой, дебилы!» — снова прозвучал шипящий голос. Я вышел за околицу и отыскал в траве рацию, которую специально оставили для нас. Кажется, скоро мы сможем получить все ответы. «Прием!» — произнес я и отпустил клавишу передачи, чтобы выслушать человека на другом конце. «Вы под прицелом, так что не вздумайте дергаться. Там же, под скамейкой, лежат 2 пары наручников. Я хочу, чтобы вы скинули все свои стволы и приковали себя к газовой трубе у забора». «А в ротик тебе жеваной морковкой не плюнуть?» — спросил я. «Ну, если вам недорога ваша подруга, можешь продолжать в том же духе», — вернулся ответ. «А какие у меня гарантии, что она еще жива?» Спустя несколько секунд тишины в рации раздался сочный шлепок, за которым последовал короткий женский вскрик. Похоже, говорить по собственной воле Полина отказалась, и этот ублюдок зарядил ей по лицу, заставив издать хоть какой-то звук. «Достаточно? Или мне и всю рожу расколотить? Говорить с тобой она не желает». «Ладно, успокойся», — ответил я. «Не трогай ее, мы все сделаем». Я положил рацию на скамью, что находилась у палисадника, и принялся стягивать себе оружие. Степ нехотя начал заниматься тем же. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — прошептал он. «Нет», — честно ответил я. «Но тогда они ее убьют, а я этого не хочу». «Капец! Вот так попали!» «Бывало и хуже», — заметил я, вытаскивая нож из нагрудного чехла. «Куртки и брюки тоже снимайте!» — донеслось из рации. «Извращенец!» — буркнул Степ, но подчинился. В итоге нас заставили раздеться до нижнего белья, оставив только трусы и майку. Так мы гарантированно оставались совершенно безоружными, и это можно было понять издалека. Я встал на четвереньки и принялся шарить под скамейкой в поисках наручников. Они оказались там, где нам и сказали. Затем я протянул одни браслеты приятелю, а вторыми пристегнул себя к стойке, на которой лежала газовая труба. Степ защелкнул свои там же. Несколько минут ничего не происходило. Мы так и стояли в трусах, пытаясь понять, откуда явятся наши пленители. Двое из них вскоре вынырнули из-за дома напротив, и еще одна группа подтянулась из глубины деревни. Двигались расслабленно, оружие свободно висело на груди, но именно это и выдавало в них профи. Снайпера среди них не было, из чего я сделал вывод, что он до сих пор держит нас на прицеле, и, скорее всего, еще как минимум двое остались охранять Полину. Итого самый минимум отряда 7 человек. Но их вполне могло быть и больше. «Здорово, мужики!» — ощерился Степ. «Может, объяснить, что здесь происходит?» «Ага», — ухмыльнулся один из них. «Бегу аж волосы назад». Второй молча подхватил автомат и сунул мне прикладом прямо в лоб. Свет погас быстрее, чем я почувствовал боль. Сознание возвращалось рывками. Я то выныривал из небытия, то снова проваливался в беспросветную тьму. В моменты возвращения до слуха доносилось чье-то приглушенное бормотание, словно говорящие находились в соседней комнате. Возможно, так и было, но сосредоточиться на них я не мог. Сильно тошнило, а голова болела так, будто внутри нее кувыркался бешеный ежик. Попытка пошевелиться ни к чему не привела. Меня крепко связали по рукам и ногам. Двигаться я мог только как гусеничка. Хотя нет, не мог. Стоило повернуть голову, как я словил вертолет и едва удержал порыв рвоты. Блевать с кляпом во рту — не самое полезное для здоровья занятие. Глаза открываться отказывались, и не потому, что на это не было сил. Они попросту заплыли. Боец явно не скупился на силу, когда приложил меня в лоб. Даже боюсь представить, как сейчас выглядит моя рожа.
Наверняка самый конченый алкаш в сравнении со мной будет смотреться куда презентабельнее. «Очнулись, походу!» — ударил по ушам чей-то крик. «Чё? Да в жопу пусть идут, еще добро на них тратить!» К сожалению, я не смог разобрать того, что ему ответили из соседней комнаты. Звук сливался в единый гул, да и эхо от ответов, вошедшего еще какое-то время, отдавалось болью в голове. Его тяжелые шаги замерли прямо у моей головы. Послышался шорох одежды. «Да, ну ты красавчик, конечно», — прозвучал его голос прямо над самым ухом. Что-то холодное коснулось щеки, и это место отреагировало жгучей болью, как от пореза. Хотя, что значит «как»? Кажется, этот урод срезал веревку, что удерживала кляп, и при этом даже не обеспокоился сохранностью моей рожи. Тряпку он выдернул рывком, едва не лишив меня зубов. Моя голова дернулась, и я снова почувствовал подкатившую к горлу тошноту. На этот раз сдерживать себя я не стал, тем более что рот теперь был свободен. «Ах ты падла!» — выругался боец, видимо, не успев отскочить от фонтана блевотины. «Вот урод, прямо на ботинки!» А в следующее мгновение я получил этим самым ботинком в живот. Меня тут же скрючило, и я проехался рожей по собственной блевотине. От резкой боли немного прояснилось в голове. «Отставить!» — рявкнул еще чей-то голос. «Да он мне все ноги обрыгал!» «Вышел отсюда!» «Да больно надо!» — буркнул в ответ первый, и слуха коснулись его шаги. А вот второй человек остался. Он подошел ко мне и некоторое время молча рассматривал. «Рот открой!» — сухо попросил он. «Зачем?» — прохрипел я. Вместо ответа вошедший схватил меня за скулы и сжал с такой силой, что я невольно распахнул пасть. Он сунул мне в рот что-то твердое и тут же зажал губы ладонью, заставляя меня это проглотить. Я не сопротивлялся, потому как понял, что это был крохотный кусочек черного сердца. Очень уж часто я его использовал, отчего прекрасно знал на вкус. По телу пронеслась волна жара, которая сосредоточилась в голове, и спустя несколько секунд я почувствовал себя значительно лучше. А когда, наконец, разлепил глаза, увидел перед собой совершенно лысого человека с очень цепкими и холодными глазами. «Ты кто?» — задал я совершенно глупый вопрос, ведь он мог представиться кем угодно или вообще послать меня к чертовой матери. «Все меня Ленин зовут», — с ухмылкой ответил он. «Думаю, из-за шикарной шевелюры». Он погладил себя по лысине и снова улыбнулся. «Ты ведь брак, да?» «Нет», — нагло соврал я. «Тогда ты для меня бесполезен». Он изобразил грустную рожу. «Как и твои друзья. Вот только я знаю, кто ты. Так что прекращай валять дурака и давай поговорим серьезно». «Значит, все-таки за нами?» Теперь уже усмехнулся я. «Не понял вопроса», — нахмурился Ленин. «Все это дерьмо вы организовали ради нас?» — разжевал ему я. «Ну, естественно», — кивнул он. «Ведь ты легенда. Че тебе надо, а? Раз мы разговариваем, да к тому же я получил порцию сердца, значит, я нужен тебе живым». «Я этого и не скрываю», — пожал плечами лысый. «За ваши головы центнер серебра дают. Ты наверняка об этом слышал. Хочешь сдать меня выродком? Тогда ты еще хуже, чем они». «Не совсем», — покачал головой Ленин. «Я хочу кинуть их, но мне понадобится твоя помощь». «Ты ненормальный, что ли?» Я покосился на собеседника. «Какого хрена ты тогда все это устроил? Не мог просто подойти, поговорить? А ты бы меня послушал». «Не знаю», — честно ответил я. «Возможно, и нет». «Вот именно. Зато сейчас мы общаемся на моих условиях. Ну так что скажешь?» «Ничего». «Уверен? Они ведь и труп твой примут, хотя в этом случае заплатят поменьше. За живого всегда можно поторговаться». «Ты уж определись. Или сдать меня хочешь, или выродков кинуть?» «Да мне, в общем-то, разницы нет. Свое я так и так возьму. Просто думал, может, тебе интересно выбраться из этого живым?» «Из чего вдруг такие почести?» «Из-за твоей репутации. Я ведь их тоже ненавижу, но жить как-то нужно. А центнер — это очень хорошая сумма. С такой можно начать новую жизнь в любом уголке». «Допустим, мне это интересно. Что дальше? Отпустишь меня?» «Нет», — покачал головой он. «По крайней мере, пока. Но в момент передачи дам тебе шанс. Тогда я не понимаю, зачем тебе мое согласие. Я просто хочу, чтобы все прошло без проблем. Потерпите пару дней, не дергайтесь и не шумите.
В общем, постарайтесь не причинять нам хлопот. Этого будет достаточно». «Сколько?» «Что сколько?» «Моя доля. Сколько ты готов мне заплатить за помощь?» «Я сохраню тебе жизнь. Это уже много». «Где мои друзья?» «Не здесь», — улыбнулся Ленин. «Я же не идиот. Будешь себя хорошо вести, и они не пострадают». «А где гарантии?» «Мое слово». «Извини, но я вижу тебя впервые. Да и обстоятельства нашего знакомства, честно говоря, так себе. С какого хрена я должен тебе доверять?» «Может быть, потому что я сейчас с тобой честен?» Вопросом на вопрос ответил он. «Хорошо». Немного подумал и кивнул я. «Тогда скажи мне еще кое-что. Как вы нас нашли? Как умудрились так точно рассчитать наш маршрут? Кто нас сдал?» «Никто. Это моя работа — находить людей. А что до маршрута, так все просто. Мой человек подкинул вам жука. Ну а просчитать, куда вы едете, оказалось не так сложно. Когда вы остановились на ночлег, мы проехали вперед и отыскали это место. Подготовиться было несложно». «Ты военный, что ли?» «Можно и так сказать», — уклонился он от прямого ответа. «Ну так что ты ответишь на мое предложение?» «Туалет и еда в вашей тюрьме предусмотрены?» «Мы же не звери какие!» — уже в который раз улыбнулся он. «Сейчас тебя накормят и принесут ведро». Ленин развернулся и направился к двери, за которой вскоре скрылся. А я так и остался лежать на полу, пытаясь переосмыслить наш разговор. Этот Ленин показался мне каким-то странным, будто не от мира сего. И вроде его доводы звучали логично, но... В общем, я никак не мог понять, зачем он со мной договаривался, что мешало ему и дальше держать мою тушку связанной, с кляпом во рту, а потом просто передать выродкам и забрать серебро. Само собой, я не собирался вот так лежать, как баран на заклании, и как только мне представится хоть малейший шанс освободиться, я им воспользуюсь. Во-первых, эти уроды уничтожили мою тачку, а во-вторых, это мой план и мое серебро. Я не собираюсь ни с кем делиться, тем более с каким-то психом. А пара дней — срок немалый. За это время многое может произойти. Но пока я прикинусь ветошью и понаблюдаю. Очень уж хочется понять, что здесь к чему и кто вообще эти люди. Отработали они нас как детей, а такое пока еще никому не удавалось. Глава 5. Выжить. Будь я один, давно бы попытался вырваться из плена. Да и шансы, честно говоря, были, тем более после того, как Ленин угостил меня черным сердцем. Но меня останавливало незнание о судьбе моих друзей. Зная, где они, попытался бы хоть как-то оповестить их о попытке побега, но у меня не было даже этой информации. Не знал я и того, приставлена ли к ним постоянная охрана. Как они собираются отреагировать на мое непослушание? Будут ли в них стрелять или просто закинут к ним в камеру гранату? И пока вопросов больше, чем ответов, лучше не дергаться. Интересно, а как бы на моем месте действовал Утиль? Хотя что я несу? Он бы никогда не оказался в подобном положении. Просто потому, что всегда действует один. Хорошо бы понять, где мы. Помещение, в котором меня заперли, совершенно пустое. Но даже в таком виде в нем чувствуется казенный подход. Отделка панелями МДФ, от которых осталась лишь часть. Ну и по этим остаткам видно, что все сделано небрежно, на скорую руку. Ни один хозяин не допустит подобного у себя дома. Опять же, решетки на окнах, сваренные из обычной арматуры, обрамленные железным уголком. С его помощью их и закрепили, прибив к раме гвоздями. Выломать такую особого труда не составит, вот только это будет очень шумно. Я попытался вспомнить карту местности, но в памяти всплывали лишь какие-то незначительные детали, связанные больше с ландшафтом, чем со зданиями. Возможно, мы даже не покидали деревню, в которой пытались укрыться от огня. Тогда выходит, что мы сейчас где-то в сельской администрации или клубе. Большими они быть не должны, здесь не мегаполис, где требуется куча рабочих кадров. Лысый со своими находится где-то через комнату. Я так решил, исходя из звуков, что до меня доносились. Ну и на всякий случай проверил собственные выводы, прижав ухо к стене. Лучше слышно не стало. Все тоже неразборчивое бормотание. Подняться с первой попытки не удалось, но я продолжал корячиться. Когда ты связан по рукам и ногам, эта задача кажется невыполнимой.
Но я справился. Прижался спиной к стене и, толкая тело ногами, вначале сел, а затем медленно занял вертикальное положение. Спасибо скользким панелям, часть которых осталась в углу. Но вот с дальнейшим передвижением дело обстояло еще хуже. Попытка допрыгать до окна окончилась падением. Я сгруппировался в самый последний момент, минимизируя ущерб. А так как руки были связаны за спиной, то единственное, что я мог сделать, это сжаться. Однако грохот все равно вышел знатный, а я прикусил язык, да так сильно, что на глаза навернулись слезы. Некоторое время я лежал, прислушиваясь к обстановке. Люди, пленившие нас, тоже притихли. Скорее всего, ожидали, будет ли продолжение. Но спустя несколько секунд до меня снова донеслись приглушенные голоса, и я вернулся к изначальному плану. Нужно понять, где и как далеко от меня находятся мои друзья. В целом я не собирался делать ничего необычного, просто хотелось выглянуть в окно. Примерно с третьей попытки мне снова удалось встать. Я дал себе время отдышаться и, прижимаясь плечом к стене, чтобы снова не навернуться, аккуратно прыгнул вперед. Устоять удалось, хотя меня и знатно заштормило. Снова небольшой отдых и очередной прыжок, опять успешно. Так, в час по чайной ложке я неотвратимо добрался до окна. Даже не возьмусь предположить, когда его в последний раз мыли. Порой в заброшках стекла и то выглядят чище. Но кое-что мне все же рассмотреть удалось, а именно железную дорогу, которая пролегала совсем рядом. Похоже, оба мои предположения оказались неверными. Нас держат где-то на станции, это уже нехорошо. Здание большое, и мои друзья вполне могут находиться в другом конце. А если нас еще и зал ожидания разделяет, тогда вообще гаси свет. Я при всем желании до них не докричусь, хотя нет. Если заорать, они меня точно услышат. Но что толку? Я на 100% уверен, что их точно так же спеленали. И без предварительной подготовки, и без согласования действий ни о каком прорыве можно даже не мечтать. Я прижался лицом к окну и попытался определить местоположение относительно здания. В смысле, где конкретно находится моя камера, по центру или в каком-то углу. Но, увы, с этим ничего не вышло. Угол обзора недостаточный, зато удалось рассмотреть перрон справа, который оказался открытым, то есть представлял собой обычную бетонную площадку. И все. Да и находился в неком отдалении, словно не имел отношения к дому, в котором мы были. Это снова навело меня на определенные мысли. А что, если это не вокзал, а обычная домушка, где кроме кассы и пары подсобных помещений больше ничего нет? И, скорее всего, я нахожусь в одной из таких кладовок. Фух. Шумом выдохнул я и, прикинув размеры комнаты, принялся размышлять дальше. Допустим, этот дом имеет размеры 10 на 10, но, скорее всего, он гораздо меньше. Моя комнатушка максимум 3 метра в длину и 2,5 в ширину. Но сколько таких кабинетов может здесь разместиться? 3? Не больше? В соседнем помещении тихо, в том смысле, что Ленин с людьми где-то дальше или на противоположной стороне. Точно не напротив, иначе я бы смог хоть что-то разобрать из того, о чем они там говорят. И что-то подсказывает, я прав. Дверь находится напротив окна, и когда Лысый от меня выходил, я успел увидеть часть коридора. Он узкий, даже метров в сечении не имеет, а значит, пространство здесь старались экономить. Ладно, была не была. Выдохнул я и снова скользнул на пол. Аккуратно улегся и перекатился к стене слева. Некоторое время прислушивался, но так и не понял, есть ли кто-нибудь за стеной или нет. Помогая себе ногами, сменил положение, чтобы иметь возможность постучать. Подвинулся чуть ближе и несколько раз ударил в стену пяткой. Голоса тут же стихли, но я и не стал продолжать шуметь. Однако вскоре за дверью лязгнула щеколда, и внутрь сунулась голова одного из бойцов. Явился тот самый упырь, что пнул меня ногой в живот. «Ты чё шумишь?» — задал он ожидаемый вопрос. «Ссать хочу», — ответил я первое, что пришло в голову. Тем более в туалет мне действительно хотелось. «Ссы в штаны!» — усмехнулся он и снова скрылся за дверью. «Козел!» — буркнул я и, поджав ноги, снова несколько раз бухнул в стену слева. «Еще раз грохнешь, я тебе нос сломаю!» — пообещал боец из-за двери. А я продолжил прислушиваться, ожидая ответа. И он вскоре пришел, только справа. Да и не столь отчетливый, как я ожидал. Я даже не сразу понял, что это именно он, приняв невнятный шорох за проделки грызунов. Оттолкнувшись ногами, я проскользнул по полу до противоположной стены, развернулся и несколько раз стукнул в нее пяткой. На этот раз попытался сделать это потише.
а когда в ответ снова пришел эдакий шкрябающий звук, довольно ощерился. Кажется, я наконец нашел своих друзей. Теперь осталось придумать, как передать им послание. Уже в который раз я сменил положение и принялся осматривать стену на предмет хоть каких-то отверстий. Не может быть, чтобы в казенном здании их не нашлось. И я обнаружил то, что искал почти сразу. Достаточно было лишь сместить взгляд в сторону самодельного радиатора отопления. Дыра в стене, через которую сюда просунули трубы, была небрежно пробита чем-то типа молотка или лома. И естественно, что после такого варварского метода там остался зазор. Немного подергавшись, я подполз к нему и, прижав губы практически к самому углу, зашептал. «Степ, ты там? Эй, алло, ты меня слышишь?» В ответ донеслось лишь мычание, и оно не принадлежало мужчине. Значит, по соседству разместили Полину, посчитав ее менее опасной. Слева от меня тихо, и вовсе не потому, что Степ тупой и не догадался, как подать мне сигнал. Выходит, он где-то на другой стороне, и это очень плохо. А может, он вместе с Полиной? «Поле!» — снова зашипел я. «Не знаю, чем ты там скоблила, но вернусь к тому месту. 1 раз — да, 2 раза — нет. Поняла?» Раздался шорох и усердное сопение. А спустя некоторое время снова прозвучал едва уловимый шкрябающий звук. Одиночный, что означало «да». «Степ с тобой?» 2 раза, значит нет. Плохо. Думаю, спрашивать, знает ли она, где он, нет смысла. Даже если знает, все равно не сможет дать внятного ответа. Рот заткнут, а гадать я могу до бесконечности. «Ты в порядке? Не ранена?» 1 раз, затем пауза и еще 2. Нет, так не пойдет. Запутаемся. Нужно задавать по одному вопросу за раз. Но что еще мне нужно знать? «Справа от тебя есть комната?» В ответ пришел целый каскад шаркающего звука, что могло означать «она не знает». «Ты пробовала стучать?» 1 раз. «Ответ был?» 2 раза. Я снова задумался. Кое-что прояснилось, но конкретики еще очень мало. Нужно как-то связаться со Степом, но как? Да и что он сделает, если находится в таком же положении? Начнись сейчас заварушка, мы даже адекватно ответить не сможем. Ногами легнуть разве что. И только. Но против автомата такой прием равноценен самоубийству. К нам даже подходить не станут, просто расстреляют издалека, чтобы не мучились. Голова снова начала болеть, но на этот раз от того, что я нещадно ее насиловал в попытке получить хоть какой-то вариант к освобождению. Но каждый раз натыкался на барьер в виде пленных друзей. Даже если мы с Полиной сможем что-то предпринять, Степа точно убьют. Мы физически не успеем его освободить. Да и за Полину я был сильно не уверен. На мгновение меня захлестнула ярость. И злился я на себя, на свою беспомощность. Если бы я не разделил наш отряд, мы могли бы прорваться. Но, черт возьми, как же не хотелось терять то добро, ради которого мы 3 года рисковали жизнью. 20 с лишним килограммов серебра — это очень хорошие деньги. На них можно обеспечить себе несколько лет безбедной жизни в любой крепости. Плюс оружие и припасы, вывезенные из деревни. Ленин отлично нас просчитал и обвел вокруг пальца, словно малолетних детей. «Эй!» — заорал я. «Эй, уроды, мать вашу! Слышите меня?» Откуда-то из глубины здания донесся грохот. Я даже глаза прикрыл, чтобы обострить слух и разобрать направление. Судя по всему, Степ находился в комнате напротив моей, сразу через коридор. Еще один кусочек информации, который совершенно бесполезен. В том смысле, что с приятелем я все равно поговорить не смогу, как бы мне того не хотелось. А своим криком я добился совсем не того, чего желал. Послышались шаги, лязгнул засов, и моего слуха коснулись глухие звуки ударов и сдавленный стон. Степа угомонили, а следом досталось и мне. В камеру вошел все тот же боец и дважды пнул меня в живот, заставляя скрючиться от боли. Он уже почти вышел за дверь, когда я, наконец, поборол боль и прохрипел ублюдку в спину. «Лысого позови!» «Ага, уже бегу!» — усмехнулся он и захлопнул дверь. Но сдаваться я не собирался и снова заорал. На этот раз просто, без слов, лишь бы привлечь внимание командира, и ожидаемо снова получил болезненный пинок под дых. Легкие скрутило болью, и некоторое время я пытался сделать хоть крохотный вдох. А когда меня отпустило, снова закричал. Похоже, до бойца наконец-то дошло, что я не успокоюсь, и он выполнил мою просьбу. А может, и сам командир решил лично меня угомонить. Когда он появился в дверном проеме, я тут же затих. «Ну и чего ты хочешь этим добиться?» — спокойным голосом спросил он.
Ты ведь в курсе, что даже в концентрационных фашистских лагерях у заключенных был туалет?» — спросил я. «Я похож на идиота», — в своей манере ответил он. «Я не стану тебя развязывать». «Можешь подержаться за мой конец, я не против», — ухмыльнулся я. «Если брезгуешь сам, пришли кого-нибудь из своих псов. Или я просто смогу оставить все как есть». «Тогда я продолжу орать». «И снова получишь». «Да что ты за человек-то такой? Мы будем припираться, как в детском саду, или ты принесешь мне ведро? Можешь просто срезать с меня трусы, чтобы я поссал». Лысый задумался и спустя пару секунд кивнул. «Качан!» — крикнул он. «Принеси ведро!» Из коридора донеслись шаги и тихое бормотание. Лысый вытянул нож и приблизился ко мне, собираясь исполнить мою просьбу. Я лежал на полу и судорожно соображал, что я могу извлечь из сложившейся ситуации. Скользнув взглядом по мрачному помещению за спиной Лысого, я увидел дверь, за которой, скорее всего, располагалась камера Степа. Как я уже заметил ранее, коридор был очень узким, и если бы приятелю удалось выбить створку, то она бы напрочь перекрыла проход. Я скользнул по ней взглядом и увидел задвижку, которая фиксировала полотно. С одного удара такую не сбить, но вот с 2-3 солидных пинков запросто. Мысль созрела мгновенно, но план был настолько рискованным и отчаянным, что даже при наличии всей существующей удачи мы запросто могли сдохнуть. Лысый уже начал склоняться надо мной, когда я резко ударил его прямо в колено опорной ноги. Он полетел на пол, выставив перед собой нож, которым едва не вспорол мне брюхо. Меня спасли только рефлексы, притом не мои. Нелепо взмахнув руками, Ленин попытался прикрыть лицо от удара об пол. Нож вылетел и, бряцнув, отскочил к окну. Не знаю, как я извернулся. Видимо, помог адреналин, который влетел в кровь, словно поток воды, выпущенный из бронспойта. Встав на четвереньки, я навалился всем телом на Лысого и дважды ударил его лбом в затылок. Бил, не жалея себя, с такой силой, что у самого искры из глаз полетели. Этого хватило, чтобы противник затих, но вот надолго ли? «Степ, мочи дверь!» — взревел я и метнулся к ножу. Из коридора донесся грохот, будто что-то уронили, и я подозревал, что это полетел стул, с которого сорвался один из бойцов. Время шло на доли секунды. Я изо всех сил рванулся к ножу и едва не вывихнул себе плечо, когда приземлился на руку. Но боль лишь придавала злости и энергии. Шаря пальцами по полу, я извивался всем телом, пытаясь схватиться за рукоятку. Да хоть бы и за само лезвие, насрать! Сокрушительный удар обрушился на дверь, и, как я и предполагал, с первого раза она не открылась. Топот был уже совсем близко, еще мгновение ко мне в камеру ворвется вооруженная охрана. Им даже стрелять не придется, я и так нахожусь в беспомощном положении, да меня просто ногами до полусмерти забьют. Очередной гулкий удар, сопровождаемый треском, и створка с грохотом прилетела в противоположную стену коридора. Видимо, удача все же была на нашей стороне, потому как вслед за этим раздался протяжный стон и отборный мат. Так совпало, что боец, спешивший на помощь боссу, как раз оказался под ударом дверью. Я, наконец, схватился за нож, прогнулся в спине, насколько это вообще возможно в мои годы, и, просунув лезвие под веревку, принялся ее перерезать. Получилось не очень, и я распахал себе голень, хоть и почувствовал это далеко не сразу. В голове словно набатом звучало утекающее время, еще секунды, и ноги оказались свободны. И в этот момент помещение заполнилось грохотом автоматной очереди. Выстрелы ударили по ушам, пули защелкали в коридоре, с визгом отлетая от кирпичных стен. В соседней комнате завизжала Полина, а я вовсю пытался перекинуть руки вперед, но тело словно задеревенело и не желало слушаться. а завопил я и, наконец, извернулся, просовывая ноги через связанные запястья. Снова схватил нож, но на этот раз совсем не для того, чтобы срезать веревки. Лысый на полу уже начал шевелиться. Я вогнал ему лезвие в спину по самую рукоятку, вытянул и ударил снова, а затем зашарил по телу руками, пытаясь высвободить пистолет, на котором он лежал. Мощный пинок откинул дверь с прохода. Я уже видел, как в проеме появляется автоматный ствол. Еще секунда, и меня нашпигуют свинцом под самую завязку. И вряд ли хоть кто-то дернется, чтобы дать мне черное сердце. Наконец ствол оказался в моих руках. Не думая о последствиях, я со всей силы прижал оружие к бедру и потянул вниз, загоняя патрон в патронник. На коже осталась глубокая царапина, но это мелочи по сравнению с тем, что меня ожидало. Затвор сухо щелкнул, и я вскинул ствол практически одновременно с направленным в мою сторону автоматом, но спуск я утопил раньше. Хлопнул выстрел, гильза стукнула об пол, и одновременно с ней в коридоре рухнул боец, расплескавший мозги на дверь камеры Степа. Чисто на рефлексе я сместил оружие, направляя его в лысую башку, и еще раз надавил на крючок. -2. Коридор снова наполнился стрельбой. Поливали бездумно, просто засыпая нас пулями. Вот только ни одна из них не влетела в комнату.
«Степ, дверь!» — снова заорал я, и она почти тут же распахнулась. Я как раз успел освободить руки окровавленным ножом. Он и полетел в противоположную комнату, а я подполз к дверному проему и затянул внутрь тело убитого бойца. Вот теперь можно повоевать. Полупустой магазин полетел на пол, а его место занял новый, который я вытянул из разгрузки. Тут же достал оставшиеся и положил их рядом, на пол. Оттянул затвор, убедился, что патрон в стволе и можно вести огонь. И в этот момент позади меня брызнуло осколками окно. Пули свистнули в опасной близости, и я, не задумываясь, нырнул в камеру к Степу, спрятался за откосом, выждал секунду, пока не стихла очередь, а затем высунулся и ответил по окну 2 короткими очередями. На улице кто-то вскрикнул, послышался отборный мат, а я хищно оскалился. Без разницы, куда угодила пуля, этого бойца уже можно считать выбывшим. А затем случилось то, чего я больше всего опасался. Что-то тяжелое покатилось по полу и стукнулось в полуоткрытую дверь. Это могла быть только граната. Я отреагировал в ту же секунду и ударил ногой по полотну, возвращая подарок отправителям, а сам бросился вниз и, открыв рот, зажал ладонями уши. Взрыв прогремел практически в то же мгновение, а значит, противник выдержал какое-то время после высвобождения предохранительной скобы. Как раз для того, чтобы исключить возможность возврата. Не знаю, кто строил этот дом, но я был готов отбить ему за это низкий поклон. Кирпичей он явно не жалел, и все комнаты были отделены друг от друга кладкой. Она-то и защитила нас от осколков. Из камеры напротив снова раздался приглушенный визг Полины. Девушка все еще оставалась связанной с кляпом во рту. Но заниматься ей мне было некогда, тем более, что дверь в ее комнату была закрыта. А значит, она в относительной безопасности. Взрывом, конечно, ее сильно повредило, и теперь в створке образовались серьезные прорехи, но ничего критичного внутри произойти не должно. Даже если ее немного посекло осколками, до конца боя она точно продержится. А вот нашу дверь снесло окончательно. От нее остались лишь жалкие клочки, висящие на петлях. Еще одну гранату мы точно не переживем. Вот только подкидывать ее нам не особо-то и спешат. Кое-как поборов головокружение, я высунулся в проем, не вставая при этом с пола. И тут же вдавил спуск, отправляя очередь в тело, лежащее поперек коридора. Человек дернулся и затих. Похоже, я добил подранка. В магазине оставалось максимум с 10 патронов. Да и то не факт. Поэтому следующим рывком я вернулся в свою комнату, сменился и бросился к окну. Как раз вовремя, чтобы застать врасплох 2 уродов, которые пытались подобраться к нам с фланга. Длинной очередью, буквально наполовину магазина, я срезал обоих и заорал приятелю: «Окно!» Странно. Я был уверен, что кричу, даже горло соднило. Но я не услышал собственного голоса, только какой-то гул в голове. Последствия близкого взрыва. А значит, Степ меня тоже не слышит, и это плохо. Я снова выскочил из комнаты, на ходу выпуская остатки магазина в коридор на случай, если там кто-то остался. Ворвавшись к приятелю, я застал его стоящим на четвереньках. Видимо, он не успел открыть рот и зажать уши, когда сработала граната. Выходит, я снова один. Мысли пролетели и исчезли в уголках сознания. Но руки, без участия головы, прекрасно знали, что делать. Очередной пустой магазин грохнулся на пол, а его место занял последний, полный. Я метнулся к окну, но никого там не увидел. Несколько секунд всматривался в кустарник, который плотно разросся вокруг, но атаки не последовало. Одновременно с этим я следил и за дверью, но и из коридора ко мне никто так и не сунулся. «Эй, ты как?» Я похлопал Степа по спине. Но вместо ответа он принялся обливать. Похоже, ему серьезно досталось, и без черного сердца здесь не обойтись. Осторожно ступая, я подобрался к дверному проему, выглянул в коридор и тут же нырнул обратно. Прикрыл глаза, вызывая в памяти то, что успел зафиксировать взглядом, и с облегчением выдохнул. Там все выглядело ровно так, как я и оставил. И все равно, в первую очередь, я выставил наружу ствол и только затем выглянул снова. Прислушиваться было бесполезно, так как уши у меня не работали. Хотя странно, ведь я как-то умудрился уловить вопли Полины. А может, это был глюк? Ладно, с этим мы разберемся как-нибудь после. Я осторожно прошел до комнаты, где скрывались бойцы, и заглянул внутрь. А вот и ответ. На полу лежал последний, и выглядел он совсем не очень, хоть и оставался еще жив. Взрывом ему оторвало ногу в районе колена, а осколками посекло живот и грудь. Он хрипел, пуская кровавые пузыри, и ничего не видящим взглядом пялился в потолок. Я прервал его мучение короткой очередью в голову. И снова. Автомат вроде дергается в руках, но выстрелов не слышно. Я прошел до выхода, выбил дверь и тут же нырнул обратно. По мне никто не стрелял, но я все-таки выждал несколько секунд, прежде чем высунуться еще раз. Теперь уже с целью осмотреться. Поняв, что в прямой видимости никого, я подался на улицу и пробежался до угла. Снова выглянул, обнаружил 2 тела и следы крови, ведущие к рельсам. Похоже, одному удалось сбежать.
Гнаться за ним я не видел смысла, только себя под пули подставлять. Может быть, позже, когда закончу здесь и приведу себя и друзей в порядок, а пока нужно убедиться, что опасность миновала. Так планомерно я обошел дом по кругу, пока окончательно не уверился, что врагов больше не осталось. Итого их было всего 6. Не так уж и далек я был от истины, когда прикидывал, что отряд состоит максимум из 7. А может, кто-то свалил вместе с раненым. Я вернулся в дом и распахнул дверь в комнату Полины. Девушка была цела. Она забилась в дальний угол и хлопала глазами, уставившись на меня. «Я сейчас», — произнес я, не слыша собственного голоса, и вышел обратно в коридор. Вернулся в свою камеру и уже более тщательно обыскал Лысого. «Вот же козлина!» — буркнул я, обнаружив на его поясе свой подсумок с кусочками черного сердца. Один из них тут же отправил себе в рот и пошел лечить Степа. Глава 6. Вот уроды! Как только я почувствовал себя лучше, тут же вспомнил об одном неотложном деле. Пританцовывая, я влетел в камеру к Степу, сунул ему в руку кусочек черного сердца и сразу рванул к выходу. Замерев на крыльце, я принялся опустошать мочевой пузырь. Все-таки организм человека очень странная штука. Во время боя я даже думать об этом забыл, хотя на самом деле, перед тем, как броситься на Лысого, я действительно терпел из последних сил. «Степ!» — крикнул я. «Польку освободи! Как в себя придешь?» «Уже!» — вернулся ответ. Избавившись от лишней жидкости, я натурально поплыл, даже ноги подкосило. Довольный от облегчения, я вернулся в дом и осмотрел следы, оставшиеся от схватки. Граната натворила дел, разворотив в мелкую труху подвесной потолок. Одна из балок была перебита и держалась исключительно на честном слове, угрожая в любую секунду обвалиться на наши головы. «Иди лимончик сожри!» — отпустил шутку приятель, глядя на мою довольную рожу. «За мной не ходить!» — бросила Полина и выскочила на улицу, едва не сбив меня с ног. «Еще одна журчать вбежала!» — усмехнулся Степ. «Ну что, какие дела, командир?» «Шмотки найти», — ответил я. «Желательно сейчас. Что-то меня совсем не прельщает по лесу в одних трусах гонять». «Хорошо хоть что ботинки оставили», — хмыкнул напарник. «Это точно», — хмыкнул я и заглянул в комнату, где сидели люди Лысого. Котелок на полу с разбросанной вокруг него едой. Рядом походная плитка, точно такая же, как наша, и небольшой газовый баллон рядом. Последний уцелел каким-то чудом, не словив ни одного осколка от разорвавшейся гранаты. Винтовка в углу, какая-то странная. Не в том смысле, что она необычно выглядела, просто я таких никогда не видел. Пара рюкзаков, в которые я тут же сунул нос, но быстро оставил их в покое. Кроме еды в них не было ничего полезного. «Интересно, а где наши вещи?» — пробормотал я. «Может, в тачке?» — раздался голос Степа из дальней комнаты. «Может», — согласился я. «Пойду посмотрю». «Ты куда?» — спросила Полина, столкнувшись со мной в дверях. «Машину искать», — ответил я. «Я знаю, где она», — улыбнулась девушка. «Они ее сзади на проселке бросили. Ключи у Лысого должны быть». «Нашел!» — оповестил Степ. Я покосился на него с эдаким подозрением. Очень уж счастливую рожу он демонстрировал, размахивая брелком. Ответ пришел сразу, как только мы обнаружили транспорт охотников за головами. Я даже себя ладонью по лицу приложил. Нет, не сказать, что я прям сильно против марки Toyota, просто хотелось позлить Степа. Однако все его внимание было сосредоточено на машине. 150-й Прадо, который как следует подготовили к дальним поездкам. Можно сказать, это был передвижной лагерь, совсем необходимым для жизни в суровых условиях. На крыше установлен огромный багажник и, судя по его виду, добратом с большим запасом. Для удобства к нему даже складную лесенку примастерили. Вывели забор воздуха по передней стойке под самую крышу, усиленные бампера с мощной лебедкой. На багажной двери смонтированы дополнительные карманы, в которых закреплены 2 канистры литров по 40 каждая. Ворочать такие — то еще занятие. Зато можно сразу залить бак под пробку. Плюсом ко всему внедорожник явно лифтован и обут в грязевую резину. Да, неплохое приобретение, во всех смыслах, даже несмотря на то, что я бы предпочел «Мерседес». «Ути моя зайка!» — обнял машину Степ и даже не побрезговал поцеловать ее в стойку. «Так, руки от ширинки убрал», — вернул ему шпильку я. «А я не такой извращенец, как некоторые»,
— хмыкнул приятель. «Я на нее дрочить не собираюсь. Я ее сразу трахну». «Дебил!» — хрюкнула от смеха Полина. Она вытянула лестницу и уже вовсю копошилась в вещах, бережно накрытых брезентом. «О, а вот и наш гардеробчик». «Там все вещи?» — уточнил я. «Нет, только те, что лежали в багажнике». «А вот и остальное!» — распахнув заднюю дверь, добавил Степ. «Твою мать, он семиместный, что ли?» Я почесал макушку, заглядывая внутрь. «Ну да, это ж прадик», — гордо заявил Степ. «Ты еще скажи, что Тойоты не ломаются», — хмыкнул я. «Это не машина, брак. Это легенда. Просто ты мне завидуешь». «Было бы чему», — отмахнулся я, вытаскивая свой рюкзак. Натянув штаны, я выудил запасную куртку и разгрузку. Облачился и принялся набивать карманы магазинами. Наше оружие лежало здесь же. Степ полез за руль и запустил двигатель, который сыто затарахтел. «Серебра нет», — оповестила Полина, опустившись на землю. «Видимо, не нашли», — пожал плечами я. «Сейчас на поворот вернемся и заберем». «Давай для начала в дом вернемся, трофеи погрузим», — предложил Степ. «Чтобы потом больше не возвращаться». «Вообще без разницы, в каком порядке». Пожал плечами я и забрался в салон. Полина запрыгнула на заднее сиденье и довольно крякнула. «Вот это я понимаю. Нормальная тачка», — выдала она. «Здесь даже сзади свой климат есть». «Вы сговорились, что ли?» — поморщился я. «Завидует!» — ощерился Степ. Мы вернулись назад к дому и раздели трупы. Собрали все оружие и патроны, не забыли даже обувь стянуть. «Все это можно продать». Полина, обнаружив в углу винтовку, с радостным криком «Да это же Орсис Т-5000!» схватила ее и больше не выпускала. Пока мы пыхтели, переворачивая тела, она сидела на крыльце и гладила оружие, бормоча что-то себе под нос. День начал близиться к закату, когда мы, наконец, покончили с мародерством и отправились к нашему «Мерседесу». Увидев машину в кювете, я едва не прослезился. Ее нещадно столкнули туда трактором, который оставили неподалеку. Похоже, этим действием они отвлекли Полину и зашли ей в тыл, пока она защищала наше добро. За скрежетом металла она попросту не услышала, как люди Лысого вошли в дом и поднялись на чердак. Заглянув в салон, я стиснул кулаки от злости. Машина лежала вверх дном. Возможно, от удара подушка заднего дивана слетела, а значит, наша заначка была обнаружена. На всякий случай я пролез внутрь через разбитое окно и заглянул под подушку. Нет, мешочка с серебром нигде не было. «Серебра нет», — произнес я, выбравшись обратно. «Там его тоже нет», — кивнула на прадик Полина. «Может, они его тоже под диван сныкали», — предположил Степ. Мы вернулись к внедорожнику и тщательно обыскали все места, где могли поместиться 20 килограмм серебра. Но, увы, так ничего и не нашли. «Так», — выдохнул я. «Кажется, я знаю, у кого она может быть. Тачка семиместная, а трупов у нас всего 5. «Хочешь сказать, 2 сбежали?» — поморщился Степ. «Один точно. Я его ранил, когда он пытался меня через окно завалить. Далеко он уйти не мог». «Ночь же скоро». Полина посмотрела на темнеющее небо. «А если он ранен, то на запах крови все выродки с округи сбегутся». «Да тебе не один хрен!» — усмехнулся приятель. «Нам же лучше!» Он мог черное сердце принять. Там в серебре немного хранилось на всякий случай. И еще, их может быть 2. «Все чудесатие, чудесатие!» Фраза из «Алисы в стране чудес» описал ситуацию Степ. «Ну и че стоим? Надо искать ублюдков. Там мои кровные, я за них кому угодно спину прогрызу». Я обошел машину и взял свой рюкзак. Атлас с нашими пометками был на месте. Вернувшись к капоту, я раскрыл его на нужной странице и взялся изучать местность. Ситуация очень непростая. Нам предстоит преследовать опытного бойца. Возможно, даже 2. Ошибиться нельзя, иначе потеряем их навсегда. Честно говоря, я больше боялся того, что подранок решит вернуться и отомстить за своих людей, а потому торопился убраться от места схватки подальше. Но ситуация резко изменилась. Заполучив 20 килограммов серебра, он точно не станет рисковать и попытается свалить. «Хреново дело», — пробормотал я. «Слишком много вариантов отхода. На северо-западе деревня, за ней огромный лесной массив. Если они пошли туда, мы можем попрощаться с серебром». «Вряд ли», — покачал головой Степ. «Я бы на их месте на восток двинул». «Вот поэтому мы никогда твоими планами и не пользуемся», — уколол приятеля я. «Там трасса, леса почти нет». «Да, зато есть шанс найти тачку», — парировал Степ.
Смотри сам, там сплошные поселки идут». «Садовую, разве что», — усмехнулся я. «За 3 года почти все машины в хлам превратились. Что-то современное без ключа не завести, а всякие жиги без предварительной подготовки даже с места не сдвинутся. Аккумулятором точно конец. Про движок вообще молчу. Наверняка закис от влаги и морозов. Плюс бензин. Нет, дружище, ты точно ошибаешься». «Значит, остается лес». Полина ткнула пальцем в карту. «Подранок ушел через платформу. Там кровавый след». Продолжил рассуждать я. И на его месте я бы сразу рванул к лесу, чтобы затеряться. Фора у него небольшая, всего часа 3, так что вполне можем нагнать. «Так все-таки он или они?» — уточнил Степ. «Без понятия». Я пожал плечами. «Будем надеяться, что их 2». «Разве это не хуже?» — покосилась на меня Полина. «Нет, 2 оставят больше следов. Им нужно больше еды и воды, плюс 1 из них ранен. А вы сами знаете, какой сушняк после восстановления. Скоро без восполнения калорий он начнет тормозить. Ну и ночь на носу. Скорее всего, они попытаются ее пересидеть». «Ну и чего ждем?» — поморщился Степ. «Думаю, где нам машину сбросить, чтобы ее не пролюбить». «Вот здесь», — ткнула в поселок Полина. «Домчим до окраины и загоним в какой-нибудь сарай, чтоб глаза не мозолило. Так мы часть пути проедем и время сэкономим». «Валим!» Я захлопнул «Атлас» и забрался на пассажирское сиденье. Степ прыгнул за руль, и как только Полина хлопнула дверью, сорвался с места. Тепловоз все еще преграждал путь через переезд, но прадик с завидной легкостью преодолел насыпь, и вскоре мы уже мчались через поселок Молодники. Нам повезло, и самый крайний дом имел пристройку в виде огромного сарая. Прадик вошел в него как родной. Приперев ворота доской, мы выдвинулись к лесу. Рюкзаки и вообще все, что способно было нас тормозить, оставили в машине. Единственное, что прихватили, это шлемы с закрепленными на них монокулярами ночного видения. Так у нас будет отличное преимущество перед беглецами, и мы не выдадим себя заранее светом фонарей. Осталось лишь найти место, где беглецы вошли в лес, чтобы встать на их след. А вряд ли они, так же как и мы, решили пойти в наглую через деревню. Мы ведь могли сразу отправиться в погоню, поэтому мы потратили еще почти час, обходя поселок по лесной кромке. И были вознаграждены. Одиноко стоящий дом, который практически был полностью окружен деревьями, имел явные следы присутствия. Опять же, кровь подсказала, что до этого места беглец добирался, будучи раненым. Здесь он и принял черное сердце. Вывод напрашивался сам собой, так как кровавый след здесь обрывался. А дальше началось самое сложное. Отыскать хоть что-то в темноте очень непросто, даже несмотря на прибор, помогающий видеть в ночное время суток. Все же он сильно уступает нормальному зрению и размывает множество деталей. Но тем не менее точку входа мы нашли. Не так-то просто проломиться через кусты, не сломав при этом пару веток. Следующую подсказку нашла Полина. Отчетливый отпечаток ботинка в мху. Точнее, даже не сам отпечаток, а сорванный слой, словно здесь человек перешел на бег. Лес, прилегающий к поселку, был смешанным. Деревья росли плотно, отчего все вокруг было заслано толстым слоем листвы. А учитывая тот факт, что люди не ходили здесь более чем 3 года подряд, следы на этом ковре оставались отчетливые. По ним даже стало понятно, что в выводах мы не ошиблись, и беглецов все-таки 2. Но дальше пошла сосновая роща с большими просветами между деревьев и плотным ковром игольника, который выглядел нетронутым даже после нас. Некоторое время мы осматривали округу, пока Степ не обнаружил сломанную ветку. Кто-то на нее наступил, и это было заметно. Концы вмяты в землю, а на самой ветке содрана кора, как если бы попала под ботинок. Еще некоторое время мы убили на поиск направления, гуляя по спирали от ветки. И снова отличилась Полина, обнаружившая полосу в игольнике, словно кто-то в сердцах его пнул. Ну а рядом нашелся небольшой вдавленный пятачок. Похоже, раненый впервые здесь сдался и решил передохнуть, чем и вызвал гнев напарника. Определив направление, мы снова двинули вперед. На всякий случай я сориентировался по компасу и сверился с атласом, который прихватил с собой. Кажется, наши цели сменили направление и теперь двигались строго на запад. Но в моем атласе там не было ничего, кроме леса, а буквально через несколько сотен метров он расступился, открывая небольшую речушку шириной всего 3-4 метра. Глубина тоже оказалась не очень, и мы без труда преодолели ее вброд, и почти сразу наткнулись на очередной явный след. Здесь уже оба беглеца решили немного отдохнуть, прежде чем продолжить марафон.
Отсюда они свернули к северу, оставляя приличную тропу на траве. По ней мы и двинулись дальше к очередному участку леса. Отыскали место входа, немного покружились, чтобы определить направление, и я снова заметил, как оно резко свернуло к западу. Это наводило на определенные мысли. Похоже, что беглецы точно знали, куда идут. Я в очередной раз всмотрелся в атлас и даже посветил на страницу фонарем. Нет, ничего особенного, лишь лес. Вскоре мы снова потеряли след и убили больше часа на его поиск. К тому моменту стрелки хронометра перевалили уже за час ночи, когда мы выбрались к очередной реке, хотя правильнее будет назвать ее ручьем. И здесь снова обнаружились следы, на этот раз действительно четкие отпечатки 2 пар обуви. И шли они вдоль русла, которое вывело нас в очередной поселок. Теперь стало понятно, зачем эти двое стремились сюда. Здесь можно было остаться на ночлег и сообразить себе ужин. Место оказалось настолько глухое, что его даже на карте не указали. Поселок был выстроен на берегу водохранилища или озера. Навскидку не понять. На севере обнаружилась огромная территория, которую когда-то разрабатывали. Сейчас это можно было понять только по заросшим буграм, намекающим, что здесь раньше пахали. Вообще место выглядело очень живописно. А учитывая лес вокруг, так и вообще мечта. Попади я сюда в прошлой жизни, ни за что бы не захотел уезжать. Но сейчас мы пришли сюда не за этим. «Нужно дома обыскать», — прошептал я. «Да мы их до завтрашнего вечера будем осматривать», — поморщился Степ. «Там на запад еще дорога уходит, скорее всего, в соседнее село». «И что предлагаешь?» — уставился на него я. «Да хрен знает. Может, где-нибудь позицию займем и до утра понаблюдаем. Вылезут, никуда не денутся». «И где ты хочешь засесть? Здесь ни одной высокой точки», — отмахнулся я. «Не на дерево же лезть». «Да чё вы вечно спорите, как эти?» — встряла в разговор Полина. «Давайте просто мимо домов прогуляемся. Наверняка какие-нибудь следы найдем». «Кто-то из них точно на стреме сидит», — поморщился Степ. «Шмальнут, как пить дать». «То есть ты пули испугался?» — ухмыльнулся я. «А ты у нас типа самый смелый», — язвительно ответил приятель. «Ладно, делимся. Я на запад, ты на восток. Полин, ты у водоема дома осмотри. Встречаемся здесь через 40 минут. Если что, стреляйте». Мы разошлись. Я отправился осматривать западную часть деревни. По большей части все дома здесь были новыми, у некоторых до сих пор стояли машины, навсегда замерзшие без своих хозяев. А мне стало любопытно, как до них добралась беда. Ведь явно это произошло не в тот же день, как в городах. Узнали ли они о случившемся из новостей и слухов? Или к ним явился кто-то зараженный и за одну ночь обратил всех остальных? Ведь это место настолько сильно удалено от людей, что о нем нужно знать наверняка, чтобы сюда заявиться. Размышляя обо всем этом, я внимательно всматривался в дома вокруг. Все они выглядели нетронутыми, как и в том поселке, где мы знатно обогатились. Это лишь подтверждало мою теорию. В том смысле, что беда явилась сюда намного позже, чем в моем случае. А впоследствии об этом месте просто все забыли. А ведь сейчас здесь можно организовать хорошую общину. Возделать землю, которая уже отдохнула от ежегодных посадок, но еще не успела превратиться в целину. Леса кругом хватает, а значит, с возведением стены вопросов тоже не возникнет. За год легко выстроить чистокол, организовать пару вышек. Генератор отыскать несложно, их все еще полно на заброшенных предприятиях. Ну а ультрафиолет в крайнем случае можно купить. Я остановился возле одного из домов и почесал макушку, осматривая территорию вокруг. Мысль о том, чтобы перебраться сюда на ПМЖ, вдруг показалась мне очень здравой. Думаю, добровольцы найдутся, если им все правильно преподнести. И вдруг я отчетливо приметил движение на заднем дворе. Мозг переключился мгновенно, а тело отреагировало еще раньше. Я вскинул автомат и припал к прицелу. Мир тут же приблизился, хоть и не сильно, всего вдвое. Я поймал на точку спину убегающего и потянул спуск. Автомат легнул меня в плечо, но короткая очередь прошла мимо. Человек успел рухнуть на землю, словно почувствовал, что я собираюсь его пристрелить. В ответ дважды хлопнул пистолет, заставляя меня отпрыгнуть к забору. Жестянка, конечно, от пули не спасет, но для этого стрелку надо знать, где именно я нахожусь. А он и без того бил вслепую, просто ориентируясь на звук. Я присел и выглянул из-за угла, чтобы снова увидеть спину убегающего. Черт, своих ждать некогда, нужно ловить, и я сорвался с места. Территория дома была открытой. Забор был только с передней стороны. Собственно, только по этой причине я и заметил беглеца. Похоже, они специально выбрали именно этот дом, чтобы ничего не мешало обзору и отступлению.
Странно, что убегал только один, а из дома по мне никто не стрелял. «Где он?» — раздался крик в спину. «Дома смотри!» — не останавливаясь, бросил приятелю я. Проскочив в сарай, я рванул вслед за силуэтом, который успел скрыться за деревьями. Я вызвал в памяти карту местности и усмехнулся. Беглец прямиком мчался в лапы Полины, и даже если ему удастся ее проскочить, впереди его ждет препятствие в виде глубокого водоема. Вряд ли он умеет гулять по воде, а значит, у него там лодка. «Вижу!» — прозвучал женский крик, а следом за ним звонко грохнул выстрел. «Есть!» Я прибавил в скорости, хотя и без того мчался почти на пределе. К беглецу мы выскочили одновременно. Точнее, к его трупу. Полина умудрилась выстрелить ему прямо в сердце. «Чапаев недоделанный!» — буркнул я, переворачивая тело. Его я узнал сразу. Это был тот самый тип, что избил меня при первом знакомстве. Как раз его отправил за ведром Ленин. Ну а когда началась заварушка, он решил потихо улизнуть, прихватив наше серебро. Интересно, а где его товарищ? И кто из них был ранен? «Труп!» — объявил подошедший Степ. «Да, я вижу», — хмыкнул я, обыскивая тело. «Да не этот, тот другой», — объяснил приятель. «Похоже, он хлопнул его во сне». «Вот что значит жаба задушила. Хотел все себе оставить». «Может, что-то просто не поделили. Теперь не узнаем. Ну, что там?» «Ни хрена», — пожал плечами я. «Нет серебра». «Как так?» — удивленно уставился на меня Степ. «А где оно?» «Я тебе что, пророк? Понятия не имею. Дома смотрел?» «Ну, так». Он покрутил пальцами в воздухе. «И чё стоим тогда?» — вступила в беседу Полина. «Давай, шевели копытами». «А ты что будешь делать?» «За тобой присматривать», — фыркнула девушка. «Пошли уже». Я еще раз тщательно обшарил все вещи покойника и уже в который раз за сегодня почесал макушку. Ну не мог он убежать и бросить 20 килограммов серебра. Нет в этом никакой логики. Разве что... Я обернулся к дому и двинул по следам беглеца, внимательно всматриваясь во все, что попадалось под ногами. И когда добрался до сарая, за которым он прятался и палил в меня, едва не захлопал в ладоши от радости. Наш мешочек обнаружился под досками, что были аккуратно сложены вдоль стены. Похоже, он решил его припрятать, чтобы тот не мешался во время бегства, а затем, когда шум поуляжется, вернуться за добром. Впрочем, решение было очень тупым, ведь мы бы обыскали здесь все, если не сразу, то уж с утра точно, хотя мы могли бы и решить, что он унес ценности с собой. «Да нет здесь ни хрена!» — раздался гневный возглас Степа из дома. «А ты там смотрел?» — вторила ему Полина. «Уже 2 раза все перерыл». «Нашел!» — поспешил крикнуть я, пока эти двое не передрались. «Где?» Из окна тут же появилась довольная рожа приятеля. Он его возле сарая сбросил. «Фух!» — шумом выдохнул Степ. «Ну что, может, передохнем? А завтра поутру в обратный путь. У них тут и каша осталась, так что будет чем поужинать». «А с чем каша?» — поинтересовался я. «Без никто!» — усмехнулся напарник. «Но есть еще пакетик кошачьего корма. Могу добавить, для аромата». «А что за каша?» «Блин, ты как в ресторане». К приятелю присоединилась Полина. «Обычная, смесь риса и гречки». «Дружба, стало быть», — улыбнулся я и направился к дому. «Только я с трупом жрать не буду. Выносите во двор». «Корм захватить?» — уточнил Степ. «Ну, само собой. Че ее пустую жрать-то?» Глава 7. Странные мысли. Я взял предрассветное дежурство, в очередной раз дав Полине возможность отдохнуть. И не потому, что у меня имелись какие-то предрассудки на ее счет. Я всецело ей доверял и был уверен, что она справится. Тот факт, что мы являлись парой, тоже никак не влиял на это решение. Я просто хотел побыть один на один с собственными мыслями. Еще вчера, перед тем, как разместиться на ночлег, мы переместились в другой дом. Трупы стянули в один из сараев и щедро облили соляркой, как и лужи крови, что с них натекли. Сместились ближе к лесу, чтобы в случае опасности сразу свалить в неизвестном направлении. И только покончив со всем этим, спокойно поужинали. Степ с Полиной отправились на боковую, а я остался на дежурстве. Когда небо начало светлеть, я с чистой совестью снялся с поста и отправился к водоему. Еще вчера во время обыска мне удалось обнаружить удочку в одном из сараев. Старинную, еще бамбуковую, с пенопластовым пузатым поплавком. Еще в детстве мы с пацанами бегали с такими на городской пруд и тягали из него ротанов. Еще во время дежурства я замесил горсточку теста из остатков муки, которая нашла здесь же, в доме.
Отыскал ей кофе, чем вызвал ухмылку подруги. Она даже пошутила, что у меня на него особый нюх. Я выбрался на небольшой деревянный пирс, разложил стул, который тоже достался нам в наследство от бывших хозяев, и, насадив на крючок пару шариков из теста, забросил снасть в воду. Природа еще спала. Даже комаров не было видно, так что на быстрый клев я не рассчитывал. Поэтому занялся приготовлением кофе. Положил таблетку сухого спирта прямо на пирс, поставил рядом 2 половинки кирпича и установил на них кружку с водой. И в этот момент раздался всплеск. Я едва успел наступить на удочку, которая собиралась скользнуть в воду, нагнулся, поднял ее, а когда вытянул улов, усмехнулся. На крючке болтался крохотный карась, размером чуть меньше ладони. «Попался, ворюга!» — буркнул я и, аккуратно сняв рыбу с крючка, бросил ее обратно. В конце концов, я сюда не за уловом пришел, а ради удовольствия. Да и есть такого мальца, только костями плеваться. Хотя с десяток бы таких, да натушить в сметане, чтобы все косточки растаяли. От этой мысли рот моментально наполнился слюной. Вот только сметаны я здесь днем с огнем не найду. Для этого нужно попасть в крепость. Впрочем, сейчас не в каждой держит крупный скот. Сложно это. Только чтобы содержать одну корову, потребуется около 50 килограммов овощей в сутки. Мало кто может позволить себе подобные затраты. Для этого придется еще землю обрабатывать, сено заготавливать. И после всех этих подсчетов сметана встанет в серьезную копеечку. Нет, пусть уж лучше эти караси дальше плавают, растут. А наживку этот хулиган все же умудрился сожрать. Да мне и не жалко, теста еще полно, и вряд ли я успею потратить его полностью. Отщипнув еще немного, я облепил крючок и снова забросил удочку. Покосился на кружку, вода в которой уже начала пузыриться, но пока не закипела, и уселся на стул, наблюдая за поплавком. Мысли текли спокойно, атмосфера к этому располагала. Не уснуть бы. Вскоре справа послышалось бурление, и прежде чем всыпать в кружку кофе, я вытянул удилище из воды. По закону подлости обязательно ведь кто-нибудь клюнет, а нырять в ледяную воду за удочкой или бегать по деревне в поисках новой что-то совсем не хочется. Сублимат растворялся неохотно, словно назло, налип большим комком на ложку. Но я счистил его о край кружки, подтолкнул пальцем обратно в кипяток и снова принялся звенеть, размешивая напиток. Наконец убедился, что все готово, и уже окончательно развалился на складном стуле. Вернул снасть в воду, сделал крохотный глоток обжигающего горького кофе и зажмурился от удовольствия. Мне в очередной раз захотелось организовать в этом месте поселение, и чем больше я об этом думал, тем сильнее убеждался, что идея очень достойная. Рядом огромный участок земли, со всех сторон обширные леса, водоем с рыбой и, к слову, очень чистой водой. Не удивлюсь, если ее можно пить, даже не фильтруя. Разве что в августе, когда она начнет цвести, придется кипятить, но это такие мелочи, что даже внимание заострять не стоит. В остальном место просто идеальное. Обнести стеной, на поле направить несколько прожекторов с ультрафиолетом, и ни одна тварь к урожаю не подберется. Развести кур и кроликов тоже не проблема, только за счет них сейчас выживает большинство крепостей, так что первое потомство можно спокойно приобрести на рынке. Плюс охота и рыбалка, да мы здесь будем жить богаче, чем многие. Почти как в Беларуси. Да, пожалуй, стоит отговорить Степа от покупки теплохода. Здесь нам будет в 1000 раз спокойнее и комфортней. Логистику наладим, здесь до железки рукой подать. В крайнем случае всегда можно пробить дорогу через лес. А центнера серебром нам хватит за глаза, чтобы все здесь обустроить. За мыслями я даже забыл о поплавке, который вовсю бесновался, то и дело скрываясь под водой практически полностью. Я скорее почувствовал, как кивает удочка, и потянул ее на себя. На этот раз карась попался побольше, но все равно маловат, чтобы пускать его в пищу, поэтому он точно так же полетел обратно, как и его предшественник, а я снова сменил наживку и забросил удочку. «Ах ты, падла!» — выдохнул я, прихлопывая наглого комара, который успел впиться мне в щеку. Природа постепенно просыпалась. А ввиду довольно жаркого апреля из своих щелей повылезали насекомые. Пока их количество было терпимым, но скоро появится мерзкая мошка, от которой нигде не спрятаться. Самое ненавистное время. От нее не спасает никакая отрава, хоть с головы до ног измажься. Даже отвар из муравьев их не берет. Зато от комаров помогает на отлично. Одно время мы даже соляркой пробовали мазаться, а мошкам хоть бы что.
Рыба начала клевать друг за другом. В течение следующего получаса я дольше с наживкой возился, чем ожидал движения поплавка. Даже про кофе забыл. И не только. «Нормально!» — прозвучал позади голос, полный укора. Я аж вздрогнул от неожиданности. Рука, независимо от мозга, дернулась к пистолету, и только когда я положил ладонь на рукоять, голова наконец включилась. «Ты дурак, что ли, так подкрадываешься?» — буркнул я. «А чё меня не позвал?» — проигнорировал замечание Степ. «На чё ловишь-то?» «На тесто». «Карась?» «Да так, мелочь всякая». «Ясно», — вздохнул он и уселся на пирс. «Удочки больше нет?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Сходи, поищи». «Да ну, лень», — отмахнулся приятель. «Я так, посмотрю». Клюет вон». «Да вижу я. Чё ты там видишь? Клювом торгуешь, тяни давай». «Блин, как же без тебя хорошо было. Спокойно». «Не ной», — хмыкнул он. «Лучше дай удочку покидать». «На, не жалко». Ты что делаешь-то?» — возмутился приятель, увидев, как я отпускаю рыбу. «Да нахрен он тебе сдался? Можно в сметане натушить». «У тебя сметана есть?» «Нет, но мы ведь к вечеру уже в Нижнем будем». «Они стухнут уже до вечера». «В ведро с водой бросим, доедут». «Ты его через лес потащишь». «Ой, все, не душни», — снова махнул рукой он и отщипнул кусочек теста. «Я тут что подумал?» — начал я. «А тебе точно этот теплоход нужен?» «А что, есть еще какие-то идеи?» «Ты вокруг посмотри», — хмыкнул я. «Хочешь здесь осесть?» «А ты нет. Кайф же. Ты посмотри, какая вода чистая. Лес рядом, грибы, ягоды, зверя бить можно. Поле разработаем, стену поставим. А здесь такая жопа мира, что выродки сюда при всем желании дорогу не найдут». «Ну, хрен знает», — поморщился Степ. «Тебе-то хорошо рассуждать, у тебя Полина есть. А мне что?» «Ну так я же не втроем здесь поселиться предлагаю. Еще народ сагитируем. Место ведь реально хорошее». «Не знаю», — неуверенно ответил приятель. «Муторно все это. А с оружием как быть? С патронами? Ультрафиолет опять же нужно где-то достать. Без электричества он работать не будет, а это генератор, топливо. Да нам сюда человек 100 пригнать нужно, чтобы за сезон все организовать». «Центнера серебром на все хватит, а там можно овощами торговать, мясом опять же. За покоем народ сам потянется. Здесь же рай». «Ну, может», — все еще пожимая плечами, буркнул Степ. «Что-то не клюет больше ни хрена. Пойдем завтракать, довалить уже». «Короче, не хочешь», — сделал выводы я. «Да почему сразу не хочу?» — продолжил спорить приятель. «Просто подумать нужно. Вывалил сразу на голову, и тут же ответа ждешь». «Нет, тут надо с умом подходить, а не как ты. Придумал, и все у него сразу получилось. На самом деле знаешь, сколько с этим геморроя будет?» «Догадывайся. Но оно того стоит. Давай так, вначале этот центнер получим, а там уже будем решать, куда и на что его спустим. Лично я пока за теплоход. Для меня он более понятен». «Кстати, о птичках», — продолжил я. «Думаю, нужно наше серебро спрятать. В последнее время у нас машины долго не держатся. Такими темпами мы его точно профукаем». «А вот здесь я с тобой полностью согласен». «Так может здесь его и прикопать?» «Место глухое, вряд ли сюда кто-то специально припрется, чтобы нашу заначку искать». «Это можно», — согласился Степ. «Как раз будет повод вернуться и как следует твою идею обсосать». Завтрак выдался жидким. Полина наварила овсянки на воде, которую мы сдобрили сахарным песком. На этом разносолы закончились. Нет, можно было пошариться по окрестности и отыскать что-то более сытное, но нас поджимало время. Мы и так убили на дорогу до Нижнего Новгорода гораздо больше, чем рассчитывали. Что поделать? Если раньше этот путь занял бы максимум 6 часов, то сейчас подобное расстояние могло растянуться во времени до бесконечности. Взять хоть мое первое путешествие, которое заняло целых полгода. Так что это мы еще малой кровью отделались. А тем временем запас черного сердца становится все скуднее. Если раньше я мог без зазрения совести полечить им головную боль или ту же ломоту в суставах, то сейчас об этом можно забыть. На троих у нас осталось, дай бог, по 4 кусочка. И если так дальше пойдет, то в Нижегородский Кремль мы явимся ни с чем. А ведь еще предстоит охота. Ну и на основное дело не мешает запастись. Что-то нужно будет продать, чтобы пополнить боеприпасы. Второй комплект одежды прикупить. Хотя, если повезет, наши шмотки будут дожидаться нас в лавочке, где мы их и оставили по наставлению Лысого. Я с задумчивым видом посматривал на мешочек с серебром, борясь с искушением выдернуть из него пару килограммов.
С другой стороны, у нас и без того есть что продать в Нижнем. С голоду точно не умрем. И на пару комплектов одежды нам хватит, а дальше придется снова крутиться, чтобы наполнить очередную кубышку. Все-таки непривычно болтаться по свету, не имея страховки. Случиться может всякое, запас карман не тянет. Я и раньше так жил, стараясь скопить немножко деньжат просто на черный день. Да, смешно вышло. Где-то там, на моей малой родине, в банке все еще хранится запись о моих сбережениях. Я даже обналичить их не успел. Да и смысл? Деньги превратились в мусор быстрее, чем в пресловутые 90-е, когда рубль обесценился практически до состояния туалетной бумаги. Помнится, что году этак в 97-м доллар стоил аж 6 тысяч рублей, ну или близко к этому. Нет, я за курсом не следил, так как не имел такой возможности. А запомнилось это потому, что правительство поделило экономику в 1000 раз, убрав кучу нулей из денежного оборота. И тогда доллар упал на отметку в 6 рублей. Вот только сейчас он тоже никому не вперся. Деньгами из прошлого сейчас разве что костры удобно разводить. Впрочем, суть не в этом, а в том, что нам необходимо обеспечить себе запас серебра. В итоге мешочек мы так и закопали, не прикоснувшись к его содержимому. Словно в кино про пиратов отсчитали 20 шагов на запад от раскидистого дуба и сделали об этом пометку на карте. Степ даже хотел, чтобы я там сундук нарисовал, но я обошелся обычным крестиком. Не стоит искушать людей, ведь атлас тоже можно потерять. Хотя его будет очень жалко лишиться, в нем вся наша жизнь, все передвижения и пометки о местах, в которых мы побывали. Одни только объездные пути чего стоят, как, например, тот, на участке М7, где можно проехать только на гусеничной технике. Обратный путь через лес занял у нас всего 1,5 часа. Во-первых, мы уже не отвлекались на поиски следов, а во-вторых, днем передвигаться было куда как проще. С ориентированием тоже проблем не возникло, а я в очередной раз прокрутил в голове идею с организацией поселения. Ведь до железной дороги от нас даже пешком не так уж и много, а на машине это расстояние можно покрыть всего минут за 10. А если для этой цели приобрести квадрики с небольшим прицепом, так и вообще можно с дорогой не заморачиваться. К слову, Полина мысль по поводу собственной крепости восприняла на ура. Она всю дорогу трещала, как у нас будет классно и сколько всего можно из этого поиметь. Степ тоже трещал без умолку, противореча девушке в каждом пункте. Выдумывал кучу проблем, способных помешать реализации планов. И, надо признать, по большей части был прав на все 100. Но на деле все это было решаемо и никак не влияло на позитивный настрой. Как бы странно это ни звучало, но все мы устали от той жизни, что внезапно свалилась на наши головы. И бытовые сложности, которые предстояло решить при организации поселения, оказались смешными в сравнении с тем, что нам уже пришлось пережить. А ведь если подумать, впереди нас ждет не меньше дерьма. Один только кидок выродков на центнер серебра способен превратить нашу дальнейшую жизнь в ад. Вряд ли они снова попытаются назначить за наши головы цену, но охоту среди своих точно объявят такую, что нам и не снилось. Может, и прав Степ. Возможно, гораздо проще будет выжить на воде, на борту теплохода. С другой стороны, выродки скорее позволяют нам использовать данный вид транспорта и торговли. Оружия, способного пустить ко дну речную посудину любого класса, у них достаточно. Хватит и пары минометов, чтобы превратить палубу в филиал ада, а заряд из гранатомета без проблем превратит теплоход в «Титаник». Нет, стена в этом плане все же надежнее. Я спокойно дремал на заднем диване, развалившись на нем чуть ли не во весь рост. 3-й ряд сидений мы сложили, а спинки 2-го ряда откинули до самого пола. Получилось приличных размеров кровать, где без труда можно было разместиться прямо втроем. Правда, как следует выспаться, мне так и не дали. Остаток пути до Нижнего мы преодолели всего за пару часов, и меня самым наглым образом распинали, заставив выбраться из уютного салона. Несмотря на всю свою нелюбовь к японскому автопрому, эта тачка мне действительно понравилась. Неровности на дороге подвеска глотала на раз, хотя мелкие выбоины в асфальте ощущались гораздо острее, чем на легковушке. При том, что на грунтовке прадик вел себя на отлично. Вот такая странность. В остальном отличная тачка. Однако попадись мне на глаза 124-й Меринок, я без малейших сомнений пересяду на него. И это уже мои личные тараканы. С нашего последнего визита Нижегородский Кремль сильно изменился. Если тогда он все еще походил на городскую достопримечательность, то сейчас выглядел именно так,
как и задумывалось его строителями, а именно обжитым. Легкая небрежность временных построек, шум толпы на рынке, аппетитные запахи уличной еды. Я даже на мгновение замер, прикрыв глаза и наслаждаясь легкой ностальгией. Все здесь было знакомо. Башни, часовые на воротах, проверяющие нас на принадлежность к человечеству. Без лишних вопросов мы отыскали администрацию и договорились на съем жилья, а также на сеанс связи. Единственное, что здесь изменилось, так это люди. В том смысле, что те, кого мы когда-то знали, были мертвы, и теперь всюду сновали незнакомые лица. Зато здесь открыли несколько кабаков и организовали гостиницу. Как ни крути, а город расположился на пересечении двух судоходных рек и снова вернул себе статус центра торговли. Сюда стекались товары, идущие по железной дороге, станция которой располагалась в шаговой доступности от Кремля. Сейчас ее тоже заковали в стены и поставили там вооруженную охрану. Ну а порт прекрасно просматривался с северных башен. Улица, прилегающая к набережной, в прошлом состояла из одних кафе и ресторанов. Теперь эти помещения превратились в склады. В общем, город жил на полную катушку и все так же являлся лакомым куском для выродков. Об этом говорил вид главной площади, изрытой воронками от взрывов. Городские строения, прилегающие к Кремлю, превратились в кучу строительного мусора, который дополнительно прикатали тракторами и заминировали. В отличие от большинства подобных укреплений, на подъездах к Кремлю не стали устраивать лабиринт. Напротив, люди расчистили пространство, которое теперь простреливалось метров на 500, а то и больше. И теперь с двух сторон подступы защищала вода, а все остальное превратилось в пустырь, щедро усыпанный минами. Но все равно время от времени под стенами появлялись армии измененных, проверяя периметр на прочность. Мы погуляли по рынку и быстро отыскали покупателя на все наше добро. Торговались долго, но в итоге наши карманы потяжелели аж на 3 с лишним килограмма серебром. Затем отправились в кабак, где плотно набили животы, а ближе к 3 часам дня отправились в администрацию на сеанс связи. Коптерка связиста выглядела под стать той, в которой тусовался вечно пьяный татарин. Комната 2 на 2, полностью утыканная всяческим оборудованием. Небольшой столик с ноутбуком, который осуществлял программное управление всем этим барахлом, и несколько гарнитур для переговоров. Всей толпой мы здесь не помещались, поэтому Полина со Степом остались снаружи, взвалив на мою голову все переговоры. Коды доступа к связи с круизным лайнером нам свободно предоставили в местном представительстве 9-го отдела. Даже вопросов никаких не задавали. Ксивы приятеля оказалось достаточно, чтобы получить все необходимое. И даже связист вышел из комнаты без каких-либо притязаний. Мне ответили сразу. Запросили номер удостоверения, который я продиктовал, после чего переключили на нужного человека. «На связи!» — раздался едва узнаваемый голос Макара. «Здорово, упырь!» — бросил в микрофон я и растянул губы в улыбке, словно собеседник мог меня видеть. «Брак тебя беспокоит?» «Твою мать, напугал!» — ответил он с явным облегчением. «Мне сказали, какой-то полевой агент связи просит. Я уж думал, чего в снабжении накосячил». «А это всего лишь я». «Как ты? Что-то случилось?» «Пока нет, но нам нужна твоя помощь». «Чем смогу?» «В общем, смотри, какое дело. Ты же в курсе, что за наши головы 100 кило серебром обещают?» «Да помню, ты говорил». «Так вот, мы собираемся поиметь выродков ровно на эту сумму. Короче, нам нужны надежные люди, и мы готовы отстегнуть 20%. «Хватило бы и 10», — ответил Макар. «Особенно если скрыть детали операции». «Это уже твои сложности. Сможешь найти за 5 все, что сверху твое». «Боюсь, за 5 на такое подпишутся только конченые отморозки. Вы, как я понял, сейчас в Нижнем?» «Верно. А ты откуда знаешь?» «Система по кодам доступа определила. Слушай, сделай для меня кое-что». «Любой каприз, дружище». «Сходи к Любке на могилу. Положи цветов. Любых, хоть одуванчиков нарви». «Хорошо», — даже кивнул я. «Так что скажешь насчет людей?» «Давай так, дело у тебя серьезное, абы кто на него не подойдет. Дай мне пару дней подумать, нужно информацию обновить, потрещать кое с кем. Скорее всего, твой вопрос решаем». «И еще момент. Ты не знаешь, каким образом нам информацию выродкам закинуть?» «Ха-ха-ха!» — вежливо прокашлялся Макар. «Только не говори, что ты этот план еще не продумал». «В общих чертах». «Брак. Так серьезные дела не делаются. Если я подставлю людей, со мной потом никто работать не станет. Сам понимаешь, репутация». «Не бзди, Капустин. Поимеем и отпустим.
Все будет нормально». «Верится с трудом. Еще вопрос, у тебя со снабжением как?» «Никак. Я людей со стволами и патронами жду. Все-таки 100 килограмм на кону». «Я так и думал. Ладно, решу. Сколько людей тебе нужно?» 5 хватит, я же не на войну собираюсь. Они просто должны изобразить, будто поймали нас в плен». «Разумно. А если их будет больше? Человек 7, к примеру?» «Странное количество», — поморщился я, ощутив неприятное чувство чего-то знакомого. «У тебя есть кто-то на примете?» «Не то чтобы. Я, честно говоря, не знаю, как с ними связаться. Просто в курсе, что в том районе команда некого Ленина орудует. Как раз берет подобные заказы по поиску и поимке людей. Чаще всего работают по зачистке территории от банд и всяких отморозков. Думаю, они с радостью подпишутся на заказ, килограммов за 15. «Забудь», — усмехнулся я. «Нет больше Лысого». «В смысле?» «В прямом. Вчера вечером кончился, как и его команда». «Брак, ты что, их убил?» «Немножко». «Твою мать, как так случилось-то?» «Жадность фрая разгубила. Слышал такую поговорку? Этот твой Ленин собирался сдать нас выродкам и присвоить все серебришко себе». «Ясно. Значит, отпадают». «Отпадают все, кто потенциально захочет нас поиметь. Так что ты там крепко мозгами пораскинь, ладно? Как ты там говорил, это же репутация». «Ой, да иди ты в жопу, понял? Давай, связь через 48 часов. Лучше сразу в журнал запишись, чтобы накладок не было». «Принял. Ладно, бывай, дружище. Мы на тебя надеемся». «Ты тоже там. Береги себя, в общем». Я отключился и выдернул флешку с кодами шифрования. Выбравшись из комнаты связи, поймал на себе вопросительные взгляды товарищей. «Ну чё вылупились?» — ухмыльнулся я. «Подумает он, прикинет». «Ну, хоть согласился, и то хлеб», — с облегчением выдохнул Степ. «Я думал, он нас пошлет вообще». «Не, ему нравится этим дерьмом заниматься. Так что все нормально. Через 2 суток на связь. Надеюсь, что-нибудь подкинет». «Ура! Выходные!» — улыбнулась Полина. «Ага, дудки», — оскалился я. «У нас 2 суток, чтобы запас сердец пополнить. Так что сегодня ночью в рейд. А пока у нас есть 4 часа на сон, чтобы ночью на вышке носом не клевать. Все, товарищи, симпозиум закончен. Прошу проследовать в номера». Глава 8. Трущобы. Центрального правительства у нас все еще не было, и каждая крепость регулировала порядок, опираясь на собственную правду. Где-то под строжайшим запретом находился выход за стены в ночное время суток. В других местах не разрешалось открыто носить оружие. Были и такие, где в качестве закона почитался военный устав. Нижний Новгород как раз находился в их числе. 3 года назад, когда предатель отравил здесь всех выживших, Старый быстро заполнил пустоту своими людьми. Не удивлюсь, если это изначально входило в его планы. Слишком лакомый кусок, чтобы отдавать его в руки гражданской власти, и теперь, когда на место коменданта сел настоящий боевой офицер, вопросов о том, кому подчиняется крепость, больше не возникало. Соответственно, и видение обороны у нового руководства было иным. Каждый раз за 2-3 часа перед рассветом с часовой башни, самой высокой на территории Кремля, выпускались десяток разведывательных дронов. Некоторые из них вели съемку в автоматическом режиме, курсируя по заданной территории. Другие управлялись вручную, чтобы осмотреть самые укромные уголки мертвого мегаполиса. Исходя из этих данных, выстраивались часовые посты, чтобы обеспечить максимальную охрану в наиболее уязвимых местах. Ну или тех частях стены, где наблюдалось наибольшее скопление противника. Также начальство не брезговало и дневными рейдами на гнезда измененных, особенно если те наглели и подбирались к буферной зоне слишком близко. Крепость изменилась очень сильно. Теперь в охране периметра участвовали не только вооруженные автоматами люди и пару пулеметных точек. Здесь появилась серьезная артиллерия, в том числе и несколько машин с системой залпового огня. Отличный контраргумент минометному расчету. Помимо прочего, на стенах установили несколько АГС. Но больше всего меня поразили автоматические 30-миллиметровые пушки, которые явно откуда-то сняли и смонтировали в бойницах. И смотрели они не только в сторону города, но и на реку. Теперь даже на искушенный взгляд Кремль выглядел совершенно неприступным. Понятия не имею, на что рассчитывали выродки,
которые периодически пытались подобраться к его стенам. И самое странное, что они не собирались отказываться от этой затеи. «О, постой!» Я тормознул попавшегося на глаза бойца. «Слушай, а кто у вас в ночную снайпером заступает?» «Как всегда», — пожал плечами мужик в форме. Челубей. А где я могу его найти? А вам зачем?» «Дело у нас к нему», — мазнул ксивый Степ. «Так где он?» «Понятия не имею», — мгновенно изменился боец, скорчив недовольную мину. «В казарме посмотрите. У нас сейчас пересменка начнется». «Ясно», — буркнул я. Мужик быстрым шагом двинулся к северным воротам, тем, что выходили к реке. А мы отправились к часовой башне, которая являлась самой высокой точкой в крепости. Там как раз и располагалась основная снайперская точка. Перед стрелком открывался прекрасный вид на город, притом в любом направлении. Ну а в случае атаки с разных сторон ему, естественно, выделялось подкрепление. «Солнце уже садится», — поморщился Степ. «Хотелось бы по-светлому в город выйти». «Не ной», — толкнула его локтем Полина. «Сейчас вопрос решим и выйдем». «Идут, кажется», — кивнул я в сторону группы людей. И действительно, у ворот началась смена караула. Суета обозначилась и на стене, а к нам приближался огромный детина. 2 метра под 2 ростом, косая сажень в плечах, на одном из которых лежала не менее мощная винтовка. «Это у него АСВК, что ли?» — выпучила глаза Полина. «Фига себе!» «Лично я даже близко не понял, о чем ты», — хмыкнул Степ. «Про винтовку», — ответил я. «Мощная штука калибром 12,7. Такой даже серебряные боеприпасы не нужны. От обычной пули голова в щепки разлетится». «А почему у нас такой нет?» — покосился на подругу приятель. «А кто из этой дуры стрелять будет? Там отдача знаешь какая?» «Здорово!» — махнул снайперу я. «Это ты, Челубей?» Вопрос я задал больше для проформы. И без того было ясно, что перед нами именно он. Здоровый, со слегка раскосым разрезом глаз. Эта кличка наверняка гуляла за ним со школы. «Смотря кто спрашивает», — хмыкнул он. Я едва успел придержать руку напарника, который он уже сунул в карман, чтобы в очередной раз похвалиться ксивой. Вот только в последнее время реакция на нее была не самой полезной. Люди в принципе не любят власть, какой бы расчудесной она ни казалась. Да, он военный и, скорее всего, подчинится, но договориться с ним в частном порядке станет гораздо сложнее. К тому же мы собирались за стену, и он легко мог проигнорировать нашу просьбу. Просто назло. «Дело к тебе есть», — продолжил я. «Мы в рейд, за периметр собираемся». «Поздравляю», — прогудел амбал. «Я здесь при чем?» «Да я бы хотел, чтобы ты за вышкой присмотрел». «Какой?» Все же проявил интерес Челубей. «Да хрен его знает», — усмехнулся я. «Здоровая такая, возле школы стоит. Вон в том направлении». «Это почти 1000 метров», — поморщился здоровяк. «Считай предел дальности у моей малышки». «Фига себе, малышка», — хмыкнула Полина. «У тебя Орсис, что ли?» — покосился на ее оружие Челубей. «Угу», — довольно кивнула девушка. «Он самый». «Круто. Чё?» «Слышь», — начал было Степ. «За углом посышь», — огрызнулся амбал. «Полтинник». «Не вопрос», — тут же согласился я. «Просто не давай никому подняться, если что». «Разберусь», — буркнул Челубей и протянул ладонь здоровенную, как ковш экскаватора. Я отсчитал 5 прутков по 10 грамм каждый и сунул взятку ему в руки. «Только это...» — поморщился он. «Если какой шухер начнется, мне будет не до вас». «Это понятно», — согласился я. «Все равно спасибо». «Пока не за что». Он убрал серебро в нагрудный карман и вошел в часовую башню. А мы двинулись к главным воротам. Наружу нас выпустили без проблем, но предупредили, что до рассвета мы можем не возвращаться. Внутрь запускали только при свете солнца, что в очередной раз ставило под сомнение необходимость проверки на входе серебром и ультрафиолетом. Но порядок есть порядок, и кто я такой, чтобы его осуждать? Буферную зону мы прошли по единственной тропе, а когда выбрались в город, тут же свернули к вышке. Дорогу я помнил хорошо, несмотря на то, что последний раз был здесь 3 года назад. «Так, ты у нас глаза и уши», — дал наставление Полине я. «Старайся не отсвечивать, стреляй только в крайнем случае». «А вы куда?» — выпучила глаза она. «А мы будем твоими руками. Ищи небольшие отряды, максимум особей на 5-6. 3 будет прям идеальный вариант. Прикроешь наш отход. Поняла?» «Ну уж не дурнее паровоза», — ухмыльнулась она.
Ладно, чё, я полезла тогда. «Двигай», — кивнул я. «Мы пока здесь, в районе осмотримся». Вывернув из двора, мы обошли квартал по кругу и убедились, что здесь никого. За это время Полина успела забраться лишь до середины. Постояв немного на перекрестке, мы углубились в город, продолжая двигаться на юг. Справа расположилась еще одна школа, судя по грязной вывеске, уже обычная. Вышка находилась во дворе какого-то лицея. Надеюсь, Челубей понял, о какой конкретно мы говорили. Город тоже сильно изменился с нашего последнего визита. Уже тогда он выглядел безжизненным, но сейчас окончательно превратился в один сплошной заброс. Выбитые окна, через которые было видно опустевшие помещения. Всюду грязь, толстым слоем покрывающая мебель и пол. Это отчетливо просматривалось через монокуляр. До кучи мы на максимум выкрутили звук активных наушников, и теперь казалось, будто наши шаги разносятся эхом на всю округу. Но по факту их уже невозможно было различить из-за ближайшего угла. С новым оборудованием мы охотились впервые, но его плюсы ощутили сразу, еще когда преследовали бойцов Лысого в лесу. Надеюсь, оно и сегодня не подведет. «На позиции!» — шикнуло в ушах. «Что видишь?» — шепотом спросил я. «И говори потише, у нас громкость на максималках». «Поняла», — тоже шепотом ответила Полина. «Пока везде чисто. Вижу вас». «Ясно. Осмотрись». «Есть цель». Раздалось через несколько секунд. «Малая группа движется параллельной улицей, в сторону Кремля». «Сколько их?» «Жди». Прошло не менее 2 минут, прежде чем Полина вновь ответила. «Отбой, их слишком много». «Сколько?» — с нажимом повторил я. «Успела насчитать 10 особей, но их может быть больше». «Что делают?» «Да хрен их знает. Похоже, что-то ищут. Вошли в здание». «Какое?» «Без понятия, на нем вывески нет. Длинное такое, как стена». «Интересно, чего они здесь трутся?» — пробормотал я. «В крепости им ловить точно нечего, но город они не покидают». «Я знаю, что это за здание», — вдруг произнес Степ, и вид у него был крайне озадаченный. «Там раньше контора Росатома располагалась. Вроде как там институт при нем или лаборатория какая-то». «Очень любопытно». Я почесал подбородок. «Что думаешь?» «Не суйтесь», — прилетел голос Полины. «Я же сказала, их слишком много». «Может, выманить попробуем? Я могу себе кровь пустить», — предложил Степ. «Нет», — покачал головой я. «Тогда сюда выродки со всей округи сбегутся. Не отобьемся. Поль, мы к зданию, прикрывай». «Дебилы-то, вашу мать!» — выругалась она. Мы со Степом одновременно ухмыльнулись и двинулись в сторону офиса Росатома. Было очень интересно, что там пытаются отыскать измененные. Да и вообще, почему они до сих пор не покинули пределы города? Что им здесь нужно? Уже очевидно, что не крепость и ее обитатели. Перед нами раскинулось огромное открытое пространство. Площадь с круговым движением и широкая проезжая часть. Незаметно через нее не проскочите, если измененные оставили кого-то прикрывать подходы, нас запалят сразу же. «Давай туда», — кивнул на дворы я. «Попробуем в здании напротив засесть». «Будем валить?» — хищно оскалился Степ. «Пока смотрим», — остудил его я. «Они что-то ищут, и я хочу понять, что именно». «Ну так ясен пень, что...» — хмыкнул приятель. «Ядерное оружие!» «С чего взял?» «Ну ты сам посуди!» — он пожал плечами. «Они же не в банк вошли, а в институт Росатома. Думаешь, они там разработки по энергетике читать собрались? Это же Нижний Новгород!» «Мне это ни о чем не говорит. В общем, у нас по округе военных частей больше, чем на Урале. Ну, может и нет, но...» «Давай ближе к делу. Я о том, что у нас чего только нет. Мы как-то в детстве заброшенный бункер нашли. Правда, он был затоплен, но ты просто вдумайся. Таких фортификаций в нашем районе более чем достаточно. И одному богу известно, чем они там занимаются. Ходили слухи, что в одной из подземных лабораторий проводили генетические эксперименты. В интернете даже фотку химеры кто-то разместил». «Ты еще про инопланетян опять телегу заведи». «Да я к тому, что с 10 тополей у нас точно припрятано, и я вообще не удивлюсь, если они все в рабочем состоянии». «Ты вообще в курсе, что ракеты и боеголовки хранятся отдельно?» «Это кто сказал?» «А этого никто и не скрывал никогда. Сам атомный заряд в боевую часть помещают непосредственно перед запуском. Там есть нюансы в хранении, связанные с тем, что элементы нестабильны и постоянно распадаются, да и риск слишком большой». «Ясно. Ну, значит, эти элементы они и ищут». «Сомневаюсь», — поморщился я.
Даже если они узнают, где те находятся, пуск им все равно не совершить. Там что, тоже нюансы? Еще какие, усмехнулся я. Защита от дураков. Короче, все очень непросто. Это только в кино ядерный арсенал по нажатию одной кнопки вылетает. В жизни все сильно иначе. Нужно знать, куда и что вставить, коды запуска опять же. Ладно, не стал спорить Степ. Тогда что им нужно? Вот и я хочу знать. Выходят, шикнул Степ и притих, наблюдая за выродками через прицел автомата. Из здания вытянулся отряд количеством в 12 особей. Ровно 4 тройки. Они даже двигались слегка обособленно друг от друга. И судя по тому, как они это делали, мы нарвались на профессионалов. Все члены отряда были постоянно прикрыты, и в то же время никто не попадал под перекрестный огонь своих же бойцов. А при таком количестве добиться этого очень непросто. Группа, шедшая в середине, тащила какие-то коробки с бумагами. Похоже, они нашли то, что искали. Меня прям раздирало от любопытства, но напасть на отряд я так и не решился. Шансов у нас попросту не было. Не уверен, что нам бы удалось убрать больше 2, прежде чем нас разорвали бы на части. «Поль, как слышно?» «Отчетливо». «Есть еще что?» Вместо ответа повисла пауза. Отряд в это время как раз должен был проходить мимо вышки, а учитывая то, что ее конструкция состояла полностью из металла, любое движение могло выдать позицию девушки. Когда мы обходили прилегающий квартал, прекрасно слышали, как она поднимается наверх. «Чисто», — вернулся ответ спустя долгие минуты ожидания. «Всюду тихо, никого». «Ладно, ждем. Может, еще кто-нибудь вылезет», — отозвался я. «Может, все-таки с кровью попробовать?» «Нет, слишком рискованно. Если сегодня никого не найдем, завтра по пригороду прошвырнемся. Там можно и с кровью поработать». «Я не уверена», — прошептала Полина. «Но, кажется, к северо-западу кто-то на крыше есть». «Как здание выглядит?» «Да хрен его знает. Высотка бежевым кафелем покрыта, выступ сбоку коричневый». «Я знаю, где это, пошли!» — оживился Степ. «Уверена, что там кто-то есть?» — уточнил я. «Да, я видела движение на крыше, но не знаю, сколько их там». «Похоже, это один из наблюдательных пунктов», — предположил Степ. «Значит, много их там быть не должно. Максимум 4. И то вряд ли». «Мы проверим», — бросил в гарнитуру я. «Оставайся на месте, следи за подходами». «Да мне их за домами не видно», — парировала Полина. «Может, мне позицию сменить?» «Нет, сиди там», — отрезал я и покосился на друга. «Ну давай, веди нас, Сусанин герой». «Идите вы нахрен, я сам здесь впервой», — ответил на шутку он, но все же двинулся вдоль по улице. Мы прошли мимо парка, оставляя его слева, а когда впереди замаячил деловой центр с похожей по описанию высоткой, нырнули под тень деревьев. Некоторое время мы наблюдали за крышей, на которой Полина заметила движение, но так ничего и не обнаружили. Стрелки часов перевалили за полночь. Пора было уже что-то предпринимать. «Ладно, идем», — решился я и рванул к стоянке. Это когда город живет, он кажется тесным. Но сейчас здесь получилось очень уж много пустых широких пространств. Рывок занял всего пару секунд, но мне показалось, что они длились вечность. Я все время ожидал, что сейчас по нам начнут палить сверху, а здесь мы как на ладони, даже укрыться незачем. Но нам повезло, а может, выродки были заняты тем, что внимательно наблюдали за Кремлем и напрочь забыли о том, что следует присматривать за подходами к своей позиции. Мы добрались до соседнего здания, сделанного из стекла и бетона. Судя по тому, что от него осталось, раньше здесь размещались какие-то офисы. Укрытие так себе. Оно натурально просматривается насквозь, к тому же все стекла побиты, и передвигаться бесшумно там не получится. Обогнув его по южной стороне, мы, наконец, увидели вход, ведущий в высотку. Про лифты можно смело забыть, подниматься придется по ступеням. Его бы в идеале со всех сторон осмотреть на наличие внешней пожарной лестницы, но стрёмно, нас могут заметить. «Ну что, давай?» — спросил Степ, который во все глаза пялился на крышу. «Вроде никого». «Подожди», — буркнул я, занимаясь тем же самым. Несмотря на монокуляр с режимом ночного видения, понять, что там происходит, было не так просто. Но мне на мгновение показалось, будто я кого-то заметил. Расплывчатый силуэт на фоне темного неба. Окончательно в этом я убедился, когда он исчез. Значит, за подступами они все-таки наблюдают. «Давай», — выдохнул я и снова первым рванул к подъезду. Но внутрь мы сразу не полезли. Остановились у стены и уже в который раз осмотрелись вокруг. В особенности нас волновал сам вход и наличие на нем ловушек. В общем и целом смысла в них не было никакого.
Окна на первом этаже были разбиты, и войти в здание можно без особых забот с любой стороны. А вот внутри, в парадном фойе, нас вполне могут ждать сюрпризы. Похоже, раньше здесь находилось кафе. Об этом говорили остатки интерьера и несколько столиков. Вход оказался свободным. Ни растяжек, ни видимых датчиков, реагирующих на движение. Но входить внутрь через окно я все равно не решился. Опять по причине битого стекла. Хрустеть под ботинками оно будет на всю округу. «Ладно, давай ко входу». Немного поразмыслив, решился я. Там хотя бы стекла целые. «Ага, и что за дверью творится, тоже ни хрена не видно. А если там ловушка?» «Предлагаешь хрустеть?» «Все безопасней», — пожал плечами приятель. «Ладно, я первым». Вынужден был согласиться я. «Стоп!» Я замер, уже занеся ногу для шага. Мне вспомнилось, как я скрывал свою человеческую природу от взгляда выродков. Обманул эдакую систему свой-чужой. Сунув руку в подсумок, я извлек из него несколько кусочков черного сердца и протянул один Степу. «Жуй!» — прошептал я. «Зачем? Со мной все нормально». «Жри, говорю. А второй слюной размочи и под язык сунь. Так они нас за своих примут». «Точно?» 100%. Давай!» Степ неуверенно хмыкнул, но закинул оба куска в рот. Один немного пожевал и натужно проглотил. Я дождался, когда по телу разольется жар, а во рту появится приятное пощипывание, и, наконец, сунулся внутрь. В помещении в самом деле когда-то было кафе. Широкая зала, барная стойка в противоположном конце и дверь, ведущая в фойе. К ней мы и направились, нещадно похрустывая битым стеклом под ногами. Как бы аккуратно мы ни старались ступать, избежать этого было нереально. Не знаю, удалось ли нам проскочить незамеченными, но нас никто не окликнул. Вообще не возникло никакого шума, и это обнадеживало. В фойе тоже было пусто. В том смысле, что ни растяжек, ни датчиков, ни каких-либо других ловушек мы не заметили. А вот на то, чтобы отыскать лестницу, потребовалось время. Современные здания будто специально строят так, чтобы их спрятать. Зато шахты лифта оказались на самом видном месте. Вот только карабкаться по вертикальной стене, хрен знает на какую высоту, цепляясь при этом за скобы, желания не возникало. Однако поиски вскоре увенчались успехом. Лестницу спрятали за широкую железную дверь с узким стеклом посередине. Через него сложно было что-то рассмотреть, и спустя несколько секунд перешептывания я все же решился ее открыть. И вот здесь нас ожидал первый сюрприз. Что-то бряцнуло о бетонный пол. Я даже рассмотреть не успел, что именно это было, и рванулся в сторону, утягивая за собой Степа. А спустя секунду грохнуло так, что дверь вылетела в фойе и рухнула на пол. Все, мы себя выдали. В тихой охоте больше не было никакого смысла. «Вы как?» — раздался взволнованный голос Полины в наушниках. «Отличная вещь. Возможно, только благодаря им мы сейчас не заработали контузию. Хотя, судя по жару, в голове не обошлось без влияния черного сердца. Окружающий звук быстро вернулся, я отчетливо услышал эдакое жужжание, будто что-то очень быстро скользило по веревке. «Они снаружи!» — рявкнул я и рванул к выходу. Степ, не задавая вопросов, побежал за мной. Эхом по городу раскатился далекий выстрел, а затем что-то грохнулось на крышу нижнего яруса, в котором как раз и располагалось кафе. Мы выскочили на улицу как раз в тот момент, когда скользящий по веревке второй выродок внезапно дернулся и камнем полетел вниз, а буквально через мгновение ушей снова коснулся отдаленный звук выстрела. «Твою мать!» — взревел я. «Отставить огонь! Степ, бегом внутрь, ищи, как подняться!» Я отбежал к противоположному зданию и взял под прицел нижний ярус высотки. Все пошло не по плану. Пули у Полины обычные, так что эти двое совсем скоро поднимутся. И совсем не факт, что бросятся бежать. После восстановления они испытывают такую жажду, что готовы друг друга рвать, лишь бы получить хоть глоток крови. А здесь аж двое живых. Не знаю зачем, но я отсчитывал секунды. Будто знал, сколько времени потребуется выродкам на восстановление. А может, меня это просто отвлекало от дурных мыслей. Ведь в любую секунду к ним могла заявиться подмога. И если придет тот отряд, который вышел из лаборатории Росатома, нам будет худо. Спустя долгие 170 секунд сверху прозвучала автоматная очередь. Короткая, а значит прицельная. А потом над парапетом появился силуэт. Я едва сумел удержать палец на крючке, с трудом распознав в нем Степа. «Брак, ты где там?» — прозвучало в наушниках. «В засаде», — вернул ему я. «Что у тебя?» «2 трупа», — ответил он. «Одного пришлось снова успокоить. Сейчас сброшу. Займись». «Принял», — отозвался я и вышел из тени здания. «Шевелись, возможно, будут гости». «Уже идут», — обрадовала Полина. «Похоже, тот самый отряд». «Зашибись», — поморщился я. «Сколько у нас времени?» «Минут 5, не больше».
Я в тишину». 5 минут на то, чтобы вскрыть грудную клетку и вырезать сердце? Пфу! Да мы еще чай успеем попить», — схохмил Степ. «Брак, лови подарок». Раздался звук падения тела, хотя с таким может и мешок картошки упасть. Но на зрение я пока не жаловался, ведь у разбитого окна валялся именно труп. Правда, это ненадолго, если не позаботиться о его окончательном упокоении. Чем я и занялся, подхватив свой топор, которым уже давненько не пользовался. Кровавая процедура и в самом деле заняла не так много времени. Сказывался опыт. Каждый удар выверен, ребра рассекаются с первого раза, даже окно в груди я пробил ровно такого размера, чтобы без лишних копаний сразу подобраться к сердцу. Отточенный до состояния бритвы нож тоже не подвел. Я отсекал сосуды за одно, максимум 2 движения, и спустя пару минут сердце уже находилось в моих руках. Правда, на этот раз нам было совсем не до аккуратности. Я не стал его заматывать в простыню, кусок которой покоился в рюкзаке. Забросил добычу внутрь прямо так, тут же снова бросился к зданию напротив и засел в тени. «Степ, ты как?» — спросил я. «В норме, уже выхожу». «Сиди там, будем встречать». «Плохая идея», — донесся голос Полины. «Вытяните их на открытое место, я помогу». «Рули», — разрешил я. «Они в парк вошли. Ведите их на перекресток, к углу, где остановка». «Принял», — ответил я, но сделать уже ничего не успел. Мимо храма, отсекая нам путь, промелькнули 3 темные фигуры. Наверняка часть группы осталась прикрывать, а еще часть пошла в обход. И к бою они готовы. Врасплох нам их не застать. Глава 9. Заруба. Они действовали так четко и слаженно, что я уже был готов попрощаться с жизнью. Высунувшись, чтобы срезать очередью мелькнувшие силуэты справа, я едва успел нырнуть обратно в укрытие, потому как вторая тройка, что явилась слева, тут же накрыла меня плотным огнем. Когда пули перестали щелкать о бетон, левая группа двинулась в наступление, и ее моментально прикрыли справа. Выродки неминуемо сокращали дистанцию, и до меня им оставалось буквально пара рывков. В отличие от них, мне отступать было некуда, разве что в здании делового центра, стены которого по большей части состояли из стекла и гипсокартона. Такие можно легко пробить из рогатки, не то что из автомата. Страх проник в душу, сжимая сердце ледяными пальцами. Оно рванулось и бешено заколотилось, отдаваясь гулким стуком в висках. Неужели это все? А тело уже действовало, не обращая внимания на мысли об обреченности. Я бросился в здание и сразу же помчался на 2-й этаж. Как я и думал, спрятаться здесь было негде. Вокруг лишь пустые офисные помещения, часть из которых до сих пор оставалась запертой, что вполне логично, ведь брать здесь совершенно нечего, кроме старых компьютеров и бумаги. Коридор привел меня к очередной лестнице, и я, не раздумывая, отправился на 3-й этаж. Только поднявшись, я начал понимать, что загнал себя в еще более глубокую задницу. Если со 2-го этажа еще можно спрыгнуть, то с 3-го это уже чревато серьезными последствиями. «Поль, ты как?» — бросил в рацию я. «Бегу», — коротко выдохнула она. «В смысле? Куда?» «Меня вычислили», — вернулся ответ. «Степ!» — выкрикнул я. «Поднимаюсь!» — отозвался приятель. «Меня зажали!» «Капец, вашу мать!» — взревел я и метнулся на последний 4-й этаж. Снизу уже доносился тяжелый топот. Еще немного и меня прижмут, а там выбор простой. Либо лететь вниз самостоятельно, либо сдаваться и надеяться, что нам сохранят жизнь. В последнем я очень сильно сомневался. Впрочем, если им предварительно представиться, может, они и не станут валить нас сразу. Все-таки мы ценный товар, и начальство, возможно, вознаградит за нашу поимку. «На позиции», — обрадовал меня голос Полины. «Сможешь вытащить их на крышу?» «Легко», — хищно оскалился я и уставился на план эвакуации этажа. «Нет, легко, походу, не выйдет. Придется бежать в противоположный конец здания. А шаги уже близко». «Сколько их вошло ко мне?» — спросил я. «Без понятия», — ответила Полина. «Я их не видела». «Плохо», — пробормотал я и понесся по коридору. Голова уже вернулась в рабочий ритм, тем более что в конце тоннеля забрежил хоть и слабый, но все-таки свет. Вряд ли Челубей меня здесь увидит, но вот крышу высотки, в которой сейчас пытается выжить Степ, вполне. Вопрос в другом. Как с ним связаться? И дело даже не в том, что наши рации не добьют. С этим у нас как раз полный порядок. Просто мы не знаем частот. И, находясь в своем уме, нам их никто не предоставит. Какими бы корочками мы там перед носом не махали. Здесь речь идет о безопасности периметра. Тем более выход за укрепление — это наша личная инициатива. «Степ, как слышишь?» «Хрен... О!» — пришел ответ с заиканием. «Крыша! Сигнал!» —
Специально делая паузы, бросил я. «Понял?» «Да!» — отозвался напарник. «Ладно, надеюсь, сработает. А теперь стоит забить на все остальное и заняться своим спасением». Судя по грохоту снизу, бойцы все еще обыскивают второй этаж. Так, теперь нужно прикинуть, сколько их ко мне вошло. Лично я бы отправил сразу 2 тройки, поделив их на пары. 2 охраняют выход, и 4 осматривают этажи, сразу проверяя оба крыла, отходящие от лестницы. Впрочем, все здание им не перекрыть, но об этом мечтать поздно. Спуститься сейчас они мне точно не дадут. Выходит, что к степу отправили 3, а последняя группа ищет Полину. И как только она выстрелит, они будут точно знать, где она засела. Но она у нас девочка умная, наверняка уже просчитала пути отхода. Я вывалился на крышу и тут же несколько раз мигнул фонарем, направляя его вверх. «Вижу!» — сразу прилетел ответ от Полины. Отвечать я не стал. Вместо этого принялся метаться по открытому пространству в поисках хоть какого-то укрытия. А это не так-то просто. Слева стойка с испарителями от кондиционеров. За ней металлоконструкция, удерживающая вывеску. И все это просматривается невооруженным глазом. Прямо дальше по крыше перепад примерно на уровень этажа. Там же имелась лестница, позволяющая на него спуститься. А парапет из бетона прекрасно прикроет от пуль. Как вариант. Вот только там я снова буду лишен возможности маневра. Однако на этом хорошие новости не закончились. Когда я вскочил на парапет, передо мной открылась вся картина, а вместе с ней путь к спасению. Далее следовал еще один спуск, а за ним следующий. С него можно было спрыгнуть на крышу крыльца, а оттуда уже на землю. Да, все еще высоковато, но терпимо. Если постараться, можно обойтись без травм. По крайней мере, кости ног выдержат падение с такой высоты. С остальным легко справится черное сердце. Но для начала следует пощипать ублюдков, авось получится проредить их слаженную команду. Я сменил магазин, сбросив полупустой в подсумок. Пули в нем были обычные, а сейчас я загнал серебряные. В данный момент нам не до охоты, жопы бы спасти. Спустившись по лестнице на пару ступеней, я повалился грудью на парапет и примкнул приклад к плечу, припав к прицелу. Первый, кто появится на крыше, схватит от меня очередь, а там можно и валить, пока они будут стрелять в пустоту, как в копеечку. Время шло, но никто не спешил ко мне выходить. Я уже было собирался сваливать, когда дверь на чердак слегка приоткрылась, и на крышу вылетел небольшой предмет, тихо бряцая по покрытию из рубероида. Мне хватило ума скользнуть вниз по лестнице и открыть рот, чтобы избежать контузии. Раздался оглушительный хлопок, и яркая вспышка белого цвета на мгновение осветила всю округу. Правый глаз практически ослеп, как мне показалось вначале, но через секунду до меня дошло, что это засветило вспышкой оптику монокуляра. А я просто вижу мир таким, какой он есть на самом деле. В ушах не звенело, так как основная звуковая волна прошла мимо. Никаких особых последствий я не заполучил. Спасибо активным наушникам, вмонтированным в шлем. Плюс кусочек черного сердца под языком быстро свел мелкие повреждения на нет. Топот ног по крыше заставил меня снова начать действовать. На этот раз счет шел уже на секунды. Я бросился к следующему спуску и, ухватившись за края лестницы, скользнул на еще один уровень ниже. Здесь имелся прекрасный угол, острый, словно кончик ножа. За ним я и спрятался, поджидая противника. И в этот момент послышался вскрик, а буквально следом за ним до меня долетел раскат отдаленного выстрела. Сверху засуетились, раздались короткие команды, призывающие залечь. «Уходи, я прикрою», — раздался спокойный голос Полины в наушниках. «Хрен там плавал», — огрызнулся я. «Нам еще степа спасать». «Как хочешь», — почти без эмоций ответила девушка, а через мгновение снова прокатилось эхо отдаленного выстрела. «-2», — добавила она. «Ясно», — усмехнулся я. «Держи их там, я кое-что придумал». «У тебя 2 минуты», — вернула Полина. «Потом меняю позицию». «Принял», — буркнул я и побежал к следующему спуску. Затем спрыгнул на крышу крыльца, еще раз на крышу холодильной установки и без каких-либо последствий уже на землю. Я оказался во внутреннем дворике. Справа находился выезд на улицу, но меня интересовало другое. Пробежав немного влево, я обнаружил дверь заднего выхода и нырнул внутрь. За это время Полина выстрелила еще 2, но минусов она больше не озвучила. А значит, она просто не дает выродкам подняться. Но это ничего, сейчас наступит моя очередь. Прокравшись по узким коридорам, больше похожим на лабиринт, я добрался до выхода в вестибюль. Черное сердце все еще скрывало меня от особого зрения выродков. Не исключено, что они и сердцебиения моего не слышали, иначе давно бы отправились на перехват. Но они продолжали контролировать главный выход и оба крыла, отходящих от него вправо и влево. При этом даже не таились, будучи уверенными, что загнали меня в угол.
Я вскинул оружие, припал к прицелу и навел красную точку на голову одного из них. Плавно потянул спуск и положил первую очередь прямо в каску, даже не переживая о том, пробьет ли его серебряная пуля. С такого расстояния я бы его и пистолетный прошил, а у Калашникова энергии для этого с запасом. Однако второго я снять не успел, он сорвался с места с такой скоростью, что я на мгновение потерял его из вида. В ответ полетели пули, заставляя меня спрятаться. И буквально тут же по полу бряцнула граната. Выдержать задержку запала выродок не смог бы при всем желании, но, возможно, это и не входило в его планы. Я снова рванул в узкий коридор, ведущий к заднему выходу, и едва скрылся за поворотом, как раздался взрыв. На этот раз по мне использовали боевую, а не светошумовую. Лицо обдало жаром, но осколки не долетели. Уши тоже остались невредимы, хотя сопли из носа вылетели так, будто я через него резко выдохнул. «Вот урод!» — выругался я и вывалился на улицу. «Поль, ты как?» «Бегу», — снова ответила она короткой фразой. «Прими черное сердце», — посоветовал я. «Зачем? Я цела». «Под ним они нас не видят», — ответил я, обегая здание с южной стороны. «Поняла». «Степ, как слышишь?» В ответ тишина. «Степ, отзовись!» Тихо. Видимо, он вышел из зоны связи, что неудивительно, учитывая высоту здания и бетонный бункер, в котором расположен лестничный марш. В таких местах часто нет связи, и дело там скорее в арматуре, которая образует эдакую клетку Фарадея. Но ничего, выберемся на крышу, ответит. Не теряя времени, я пересек двор и запрыгнул в разграбленное кафе, что располагалось на первом этаже высотки. «Иду за Степом», — бросил в рацию я. «Постарайся не пустить к нам остальных». «Ладно», — с надрывом выпалила Полина. Похоже, у нее уже дыхалка сдает. Я проскочил в вестибюль, перепрыгнул через искуроченную дверь и, перескакивая сразу через 2 ступени, помчался наверх. Да, сейчас я совершал очередную глупость, но друга бросить я не мог. Сверху раздался грохот очередей. Непонятно, кто в кого стреляет, но надеюсь, что это Степ. Кстати, о птичках. Здесь у нас должна быть связь, ведь мы сейчас оба в одной клетке. «Степ, как слышишь?» «На связи!» Тут же отозвался он. «Ты стрелял?» «И я тоже». «Какой этаж?» «Последний. Сил уже подниматься нет, ноги трясутся». Очередной треск очереди оборвал его слова. «Вот твари!» «Дуй на крышу и подай сигнал на колокольню. Есть что-нибудь?» «Свечей штуки 3 осталось». «Жги их, Челубей прикроет. Постарайся вытянуть их к северному краю, чтобы он их видел». «А ты сам где?» «Внизу, иду за вами». «Псих, твою мать!» Выругался он и запыхтел. Пара коротких очередей разорвала тишину. Зазвенели гильзы, прыгающие по ступеням, а затем раздался отдаленный топот. Надеюсь, у него все получится. Черт, как же тяжело подниматься. Я отмотал этажей 7, когда силы начали меня покидать. Не помогал ни адреналин, от которого кипела кровь, ни черное сердце, обжигающее слизистую под языком. Все-таки в 43 года особо не побегаешь. Это раньше, в молодости, я на 5-й этаж в гости к другу влетал, даже не сбивая дыхания. А сейчас вот еле ноги переставляю. Дыхание с хрипом врывается в легкие, словно я только что несколько километров в максимальном темпе пробежал. Пот заливает глаза, и если левый можно протереть без вопросов, то на правом висит монокуляр. К слову, он перезагрузился, и только благодаря ему я не переломал себе ноги. 9-й этаж остался позади, а я уже готов был сдохнуть, а впереди еще столько же. Плюс на финишной прямой предстоит схватка с противником, который изначально превосходит меня физически, да и выносливость у выродков на порядок превышает человеческую. Снова грохнула очередь, а в ответ ей отработал глушенный автомат. Готов отдать руку на отсечение, измененный вооружены валами. Любит они их, и есть за что. Хотя я предпочту все же калаш. Он для меня более понятен, да и в обслуживании прост. Тот, кто хоть раз пробовал почистить вал, прекрасно понимает, о чем я. Там с одной банкой глушителя можно весь вечер провозиться, вычищая пороховой нагар из барьеров. Но на ближней дистанции это оружие гораздо эффективнее, хотя бы за счет калибра, который почти вдвое превышает наш. С другой стороны, там и патрон дозвуковой, а значит энергия у пули ниже. Отвлекая себя всякой чушью, я упорно карабкался вверх по лестнице. Миновав 12-й этаж, я все-таки остановился, чтобы перевести дыхание. Здесь же на полу попались первые признаки перестрелки. Куча гильз и дырки от пуль на штукатурке. Выходит, я не так уж и плох. Степ впервые сдался как раз в этом месте. В смысле, тоже остановился и попытался сбить преследователей с хвоста. Я заглянул в просвет между перилами и тут же вжал голову в плечи. С улицы, через разбитое окно, до меня долетел звук выстрела. Мощный, сытый, явно из крупного калибра. Тут же загрохотал автомат. Очередь длинная на весь магазин. Похоже, приятель лупил наверняка, чтобы нанести максимально возможный урон. Об отдыхе я забыл сразу. Во мне будто второе дыхание открылось.
и я рванул вверх, снова перепрыгивая сразу через 2 ступени. Но не успел преодолеть и одного этажа, как услышал грохот дробовика. А вот это хороший знак. Насколько я успел заметить, выродки были вооружены только автоматическим оружием. «Степ, доложи!» — прокричал я. «Чисто!» — ответил приятель. «Все 3 готовы! Одного челубей снял!» «Красавчик!» — оскалился я, и тут снизу раздались голоса. «Твою мать! У нас снова гости!» «Веди их сюда!» — прозвучал насмешливый голос напарника. «Где вы?» — сквозь помехи донесся голос Полины. «В желтой 17-этажке!» — вместо меня ответил Степ. «Окна лестницы выходят на запад». «Вижу, за вами идут 3. «Сможешь убрать?» — спросил я. «Легко, но у меня серебряных пуль больше не осталось. Вам придется добивать». «Принял. Жди сигнала». Спускаться было куда как проще. Но мышцы ног уже забились, и я больше ковылял, чем несся в обратном направлении. Миновав 3 этажа, я замер и прислушался. До контакта всего ничего, каких-то пара этажей. «Давай!» — рявкнул я, и с улицы тут же прозвучал звук выстрела. Послышался звон разбитого стекла, а за ним грохот от падения тела. Не прошло и секунды, как хлопнуло еще раз, а затем еще и еще. Я ломанулся вниз, уже не обращая внимания на поющую боль в ногах. Автомат перебросил за спину, потому как грех не воспользоваться ситуацией. Рука уже сжимала топор, когда я выскочил к первому телу. Полина сняла его прямо в голову, заставив остальных метнуться назад. 2-го она тоже подстрелила в башку, а вот 3-го удалось снять только в тело. Поэтому она и стреляла дважды. С него я и начал, так как он уже шевелился, пытаясь дотянуться до оружия. Первым делом я отбил ствол ногой, но тот отлетел лишь на несколько сантиметров, так как выродок успел схватить его за ремень. Однако подтянуть к себе не успел, я размахнулся и опустил лезвие топора ему на шею. Удар вышел точным, и лезвие с первого раза рассекло кости позвоночника, успокаивая измененного навсегда. То же самое, но уже более аккуратно я проделал с оставшимися. Придерживая головы за волосы, окончательно отделил их от тела и сбросил вниз через разбитое окно. Затем немного подумал и отправил следом трупы. Не потому что боялся, что они оживут. Просто лень будет потом за ними снова подниматься. И едва я с ним покончил, как меня уже в который раз накрыли огнем, на этот раз снизу. Пули застучали по стенам, с визгом рикошетя во все стороны. Что-то прилетело мне в бок и ногу, а затем добавило в спину. Боль была такая, что у меня перекрыло дыхание. Я завалился на лестницу, пытаясь сделать глоток воздуха и открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Будто в тумане я услышал, как сверху огрызнулся автомат, а ему вторил одиночный прицельный выстрел. Голова закружилась, боль стала тупой, ноющей, как после удара кувалдой, но спазм отпустил легкие, и я с натугой втянул в себя глоток воздуха. С трудом, ворочая языком, перекатил кусочек черного сердца из-под языка и натужно его проглотил. Жар быстро заполнил тело, и уже через пару секунд мне стало гораздо лучше. Только в животе ощущалось эдакое поддергивание, словно мышцы пытались вытолкнуть инородный предмет, но у них это не получалось. Видимо, пуля так и останется в брюхе. Черт, как же противно! Весь ливер трясется, словно с похмелья. Мышцы живота снова напряглись, и я услышал, как что-то звякнуло по ступеням. Нет, похоже, жить мне без трофея, но я и не против. Все равно попросил бы его вырезать в первой же крепости, где есть хирург. Говорят, свинец не приносит пользы организму. «Эй, ты как?» — прозвучал голос приятеля в реальности и в наушниках. «Жив», — ответил я, — «местами здоров». «А я еще трофей взял», — довольно оскалился Степ. «Я, конечно, за вас рада, но мне бы не помешала помощь», — раздраженно произнесла Полина. «А ты где?» — уточнил я. «На стоянке», — ответила девушка, и тут же последовал выстрел. «И у меня здесь Ванька-встанька». «Принял, спускаемся, придержи его пока», — с ухмылкой произнес я и покосился на Степа. «Ну чё замер? Дуй давай, помоги девушке». «А ты сам чё?» «А я устал», — буркнул я, с трудом поднимаясь с пола. «Да шевели копытами, сейчас на шум весь город сбежится». Пока мы спускались, Полина выстрелила еще дважды. Мы застали ее сидящей на капоте машины со скучающим видом и пистолетом в руках. Рядом лежал выродок, вокруг головы которого уже образовалось знатное кровавое пятно. Неподалеку обнаружились и 3 моих обезглавленных трофея. «Степ, займись этими, я пока с ним разберусь». «У нас еще 3 часа до рассвета», — добавила Полина, беззаботно болтая ногами. «Это ты к чему?» — покосился на нее я, вытягивая топор из специальной петли на поясе. «К тому, что я видела, куда они те коробки отнесли». «И куда же?» — поинтересовался Степ, вскрывая грудь первому покойнику. «Твою мать, да у него все ребра в труху!» «Не ной, возьми нож», — посоветовал я. «Да кто ноет-то? Нахрена ты их вообще сбросил?»
чтобы лишний раз не подниматься. Я же не думал, что последняя тройка так тупо подставится». «Да я бы не сказала, что тупо. Тебя чуть не завалили», — с ухмылкой поддела меня Полина. «Они, кстати, на дождь из трупов и отреагировали». «Ой, да завалитесь вы оба!» — огрызнулся я и, вспоров одежду на груди обезглавленного выродка, примерился топором. «Короче, там в 3 кварталах к югу, за поворотом, машина у них осталась. Они туда свои коробки сбросили», — с важным видом сообщила она. «Лично мне интересно, что они там искали». «Проверим», — кивнул я. «Заодно тачку экспроприируем. Загоним кому-нибудь в крепости». «Я бы ее Челубею подарил», — произнес Степ. Я даже топором махать перестал и уставился на приятеля. «Подарил? А ты случаем не оговорился?» «Он вообще-то мне жизнь сегодня спас», — скорчив рожу, ответил приятель. «Ладно», — пожал плечами я. «Но мы тебя за язык не тянули». «Черт, это тоже в кашу! Даже сердце лопнуло!» «Да хрен с ним!» — отмахнулся я. «Работать оно от этого хуже не станет». Мне достался последний труп. И да, вскрывать его было сложнее, чем целого. Ребра переломались в хаотичном порядке, и топор просто отказывался прорубать мягкую грудину. А орудовать ножом на ощупь было не очень удобно. Но я его все же вскрыл и извлек сердце, которое полетело в рюкзак к остальным трофеям. Закончив, мы отправились за машиной. Идти напролом побоялись и вначале ушли на юго-восток и выбрались на улицу Белинского. По ней можно было добраться до вышки, где располагалась первая позиция Полины. Но мы свернули на юг, обошли 2 квартала мимо парка Пушкина и только затем свернули на запад. Дважды приходилось прятаться из-за проезжающих мимо машин. Мы не слабо так нашумели, и к месту схватки сейчас стягивались все ближайшие отряды выродков. Как бы нам ни пришлось по всему городу от них бегать, пока не настанет рассвет. От меня еще и кровью воняет, как будто я на скотобойне ночевал. Надо бы поторопиться, хотя бы до буферной зоны добраться. Туда выродки уже не сунутся, побоятся. Как бы по нам еще не прилетело, а то ведь могут пальнуть с перепугу. На стене ведь разбираться не станут, кто там решил к крепости посреди ночи подобраться. Тем более мы ушли пешком, а возвращаться собираемся на машине. Надеюсь, условный сигнал фарами сработает, и нас для начала спросят, кто мы и какого хрена приперлись. «Вот она!» — Полина указала пальцем на одиноко стоящую машину. К слову, центральную часть города знатно очистили от старой техники. Помнится, в первые годы после апокалипсиса улицы были практически завалены тачками на любой вкус и цвет. Их одно время тракторами на тротуары сталкивали, чтобы освободить дороги. А сейчас, на тебе, почти все растащили. Только ближе к окраинам все еще можно встретить бардак и завалы. Интересно, а куда они их вообще дели? Неужто все за город вывезли? «Вроде нет никого», — прошептал Степ, осматривая местность в бинокль. «Да, чисто», — подтвердила Полина, которая занималась тем же, но через оптический прицел. «Ладно, прикройте, я посмотрю, что там». Пригибаясь, будто меня так менее заметно, я перемахнул через дорогу и подобрался к машине, которая стояла у бывшего магазина. Сейчас от него остались только стены да ободранная вывеска. Приложив рожу к стеклу, я заглянул в салон микроавтобуса. В проходе действительно стояли коробки с бумагами. Выдохнув, я потянул на себя ручку на боковой двери, и она послушно открылась. Как я и думал, машину на сигнализацию ставить не стали. Да и какой в этом смысл, если в мире почти не осталось людей, которые не побоятся высунуть нос на улицу ночью? А уж те, кто рискнет угнать тачку у выродков, и того меньше. Я выудил один лист из коробки и посветил на него фонариком. Странно, обычная накладная. К ней степлером приколот счет-фактура и акт выполненных работ. А вот отгруженный товар не совсем обычный. Технеций 99М, радий 223 и йод 131. Все это радиоактивные элементы, которые используются в медицине. Я перебрал несколько бумаг, и везде было одно и то же, за исключением количества. Странно, и за каким хреном выродкам нужна эта информация? Может, дело не в самих элементах, а в том, куда их поставляли? Я снова перебрал бумаги, которые держал в руках, и усмехнулся. Адресов как раз и не было. Только юридические, которые все как один зарегистрированы в Москве. А вот напротив фактических стоял прочерк или вообще пустота. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я. «Чего там?» — спросил Степ, заставляя меня вздрогнуть. «Блин, я тебя пристрелю когда-нибудь», — возмутился я. «Уже второй раз ко мне подкрадываешься». «Так это ты клювом щелкаешь, я-то здесь при чем? А если бы это кто другой был?» «А вас за каким хреном за подходами следить поставили?» — парировал я. «Ладно, уел», — усмехнулся приятель.
Но твой косяк тут тоже есть. Так что там?» «Накладные, счета, фактуры», — неопределенно ответил я. «Похоже, этот офис рулил какими-то поставками для медлабораторий. Здесь в основном радиоактивные элементы, которые используют для борьбы с раком». «А ты откуда знаешь?» «Мама все это проходила». Нехотя ответил я. «Короче, не суть. Смотри». «И что я должен здесь увидеть?» «Фактических адресов нигде нет». Я ткнул пальцем в нужную строчку. «Похоже, это какие-то секретные лаборатории. А может быть, вообще одна. Не разобрать. Нужно все бумаги перетрясти. Может, где-то что-то и всплывет. Ты, кстати, не знаешь, есть у вас в районе что-то такое?» «Может, и есть», — пожал плечами Степ. «Но мне-то откуда об этом знать?» «Ладно, валим ближе к крепости, потом разберемся, что к чему». Глава 10. Что-то не так. Мигание фарами помогло проскочить в буферную зону, в том смысле, что нас не тронули и вначале спросили, кто мы и какого хрена здесь делаем. Но в крепость запустили только на рассвете, как только на горизонте забрежило солнце. Впрочем, по этому поводу мы особо не переживали и умудрились даже подремать пару часов. Бросив машину на стоянке, мы отправились в квартиру, которую сняли, оплатив сразу месяц проживания. Вообще, я не хотел здесь задерживаться, но, увы, на меньший срок жилье не сдавалось. Оплатить посуточно за гостиницу в неделю выходило дороже, чем полноценная хата. Ну, как полноценная? Скорее, более-менее похожая на привычную, но различий было множество, даже если присматриваться навскидку. Печное отопление уже давно стало привычным. Заодно печь можно было использовать для приготовления пищи. Опять же, надо понимать, что квартиры в крепости были организованы в здании бывшей администрации. То есть из кабинетов тупо вынесли всю офисную мебель и занесли бытовую. Соответственно, санузел здесь находился только на этаже. Надо ли говорить, какая туда была очередь по утрам? Думаю, нет. В остальном, самая обычная квартира. Шкаф, стол, стулья и кровать. Наша, плюсом ко всему, была еще и двухкомнатная, одна из которых являлась проходной. Видимо, когда-то здесь базировалась секретарша. Теперь ее занимал Степ. Мы же с Полиной предпочли изолированное помещение. «Охренеть, у нас улов вышел!» — с гордостью произнес приятель, глядя на 7 сердец, разложенных на столе. «Да, пожалуй, это наш личный рекорд за одну охоту», — согласился я. «Да нахрен вас с такими охотами! Я в жизни столько не бегала и не боялась!» — возмутилась Полина. «И вообще, я жрать хочу. И спать». «Потерпишь», — отмахнулся я. «Нужно с сердцами разобраться. Иди воды принеси, пару ведер. Их нужно от крови отмыть. Думаю, 4 нам хватит, чтобы запас иметь». «А остальные куда?» — уставилась на меня она. «Кошки под муда», — выругался я. «Толкну пойду. Заодно по рынку прошвырнусь. Может, там сушилки какие продаются». «Да ведро оцинкованное возьми и все», — вставил свое слово Степ. «Разберусь как-нибудь без сопливых», — поморщился я. «А вы пока бумаги просмотрите, мало ли, может, какая информация проскочит. Или мысли по поводу появятся». «Ой, вали уже, командир», — фыркнула Полина. «Дай хоть отдышаться». «Завтра будешь хоть весь день дышать, а пока давайте, шевелите копытами». Я завернул 3 сердца в обрывок простыни, который так и пролежал без дела на дне рюкзака, и взялся за ручку двери. «Сердца накройте, сейчас свет внутрь попадет», — бросил я через плечо. Степ молча накинул на них одеяло, и я уже смело распахнул дверь и вышел в коридор. «Керосин еще захвати!» — бросил мне в спину приятель. «Хорошо», — ответил я и направился к лестнице. Следом из квартиры выбралась Полина и пристроилась за мной. Она мощно зевнула, заражая тем самым и меня. Я даже остановился и разъявил пасть, едва не вывихнув себе челюсть. Да, нормальный отдых нам бы не повредил. Спать урывками — такое себе занятие. Сон вроде перебивается, но организм не успевает нормально отдохнуть. Это нам еще повезло, что охота выдалась крайне удачной. Иначе и сегодняшняя ночь у нас прошла бы за периметром. Или завтрашняя. Хрен их разберешь. В этой кутерьме уже все дни перепутались. Не пролюбить бы сеанс связи с Макаром. Я вышел на улицу, а Полина отправилась к консьержке выпрашивать воду. Осмотревшись, я сразу же двинулся на рынок. Продать там сердца можно подороже, чем на административной приемке. Но если скупщика сегодня не будет, то есть еще вариант — обратиться напрямую к Скорняку. Наверняка дорогу к нему знает каждый. Рынок здесь организовали на стоянке возле здания филармонии. Площадь позволяла, да и расположение более-менее в центре. Несмотря на раннее утро, здесь уже вовсю гулял народ.
Торгаши трепались друг с другом, обсуждая выгоду сделок. Через северные ворота, выходящие на реку в сторону торговой площади, катили тележки с товаром, подтягивая его поближе к прилавкам. Некоторые только-только начинали выкладываться, другие уже зазывали праздно шатающихся зевак. Я бродил среди рядов без особого энтузиазма, рассматривая товары. По большей части все они были для нас бесполезны. Различная хозяйственная утварь, кастрюли, сковородки, лопаты и столовые приборы. Здесь даже народ практически не крутился, всех интересовали продукты или оружие. Чуть в стороне торговали комбикормом и другим зерном, наверняка поставка прибыла из самой Беларуси. Дальше шли ряды с прошлогодними овощами, многие из которых выглядели совсем непрезентабельно. Сморщенная картошка, морковь, местами уже обрезанная от гнили. Тут же на следующем лотке торговали соленьями, к которым уже выстроилась очередь. Квашеная капуста прямо из дубовой кадушки, огурцы, от которых исходил аромат пряного рассола. Потом шли мясные ряды и слегка на отшибе рыбные, чтобы не воняли на всю округу. Вот только запашок с той стороны все равно обволакивал весь рынок, особенно когда тянул легкий ветерок. «О, почем сушилка?» — спросил я, приметив интересующий меня товар. «Отличный выбор!» — тут же оживился торговец. «Ее можно использовать как на печи, так и на газовой горелке. У моей бабушки такая была универсальная вещица. Хоть грибы суши, хоть фрукты». «Мужик, я у тебя не презентацию просил. Сколько просишь за нее?» «Отдам за полтинник». «Совсем дурак», — хмыкнул я и двинулся дальше. «Да ты постой!» — выскочил из-за прилавка торгаш. «Всегда же можно поторговаться. Ты посмотри на нее. 4 яруса, почти новые. Где ты сейчас такую найдешь? Это же производство того самого СССР. Там даже знак качества имеется. Да она, считай, вечная». 20 грамм я тебе за нее дам», — сухо ответил я. «Да ты хорош. Это же нержавейка». «Да мне насрать, хоть и золото. 20 грамм». 40. «Все, до свидания», — устало отмахнулся я. «Да подожди ты, я же вижу, что она тебе нужна». Торгаш схватил меня за рукав и тут же опешил от моего взгляда. «Еще раз меня тронешь, я тебе все зубы выбью», — спокойным голосом предупредил мужика я. «Повторяю, 2 хромых на оба уха, 20 грамм». «Слушай, я же понимаю, что ты в ней не грибы собираешься сушить. Выходит, ты скорняк, и стало быть, твои вложения окупятся, а мне семью кормить надо». «Я здесь при чем?» 30, поморщился торгаш, будто только что вкусил лимона. 20, с нажимом произнес я. «Мне проще ведро за 10 взять и гвоздем дыр в нем наделать». «Ладно», — вздохнул мужик. 20 так 20, забирай. Черт, теперь весь день наперекосяк пойдет». Я подхватил сушилку, которая и в самом деле была почти новой. В целом ничего выдающегося в ней не было, и просить за нее полтинник — это вопиющая наглость. Она представляла из себя 4 кольца разного диаметра, с перфорацией по бокам, чтобы продукты проветривались при сушке, и небольшими прорезями на торце, в которые укладывались эдакие спицы, на которые насаживались продукты. Такую хрень многие изготавливали сами, как раз используя для этого ведра. Сомневаюсь, что заводское исполнение каким-то волшебным образом превзойдет самоделку. А купил я ее просто для того, чтобы не тратить время на подделку, тем более, что она обошлась бы мне примерно в такую же цену. Ведро за 10 и столько же в мастерской, за переделку. Ага, а вот и скорняк, уже кожаные поделки на прилавок выкладывает. Ведет себя уверенно, сыто, значит, не бедствует. Я подошел к прилавку и принялся рассматривать товары. Различные ножны, ремни, несколько вариантов кобуры под пистолеты, в том числе и наплечные. Подсумки на кнопочных замках и другие полезности из кожи и не только. «Здорово!» — поприветствовал мастера я. «И тебе не хворать!» — прогудел мужик квадратного телосложения с огромными ручищами. «Интересует, что...» «Да я скорее по вопросам сбыта», — усмехнулся я и скинул рюкзак. Извлек из него простыню, в которую были завернуты сердца, и положил их на прилавок. «Почем возьмешь?» 1,5 веса», — обрадовал меня он. «Сейчас на них сильно цена подскочила, и это еще не предел». «А с чем связано?» «А ты будто не знаешь». Хмыкнул он и зачем-то понюхал сверток. «Подожди, сейчас весы принесу». «Я в самом деле не в курсе», — бросил ему в спину я, на что он только отмахнулся, мол, потерпи, сейчас все будет. Некоторое время он копался в тележке с товаром, откуда извлек электронные кухонные весы и калькулятор. Все это он не спеша выставил на прилавке и принялся развязывать узелок с сердцами. «Ну и...» — с нажимом произнес я.
Не расскажешь, что там в мире-то происходит?» «А ты не как с гор вчера спустился?» «Почти», — улыбнулся я. «По высоткам пришлось знатно полазать». «Ясно все. Сам-то откуда?» «С Кировской области, село Слободское». «Это каким же ветром тебя к нам занесло?» «Попутным». «В общем, дело такое», — поморщился Скорняк. «Людоеды снова нам войну объявили. И на этот раз все гораздо серьезнее». «Куда уж еще-то?» «О, поверь, эти твари теперь совсем иначе подготовлены. 3 года силы стягивали и вооружением запасались. На прошлой неделе чуть Костромскую крепость не взяли. А позавчера сразу на 3 города напали, да так жестко, что там до сих пор людей хоронят. У меня запас из 10 сердец за час расхватали по двойному тарифу. Так что вот такие дела». Вздохнул он и положил сверток на весы. «Да», — задумчиво буркнул я. «А с чего вдруг такие движения?» «Этого я не знаю», — покачал головой он. «Говорят, они какого-то человека ищут». «Не того ли брака, случайно?» «Не-е-е», уверенно отмахнулся он. «Там о ребенке речь, точнее, почти подростке». «Вот как?» — приподнял брови я. «А ты откуда знаешь?» «У меня есть серьезные покупатели, аж из самой девятки. Понял?» «И что, они тебе прям так об этом и рассказали?» «Я за что купил, за то и продаю». Скорняк посмотрел мне прямо в глаза. «А уж верить или нет, дело хозяйское. 1730 выходит. На кило и 154 грамма. Твой товар». «Хорошо», — кивнул я. Скорняк подхватил сердца, поманил к себе какого-то пацана, сунул ему сверток, и тот сразу же умчался. Все правильно, день обещает быть жарким, и сердца лучше сразу пустить в обработку, чтобы не пропали. Единственное, что мне показалось странным, так это то, что он их даже не проверил и не посмотрел. Нет, понятно, что на солнце их никто вскрывать не станет, но вот так слепо довериться первому встречному... «Не боишься, что я тебя обманул?» Все же решил проверить Скорняка я. «Слушай, твоя рожа на каждом столбе висит», — усмехнулся он. «Думаешь, я тебя не узнал?» «А при чем здесь это?» «При том, что на тебя людоеды охоту объявили, а значит, есть за что. А товар твой я по запаху сразу определил. От них, свежих, всегда в носу пощипывает». «Не замечал», — хмыкнул я. «В следующий раз проверишь. Кстати, о том самом браке», — хитро прищурился Скорняк. «За твою башку уже 1,5 центнера обещают. Так что я бы на твоем месте вот так открыто рожу не светил». 1,5? Это хорошо», — ощерился я. «Может, стоит дождаться, когда до 200 поднимут?» «Да тебя свои же быстрее грохнут». «Факт», — согласился я и подхватил с прилавка мешочек с серебряными прутками, которые при мне отсчитал Скорняк. «Ну, будь здоров! Нам бы таких, как ты, побольше, глядишь, уже нормально жить бы начали». «Сомневаюсь», — покачал головой я, убирая серебро в рюкзак. «Среди нас тоже выродков хватает». «Это точно». Я попрощался с разговорчивым торговцем и направился домой. По пути прикупил горячих пирожков у женщины, продающей их на выходе прямо из корзинки. Пока шел, не удержался и втрепал один буквально за 3 укуса. Едва поборол с искушением сожрать остальные. До того они оказались вкусные. В квартире царил полумрак, разгоняемый лишь керосиновой лампой. В печи потрескивали дрова, разгоняя влажную атмосферу. Степ уже нарезал сердца на порционные куски, а вот Полины не было. «А Поля где?» — спросил я, скинул рюкзак в угол и поставил на стол сушилку. «Ведра отнести пошла», — ответил приятель, рассматривая приобретение. «Фига себе, из нержавейки, советская еще. У моей бабушки такая была». «В то время такие у всех бабушек были», — добавил я и уселся в кресло. «А давно она ушла?» «Слушай, я за ней не слежу», — отмахнулся Степ и взглянул на часы. «Минут 15 примерно». «Ясно. Значит, в кабак пошла», — поморщился я. «Лишь бы без стука, не ввалилась». «Я ее уже предупредил, она с ведрами так войти собиралась. Хорошо я успел сердца накрыть. Ну что, погнали?» «Подождем, что процесс не прерывать». «Как скажешь», — пожал плечами Степ и вытянул из рюкзака лазерный термометр. «На газу сушить будем?» «Как обычно. С ним процесс более предсказуем. Эх, сейчас бы нашу электрическую вернуть». «А смысл? Отчего ее здесь запитывать?» «Тоже верно. Ладно, разогревай пока, 60 градусов крайняя температура». «Да я вообще-то в курсе», — скорчился Степ. «Сам подбирал». «Да где она ходит?»
«Не ори, на лучше пирожок схомячь». «Вот это дело!» Он ухватил угощение и тут же отхватил чуть ли не половину. «Фавивом!» «Выплюнь член, скажи нормально», — подколол его я. «Когда ты уже научишься, что с набитым ртом разговаривать неприлично?» «Иди в жопу!» — огрызнулся Степ. «Я такой вкуснятины лет 100 уже не ел. Где взял?» «На рынке. Надо будет завтра еще захватить. Кстати, у нас ведь планов больше никаких». «А что?» «Да я хотел на сутки в борделе запереться. Как с сердцами разберемся, сразу и свалю. Не хочу опять всю ночь ваши стоны слушать». «Смотри, на винт не намотай». «У нас скоро запас лекарства пополнится, так что похер!» Беззаботно отмахнулся он и затолкал остатки пирожка в рот. «А есть еще?» «Есть, но я тебе больше не дам, пока ты жрать нормально не научишься». В ответ Степ продемонстрировал мне средний палец, а я с ухмылкой протянул ему газетный сверток с пирожками. «Полине пару штук оставь». «Перебьется!» — буркнул приятель и снова отхватил сразу половину. «Бумаги смотрели?» «Так!» — покрутил пальцами в воздухе он. «Ничего такого. Контракты на поставку накладные. А, вот!» Он положил остатки пирожка на стол и, вытерев руки о штаны, подхватил одну бумажку, которая лежала в стороне от остальных. «Здесь название покупателя есть, но оно тоже ни о чем не говорит. Некий исследовательский центр радиологической медицины. Звучит вполне безобидно, но на этом все. Ни адреса, ни других понятных реквизитов. А счета ни о чем конкретно не говорят». «А у меня тоже новости есть, притом не менее странные». «Слухи?» «Типа того, но очень похоже на правду. Пока мы по деревням околачивались, выродки нам снова войну объявили». «Нам? Это кому?» «Человечеству. Позавчера сразу 3 крепости осадили. Чуть в ноль не разнесли, а на прошлой неделе Кострому пощипали так, что там до сих пор мертвецов хоронят». «С чего вдруг? Почему сейчас?» Степ задумчиво почесал подбородок и подхватил остатки пирожка. «Хрен их знает. Скорняк, которому я сердца скинул, сказал, что это из-за какого-то пацана». «Не того ли самого, которого мы из Елатьмы вместе с Морзе отпустили?» «Вот и я о том же подумал», — кивнул я. «И это еще не все. За наши головы ценник до 150 кило подняли». «А вот это хорошая новость», — ощерился приятель. «Я тоже так подумал, но есть опасность, что нас свои же сдадут». «А когда ее не было?» «Тоже верно. В общем, надо быть осторожней, по крайней мере, в крепостях. Говорят, моя рожа на каждом столбе висит». «А почему только твоя?» — обиженно скорчился Степ. «Я так-то тоже не пальцем делан». «Да мне-то почем знать? Может, и твоя тоже есть. Я сам лично этого не видел». «Дух, дух, дух!» — раздался грохот в дверь. «Эй, пустите меня!» — тут же подала голос Полина. «Ща!» — отозвался Степ и первым делом сунул в рот остатки пирожка, а только затем бросился к двери. «Сердца вначале прикрой!» — крикнул я. «Фофно!» — промямлил он с набитым ртом и схватился за одеяло. «Ну вы долго там!» — нетерпеливо рявкнула Полина. «У меня сейчас руки обварятся!» «Да сейчас я!» — ответил Степ и наконец опустил ручку, запуская подругу внутрь. Девушка тащила целую стопку пластиковых контейнеров, заполненных едой. Мы использовали их с той же целью, когда собирались в дорогу. Так яйца гарантированно оставались целыми, да и мясо не соприкасалось с одеждой. В общем, удобно и практично, а главное, много места не занимает. С нашей последней поездки их освободилось достаточно, вот Полина ими и воспользовалась, заказав еду на вынос. «Блин, чуть пальцы не ошпарило, горячее все», — доложила она. «В общем, на лет... Вы че, без меня тут жрете, что ли?» — возмутилась она, заметив сверток с пирожками. «Скорее аппетит нагуливаем», — ощерился Степ. «Так, что там у нас?» «Сердца», — напомнил я. «Давай сушилку загрузим, потом пожрем спокойно». «Да-да, заодно стул освободите», — буркнула девушка, подхватывая пирожок. «С чем хоть?» «Разные», — ответил Степ. «Есть с повидлом, есть с ливером». «Еще с капустой должны быть», — добавил я. «Чай поставить?» — поинтересовалась Полина. «Если только на печь», — ответил я. «Плиту мы сейчас займем». Мы быстро насадили порезанные на порционные куска сердца на спицы и загрузили 3 яруса сушилки. Нижние оставили пустым, чтобы, не дай бог, не перегреть ценный продукт. Затем Степ зажег конфорку на походной плите и отрегулировал пламя, убавив подачу на самый минимум. Выдрузил поверх сушилку и, выждав пару минут, проверил температуру на 2-м ярусе при помощи лазерного термометра. «Че там?» — спросил я. «Маловато пока. Чуть выше 30. «Подожди, не прибавляй, пусть как следует прогреется», — посоветовал я. «Да знаю я. Чего ты меня учишь? Я уже 100 раз так делал». «Замерь еще раз». 43. Ну вот, растет же.
А на верхнем как?» 32. Похоже, переставлять придется». «Ничего страшного, главное температуру не превысить, а то все пропадет». «И долго они так сохнуть будут?» — спросила Полина. «По-разному», — пожал плечами Степ. «Часов 10 в среднем, но бывает и дольше. От окружающей температуры и влажности сильно зависит». Приятель снова замерил температуру. 49. Вроде остановилась пока». «Ладно, тогда жрем», — разрешил я. «Пусть пока подвялятся». Мы довольно плотно позавтракали, хотя в нашем случае это был скорее ужин. Затем еще немного похлопотали возле сердец, и когда убедились, что температура стабильно держится в районе 55 градусов на втором ярусе и около 40 на четвертом, распределили смены. Степ взял первые 4 часа, чтобы потом свинтить от нас к шлюхам, а мы должны были следить за сушкой уже до самого финала. Кстати, я проверил способ скорняка и понюхал сердца. Может, потому что их уже помыли и порезали, но я никакого пощипывания не почувствовал. Полина завалилась спать, сославшись, что ее смена будет последней, и запретила себя кантовать. А мы со Степом принялись перебирать бумаги, пытаясь хоть как-то скоротать время. Ну и получить ответы нам, естественно, тоже хотелось. Однако никакой полезной информации пока на глаза не попадалось. Все тот же исследовательский центр с завидной регулярностью запрашивал у Росатома радиоактивные элементы. Их количество тоже постоянно менялось, как и сами названия. Некоторые были мне совершенно незнакомы. А уж понять область их применения и вовсе было мне не дано. Я и первый-то узнал только потому, что слышал о них поверхностно, когда мать проходила лучевую терапию. Но как и на что они влияют, я не знал. Например, чаще всего мелькала сера-35С и фосфор-32П. О таких я вообще слышал впервые и даже не полагал, что они могут быть радиоактивны. И именно эти элементы заказывались какой-то лабораторией, не имеющей названия. Мелькали только юридический адрес и словосочетание «лаборатория номер 53». Хотя, возможно, это и было ее настоящим названием. Из всей этой документации невозможно понять ни того, над чем она работала, ни тем более ее местонахождение. Вот только выродки почему-то очень сильно ей интересовались, и что-то мне подсказывает, без помощи компетентных людей мы здесь вряд ли разберемся самостоятельно. Пожалуй, в момент связи с Макаром нужно доложить о нашей находке. Что-то все это значит. Не стали бы измененные отправлять отряд за бесполезными бумажками. Не печку же они ими топить собирались. А еще у меня такое странное чувство, что все это дерьмо как-то связано с тем парнем, которого должен сопровождать Морзе. Слишком уж близко друг к другу находятся эти события. Атаки на крепости в поисках пацана, внезапный обыск конторы Росатома. Зуб даю. Все это как-то связано. Эх, была бы связь с Коляном, он бы сейчас быстро отыскал нужную информацию. И по пацану, и по элементам. Может, и о лаборатории каких-нибудь слухов нарыл бы. Жалко, что телефон с его записью канул в небытие, пока мы торчали в плену у Лысого. Среди наших вещей я его так и не нашел, как и среди трупов. Возможно, где-то в лесу выронил, пока мы бегали туда-сюда в попытке найти выход из бедовой ситуации. У меня ведь даже фотографии его не осталось. Глава 11. Выходной. Прошло 3 часа. Полина вовсю сопела, развалившись прямо на койке Степа. Я несколько раз замерял температуру и дважды переставлял секции, чтобы сушка проходила равномерно. В общем и целом все шло хорошо, вот только я весь измаялся от безделья. За это время я просмотрел все бумаги и даже рассортировал их по покупателям. Совместил контракты с накладными и прикинул, какая контора чаще всего обращалась в Росатом. И нисколько не удивился, когда ей оказалась та самая загадочная лаборатория номер 53. Все, никаких других данных у меня больше не было. Единственная идея, которая закралась мне в башку, так это смотаться по юридическому адресу и посмотреть, что там на самом деле находится. Ну а что, ехать не так далеко. Всего каких-то 300 с небольшим километров. Другой разговор, что адрес этот находится в Москве, и это единственный город, который люди в здравом уме стараются обходить стороной. Выродки со всей страны стягивались туда годами, и сейчас столица ими натурально кишит. Любой неосторожный звук, и вся эта кодла набросится на нас. Можно, конечно, попытаться обойтись без стрельбы и вывести это дело исключительно на осторожности, но это тоже такое себе. Можно просчитать операцию таким образом, чтобы у нас в запасе был полный световой день.
К тому же он сейчас идет на прибыль, но пока все еще уступает ночи. Впрочем, не суть. За 10 часов можно без особой спешки добраться до адреса, и даже на обыск время останется. Нужно лишь придумать, где заночевать. Желательно так, чтобы там было относительно безопасно, ну и в шаговой доступности. И вот здесь кроется очередная проблема. Любой другой город страны имеет в округе глухие деревеньки, но Москва утыкана так, что практически вся область — сплошная застройка. В общем, самый ближний свет — радиус километров 50, если не больше. А это время, это дорога, в которой может случиться все, что угодно. Короче, это дело вот так с наскока не решить. Тут нужно крепко подумать и все тщательно спланировать. Я собрал последний пистолет, который вычистил практически до состояния нового. Даже спусковой механизм разобрал и смазал. Поднялся из-за стола, снова проверил температуру в сушилке, которая не менялась от часа к часу. Потрогал кусочки сердец и удовлетворенно крякнул. Все шло хорошо. Они уже как следует подвялились и начали подсыхать. Кончики у некоторых затвердели. Впереди еще часов 6 полного покоя, и нужно чем-то себя занять. Вот только дел больше нет. Разве что, если все пойдет по плану и Макар найдет нам людей, в ближайшем будущем предстоит хорошая драка, и нам нужно к ней подготовиться. Пока есть серебро и время, можно собрать еще пару гранат с серебряной картечью. Дорого, зато очень эффективно. Вот только в этом месте очередной клин. У меня нет ни гранат, ни картечи. Все это нужно купить, а у нас сердца в сушке. Я покосился на спящую девушку и, присев на край кровати, потормошил ее за плечо. «Полин!» — позвал ее я. «Поля, просыпайся!» Донеслось в ответ. «Поль!» Добавив настойчивости, я увеличил интенсивность тряски. «Просыпайся давай!» Фух. Шумом выдохнула она и посмотрела на меня одним глазом. «Если тебе сильно не втерпешь, можешь трахнуть меня так». Девушка повернулась боком и слегка выпятила зад. «Фу, мерзость какая!» — поморщился я. «За сердцами последи часик, мне отойти нужно». «Что значит мерзость?» — пробубнила она в подушку. «Я же живая, просто сплю». «Ты слышала, что я сказал?» «Зануда», — фыркнула она, но все же поднялась. «Ты в курсе, что я тебя ненавижу?» «Это я как-нибудь переживу», — усмехнулся я и поцеловал девушку в нос. «Фу», — поморщилась она и смешно потерла его ладонью. «Обслюнявил. Вали уже и давай пошустрее там, я спать хочу». «Ночью-то что делать будешь?» «На тебе скакать», — совершенно серьезно заявила она. «И заметь, мне будет без разницы, спишь ты там или где. Все, иди. Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Следи за температурой и примерно через полчаса переставь секции. И да, прикрой их чем-нибудь, когда я выходить буду, чтоб солнцем не прихватило». «Ну ты встаешь, нет?» «Ох, если бы ты только знал, как мне сейчас хочется тебя ударить!» Тяжело вздохнула она, но все же поднялась с постели и, придерживая в руках одеяло, прикрыла им сушилку от света. «Вали!» Я максимально быстро выскочил за дверь и тут же прикрыл створку за собой. «И пивка мне захвати!» — донеслось из-за двери. «Хорошо!» — ответил я. День был в самом разгаре. Солнце уже не просто пригревало, а натурально жарило. Если так дальше пойдет, то скоро можно будет купаться. Но, как правило, природа в итоге свое возьмет, и за жарким апрелем может прийти очень холодный, дождливый май. Помнится, как-то было такое лето, когда мы в июле в зимних куртках сидели. На улице было градусов 8, и ветер такой, что пронизывал до самых костей. Но сейчас даже год не вспомню. Да и вся та прошлая жизнь уже кажется какой-то нереальной, словно все это происходило не со мной или во сне. Я снова свернул на рынок и прошел мимо продуктовых рядов прямой наводкой к оружейникам. Можно было сунуться и в магазин, но рынок все-таки чуточку дешевле. А мы сейчас не в том положении, чтобы тратить серебро не считая. Впрочем, все равно живем побогаче многих. Вот такая ирония из среднего класса к зажиточным гражданам. Хотя я и раньше на благосостояние не жаловался. Нам хватало, притом очень хорошо. На цены в магазинах я очень редко обращал внимание, просто покупал то, что хотелось. Да, икру ложками мы не жрали, но могли позволить себе много того, на что все остальные смотрели только в день зарплаты. О, я замер у лотка. Гранаты в какую цену?
«По 150 отдам», — ответил торгаш. «Дурак совсем», — выпучил глаза я. «Там в магазине за углом по 120 торгуют». «Так у них старье со складов РВСН, а у меня новенькие, прямо с завода». «Ну да, они же гниют, если полежат чуть дольше», — усмехнулся я. «Стоп, а с какого завода?» «Из Тагила, откуда еще?» «Там что, снова производство запустили?» «Здрасте», — саркастическим тоном произнес продавец. «Уже года 1,5 как пашет. Там вокруг такую крепость возвели, дай бог каждому». «Ясно». Я почесал макушку. «Но это все равно дорого. По сотке бы взял, штук 5. «Не, у них только закупка 100, — покачал головой он. «Да и нет у меня столько, вот, 3 штуки осталось». «А картечь серебряная есть?» «Я что, на миллионера похож?» — усмехнулся мужик. «Да и кто в здравом уме станет серебром на рынке торговать? Утащат ведь». «Ладно, спасибо. О, слушай, а ты не в курсе, здесь содой кто-нибудь торгует?» «Это вон там, у белорусов, в продуктах посмотри. Соль точно есть, может и сода будет». «Ладно, давай свои 3 гранаты, только по 130. «Не, 150. Этот товар и без скидок быстро разбирают». «Жлоб». Поморщился я и протянул ему 4 полных пучка с серебряными пруточками. А из следующего вытянул 5 штук, которые вернул обратно в мешочек. «На, держи крохобор». Бросил гранаты в пустой рюкзак, а запалы сунул в карман и отправился к белорусам за содой. Пачка стоила всего 5 грамм, которые я заплатил, даже не торгуясь. На вид она была старой, видимо, где-то на складах нашли. Но это такой продукт, который раньше-то нахрен никому не был нужен. Помню, даже шутка такая ходила, что пачка соды может передаваться по наследству аж в 3 поколениях. А лично у нас дома она тоже была. И покупалась еще мамой. А мы с братом к ней так ни разу и не притронулись. Вывернув с рынка, я направился в магазин за картечью. У лоточников этого товара так и не нашлось. Да и не сказать, что он пользовался особым спросом. Нет смысла платить за серебро серебром, только вдвое дороже. Просто потому, что кто-то соизволил отлить и накатать дробин. Другое дело — готовые патроны. А картечь многие делали сами, чтобы не тратиться попусту. Мне же этим заниматься было негде, да и возиться лень. За банку весом чуть больше килограмма пришлось вывалить 2000 серебром. На всякий случай я еще прикупил 2 больших тюбика суперклея. Просто не уверен, что у Степа что-то осталось. Но даже если есть, то пусть этот лежит в запасе, лишним точно не будет. Ну все, теперь можно возвращаться и браться за дело. Прежде чем войти, я постучался и дождался крика. «Войдите!» Едва я прикрыл за собой дверь, Полина снова плюхнулась в кровать, обняв ногами одеяло. На всякий случай я проверил температуру и, убедившись, что она все так же неизменно находится на отметке 54 градуса, скинул рюкзак и принялся выкладывать покупки. «А пиво где?» — выпучила глаза девушка. «Блин!» — поморщился я. «Забыл. Да и за каким хреном оно тебе, если ты спать собираешься?» «С тобой поспишь», — буркнула она. «Че купил?» «Гранаты и картечь. Сейчас сюрпризы делать буду». «Ясно. Помочь?» «Не, сам справлюсь. Лучше за пивом сгоняй». «Да сейчас, ага. Бегу, аж волосы назад», — огрызнулась она. «Это тебе поручено было, ты и беги, а у меня выходной». «Тогда спи», — буркнул я и разложил на столе запалы. С ними предстояло не меньше возни, чем с обклеиванием корпуса серебром. Тем более, что запасные взять негде, отдельно мне их никто не продаст. Но для меня это занятие вполне привычное. Главное — не ошибиться. Аккуратно ножом я счистил защитный лак с резьбового соединения и выкрутил пиротехнический заряд из устройства. Затем, покопавшись в рюкзаке Степа, выудил набор надфилей и, отмерив 13 мм от герметизирующего кольца, принялся подпиливать цилиндрик по кругу. Через какое-то время обломал кончик и взялся за следующий инструмент. Обычное сверло, которое зажато в цангу для удобства. Им я принялся высверливать замедлительный состав. Сверло уже было подточено по длине так, чтобы не достать до капсуля. Даже если немного состава останется, не критично. Задержка срабатывания будет всего доли секунды, и отреагировать на взрыв никто не успеет. Полина внимательно наблюдала за моими действиями, никак их не комментируя, а я спокойно, друг за другом, перебрал все запалы, убрав задержку. Теперь осталась самая кропотливая работа, но я все равно никуда не спешил.
Вначале убрал мусор, который остался после переделки УЗГРМ, и принялся за дело. Теперь в ход пошел пинцет и крохотный совочек, сделанный из бумаги. Последним я дозировал соду. Капнув суперклея на корпус, я окунул в него картечину, затем присыпал каплю соды и снова прижал серебряный шарик. Подождал несколько секунд, убедился, что он надежно приклеен, и снова взялся за тюбик. Время полетело быстрее. Зависнув за работой, я не забывал проверять сушилку. Все шло как по маслу. Еще 2 часа пролетели как пара минут, но зато с пользой для дела. Одна граната была готова, и я аккуратно завернул ее в тряпицу и убрал в рюкзак. Прежде чем браться за вторую, переместил секции на сушилке, проверил, насколько хорошо подсохло сердце, и вернулся к работе. Полина снова уснула. Похоже, ночью мне от нее действительно достанется. Да я и не против. Капля клея, картечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Так, стоп, а сколько сейчас времени? Я бросил взгляд на часы и спокойно продолжил лепить серебро на корпус гранаты. До сеанса связи еще 3 часа. Как раз успею собрать вторую, а как вернусь, займусь последней. Не факт, что они пригодятся в бою с выродками, но пусть будут. Вдруг в Москве в засаду угодим. Или придется отряд с хвоста сбросить. В прошлый раз одна такая игрушка сильно нас выручила. Дорого, конечно, получается, но жизнь важнее. Капля клея, картечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Интересно, а где нам назначат встречу? Сколько вообще выродков явится по нашей душе? Я думаю, особей 20 точно пригонят. И, скорее всего, там будут матерые спецы. Даже не читать тем, что прижали нас в городе прошлой ночью. Фу, хватит ли нам 5 человек в подмоге? И как вообще все обстряпать? Вряд ли выродки поверят тому, что мы совершенно беззащитны и нас нужно просто забрать, перегрузив из одного багажника в другой. Наверняка они как-то подстрахуются. А что, если они вообще не захотят платить? Ну, как вариант. Чем плохо просто завалить тех, кто доставил груз, и уехать? И вообще, кто-нибудь проворачивал подобные сделки с измененными? Просто интересно, привозят ли они серебро с собой сразу или называют какое-то место, где оно дожидается продавцов? Все-таки речь идет о 1,5 центнерах. И как оно будет выглядеть? В смысле, в слитках? В изделиях типа лома? Или так же, как у нас, в готовых пруточках с делениями по грамму? Капля клея, картечь, сода, прижать, повторить процесс в том же порядке. Хорошо, допустим, мы приехали на место встречи. Что дальше? Вот лежим мы со Степом связанные или в наручниках. Напротив стоит толпа выродков, рыл эдак в 20. Как нам выкручиваться? Лобовая атака в этой ситуации попросту захлебнется. Первый же выстрел спровоцирует такой шквал огня, что мы там все ляжем. Да и место встречи могут назначить так, что мы приедем туда уже ко времени, и нам не оставят шанса на подготовку. Черт, слишком много переменных, а так не пойдет. Ладно, о Полине в заказе ни слова. Она с нами недавно, и о ее приключениях слухи еще не пошли. Значит, мы сможем ее использовать как снайпера. Второй стрелок должен быть в команде наемников. Итого в качестве штурмовиков остается 6, включая нас со Степом. Что если нам вначале перебраться к покупателям, то есть дождаться, пока нас перенесут в другую машину? Допустим. Капля клея, картечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Нет, все равно какая-то херня получается. Даже если мы начнем действовать изнутри, тогда какой смысл в снайперском прикрытии и других бойцах? Они ведь не смогут стрелять, хотя бы потому, что заденут нас. И с серебром как-то неясно. Выяснить бы у кого-нибудь, проводились ли подобные сделки. Как там все это выглядело? Фу, повторяюсь. Надо отвлечься, подумать о чем-нибудь другом. Капля клея, картечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Я сидел в комнате связи, ковыряя клей, налипший на пальцы, и ожидал, когда же наконец услышу голос Макара. А заодно хоть какие-то хорошие новости. Он опаздывал уже на 10 минут, заставляя нервничать не только меня, но и связиста, у которого весь день был расписан по минутам. За дверью толпился народ, который тоже пришел к назначенному часу, и всех их тормозил я. Да, Ксива творит чудеса и дает неплохие привилегии, особенно в крепости, которая живет по военному распорядку. «Кремль! Базе! Ответьте!»
Наконец прозвучал долгожданный вызов. «Кремль на связи!» — бросил в гарнитуру я. «Макар, ты?» «Я, Брак, я!» — ответил товарищ. «Извини за задержку, но у нас здесь бардак». «Выродки?» «Еще какие! Вчера ночью сразу 3 крепости осадили, как и позавчера. Не успеваем с поставками, боеприпасы утекают, как вода. Да и серебро, сам понимаешь, не бесконечно. Его бы из оборота вывести, сразу дышать легче станет». «Мечтай», — усмехнулся я. «Его теперь тоннами под матрасы складывать будут». «О том и речь. Ладно, что касаемо нашего дела. Кое-каких парней я тебе нашел, гарантий дать не могу. Так что ты сам с ними пообщайся. Если все нормально будет, то они должны на днях в Нижний прилететь». «Что за парни?» «Да хрен знает. Я лично с ними дел не имел. Чисто по рекомендации на них вышел. Бывшие ОМОНовцы 6 человек. Они таким составом с самых первых дней, так что выживать точно умеют». «Это уже радует. А как у них с жабой?» «Этого я тебе не скажу. Но, думаю, пацаны честные. В наемниках уже 2 года, и если бы клиентов кидали, вряд ли остались бы при деле. Короче, Брак, сам на них посмотришь и решишь, но я тебе так скажу. С народом сейчас большие проблемы. Измененные, похоже, решили взяться за нас всерьез. Пока их действия больше походят на прощупывание обороны, но все может измениться в считанные дни. Мы ожидаем 2-ю волну». «А бьют как? В смысле, одни и те же крепости пробивают? Система в их действии есть?» «Я тебе что, генерал какой? Мое дело за складом присматривать, чтобы дебет с кредитом сводить. Но, судя по разговорам, действуют они бессистемно, хотя все удары в районе ЦФО. Похоже, что отряды идут из столицы». «Ясно», — буркнул я и покосился на связиста. «Слушай, братан, дай нам наедине побазарить». «Хорошо, только недолго», — кивнул он. «У вас максимум 3 минуты еще». «Уложусь», — ответил я и дождался, пока он выйдет. «Макар, слышишь?» «Да, я здесь». «Просьба к тебе еще одна. Ты можешь как-то с лайнером измененных связаться?» «Не уверен». «Очень нужно. Только по-тихому, не через официальные запросы». «Что-то случилось?» «Да не то чтобы. Короче, мы вчера на отряд наткнулись. Они из местного филиала Росатома кое-какие бумаги выносили». «Что за бумаги?» «Накладные разные, контракты. Все как-то связаны с медициной. Но меня очень заинтересовали 2 объекта. У них ни адресов, ни конкретных названий. Первый — исследовательская лаборатория радиационной медицины или радиологической, точно не помню. И второй — лаборатория номер 53. Вот по второй хотелось бы получить побольше информации, кто они, чем занимались и так далее. Если первые заказывали элементы, которые применяются в лечении онкологии, то вторые вообще какие-то мутные. Там в заявках сера и фосфор». «Хорошо, попробую выяснить. Только я не понял, при чем здесь 2-я база?» «Там брат мой, я же тебе говорил, зовут Николай Барков. Он там хакер местный. В общем, он мне весточку передал, в которой говорил, что какие-то данные систематизирует. Может, он сумеет что-то нарыть? Ну и привет от меня передавай. Скажи ему, что я жив, здоров и послание от него получил. Мне это надо, Макар». «Я тебя услышал», — ответил кладовщик. «Постараюсь что-нибудь сделать, но не обещаю, что получится. Их охраняют покруче, чем нас. Там секретность высшего уровня вообще. Ну, варианты есть». «Я в тебе не сомневался. Ладно, все, отбой. А то меня здесь сожрут скоро». Выдохнул я, услышав настойчивый стук в дверь. Я отключил связь, вытянул флешку с кодами шифрования и, сбросив гарнитуру, подался на выход. «Вы как в сортир по утрам ломитесь», — буркнул я, протискиваясь через народ. «А ты чё связь занял? У нас у всех тут дела есть!» — получил в спину я. Но ввязываться в перепалку не стал и поспешил на улицу. Выбрался, закурил, постоял немного и отправился домой. Нужно досушить сердца и доделать гранату. Ах да, пиво. Я замер, осмотрелся и свернул к ближайшему кабаку. Затем хлопнул себя ладонью по лбу и развернулся к северным воротам. Не в кармане же мне пиво тащить, нужно его куда-то налить. А все емкости остались в багажнике. Солнце уже клонилось к горизонту, но до опасного времени суток было еще далеко. Я миновал храм, возле которого толпились люди в ожидании службы, и свернул к нему, чтобы выбросить в урну окурок. Кстати, запас табака тоже надо пополнить. В последнее время он улетает втрое быстрее из-за курящей Полины. Добравшись до машины, я открыл багажник и выудил из него пустую баклажку из-под воды.
Думаю, 5 литров нам на вечер хватит. Эх, надо было на рынке рыбки вяленой прихватить. Что-то я совсем расслабился. Что поделать? Первый выходной за долгое время. Да и тот полноценный только у Степа и Полины. Нет, я бы тоже мог весь день проваляться, только не могу я вот так, без дела. Тошно становится. И чует моя 5-я точка, еще пара дней полного безделья нам точно предстоит. Хрен знает этих ОМОНовцев, когда они соизволят приехать. Но тот факт, что парни уже подготовлены, радует. Надеюсь, они заодно подскажут, как нам вообще организовать этот гоп-стоп с измененными. Глава 12. Встреча. Степ, как и обещал, вернулся лишь к рассвету следующего дня. Он бесцеремонно ворвался в нашу комнату и набросился на меня с расспросами. «Рота, подъем!» — рявкнул приятель, чем нас и разбудил. «Ну ёпт, ты хоть срам прикрой!» «А ты что, стесняешься?» — сонным голосом произнесла Полина и выпорхнула из постели. Она подняла трусики и принялась одеваться. Степ даже дар речи потерял, уставившись на ее обнаженное тело. «Твою мать!» — пробормотал он. «Надеюсь, у нас на сегодня дел нет?» «Тебя стучаться не учили?» Наконец разлепил губы я и потянулся за самокрутками. «Ой, да что я там не видел?» — отмахнулся он. «Ну, чё у нас? Какие дела-то?» «Никаких», — ответил я и прикурил. Макар нашел людей, отряд на 6 рыл, бывшие ОМОНовцы. Вся группа выживает с первых дней, как по мне, это лучший показатель». «Огонь!» — хищно оскалился он. «Когда будут?» «Хрен знает», — пожал плечами я. «Дня 2-3 примерно. Может, сегодня к вечеру приедут. Поль, сделаешь кофейку?» «Угу», — кивнула она и толкнула Степа локтем в бок. «Свали с дороги». «Фу, как грубо!» — поморщился приятель. «Пфух!» — фыркнула девушка и продефилировала мимо него в одном нижнем белье. «Сердца досушили?» «Да нормально», — ответил я. «Часть убрал, часть разделил. Можешь свою долю забрать». «Ага, чтобы ее в борделе стянули. Не, пусть пока здесь полежит. Слушай, у нас серебришка осталось. Я смотрю, ты гранат опять налепил. Тебе сколько надо?» «Сотки до вечера хватит. Потом еще возьму, если что». «Ты там в оргии, что ли, ударился?» Выпучил глаза я. «Ну а че, только тебе можно развлекаться», — ощерился Степ. «Да там еще 1500 осталось. Но такими темпами мы все за 3 дня спустим». «Еще заработаем», — отмахнулся он. «У нас скоро 100 кусков будет». «Или 9 трупов», — заметил я, стряхивая пепел. «Я понятия не имею, как нам все это провернуть. Всю голову уже сломал». «Просто ты меня не слушаешь», — донеслось из соседней комнаты. «Нужно меня с собой брать, а не этого придурка». «Эй, а вот это было обидно!» — возмутился Степ. «Я любя, ты же знаешь». Смягчилась Полина и, впорхнув в нашу спальню, на ходу чмокнула приятеля в щеку. «Я владею навыком быстрой стрельбы по нескольким целям. У меня рекорд области — 6 целей за 1,5 секунды. А вы можете таким похвастаться?» «Да это нереально!» — криво ухмыльнулся напарник. «Спорим?» — уставилась на него Полина. «На пендель». «Ну нафиг!» — отмахнулся он. «А в наручниках сможешь это повторить?» Я внимательно посмотрел на подругу. «Думаю, да». Она пожала плечами. «Мы ведь можем попробовать. Выйдем за периметр, выставим цели и...» «Я понял», — кивнул я. «Меня научишь?» «За 2 дня?» «Ну, мне ведь не обязательно рекорд области ставить», — усмехнулся я. «Достаточно в 2 секунды уложиться». «Хорошо», — согласилась она и поставила на тумбочку бокал с кофе. Сама уселась на меня верхом и отобрала самокрутку. Пару раз затянулась и вставила ее обратно мне в губы, а затем плюхнулась рядом и уставилась на Степа. «У тебя все?» «В общем, да», — ответил он. «Если что, вы знаете, где меня искать. И да, я 100 возьму». «Фига себе, у них тут расценки», — округлила глаза Полина. «Это за 3!» — бросил из соседней комнаты приятель. «А ты не сдохнешь, деточка?» — уколола его она. «Не завидуй!» — вернул ей Степ. «У тебя старый конь есть, вот на нем и прыгай!» Через секунду хлопнула дверь, и мы остались вдвоем. «Пожалуй, я воспользуюсь советом». Хитро прищурилась она и, забрав у меня окурок, затушила его в пепельнице. А затем впилась в мои губы долгим поцелуем. А через мгновение принялась тереться о мою ногу горячей промежностью, оставляя на бедре влажный след. И когда только успела трусики скинуть. Дважды просить меня не пришлось. Я уже был готов к бою и рывком перевернул девушку на спину.
Она задорно взвизгнула, а я начал осыпать ее тело поцелуями, постепенно спускаясь все ниже. Чуть дольше задержался внизу живота, буквально на грани фола. Полина застонала и выгнулась, пытаясь подставить под мои губы свой бутон, но я специально скользнул к внутренней стороне бедра. Подразнил немного, а затем впился ей между ног, заставляя затрястись всем телом. Когда мы выбрались из номера, время уже подходило к обеду. Жрать хотелось так, что я не мог думать ни о чем другом. В кабаке было пусто, и, судя по неспешным движениям персонала, они только что открылись. На некоторых столах еще лежали перевернутые стулья, а в помещении витали запахи застарелого табачного дыма. Он въелся в стены настолько, что не выветрится и за 100 лет. Еще бы, ведь здесь каждый вечер дым стоит такой, что хоть топор вешай. «Уважаемый!» — окликнул я одного из работников со шваброй в руках. «Вы открыты или нам попозже зайти?» «Это смотря чего хотите», — неопределенно ответил он. «Пожрать бы чего», — вместо меня ответила Полина. «Ну, на завтрак вы уже опоздали, а обед еще не начался», — пожал плечами он. «Могу предложить только яичницу со шкварками». «Со шкварками?» — задумчиво переспросил я. «А хлеб найдется?» «Только вчерашний, сегодня пекарня не работает. Распродавать не успеваем». «Зажрались», — хмыкнула Полина. «И не говорите», — вздохнул человек. «Да вы проходите, садитесь где удобно. Я сейчас зал домой и все вам принесу». «Спасибо». Поблагодарил я и выбрал столик в углу, расположенный таким образом, чтобы просматривался весь зал и вход в том числе. Такие места редко бывают свободными, так что грех не воспользоваться. Мужик неспешно и очень тщательно домыл пол и скрылся за дверью, которая находилась у барной стойки. В зал тут же ворвались умопомрачительные ароматы готовящейся еды. До обеда оставался еще час, так что повар точно все успевает. Но для ранних посетителей пока ничего нет. Думаю, основной контингент этого заведения приезжие. Местные точно не станут ходить по барам и тратить свои кровные. Разве что под выходные, раз в месяц, чтобы побаловать себя и ощутить хоть какие-то признаки прошлой жизни. Военные питаются в столовой, как и другие административные служащие. Там налажено централизованное питание, оплату за которое удерживают из жалования. Там же они и завтракают, а те, кто сегодня явился в крепость, стараются пораньше занять хлебные места на рынке и, как правило, жуют на ходу. Но уже к вечеру многие из них набиваются сюда, чтобы отдохнуть и отметить удачный день. Поэтому кабак и открывается только к обеду. «Вот, держите». Мужчина поставил на стол 2 чугунных сковородки, в которых все еще продолжала шкварчать яичница на сале. Я лишь кивнул в ответ, потому как побоялся открывать рот, чтобы не залить скатерть слюнями. Схватив вилку и краюху хлеба, я набросился на еду. Дул обжигался, но остановиться не мог. Смолотил жаровню за считанные минуты и с нескрываемой завистью покосился на блюдо Полины. «Угощайся». Девушка подвинула сковородку на середину стола. «Это ты зря!» — хищно оскалился я и без зазрения совести принялся поглощать ее порцию. Самое вкусное здесь — жирок, который впитывался в хлеб словно в губку, делая его сладким, тающим во рту. Как итог, я налопался до отвала, пришлось даже слегка ремень на брюках ослабить. Дел сегодня больше не предвиделось, и я заказал нам по кружке пива. Так сказать, в качестве десерта. Выложил на стол портсигар с самокрутками, достал одну и с удовольствием закурил. Полина тоже засмолила, сыто откинувшись на спинку стула. Пока мы ели, в кабак вошли еще 3. Судя по виду, типичные торговцы, да и разговоры их были только о серебре и какой-то удачной сделке. Похоже, они взяли что-то оптом с железной дороги и теперь собирались в турне по реке. Я не особо вникал. Мысли текли неспешно, а глаза слипались. Полина сдержала свое обещание и скакала на мне почти всю ночь. Еще и утренний марафон добавила, словно хотела натрахаться на месяц вперед. Может, эти самые дни у нее на подходе. Перед ними она всегда становится особенно голодной до секса. «О чем думаешь?» — спросила она. «Да так», — вяло отмахнулся я. «Ни о чем таком. Всякие глупости в голову лезут. Вот смотрю, как быстро мы привыкли к оружию». Я кивнул на торговцев. «Сейчас уже жрать начнут, а автомат из себя так и не сняли». «Ты сам такой же сидишь», — усмехнулась девушка. «Я как раз об этом», — вздохнул я и затушил окурок. «Ладно, сейчас пивка бахнем и пойдем тренироваться. Покажешь мне эту твою технику».
Едва я закончил фразу, как дверь распахнулась, и внутрь ввалились 6 человек. Я сразу понял, что это наша будущая подмога. Одеты обычно, без выпендрежа. Но то, как они держали оружие, выдавало в них профессионалов. Чувствовалась эдакая легкая небрежность. Двигались уверенно, но неважно, скорее как-то спокойно. При входе осмотрели весь зал и рассредоточились, опять же, ненавязчиво, больше в силу привычки. 2 остались у дверей, 2 заняли место за столиком, предварительно покосившись на нас с Полиной. Похоже, они тоже предпочли бы это место, но, увы, кто успел, того и тапки. Оставшиеся 2 направились к барной стойке и принялись о чем-то общаться с барменом. Разговора я не слышал, лишь тихое бормотание. Но итог беседы вскоре стал понятен, потому как они отвалились от стойки и двинулись прямо к нам. Я до последнего молча наблюдал за ними, и лишь когда они приблизились на расстояние приветствия, кивнул на свободные стулья. «Так понимаю, вы от Макара?» — спросил я. «Приятно иметь дело с умным человеком», — кивнул один из них и присел за стол. И снова сделал это таким образом, что мог подняться в любое мгновение и открыть огонь. Он даже оружие оставил на груди, положив на него руки, а не сместил за спину, как это сделали торговцы. Второй остался стоять, всем своим видом показывая, что просто охраняет босса. «Сугроб», — представился командир. «Брак». Я протянул руку и кивнул на подругу. «А это Полина». «Наслышан», — усмехнулся Сугроб, даже не посмотрев на нашу красавицу. «Интересное погоняло», — хмыкнул я. «Никогда такой не слышал». «Ну, у тебя, знаешь ли, тоже не совсем обычное». Вернул мне шпильку он. «Это от фамилии пошло, Снегов я». «А я Барков». Мы вежливо улыбнулись друг другу, продолжая оценивающе осматривать. «Мне сказали, у тебя напарник, а не напарница». «Загулял?» — развел руками я. «Мы вас так скоро не ждали». «Ясно». Снегов слегка поморщился. «Надеюсь, к работе у него отношения посерьезнее». «Говорю же, мы вас так скоро не ждали», — с нажимом повторил я. «О цене услуги Макар вам сказал?» «Да, по 3000 на брата», — кивнул он. «И 2 ему как посреднику. Так в чем суть работы?» «Раз уж ты обо мне наслышан, тогда наверняка знаешь, что за мою башку предлагают кругленькую сумму. Вот я и собираюсь ее забрать, раз измененные так расщедрились». «Ха!» — хохотнул Сугроб, а затем расхохотался во весь голос. «Ха-ха-ха! Ну ты в натуре зверюга!» Второй, что остался стоять, тоже ощерился. Даже мы с Полиной не смогли сдержать улыбки. Очень уж задорно ржал командир ОМОНа. «Фух!» — выдохнул он, отсмеявшись. «Я за! Какой план?» «Вот в этом месте у нас небольшая засада». Поморщился я, и Снегов мгновенно сделался серьезным. «Пока у нас слишком много неизвестных. Но в целом вы привозите нас в наручниках на место обмена и отпускаете. Часть группы оставляем в засаде, ну а дальше по обстоятельствам». «Говно не план!» Тут же отмел его в мусорницу Сугроб. «Здесь мы башкой рискуем». «А я и не говорил, что будет просто», — пожал плечами я. «Что за место? Сколько выродков будет с другой стороны? В каком виде серебро? С собой они его привезут или оставят в укромном месте до конца обмена?» «Не знаю», — усмехнулся я. «И не узнаем, пока не начнем работать. Думаю, все условия можно обговорить и привести к наиболее удобному для нас знаменателю. Уверен, что ради меня они будут готовы пойти на уступки». «Ладно, работаем», — кивнул Сугроб. «Ты мне нравишься». «Прости, братан, но мое сердце уже занято». Я положил свою ладонь на руку Полине. Сугроб снова расхохотался. В общем, мне он тоже понравился. Нормальный мужик, без гнильцы. Ведет себя естественно, не пытается юлить. Все открыто и честно. По крайней мере, у меня сложилось именно такое первое впечатление. Мы еще немного потрепались, в основном на отстраненные темы, и разошлись. Встречу назначили на вечер, где и собирались обсудить детали плана, который накидаем каждый со своей стороны. Что-то да должно из этого выйти. Полина по большей части молчала, наблюдая за нашей беседой и за людьми Сугроба. На вопросы отвечала односложно и сдержанно. Я даже решил, что они ей не понравились. Либо она рассмотрела в них что-то нехорошее, но нет. Когда мы покинули кабак, девушка тут же утвердила их кандидатуры. Мы отправились за стену. Миновали буферную зону и выбрались в черту города. Мест для тренировки здесь хоть отбавляй, но наш выбор пал на торговый центр.
В первую очередь, потому что здесь имелись манекены, и с их помощью мы сможем воссоздать максимально приближенную к реальности модель. Собрав в кучу около 30 кукол, мы перетаскали их на стоянку. Я даже не поленился выставить 6 машин в эдакую заградительную линию. Лично я бы на месте выродков так и сделал. С этим пришлось, конечно, повозиться, особенно сложно было с рулями, которые вставали на фиксатор и крутились только в одну сторону, но вышло нечто более-менее похожее на макет в полную величину. Еще с час ушло на то, чтобы выставить манекены в некое подобие боевого порядка. Опять же, я судил со своей колокольни, и в реальности все может сложиться иначе. Плюс несколько манекенов я спрятал в предполагаемых местах засады. Ведь глупо же будет, если противник тупо соберется в кучу на открытой местности, словно мишени в тире. Все должно выглядеть натурально. «Да», — осмотрела позиции Полина. «Будет капец как непросто». «А я тебя о чем?» — кивнул я. «Ну что, давай попробуем сыграть?» «Подожди», — отмахнулась девушка. «А мы где будем?» Допустим, здесь». Я указал на въезд на стоянку. «Да здесь даже укрыться негде», — возмутилась она. «Да», — согласился я. «И это наиболее вероятная ситуация. Или ты думаешь, нам встречу на готовой площадке назначат? Чтобы мы такие «оп!» и все в укрытиях? Нет, Поль, все будет именно так, и работать нам придется из самого невыгодного положения». «Ладно, допустим», — согласилась она и еще раз осмотрела поле боя. «Значит, в этом месте будет наш микрик». Она подняла 2 манекена и приволокла их на указанную точку. «Ну чего встал? Помогай давай». Я тоже поднял 2 пластиковых людей и перетащил ко въезду на парковку. Осколком кирпича нарисовал контур, имитирующий микроавтобус, и выставил вокруг него людей. Полина немного отошла, что-то прикидывая, затем указала пальцем на дом, выглядывающий в просвет между 2 другими. «Позиция раз», — произнесла она. «Там 2», — указала она на еще одно строение. «Ну и, наверное, все. 3-го ткнуть уже негде». «У нас и 2-то снайперов не будет», — покачал головой я. «Ты хочешь пойти со мной, а на степа я бы не поставил. У сугроба 1 стрелок, остальные штурмовики. Да и в его меткости я не уверен, просто потому что не видел его в деле». «Просто допустим, что у нас есть 2 стрелка», — продолжила размышлять Полина. «Наверняка у сугроба в команде найдется еще один, более-менее умеющий владеть винтовкой». «Ладно», — не стал спорить я. «Погнали». Вот нас вытащили из багажника, руки скованы за спиной. «Нет, только не за спиной», — тут же включила заднюю Полина. «Серьезно? Думаешь, навстречу приедут конченые идиоты?» «Но так невозможно вести огонь». «О том и речь», — усмехнулся я. «Но мы будем использовать хомуты, которые заранее подрежут. С этим тоже потренируемся, чтобы понять, как сильно. Нам ведь нужно разорвать их за 1 раз». «Хорошо», — кивнула девушка и, постучав пальцем по губе, продолжила имитировать ситуацию. «Вот нас вывели, и мы идем к встречающим». «От них отделяются 2, подхватил я и вытащил из укрытия 2 манекена, которые перенес на середину стоянки. «Мы встаем здесь, рядом сугроб, нас обыскивают». «Зачем? Мы ведь уже пойманы и связаны». «А чтоб жизнь медом не казалась», — хмыкнул я. «Капец, пу-пу-пу», — пробормотала Полина. «Выходит, действовать нужно именно в этот момент». «Похоже на то». Полина сместила оружие за спину и сделала вид, что прикрыла его связанными руками. Она немного отошла, затем сделала пару шагов вперед и, выхватив оружие, быстро навела его на несколько целей. Снова отошла и еще раз повторила упражнение. На 3-й раз она начала стрелять, и то, как она это сделала, было подобно чуду. Лично я такого никогда не видел. Во-первых, поза, из которой она вела огонь. Девушка вдруг скрючилась и, выхватив пистолет, не стала выпрямлять руки, а работала от груди, лишь слегка выбрасывая оружие вперед перед каждым выстрелом. Я не успел даже сказать «А!», как 8 манекенов заработали по дырке в голове. 2 встречающих легли сразу, и буквально в течение секунды еще 6 возле машин. «Охренеть!» — только и смог выдохнуть я. «Ну так...» — самодовольно ухмыльнулась Полина и продолжила рассуждать. «Так, ты сможешь максимум убрать еще 3, давай». Я выхватил пистолет и произвел 3 выстрела. И самое обидное было в том, что на них я потратил больше времени, чем Полина на весь магазин. Ну и, само собой, целился я совсем не по головам. И если выродки будут наряжены в бронежилеты, от моей пальбы толку никакого. «Ладно, пусть будет 2. Девушка поморщилась. «Надеюсь, сугроб стреляет лучше тебя». «Да ты сама сейчас готовилась чуть не полчаса. Думаешь, тебе дадут такую возможность?» «За меня не переживай. Я все сделаю как надо». Отмахнулась Полина и отошла к въезду на стоянку. «Итак», — прикинула она,
Отсюда снимут максимум еще 4, и примерно столько же уберут снайперы. Что у нас в итоге получается?» «Примерно 21», — позагибав пальцы, ответил я. «Останемся против 9». «И это при самом удачном раскладе?» — кивнула Полина. «Вывод: нам капздец». «Может, сугробы вызовем?» — предложил я. «Пусть он с ребятами тоже маневры прикинет». «Закат скоро», — бросив взгляд на часы, отмела совет она. «Но завтра нужно ехать сюда всей толпой и думать». «Ты меня хотела потренировать?» — вспомнил я основную цель нашей вылазки. «Прости, брак, но ты безнадежен», — улыбнулась она. «Нет, научить, конечно, можно всему, но времени для этого у нас нет. А переучиваться по обыкновению гораздо дольше, чем ставить технику заново. Только хуже, путаться начнешь. Давай исходить из того, что у нас есть». «Пожалуй, соглашусь», — не стал настаивать я. «Ну что, двигаем обратно?» «Да», — кивнула девушка. «Нужно еще Степа из борделя вытаскивать». Снова этот непонятный отстойник, смысла в котором я не видел вообще. Мы миновали его без проблем, как и все, кто в этот момент торчал в очереди у ворот. К стенам постепенно стягивались машины, в основном грузовики и крытые вахтовки. Интересно, добытчики еще хоть что-нибудь находят? Или в большинстве случаев мотаются вот так порожняком? Хотя Уралы не выглядят пустыми, что-то в них все-таки грохочет под тентом. Бордель расположился в двухэтажном здании со странным названием «10-й корпус». Что здесь находилось, понять уже невозможно. Таблички давно оторвали, а те, кто здесь жил раньше, давно мертвы. Так что получить ответы не у кого. Да и никому это не интересно. Мы вошли внутрь, где нас встретила женщина в откровенном наряде и с широкой улыбкой. Пожалуй, это единственное место, где осталось понимание слова «сервис». Впрочем, данное заведение в нем не нуждалось, так как сюда бы охотно стекались гости, даже если бы их крыли на входе последними словами. «Добрый вечер», — томным голосом поприветствовала нас смотрящая. «Вам отдельные заказы? Или вы желаете поразвлечься вместе?» «Фу, какая мерзость!» — поморщился я. «Нам нужно друга забрать». «Простите, но с этим я вам помочь не могу. Если хотите, можете подождать его там. У нас отличный бар». «Нам срочно», — перебил мадам я. «Я понимаю, но наши правила...» «Сколько?» — снова обрезал ее я. «Смотря, кто вас интересует», — сменила гнев на милость она. «Степ», — ответил я и добавил. «Он у вас уже вторые сутки зависает». «Ах, этот...» — хихикнула барышня. «Да, он предупредил, что за ним могут прийти в любой момент. Секунду». «Мадлен!» — крикнула она так, что я голову вжал в плечи. Через секунду к нам выплыла девушка, одетая в полупрозрачную накидку. И да, это была вся ее одежда. Я невольно уставился на нее, за что получил болезненный тычок локтем в бок от Полины. «Глаза выпадут», — прошипела она. «Да я просто аппетит нагуливаю», — усмехнулся я. «Жрать-то все равно домой приду». «Ну ладно, молодец», — расплылась в улыбке она. Мадам что-то прошептала на ухо той самой Мадлен, и девушка плавной походкой отправилась на второй этаж. Некоторое время ничего не происходило, а затем на лестнице показался Степ, одевающийся прямо на ходу. «Что, уже приехали, что ли?» — выпалил он. «Еще в обед», — ответил я. «А чё сразу не зашли?» «Не хотели отрывать от важного дела», — вместо меня добавила Полина. «Пипиську-то не истер?» «Почти», — усмехнулся приятель. «Еще пару часов, и от нее одна шкура бы осталась». «Пошли уже, герой-любовник». Я подтолкнул его к выходу. Мы выбрались на улицу, и я с удовольствием втянул носом свежий воздух. Нет, внутри пахло приятно, но уж очень сладко, будто в соседнем помещении расположилась кондитерская. Я люблю запах ванили, но в меру, а не когда складывается ощущение, что внутри случайно бочку с благовониями опрокинули. Однако я успел заметить, что местный бордель очень сильно отличается от всех тех, в которых я бывал ранее. Внутри намного уютнее, а главное чище. Может, поэтому и цены выше, чем мы привыкли платить. «Ну чё, какие дела?» — принялся расспрашивать Степ. «Нормальные хоть мужики? Надежные?» «Нормальные», — кивнула Полина. «Но у нас все равно какая-то херня получается. Нужен план». «Завтра проработаем», — ответил я. «Сегодня у нас просто мозговой штурм». «В кабаке?» — усмехнулся приятель. «А ты предлагаешь всей толпой к нам завалиться?» — покосилась на него девушка. «Да мне вообще насрать», — пожал плечами он. «Тем более самое время горло смочить.
Хотя, надо признать, что в Елатьме пиво гораздо лучше». «Не капризничай», — упрекнула напарника Полина. «Эй!» Вдруг раздался свист в спину. Исходя из элементарной логики, мы сразу поняли, что обращаются к нам. Просто потому, что больше никого здесь не было. Мы остановились и обернулись. К нам спешил человек в форме, и по опыту это не предвещало ничего хорошего. «Ты Брак!» Безошибочно уставился на меня он. «Допустим», — уклонился от прямого ответа я. «Что-то случилось?» «Тебя срочно в комнату связи вызывают». «Меня?» — поморщился я. «Ты не ошибся?» «Тебя!» — подтвердил боец. «Шевели копытами, там начальство на проводе». «Интересно», — буркнул я и обернулся к своим. «Ладно, вы тогда дуйте в бар, поймайте сугроба. Я как освобожусь, сразу к вам». В общем, мы как раз шли в ту же сторону. Разве что я с военным свернул чуть раньше, к бывшему дому вице-губернатора. Взглянув на меня, связист протянул гарнитуру и тут же вышел за дверь, чем немало удивил. Обычно его приходилось просить. А значит, на проводе действительно кто-то важный, и наша беседа не должна касаться чужих ушей. Даже гадать не хочу, кто там. «На связи», — нацепив наушники, бросил в микрофон я. «Долго ходишь», — с упреком произнес старый. «Я уже 3-й раз тебя вызвать пытаюсь». «Дел полно». «Знаю я твои дела. Короче, расскажи мне о документах». «Все-таки сдал, Макар», — поморщился я. «Не сдал». В голосе почувствовалась усмешка. «Брату спасибо скажи». «Обязательно. При встрече». «Перебьешься. Что там с документами?» «Да ничего такого, просто накладные контракты. А в чем дело?» «Возможно, пока ни в чем, но тебе нужно кое-что сделать». «Я вообще-то занят». «Значит, освободись!» — рявкнул Крючок. «Запиши координаты и проверь место. Если оно не тронуто, взорви там все к чертовой матери. А если тронуто, зафиксируй все на фото и взорви, чтоб там камня на камне не осталось, понял?» «Я людей поднял». «Очень хорошо, пусть помогут». «Они наемники». «Брак, твою мать! Ты можешь сделать то, о чем тебя просят?» Снова сорвался на крик генерал. «Это важно!» «Что там?» «Лаборатория 53», — ответил он. «Я догадался», — усмехнулся я. «А можно подробнее?» «Нет, нельзя». «Тогда иди в жопу». «Речь идет о судьбе человечества». «А у тебя иначе и не бывает. Рассказывай или ищи кого-то другого». «Я не могу привлекать к делу левых людей». «Но наемники тебя не смущают, так?» «Передай привет Сугробу и скажи, что это я просил». «Ясно», — выдохнул я. «Значит, ты в курсе». «Я всегда в курсе, чем занимаются мои люди. Запиши цифры». Старый продиктовал координаты, которые я записал на клочке бумаги. «Все, Брак, я на тебя надеюсь». «Ты так и не ответил, что это за лаборатория и чем они там занимались?» «Изучали объект, который вскоре встанет во главе государства. Если противник найдет записи, которые там хранятся, у нас возникнут очень большие проблемы». «Хорошо, я все сделаю. Примерно за 30 килограмм». «Перебьешься», — сухо ответил старый. «Ты и так пользуешься положением, которого тебе никто не давал». «Еще вопрос. А с какого хрена ты со мной такой добрый? А то у нас Степ спать не может. Так хочет об этом знать». «Скажем так», — ответил Крючок. «При нашей первой встрече ты мне жизнь спас». «Это как? Я же ничего не сделал». «Мне 76 лет. Ты хоть представляешь, каким количеством таблеток я завтракал, пока не узнал о черном сердце?» «Я тебя понял». «Все, давай действуй. По окончании операции доложишь Макару, раз он у тебя здесь связной». «Когда я смогу увидеть брата?» «Скоро!» — бросил старый и отключил связь. Я некоторое время сидел в тишине, всматриваясь в цифры, записанные на клочке. Затем вздохнул и поднялся. Кажется, наши планы снова сдвигаются на неопределенный срок. Надеюсь, что эта операция пройдет быстро и без особых хлопот. Нужно только взрывчатку раздобыть. Хотя с этим проблем не возникнет. В 9-ке утвердят запрос за секунду, учитывая важность задания. «Ладно, пойду своих обрадую», — буркнул я и вышел за дверь. Глава 13. Бюрократия. «Здорово, народ!» — поприветствовал я сидящих за столом. «Короче, наши дела отодвигаются на неопределенный срок». «Нормально же сидели, что опять началось-то?»
Тут же возмутился Степ. «А у нас и не заканчивалось». Усмехнулся я и уселся на свободный стул, который, судя по всему, специально для меня и держали. «И да, тебе привет от старого», — передал я сообщение Сугробу. «Ясно», — вздохнул он. «Задачу, значит, нарезали». «Нарезали», — кивнул я. «Нужно лабораторию найти и сравнять ее с землей». «Звучит просто», — произнесла Полина. «Так, давайте для начала познакомимся, раз уж нам предстоит вместе работать». Впервые подал голос один из бойцов. «Я Марк, предпочитаю дальние дистанции. Работаю с оптикой». «Гром», — представился следующий. «Подрывник». «Федя». Скромно кивнул крепкий квадратного телосложения мужик. «Пулемет». «Дед», — добавил еще один. «Штурмовик». «Лис», — произнес последний, тоже штурм. «Брак», — в конце ответил я. «И я хрен знает, кто я. Наверное, тоже штурмовик». «Итак, у нас неполноценный взвод, 3 полных тройки. Уже можно работать», — начал Сугроб. «Было бы неплохо устроить пару учебных забегов, чтобы понять, кто есть кто». «Мужики!» — я выставил ладони вперед. «Мы не профессионалы и не претендуем. Давайте не будем все усложнять. Вы говорите, мы делаем». «Ну вот и разобрались», — улыбнулся Сугроб. «Нехорошо, когда в отряде 2 командира». «Как раз это я понимаю. Теперь по информации», — продолжил я. Старый дал координаты, и я уже посмотрел, что там. На моей карте, кроме леса, там ничего нет. «Ожидаемо», — хмыкнул Сугроб. «Секретные объекты никто в здравом уме на карте не указывает. Еще что-нибудь есть?» «Нет, это все», — покачал головой я. «Ладно, значит, нам нужна взрывчатка. Гром, займись списком. У вас тачка есть?» «Еще какая!» — ощерился Степ. «Даже 2!» «Отлично. Заправляемся под пробку, выезд завтра на рассвете, осмотримся на месте и решим, что и как делать. Я не уверен, что мы успеем со взрывчаткой до утра решить. Сейчас все склады закрыты, да и бумажки подписывать уже некому». «Значит, будем поднимать с постелей», — пожал плечами Сугроб. «Приказ с самого верха поступил, так что вряд ли кто-то решит вставлять палки в колеса. Кремль же под 9 сидит, так?» «Вроде», — неопределенно ответил я. «Мы не вникаем в политику». «Ладно, разберемся. Наверняка местные уже в курсе. Кто нам нужен?» «Комендант, точно. Остальных можно проигнорировать», — ответил я. «Ну, может, еще из местного командования кто-то, кладовщик еще. Но это уже на выдаче». «Тогда предлагаю ужинать и спать», — произнесла Полина. Спорить никто не стал, Сугроб махнул рукой, подзывая официанта, и мы по очереди надиктовали ему заказ. Ужинали, общаясь на сторонние темы, по большей части интересовались прошлым друг друга. Кто как жил, была ли семья, что делали в тот злосчастный день, когда привычный мир рухнул. А когда начали расходиться, Гром сунул мне клочок бумаги, на котором был список необходимого оборудования для подрыва лаборатории. «Вроде нормальные ребята», — заключил Степ, когда мы снова остались втроем. «Молчуны, конечно, еще те». «Ну не всем же постоянно языком молотить», — уколол приятеля я. «Так, ладно, дуйте домой, а я пока побегаю по крепости, выбью нам взрывчатку». «Я могу с тобой», — проявила инициативу Полина. «Не, смысла нет», — отмахнулся я. «Один я быстрее управлюсь». «Как хочешь», — пожала плечами она. «Пистолет тогда отдай, я пока его почищу». «Вот это дело!» — улыбнулся я и передал ей оружие. Первым делом я отправился на склад в надежде застать его еще работающим. Но, увы, сейчас там работал не Макар, и дверь была уже заперта. Значит, мне теперь нужно выяснить, где он живет и как вытащить его на работу. Наверняка об этом знает каждый местный житель. И где их найти? Правильно, на стене. Туда я и направился, отыскав ближайший подъем. «Здорово!» — я приветственно махнул рукой часовому. «Ага, привет», — буркнул в ответ он. «Слушай, не знаешь, где мне кладовщика сейчас найти?» «Да в кабаке теперь», — отозвался боец. «Повезет, если он еще не вдребезги». «Ясно», — поморщился я. «А выглядит он как?» «Как кусок говна», — усмехнулся он. «Тощий такой, с носом, как у орла. Плешь еще на макушке, скорее всего, у бара сидит». «Спасибо», — бросил я и поспешил обратно в кабак. Искомый обнаружился там, где и подсказали, и выглядел он действительно как конченый. И почему его до сих пор держат на должности?
Неужели в крепости больше нет ни одного достойного человека на эту работу? Впрочем, не мне решать. Может, он хорошо справляется со своими обязанностями, и его не за что увольнять. А в животное он превращается исключительно по вечерам, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Наверняка не обошлось без кумовства. Я потрепал бухого кладовщика за плечо. «Ты в адеквате?» «Чё надо?» — нагло ответил он. «Ты вообще кто?» «Ясно». Поморщился я и оставил его в покое. В этом состоянии с ним точно ничего не решить. «Слышь», — поманил бармена я, — «а где у вас комендант живет?» «Угловой дом возле Георгиевской башни», — ответил он. «А где это?» — уточнил я. «Я их по названиям не очень». «Короче, северо-восточный угол», — более доходчиво объяснил он. «Спасибо», — поблагодарил его я. «И еще просьба. Можешь этому телу больше не наливать?» «Да не вопрос», — усмехнулся бармен. Я выскочил на улицу и быстрым шагом направился к угловой башне. На ходу в очередной раз подивился мощи и масштабам этой грандиозной крепости. Кто бы что ни говорил, а раньше действительно умели строить. Большинство домов, возведенных в последние годы, спустя всего 3 года с момента апокалипсиса, выглядели плачевно. А этот стоит, хоть бы что. Будто вчера последний кирпич положили. Нет, само собой, очень много дает тот факт, что здесь живут люди, которые поддерживают внутри тепло и постоянно замазывают трещинки. Но что-то подсказывает, Кремль выглядел бы точно так же даже спустя пару десятков лет, без человека. Наконец я добрался до указанного места. Раньше здесь располагались какие-то склады и ютились рабочие, присматривающие за территорией Кремля. Сейчас сюда поселили всех важных лиц крепости. У них даже смена истопников трудилась, поддерживая тепло и уют в квартирах важных персон. Да и площадь квартир у них получилась не чета нашим. Комендант проживал на 2-м этаже. Об этом гласила табличка на входной двери. Здесь же жил начальник гарнизона и главный снабженец. 1-й этаж занимали главы добытчиков, промысловиков и другие управленцы смежных служб, в том числе и коммунальной. Да, без бюрократии мы не можем, даже в такие сложные времена. Я распахнул дверь и ввалился внутрь, где был тут же остановлен злобной консьержкой. Суровая женщина вначале направила в мою сторону ствол ружья, а уже потом начала задавать вопросы. «А ну стоять!» — рявкнула она так, что у меня в ушах зазвенело. «Кто такой?» «Я по делу», — опешил я от такого поворота. «По делу в приемные часы приходят», — строго осадила мой пыл она. «Чего надо?» «Коменданту», — спокойно ответил я. «Завтра в рейд нужно кое-что со склада получить. Срочный приказ от 9-го отдела». «Срочный у него», — пробормотала женщина. «Стой там и не дергайся». Она сняла трубку стационарного телефона и набрала короткий 3-значный номер. Некоторое время из трубки доносились гудки, которые я тоже слышал в полной тишине коридора. «Да...» — сухо ответили на другом конце. «Пал Михалыч», — сладким голоском пропела консьержка. «К вам тут посетитель. Говорит срочно». «Кто такой?» — снова строгим сухим тоном спросила она у меня. «Барков. Ой, то есть Брак. Меня старый прислал». «Говорит от старого. Брак какой-то, пес его нюхал». «Ага, поняла». Бросила в трубку она и опустила ее на рычаги. «Говнодавы свои снимай, нечего мне тут топтать, я только полы помыла. 2-й этаж, квартира направо». «Спасибо», — уже в который раз за вечер произнес я. С ботинками провозился долго, высокая шнуровка не позволяла скинуть их в одно движение. Фойе тут же заполнил удушливый запах от портянок, заставляя женщину сморщить нос. «Ну а чего она хотела? Я большую часть жизни провожу в обуви. Глупо ждать, что от ног будет пахнуть фиалками. И хорошо, если есть возможность их помыть. А бывает так, что ноги не покидают ботинок по 3 суток». Я прошлепал на 2-й этаж, где меня уже ожидал комендант крепости, выглядывающий в приоткрытую дверь. «Чего тебе?» — нетерпеливо спросил он, всем своим видом намекая, что внутрь он меня не запустит. «Вот». Я протянул ему клочок бумаги. «Это что?» Он уставился на лист, подсвечивая себя керосиновой лампой. «И как я тебе все это выдам? Ты бы еще на туалетной бумаге записал». «Ваш кладовщик в жопу пьяный уже», — огрызнулся я. «А мне в рейд на рассвете. У меня приказ от старого». «Достал меня уже этот придурок», — выругался комендант. «Жди здесь, я сейчас». Похоже, местное начальство уже действительно предупредили, потому как ни подтверждения, ни вопросов мои слова не вызвали. Напротив, заставили самое главное лицо крепости засуетиться.
Вскоре он выбрался в подъезд, на ходу втаптывая ноги в ботинки, и тут же забарабанил в дверь начальника гарнизона. «Миша, открывай, это я!» — рявкнул он. «Шевели задницей, у меня ужин стынет». «Чего тебе?» — высунулся в приоткрытую дверь Михаил. «А это кто?» «Конь в пальто!» — огрызнулся комендант. «Завтра же, чтоб твоего племянника на складе больше не было, достал он меня, алкаш. Я что, за него должен накладные заполнять?» «Ну чё ты орёшь?» — поморщился начальник гарнизона. «Поговорю я с ним. Что там у тебя?» «На!» Комендант сунул Михаилу мой же клочок бумажки. «Ну и чего нервы мотал? Сейчас сходим, все выдам. А завтрашним числом проведем. Иди, жри свой ужин». Комендант скрылся за дверью, продолжая тихо бормотать проклятия в адрес Михаила и его племянника-алкаша. Ну а я как раз получил ответ на свой вопрос о том, почему его до сих пор еще не пристрелили. «Как срочно тебе все это надо?» — спросил начальник гарнизона. «Вчера», — усмехнулся я. «Ясно», — поморщился он. «Внизу меня подожди, сейчас сходим. Все тебе выдам». Прадик бодро греб колесами грунтовую дорогу. Точнее, то, что когда-то ей было. Сейчас она заросла, и только из-за ранней весны мы могли видеть ее слабые очертания. Всего каких-то 3 года без человека, и природа уже начала отбирать все то, что принадлежало ей по праву. Посередине уже успели прорасти молодые березки, больше похожие на кусты. Они шумно скрежетали тонкими ветвями по дну машины, но нашему монстру бездорожья это как слону дробина. Позади полз микроавтобус, который мы угнали у выродков во время ночной охоты. В нем без проблем разместились люди сугробов в полной боевой выкладке и с частью взрывчатки. Еще часть лежала у нас. Гром поделил ее на блоки, на каждый из которых установил взрыватель с таймером. Наверняка половину ночи с ней проковырялся. Я тоже долго не мог уснуть, планируя маршрут, и, честно говоря, был немало удивлен, когда обнаружил съезд с трассы в лесную чащу как раз в нужном нам направлении. И пока дорога продолжала идти куда надо, хотя я считал, что нам придется продираться через лес пешком, а путь выходил немалый, порядка 40 километров по пересеченке. Исходя из этого, мы взяли запас еды на неделю. Плюс вчера ночью к нам завалился связист, который передал послание от брата, что в очередной раз взбудоражило мне все нервы. Нет ничего такого, просто 3 строчки, состоящие из цифр по 25 штук в каждой. А еще он велел передать, что я разберусь, что к чему, когда доберусь до места. Я потратил несколько часов, пытаясь расшифровать послание, но так ничего и не понял. В цифрах не было абсолютно никакого порядка. В итоге я решил, что они, скорее всего, являются каким-то кодом, возможно, от замка или компьютера. Не зря же к ним прилагалось послание о том, что я все пойму на месте. Да, рискованно пробираться к закрытому секретному объекту вот так. Но, с другой стороны, сейчас день, и риск нарваться на противника очень близок к нулю. А что до людей? Вряд ли там остался хоть кто-то живой. «Брак, сколько до конечной точки?» — прошипела рация. «Километров 5, плюс-минус», — ответил я. «Тормози!» «Уверен?» «Да, дальше пешком», — скомандовал сугроб. «Хозяин-барин», — буркнул я уже себе под нос и плавно остановил машину. Съехать здесь было негде, поэтому остановились мы прямо посреди дороги. Выгрузились, облачились, закинули на плечи рюкзаки, по большей части заполненные взрывчаткой, и собрались в кучку возле микрика. Сейчас сугроб будет проводить очередной инструктаж. «Значит так, делимся на 3 группы», — скомандовал он. «Азимут есть у всех, так что не заблудимся. Заходим на объект с разных сторон и наблюдаем. Если все тихо, идем внутрь». «Да там 100 пудов ни хрена нет», — пробормотал Степ. «Не понял, боец», — сурово нахмурил брови командир. «Молчу, молчу», — примирительно поднял руки приятель. «Все, двинули», — бросил сугроб. «Через 1,5 часа всем быть на позициях». Мы свернули влево и принялись обходить объект с западной стороны. В итоге наша позиция была самой дальней и располагалась в северной части. Уж не знаю, проверял ли нас таким образом сугроб на профпригодность или просто назначил точки в случайном порядке. Впрочем, он и 2 его бойцов выдвинулись с фронта буквально в лоб. Так что, по факту, их маршрут можно было по праву считать самым опасным. Двигались молча, и не потому, что у Степа вдруг случился приступ молчаливости. Виной тому были тяжеленные рюкзаки, перенос которых отнимал кучу сил, не оставляя их на пустую болтовню.
Нет, мы привыкли к тяжести за спиной, но сейчас она превышала все допустимые нормы. Однако никто не жаловался, даже Полина стоически переносила испытания. Радовало лишь то, что эта тяжесть там ненадолго. Опять же, спасибо протаренному маршруту. Не будь здесь грунтовки, переть бы нам эти мешки на плечах полные 2 суток. Несколько раз я сверялся с компасом, чтобы не сбиться с пути и не наматывать лишние километры. Возможно, по этой причине нам удалось уложиться за час. Но не только. Лес оказался сосновым, и передвигаться по нему было несложно. По большей части нас окружали голые стволы и ровное песчаное основание под ногами, щедро усыпанное игольником. Лишь иногда приходилось пригибаться, а на пути встретился только один овраг. Я ожидал увидеть забор или хоть какое-то ограждение, когда мы выбрались на позицию, но впереди виднелась лишь небольшая часовня, сложенная из бревен и покосившаяся избушка. Вот и весь секретный объект. И это в очередной раз вызвало у меня приступ сомнений в отношении послания от брата. Но как знать, может, мы сейчас смотрим лишь на верхушку айсберга, а все остальное спрятано под землей, как у нас любят. «На позиции!» — бросил в рацию я. «Принял», — ответил Сугроб. «Ждите». «Да мы и не спешим», — хмыкнул Степ и припал к окулярам бинокля. «Ничего не понимаю», — добавила Полина, которая уже пару минут рассматривала деревянные строения посреди леса. «Это точно здесь?» «Точнее не бывает», — ответил я, занимаясь тем же самым. «Или ты думаешь, это совпадение, что по указанным координатам нам вдруг попалась церквушка с сараем?» «Это часовня», — поправил меня Степ. «У нее колокольни нет и трапезной». «Не знала, что ты у нас знаток религиозной архитектуры», — хмыкнула Полина. «У меня бабка верующей была», — оправдался приятель. «И все равно не очень-то похоже на секретную лабораторию». «Думаю, она под землей», — ответил я. «Это многое объясняет», — пробормотала Полина. «В смысле?» — не понял замечания я. «А ты на фундамент часовни посмотри», — пояснила она. «Как думаешь, есть смысл заливать монолит для такого строения? Она бы и на 6 пеньках устояла, как та же избушка». «Интересно, а она здесь зачем?» — поинтересовался Степ. «Похоже, жилая когда-то была. Труба из нержавейки торчит, значит, внутри печь есть?» «Для охраны», — ответил я. «Да, ни забора, ни хрена», — пробормотала Полина, и в этот момент с восточной стороны что-то хлопнуло, и в воздух взмыла сигнальная ракета. «Твою мать!» — выругался я и активировал рацию. «Восток, что у вас?» «Не засорять эфир!» — рявкнул Сугроб. «Нормально!» — ответила восточная группа. «Сигнальную растяжку задели!» «Север, доложить обстановку!» — прозвучало в ушах. «Чисто!» — ответил я. «Восток! Чисто!» «Принял! Входим на объект!» «Погнали, чё?» — ощерился Степ и поднялся с земли. «Я же говорил, что здесь ни души!» «Стоять!» — рявкнула Полина, и мы замерли. «А вот и наша сигналка!» Девушка присела на корточки и подцепила кончиком ствола тонкую проволоку, проходящую прямо у ноги Степа. Она прошлась по ней до конца и махнула нам рукой, разрешая движение. «Что там?» — все же поинтересовался я. «Отстреляно уже», — ответила девушка. «Может, зверь какой зацепил?» «О!» — приятель указал на очередную растяжку. «А вот еще одна!» «И здесь тоже», — аккуратно перешагнув леску, добавил я. «Похоже, мы все-таки там, где надо». «Наверняка и датчики на стволах имеются», — произнесла Полина. «Работает этот объект, нас бы уже за километр встретили и развернули». «Не исключено», — кивнул я, выбираясь на поляну к часовне. «Осмотрите все», — тут же распорядился Сугроб. «Только осторожно, ничего не трогайте». «Ты это своим хромоногим скажи», — усмехнулся Степ, заставляя командира поморщиться. «Ты можешь хлебальник на замке держать», — пожурил приятеля я. «А чё он с нами, как с детьми?» — возмутился он. «Потому что ты и есть дитё», — усмехнулась Полина и прихлопнула напарника ладонью по каске. «Да хорош вам!» — прикрикнул на них я. «Давайте посерьезнее». «Нет здесь никого», — буркнул Степ, заглянув в мутное, покрытое многолетней пылью окно. «Там секрет». Кивнул вправо Федя, который вышел на поляну с восточной стороны. «Внутри пусто». «Принял», — коротко кивнул Сугроб. «Думаю, можно смело искать вход». «Да он в часовне, скорее всего», — подкинул умную мысль Гром. «Слишком мощное основание для такого сарая». «Дверь осмотри, прежде чем вламываться», — предупредил Сугроб. Гром кивнул и проверил створку на наличие растяжек. Слегка ее приоткрыл и посветил внутрь фонариком, обежав лучом света весь притвор. «Чисто», —
доложил он. «Займите позиции, мы заходим», — скомандовал Сугроб. Лично, на мой взгляд, все это было лишним. И так уже ясно, что здесь никого и лабораторию давно бросили, иначе нас давно положили бы из какого-нибудь пулемета. Сигнальной ракеты хватило бы за глаза, чтобы охрана узнала о нашем приближении. И думаю, что Полина права. Здесь наверняка еще и скрытых датчиков по лесу натыкано. Правда, не факт, что они до сих пор работают без регулярного обслуживания. «Чисто!» — донеслось из часовни, и рация эхом продублировала голос Сугроба. «Заходим!» — махнул рукой Марк, и его группа вошла внутрь. Мы лишь заглянули в дверь, так как там и без нас уже было тесно. 6 бойцов за минуту осмотрели каждый сантиметр часовни и выбрались обратно на улицу. Затем мы дружно прошлись по поляне еще раз, внимательно всматриваясь во все детали. Входа в подземный бункер нигде не было. «Чё за лажа?» — почесал макушку Степ, озвучивая общие мысли. «Это что, все что ли? Ну не на поляне же, в лесу они работали». «Нужно грунт простучать», — предложил я. «А еще лучше какой-нибудь проволокой прощупать». «И где нам ее взять?» — развел руками Лис. «Я сторожку осмотрю», — бросил Степ и потянул на себя дверь. «Фига себе, закрыто». «Ну-ка, отойди», — приблизился к избушке Сугроб. Некоторое время он осматривал створку, а затем ударил по ней прикладом автомата. Та отозвалась глухим металлическим стуком, притом не гулким, что говорило о ее немалом весе и толщине. Я обошел избушку и заглянул в окно, приложив к нему руки, сложенные лодочкой. На первый взгляд обстановка внутри выглядела обычно. Топчан у противоположной стены, деревянный стол со скамьями по обеим сторонам, печь в углу и различные предметы обихода. Однако, если присмотреться внимательно, внутреннее помещение казалось сильно меньше, чем должно быть, учитывая размеры стен. «Что там?» — поинтересовался Сугроб. «Похоже на муляж», — ответил я. «Комната на несколько квадратов меньше, чем наружные стены». «Ясно. Как вскрывать будем?» «Можем подорвать», — пожал плечами Гром. «Не думаю, что это необходимо», — покачал головой я. «Можно?» Сугроб освободил место у двери, подпуская меня. Я окинул взглядом створку, которая казалась совсем обычной, деревянной. Но мы уже убедились, что это только внешняя обшивка, под которой скрывается сталь. Но никаких видимых замков нет, даже щели под ключ. А ведь как-то люди попадали внутрь. Ответ нашелся под наличником, который совершенно свободно отошел в сторону, словно дверца шкафа-купе, стоило его только потянуть. Под ним обнаружилось электронное табло по типу стандартного подъездного домофона. Так вот, для чего были эти цифры. Я сунул руку в карман и извлек из него записку. Логически прикинул, что дверь должна открываться первым набором цифр, и принялся тыкать в кнопки. Закончив вбивать код, я вдавил решетку, но ничего не произошло. Панель даже не пискнула. 2 крохотных диодных индикатора тоже оставались темными, что говорило о том, что панель попросту обесточена. «Электричества нет», — ответил я. «А это у тебя откуда?» — кивнул на записку Сугроб. «Вчера ночью принесли». «Почему не доложил?» — нахмурил брови он. «Потому что не знал, что это и для чего», — честно ответил я. «Думал, это личное». «Ясно». Не стал вдаваться в детали командир. «Марк, посмотри, запитать сможем?» «Думаю, да», — кивнул снайпер, рассматривая панель. «Здесь даже гнездо под резервное питание имеется. Можно попробовать от пауэрбанка подключить. Но так мы только саму панель оживим. Если внутри нет электричества, нам это ничего не даст». «Пробуем», — приказал Сугроб. Марк скинул рюкзак и выудил из него плоскую батарею, к которой был подключен универсальный шнур с кучей всевозможных переходников. У нас тоже такой есть, и даже не один, потому что рации имеют свой разъем, прицельные приспособления свой и так далее. Опять же, хрен знает, что может встретиться на пути и где все это пригодится. Вот как сейчас, например. Марк подключился к разъему на панели, и через несколько секунд на ней загорелся красный индикатор. «Давай», — кивнул мне Сугроб, и я снова начал вбивать цифры, записанные на бумажке. Но на этот раз, когда вдавил решетку, панель тихо пискнула, а красный индикатор трижды мигнул. «Попробуй еще в начале решетку», — посоветовал Степ. «Сейчас на всех подъездах такая тема». Я молча кивнул и повторил процедуру, забрав цифровой код в решетки. И это сработало. На панели загорелся зеленый огонек. Вот только дверь все так же оставалась запертой. Я почесал макушку и принялся вбивать следующий набор цифр, однако после него замигал красный индикатор, как и после 3-го пароля. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «На кой хрен тогда столько цифр?» «Попробуй еще раз первый. Он же подошел?» — сказала Полина. «Я думаю, это из-за отсутствия энергии внутри. Панель работает, код принимает, но замок не запитан».
«А нахрена под часовней такой фундамент?» — покосился на строение Степ. «Может, вентиляцию так скрыли?» — пожал плечами Лис. «Посмотри еще раз», — поморщился Сугроб. «Может, мы что-то упустили». «Дед!» — поманил напарника Лис, и они вдвоем скрылись в часовне. А я снова набрал первый код, дождался зеленого индикатора и снова подергал дверь. Нет, она все еще была заперта и даже не шелохнулась. Через несколько минут вернулись бойцы и, пожимая плечами, доложили, что в часовне ничего нет. «Я предлагаю подрыв», — снова вставил свои 5 копеек Гром. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил я. «Выродки наверняка здесь уже были, но почему-то не стали взрывать вход». «С чего взял?» Сугроб внимательно посмотрел на меня. «Мы нашли отстрелянные сигналки», — ответил я. «Да, скорее всего, это были звери, но исключать разумных гостей тоже не стоит. Если эта лаборатория настолько секретна, то там наверняка есть защита от проникновения». «А тебе не один хрен», — резонно заметил Сугроб. «Нас ведь послали ее уничтожить». «А заодно проверить ее на возможное проникновение», — добавил я. «Нам не просто так передали пароли». «И что предлагаешь?» — спросил дед. «Мы можем здесь до утра башку ломать, но так и не найдем ответа». «Если не решим вопрос до заката, будем подрывать», — ответил я. «А пока есть время и солнце, лучше все еще раз осмотреть». «Ребят», — привлекла наше внимание Полина. «а это там не солнечная панель случайно?» «Где?» Я проследил за ее взглядом. Девушка смотрела на крышу часовни, на небольшую надстройку, имитирующую купол. «А очень похоже», — согласился Сугроб. «Лис, дед, проверьте». Лис тут же присел у стены, сложив руки лодочкой, и подсадил приятеля. Дед ухватился за край крыши, подтянулся и, закинув ногу на настил, забрался наверх. А подойдя к надстройке, довольно ощерился и принялся рукавом очищать пыль с панели. Затем снял с пояса фляжку и полил поверхность водой. Некоторое время ничего не происходило, но когда я в очередной раз набрал первый ряд цифр, в двери что-то загудело, и она с тихим щелчком вышла из притвора. Я сунулся внутрь первым. Там обнаружился эдакий тамбур, в котором расположились еще 2 двери. Одна вела в дом, и она была обычной, деревянной, оказалась не запертой, а вот вторая до сих пор сияла чистым металлом. Возле нее обнаружилась еще одна цифровая панель, но на этот раз на ней уже горели индикаторы, говоря о том, что она работает. Я снова поднес к глазам клочок бумаги и принялся вбивать цифры из второй строки, предварительно забрав их в решетки. Панель тихо пикнула, загорелся зеленый индикатор, а дверь с тихим гулом отошла в стену. И ее толщина впечатляла, как и сама конструкция. Такую даже взрывом не взять, так как она располагается в эдакой нише. Здесь придется весь дом сносить, и то не факт, что поможет. Судя по всему, он сделан из армированного бетона, обитого снаружи имитацией бревен. А может, сам сруб уже выложили вокруг входа, чтобы спрятать его от любопытных глаз. За дверью сразу же начался спуск, глубину которого я даже боялся предположить. Ступени уходили в темноту, где и терялись. Хотя вряд ли он ведет до самой лаборатории. Скорее всего, впереди нас ожидает еще одна дверь. А иначе зачем на бумажке 3-я строка с хаотичным набором цифр? «Чисто!» — бросил за спину я и, щелкнув фонарем, посветил себе под ноги. «Здесь рубильник какой-то!» — донеслось из соседнего помещения. «Включить?» «Лучше не стоит», — запретил Сугроб. «Хрен знает, что там внизу. Если есть какой-то генератор, значит, его можно и там запустить. Пока ничего не трогаем. Вернуться никогда не поздно. Брак, твоя группа в центре, я первым. Марк замыкает. Все, двинули». Глава 14. Лаба. Спускались довольно долго. По моим прикидкам, мы забрались на глубину метров 25, а это, на секунду, высота 9-этажной панельки. Дальше пошел коридор, несколько раз переломленный под углом в 90 градусов. Все это напоминало мне бункер гражданской обороны, в котором мы скрывались с Макаром и Степом во время проживания в Нижегородском Кремле. Впрочем, здесь нечему удивляться, ведь все военные объекты строятся по единому стандарту. Коридор знакомо закончился толстой переборкой, защищающей от воздушно-ударной волны. Но в отличие от верхнего уровня, она не имела никакой защиты от проникновения. В том смысле, что не запиралась кодовым замком. Мало того, она была приоткрыта ровно настолько, чтобы внутрь просочился средних размеров человек. Пришлось скидывать рюкзаки и все лишнее, чтобы протиснуться в щель. Первым вызвался я, так как прекрасно знал, что делать.
и как только оказался во внутреннем помещении, отыскал редуктор и увеличил просвет. Остальные вошли уже спокойно, без лишних телодвижений. По идее, далее нас должен ожидать гермозатвор, предотвращающий попадание радиоактивной пыли внутрь. Но его здесь не оказалось. За переборкой снова продолжился коридор, который вывел нас к очередному спуску, и от его вида у нас натурально пропал дар речи. Степ подобрался к ограждению и посветил фонарем вниз. «Я того маму в рот ногой топтал!» — выдохнул он. «Это какая же здесь глубина?» «Насколько фонарь бьет?» — поинтересовался Сугроб, тоже заглядывая в бездну. «Метров 150 плюс-минус», — ответил приятель. «Жесть!» — только и смог ответить командир. «Я такое впервые в жизни вижу. Зато я нет», — буркнул я, словив не самое приятное дежавю. 2,5 года назад я уже видел такое, и лишь одному богу известно, как нам тогда удалось выбраться из того места. Мне почему-то резко перехотелось спускаться в эту чертову лабораторию. Сердце дало сбой и бешено заколотилось в ребра, на лбу выступила испарина, а зрение расфокусировалось. Несколько секунд я боролся с навалившейся паникой, а память услужливо подкидывала самые жуткие моменты прошлого. «Эй, ты как?» — прикоснулась к моему плечу Полина, заставляя меня вздрогнуть. «Нормально», — буркнул я, вытирая пот со лба. «Сейчас». К счастью, в мозгах хранился не только пережитый ужас, но и много полезного. В том числе и тот день, когда мы скрывались в бункере Кремля, а заодно и все действия Макара. Я точно так же обошел лифт, за сетчатой конструкцией которого обнаружил электрический шкаф. Пошарив ладонью по его крышке, нащупал ключ с треугольной прорезью в центре и усмехнулся. Открыв дверцу, я тупо уставился на начинку, пытаясь хоть что-то понять. Взгляд уперся в большой рубильник, расположенный в самом верху, посередине, и я потянул за язычок, переводя его в рабочее положение. Тут же щелкнуло несколько втягивающих реле, но ничего больше не случилось. Пожав плечами, я принялся щелкать остальными автоматами, но так ничего и не добился. А когда захлопнул дверцу, в темном колодце тоннеля внезапно вспыхнул свет. «Твою мать!» — выругался кто-то. Я выбрался из-за лифта и увидел ребят, прикрывающих глаза ладонями. Произошла слишком резкая смена освещения. У меня самого глаза заслезились, заставляя меня прищуриться. «Отличная работа!» — похвалил меня Сугроб. «Но мог бы и предупредить». «Предупреждаю», — с ухмылкой произнес я. «Ну что, попробуем спуститься на лифте?» «Я за!» — поднял руку Степ, снова посмотрев вниз. «Здесь ноги часа 2 будем топтать». «Грузимся!» — кивнул на кабинку командир, и бойцы потянулись к лифту. Платформа имела приличные размеры. Мы вдевятером разместились на ней без проблем, это учитывая размеры рюкзаков. Места здесь оставалось еще 2 раза по столько же. Управление тоже было простым. Обычный рычаг, имеющий всего 2 положения. Я опустил его, и лифт с тихим гулом начал спускаться. Ползли долго, с любопытством рассматривая теперь уже освещенную шахту. Ничего особенного в ней не было, обыкновенная бетонная труба, уходящая глубоко под землю. Вся обвязана металлоконструкцией, представляющей из себя направляющие для лифта и ступени, идущие в край стены. Но масштабы поражали. Отзываясь этаким трепетом внутри, я невольно проникся уважением к людям, которые все это построили. Когда мы, наконец, достигли дна и посмотрели вверх, колоссальное строение показалось нам еще более внушительной. «Охренеть, не встать!» — озвучил общие мысли Степ. «Это сколько же наших деньжищ здесь похоронено?» «В смысле наших?» — покосился на приятеля дед. «А ты думал, это на частное финансирование строили?» — хмыкнул напарник. «Это все наши налоги». «Тьфу ты!» — сплюнул штурмовик и раздраженно отмахнулся. «Все, парни, собрались. Хватит хлебалом торговать», — скомандовал Сугроб. «У нас есть задача, все остальное обсудим после. Гром!» «Слушаю», — отозвался подрывник. «Сможешь обрушить этот тоннель?» «Вполне», — пожал плечами тот. «На обратном пути заложим взрывчатку и...» «Сколько зарядов потребуется?» «Не знаю. Примерно штук 6, может 8. Бетон здесь серьезный, и слабых мест особо не видно. Это ж просто колодец, но можно рвануть металлоконструкцию. Она рухнет и надежно запечатает вход». «Принял», — кивнул Сугроб. «Двинули дальше». Мы снова вошли в коридор. Точнее, это уже был полноценный полукруглый тоннель. Правда, диаметром поменьше, чем тот, по которому мы спускались. Он шел под уклон и был изогнут, словно его прокладывали по спирали. Однако кольцо не замкнулось,
завершаясь огромным затвором, полностью перекрывающим проход. Точно такие же располагались на станциях метро, превращая их в полноценные бомбоубежища. Одолеть такой, даже вооружившись инструментом, практически невозможно. Сталь здесь настолько толстая, что ее не возьмет ни один резак. Даже кислородная горелка окажется бессильна. Попросту не получится продуть такую толщину. Подрывать его тоже нет смысла, если, конечно, нет желания обрушить себе на голову свод. И даже в этом случае затвор, скорее всего, устоит, удерживаемый гидравлическими опорами с противоположной стороны. Но у нас был код, а слева на стене расположилась очередная панель управления. Но на этот раз она была сенсорной, с полноценным экраном. Я коснулся ее, и она тут же засветилась. На экране имелась надпись «Объект законсервирован. Введите код для разблокировки». Я принялся набирать цифры из третьей строки, а когда нажал «Ввод», надпись сменилась. «Вы уверены, что хотите разблокировать объект номер 53? Да? Нет?» Естественно, я клацнул по кнопке «Да». Дверь вздрогнула, и лишь когда в притворе образовалась щель, до нас долетел мерный гул работающей гидравлики. Над затвором заработал проблесковый маячок, а мы с замиранием сердца ожидали увидеть то, что скрывалось за этой исполинской перегородкой. «Фига себе там толщина!» — снова первым подал голос Степ. «Да она 1,5 метра, не меньше! Как они вообще ее сюда спускали?» «Краном!» — флегматично ответил Лис. «Охренеть!» — добавил приятель, когда нашим глазам открылась лаборатория. Тоннель уходил вперед, насколько хватало взгляда. В паре мест его пересекали точно такие же ответвления, а по обеим сторонам расположились двери, и их было не меньше 100. «Твою мать!» — пробормотал Гром. «Кажется, нам не хватит взрывчатки». «Возможно, здесь есть какая-то система самоуничтожения», — произнес я. «Я был в подобном бункере, правда, там находился склад госрезерва, но в нем была предусмотрена защита от проникновения, нужно поискать командный центр. Там наверняка есть компьютер или что-то такое, откуда управлялась вся эта махина». «Разумно», — согласился Сугроб. «Ладно, делимся на двойки и осматриваем здесь все. Без приказа ничего не трогать. Собираем данные, потом будем думать, что и как». «Есть!» — по очереди отозвались все, и мы в том числе. Я взял себе в пару Полину, что, в общем-то, предсказуемо. Тем более я видел, как она стреляет, и был уверен, что в случае чего она прикроет меня получше, чем любой из членов нашего отряда. Нам досталось первое ответвление налево, но добраться до него было не суждено. Сугроб с Федей выбили первую дверь и замерли, закрывая локтевыми сгибами нос. Запах тухлятины вырвался в коридор, и уже через секунду мы все скривились от вони. Я заглянул внутрь и поморщился от увиденной картины. На столе лежал труп в военной форме. Умер он явно давно и уже успел превратиться в мумию. Перед ним расположилась куча мониторов видеонаблюдения, в центре которых осталось почерневшее от времени пятно. Похоже, умер он не своей смертью. Кто-то всадил ему пулю в затылок. «Что здесь произошло?» — задал тупой вопрос Степ. Рядом обнаружилось еще одно тело, тоже с дыркой в черепе. На этот раз человек лежал на полу, а рваная рана находилась в районе макушки, что говорило о выстреле, произведенном в подбородок. Оружие валялось здесь же, на его ногах, что было очень похоже на личную инициативу, в том смысле, что он предпочел уйти из жизни самостоятельно. «Кажется, пульт мы нашли», — пробормотал Сугроб. «Лис, займись аппаратурой. Дед, останься с ним, а мы продолжим осмотр». «Что-то мне резко перехотелось осматриваться», — буркнул Степ, но все же двинулся дальше с Громом. Сугроб толкнул следующую дверь, но там оказалось пусто. Нет, мебель и какие-то приборы все так же находились на своих местах. Просто обошлось без трупов, как и за следующей дверью, и за той, что шла следом. Мы с Полиной двинулись к первому ответвлению, тоже принялись открывать кабинет за кабинетом. В одном находились лабораторные столы с рядами микроскопов, в другом точно такие же, но уже с наборами пробирок и парой центрифуг. Следующий больше походил на класс с ровными рядами столов и стульев и с доской на стене, исписанной непонятными формулами. Но главное, что здесь не было тел. Все помещения оказались абсолютно безлюдными, только рабочее оборудование. Единственное, чего здесь, на мой взгляд, не хватало, так это компьютеров. Я все понимаю. Пробирки, бумажные носители — это, конечно, хорошо, но я с трудом представляю себе современную науку без машинной обработки данных. Да сейчас даже в захолустной деревенской больнице в каждом кабинете стоят компы. Точнее, раньше стояли.
Но и сейчас, при всем том бардаке, что царит вокруг, без них не обходится ни одна административная работа. Мне вчера взрывчатку выдавали, списывая остатки в программе 1С. А здесь речь о науке, о каких-то открытиях. И ни в одном кабинете нет компа. Я вошел внутрь очередной лаборатории и осмотрел свободное место на столе. И нисколько не удивился, когда обнаружил провода, которые явно подключались к системному блоку. Остались даже клавиатура и мышь. К слову, последние валялись на полу, будто кто-то в спешке отключал системник и случайно задел их. Кстати, монитор тоже отсутствовал. Возможно, здесь стояли ноутбуки или моноблоки для экономии пространства. Помещение в торце тоннеля оказалось серверной, возможно, одной из. Но и здесь уже успел кто-то покопаться. Все жесткие диски сняты, а часть оборудования разбита. И вот вопрос, кто мог это сделать? Тот, кто консервировал объект, или те, кто приходил сюда после? Откуда у брата ключи доступа к секретной лаборатории? Что за тайны здесь хранились и почему старый так занервничал, когда всплыло ее название? «Эй!» — раздался возглас. «Идите все сюда!» Мы с Полиной как раз закончили осмотр вверенной нам территории и отправились на голос. Кричал Степ, а их отправили в правое ответвление. Сугроб встретился нам по пути, и мы вместе сунулись в тоннель, где и застали приятеля, который с открытым ртом рассматривал помещение в торце. Почти такое же, как обнаруженное нами серверное. Вот только вместо компьютерной техники стеллажи были заставлены банками с частями человеческих тел. Но когда мы добрались до тех, в которых хранились головы, стало понятно, что о людях здесь речь не идет. Это были измененные, в том виде, в котором мы их знаем. «Все еще верите в то, что эти твари получились в ходе побочки лекарства от рака?» — хмыкнул приятель, рассматривая колбы. «Возможно, здесь просто изучали врага», — пожал плечами Сугроб. «Или создавали мутантов. Суперсолдат», — продолжил размышлять в сторону конспирологии Степ. «Ну и что тебе даст это знание?» — резонно заметил Лис. «Даже если все так и было, теперь уже некого в этом винить». «Да я о том, что они все знали, но ничего не сделали!» — возмутился приятель. «Думаю, ты ошибаешься», — покачал головой я. «Скорее всего, здесь действительно изучали врага. Они пытались что-то сделать, может, найти лекарство или как-то обратить процесс». «Этого мы уже не узнаем», — произнес Сугроб. «Отсюда вынесли все, что могло дать ответы. Ни одного компа, ни одной бумажки. Мы там на архив наткнулись, так даже накладные исчезли». «Ладно, двигаем дальше», — буркнул я и направился к основному коридору. Следующее ответвление оказалось жилым блоком, и здесь нас застал очередной сюрприз в виде кучи трупов. Похоже, работники лаборатории умерли прямо во сне, пока мирно спали в своих постелях. Вонь уже не была такой удушливой, видимо, ее успело втянуть в систему вентиляции, а может, это мы уже принюхались. Однако картина, представшая перед глазами, была довольно страшной. «Здесь тела!» — кивнул я, выбравшись из тоннеля в центральный коридор. «У нас технические помещения», — ответил Степ. «Генераторные, вентиляционные и так по мелочи. Есть комната связи и оборудование вроде рабочее». К нам подошел Сугроб с Федей. Марк прошел мимо и отправился осматривать правую часть центрального тоннеля. Он единственный, кто остался без пары, а потому помогал командиру. «Ладно, осталось немного», — произнес Сугроб. «Давайте осмотрим все до конца, а потом будем думать». «Эй, народ!» — раздался напряженный голос Марка. «Кажется, я что-то нашел». Мы двинулись к нему и оказались в столовой. Большое помещение, заставленное длинными столами из нержавейки. В конце помещения раздаточная и открытая территория кухни. Но не это привлекло внимание снайпера. Он с задумчивым видом стоял у стены, в которой зияла огромная дыра, и пытался пробить тьму за ней при помощи мощного фонаря. Вот только луч терялся в темноте, так и не достигнув окончания рукотворного тоннеля. И тут меня снова накрыло. Самодельные хлипкие балки, удерживающие от обрушения потолок, высота которого заставляла весь день находиться в скрюченной позе. Часть отбоя, сваленная в кучу, чуть в стороне и накрытая потрепанной в хлам садовой тачкой. Все это я уже видел. Все это я уже делал. Память вновь заворочилась, вытаскивая давно забытые картинки. Полумрак, рассеиваемый лишь керосиновыми лампами, непрекращающееся чувство голода и усталости. Вонь немытых по несколько месяцев тел и жидкая похлебка в конце смены. Я невольно прикинул место, где располагалась эта гребаная лаборатория, и сопоставил его с бункером, в котором провел долгие полгода. Так вот куда мы рыли все это время. Вот что пытались найти. Выходит, выродки знали о существовании этой лабы, знали о секретах, что хранятся внутри, но
Тогда почему они не вошли так же, как мы, через парадную дверь? Зачем было прилагать столько усилий и пробиваться сюда под землей? Побоялись, что все материалы будут уничтожены при несанкционированном проникновении? Или знали об этом наверняка? И самый главный вопрос, кто вынес всю оргтехнику? И что они пытались здесь найти? Старый прямо говорил о парнишке, который ушел вместе с Морзе. Что за секрет хранился в этих стенах, что ради его сохранности власти убили всех, кто здесь работал? А в том, что это сделали не выродки, я не сомневался. Мертвецы здесь явно не первый год, да и убиты во сне. Кроме как на тех двух военных в комнате наблюдения на телах нет никаких следов насильственной смерти. В том смысле, что их не застрелили и не придушили, пока те безмятежно спали. Нет следов борьбы, а они непременно присутствовали бы, завались сюда на огонек отряд выродков. Нет, их точно убрали по приказу. И сделали это те двое в военной форме. Мысли пронеслись за одно мгновение, пока мы все зависали, глядя в черное нутро тоннеля. Из ступора нас вывел вопрос сугроба, который наверняка крутился у каждого в голове. «Это что еще за херня?» — выдавил он. «Как такое вообще возможно?» «Кажется, я знаю», — ответил я. «Я был одним из тех, кто рыл этот проход». «В смысле?» — уставился на меня он. Спустя пару недель с начала апокалипсиса я угодил в плен к выродкам и попал на ферму. Вкратце объяснил я. И мы по 14 часов в сутки копали и пробивали этот чертов тоннель. Правда, тогда ни я, ни кто-либо другой не понимали его значения. Я уже и забыть про это успел, пока его сейчас не увидел. «Хочешь сказать, если мы сейчас по нему пойдем, то попадем на одну из ферм?» — уточнил командир. 200%, — кивнул я. Более того, я уверен, что мы попадем именно на ту, в которой держали меня. «Марк, Гром, вы остаетесь здесь на охране», — распорядился Сугроб. «Сменим вас через 2 часа, остальным отдыхать». «В смысле отдыхать?» — тут же подкинул вопрос Степ. «Мы здесь немного не за этим». «Хочешь бросить людей?» — схватил его за грудки командир. «Тебе насрать на то, что они там подыхают? Что с них сливают кровь, как со скота на бойне?» «Нет, но...» — опешил приятель. «Тогда заткнись и делай, что тебе говорят. Отдых 2 часа. Жрем, пьем и выдвигаемся. Вернемся и закончим здесь, когда сдохнет последний ублюдок на той сраной ферме. Возражения?» «Никаких», — усмехнулся я и протянул руку Сугробу. «Спасибо, братан». «К напарнику своему присмотрись», — буркнул он и крепко сжал мою ладонь. «Даже не собираюсь». Я посмотрел ему прямо в глаза. Он мне уже 100 раз жизнь спас. Просто у него своя философия, я ему верю больше, чем себе. «Дело хозяйское», — пожал плечами Сугроб. «Ты мне лучше вот что скажи. Сколько их там может быть?» «Кого?» — уточнил я. «Измененных или пленных?» «И то, и то». Он неопределенно покрутил пальцами в воздухе. «Сможешь описать примерную схему внутренних помещений?» «Даже нарисовать смогу», — кивнул я. «Там в первом коридоре доска с маркерами была. Пленных там старались держать в районе 200. Но сам понимаешь, при такой жизни смертность среди нас была обычным делом. Каждый день кто-нибудь подыхал. Что до выродков, там тоже не все просто. Постоянно появлялись какие-то отряды, чтобы день переждать. Но основной состав практически не менялся. Их там около 50 особей. Только учитывай, что моей информации 2,5 года, и все могло очень сильно измениться». «Скорее всего, если что-то и поменялось, то не критично. На нашей стороне эффект неожиданности. Плюс мы знаем их слабые места». «Ну, мы тоже не пальцем деланы». «Ты обращал внимание, что они в основном используют глушенные стволы?» «Да, но значения этому не придавал». «А вот мы придавали и проверили. Слух у них более чувствительный, как и зрение. Так что хлопушки — наше все». «Неплохо», — кивнул я. «И спасибо за совет. Надо будет тоже как-нибудь попробовать». «Всегда пожалуйста», — ответил Сугроб. «Федь, сгоняй к лису. Что они там до сих пор возятся так долго? Пусть сюда подтягиваются. Нужно план проработать». Глава 15. Бойня. Двигаться приходилось друг за другом. Тоннель был настолько узким, что в нем едва умещался один человек. Видимо, выродки очень спешили под конец. Помнится, нас заставляли расширять проходы, но, возможно, до них мы вскоре доберемся. Шли в полной темноте, используя только приборы ночного видения.
Свет фонарей мог нас выдать. А когда вокруг нет ничего излучающего свет, ПНВ переходит в работу от инфракрасных диодов, которых у нас со Степом и Полиной на монокуляре всего по 3 штуки. Так что видимость была близкой к нулю. Нет, очертания стен и силуэты идущих впереди мы все-таки видели, и этого нам пока хватало, однако напрягало не это. Меня грызли внутренние ощущения. Чем дальше мы заходили, тем сильнее меня нагоняли воспоминания прошлого, а атмосфера лишь подбрасывала угля в топку. Тяжелый спертый воздух, которого едва хватало, постоянная влажность и эти скрипы и шорохи. Укрепленный какими-то досками грунт постоянно грозился обвалиться, даже когда пребывал в покое. Отовсюду вечно что-то осыпалось, подпорки скрипели, и все это создавало ощущение, будто тоннель живой, словно он дышит. Вскоре он начал расширяться, и мы перегруппировались, разбились на пары. Все же огонь из 2 стволов гораздо эффективнее, чем из одного, даже если это пулемет. Время снова потеряло всякое значение. Я не знал, сколько прошло с того момента, как мы вошли в темное нутро подземного коридора. По ощущениям, уже около получаса. Можно посмотреть на часы, но лучше не отвлекаться. Под ногами такой абзац, что приходится постоянно выбирать место, куда наступать, чтобы не подвернуть лодыжку или не грохнуться на очередном скользком камне. Из-за этого мы скорее ползли, чем бодро продвигались. На очередном участке мне попалось на глаза что-то необычное, отличное от привычного пейзажа. Сугроб и Федя прошли мимо, словно не замечая ровный прямоугольник белого цвета. «Стойте!» — шепнул я и, присев, поднял лист бумаги стандартного формата А4. «Что там?» — раздраженно спросил командир. «Доставь ты эту хрень». «Это из лабы бумага», — прошипел я, всматриваясь в текст. «Какой-то отчет о генетической экспертизе». «И что?» — не понял меня он. «А то, что выродки что-то вынесли из лаборатории», — добавил я. «Это мы и так знали», — пожал плечами он. «Они ведь не чаю попить приходили». «Нам нужно все это найти и уничтожить». Я внимательно посмотрел на сугробы. «Мы здесь именно за этим. Надеюсь, документы все еще там». «Дай посмотреть». Полина забрала у меня лист и, щелкнув фонарем, который предварительно перевела в красный спектр, пробежалась глазами по документу. «Офигеть!» — зашипела она. «Прикиньте, тут написано, что выродки состоят из каких-то мутировавших раковых клеток. Вот». Девушка всмотрелась в текст и прочла. «Тератома. Особый вид опухоли, которая способна формировать различные ткани человеческого тела, включая волосы, кости, мышцы, хрящи, жировую и нервную ткань». «И что нам это дает?» — пожал плечами сугроб. «Нам им химиотерапию теперь устроить? Все, отставить, идем дальше». «Твою мать!» — снова прошипела Полина. «Что опять?» — зло шикнул сугроб. «Эта бумажка датирована 23-м годом». Полина уставилась на меня таким взглядом, будто хотела получить ответ. «И что? Теперь даже я ее не понял». «Ты серьезно?» Поморщилась она и едва не перешла с шепота на нормальный тон. «Все это дерьмо началось в июле 24-го». «Ну-ка, дай посмотреть». Я выхватил из ее рук документ и уставился на дату в углу. Действительно, там имелась подпись, под которой красовалась дата — 28 ноября 2023 года. Выходит, Степ был прав, и это наши лаборатории создали то, что в итоге уничтожило весь мир. «А я знал!» — ехидно зашипел приятель. «Я вам говорил! Но меня же никто не слушает!» «А еще ты говорил, что это инопланетное вторжение», — заметила девушка. «Одно другому не мешает», — хмыкнул он. «Может, высшие существа как раз и подсказали этот рецепт». «Ой, все», — толкнула приятеля Полина. «Тебя сейчас к рептилоидам унесет». «Вы закончили?» — поинтересовался сугроб. «Да, прости». Я поморщился и спрятал бумажку в карман, расположенный на голени. «Все, двинули», — скомандовал он. «И рты захлопнули». Тоннель снова вильнул, а затем в очередной раз расширился уже до привычного мне состояния. Идти приходилось все еще сгорбившись, но хотя бы без опаски случайно задеть какую-нибудь подпорку и устроить обвал. Да их здесь практически и не было. Грунт сменился на каменную породу. Но самым странным было то, что я начал ее узнавать. Не сам каменный пласт, конечно, а расположение трещин и торчащих из стен осколков. Это было так странно, что я замедлил шаг, за что получил тычок в спину от идущего позади Степа. «Стойте!» Снова зашипел я.
«Что на этот раз?» Не скрывая злости, уставился на меня сугроб. «Я был здесь», — прошипел я. «Я знаю этот тоннель, эту его часть. Вон там, возле того валуна, я прибил крысу и сожрал ее». «Фу, какая мерзость!» — поморщилась Полина. «Прям живую, что ли?» «Да какая разница?» — отмахнулся я. «Я к тому, что знаю, сколько осталось до бункера. Сейчас будет еще один поворот, а затем прямая на пару километров. Спрятаться там негде. Как только свернем, все, нужно прибавить темп и идти до конца. Я знаю расположение всех коридоров и помещений». «Хочешь пойти первым?» Понял, к чему я веду сугроб. «Думаю, так будет лучше», — кивнул я. «Хорошо». К моему удивлению, не стал спорить он. «Веди». И в этот момент меня вдруг накрыло. Вся неуверенность и страх улетучились в одно мгновение. Прошлое должно оставаться в прошлом, но иногда оно имеет свойство выплывать. Не знаю, есть ли на свете высшие силы, отвечающие за вселенскую справедливость, но иногда мне кажется, будто за нами кто-то присматривает. Как иначе объяснить то, что происходит в данный момент? Я полгода выживал в условиях, в которых не содержит даже скот. Над нами откровенно издевались, морили голодом и вытягивали все силы тяжелым, невыносимым трудом. Но даже в то время я мечтал только об одном, что когда-нибудь отомщу всем этим ублюдкам. Каждый раз, когда мы выбирались на охоту, я представлял себе, что убиваю одного из них. И да, в некотором роде так и было. Но сейчас мне представился шанс по-настоящему выпотрошить тех, кто стоял у руля на этой сраной ферме. Почему я не явился сюда, когда оказался на свободе? Да потому что это было невозможно. Не получится пройти через парадный вход в защищаемый секретный бункер, полностью подготовленный как раз для подобных ситуаций. Да нас бы на мелкие запчасти разобрали еще на входе. Но вот так, войти незамеченным с тыла в тот момент, когда никто не ждет появления врага, это дорогого стоит. Выродки, сами того не понимая, создали для нас лазейку. Злость и праведный гнев пылали во мне, словно атомный реактор. Чистая энергия заструилась по венам, и да, я понимал, что это всего лишь адреналин. Я был готов к бою, нет, к бойне. К избиению и полному уничтожению своих обидчиков. Вряд ли это поможет мне забыть все то, что они с нами сделали, но моральное удовлетворение я получу точно. Насколько я помню, впереди нас ожидал тоннель, который выводит к основному, центральному. В нем дежурит 4 часовых. 2 окажутся справа и 2 слева. Еще по одному находятся в каждом коридоре, плюс те, что неустанно охраняют пленных. Ну и, естественно, смена. То есть количество выродков можно смело удваивать. Судя по всему, снаружи сейчас ночь, да и время как раз подходит к полуночи. А значит, людей уже пару часов как согнали в стойло. На это был расчет, когда мы сюда сунулись. Впрочем, тоннель и без того был пустым, ввиду того, что его уже завершили. Но зная, как работает система, я бы не удивился, если пленных отправили бы пробивать новый. Ведь чем-то же они должны заниматься, чтобы растрачивать силы. Иначе их содержание сильно усложнится, станут возникать мысли о бунте и различные заговоры. Но дело не только в этом. Часть выродков в это время суток всегда покидала бункер, понятия не имея, куда они уходили. Может, на поиски новых пленных, на осмотр ловушек или что там у них. А возможно, просто погулять и подышать свежим воздухом или за грибами. Факт. В бункере их становилось меньше, и грех этим не воспользоваться. Странно, но на этот раз гнев не затмил разум. Я мыслил четко и ясно. Память уже работала на меня, подкидывая полезную информацию вместо кошмаров из прошлого. План подземного хранилища всплыл перед взором, будто я находился в компьютерной игре. Нет, естественно, все это было лишь плодом моего воображения. Я просто вспомнил схему, начертанную куском угля на тряпице. Именно благодаря ей нам удалось разработать план побега, а сейчас она поспособствует еще одному благому делу. Мы добрались до середины последней прямой. В конце тоннеля забрезжил свет, и это не аллегория, впереди нас ожидал действующий бункер. Я остановился и сжал кулак, подняв его над головой, а когда обернулся к своим, сугроб недовольно нахмурился, но на этот раз его раздражение было лишним. Я не собирался тратить время на пустую болтовню. Указав пальцем налево, я продемонстрировал 3 пальца, а после того, как выбрал правое направление, дважды по 3. Меня поняли. Бойцы моментально перегруппировались, заняв обозначенные мной позиции, мы двинулись дальше. Бой начался сразу, как только мы добрались до выхода их рукотворного тоннеля. Не теряя ни секунды, я высунулся за угол
и, поймав на прицел голову выродка, вдавил спуск. Автомат сухо протрещал, и 3 серебряные пули разворотили череп урода. Буквально в ту же секунду захлопали выстрелы слева. Появление подкрепления мы тоже не стали ждать, и как шли гуськом, вытянулись в основной коридор. Наша группа из 6 человек тут же поделилась на 2 ручья. Оружие у плеча и ствол всегда смотрит в ту же сторону, что и глаза. Никто не оборачивался на левую тройку, все прекрасно знали, что они действуют точно так же и не подведут. И вскоре короткая очередь с их стороны это доказала. Из ответвлений, уходящих в обе стороны от основного тоннеля, нам навстречу выскочили 2, как раз те самые часовые, патрулирующие коридоры. Они даже прицелиться не успели, как получили свою порцию серебра из 2 стволов. Никто не разбирал цели и не тратил время на команды. Я бил все, что двигалось по правому сектору. Сугроб уничтожил врага слева. В таком порядке мы и разошлись, молча поделившись на 2. Мы с Полиной нырнули в правый тоннель. Сугроб с Лисом ушли влево. Дед скрылся за поворотом, продолжая прикрывать основной тоннель. Первая дверь в нашем коридоре была распахнута настежь. Я аккуратно, чтобы не словить пулю, начал срезать угол, стараясь охватить взглядом максимально возможное пространство. В пределах прямой видимости я никого не обнаружил, но враг вполне мог прижаться к стене, на которой располагалась дверь, и таким образом я бы его ни за что не увидел. Командуя знаками, я снова распределил сектора, и мы с Полиной одновременно сунулись внутрь. Пусто, можно идти дальше. Но не успели мы сделать и шага, как дверь на противоположной стороне коридора распахнулась, и из нее выглянула любопытная рожа. Этот придурок даже оружие взять не удосужился, настолько был уверен в собственной безопасности. Похоже, стрельба в бункере ему ничего не сказала, а может, он понадеялся, что это часовые пресекли очередную попытку побега. Полина превратила его харю в крошево из костей и рваного мяса выстрелом из дробовика, и только после этого внутри завыла сирена, а под потолком вспыхнули проблесковые маячки. Мы преодолели большую часть коридора, когда нам навстречу выскочили еще 2. Они бежали, сломя голову, подчиняясь инструкции, наверняка спешили к парадному входу, думая, что атака развивается там. Я вдавил спуск и вбил короткую очередь в грудь противнику справа. Полина вышибла мозги на стену левому выродку. И тут затрещал автомат деда. Он бил длинной очередью на весь магазин, но вряд ли заполошно. Скорее всего, пытался убить как можно больше одним разом, просто заливая серебром все пространство перед собой. Наш тоннель завершился складским залом, и нам снова пришлось разделиться, чтобы его осмотреть. Скорее всего, внутри больше никого нет, но нам необходимо в этом убедиться. Оставлять врага за спиной — плохая примета, пагубная для здоровья. На осмотр ушло минуты 3, а затем мы снова вернулись в пустой тоннель с открытыми дверями. У поворота сидел дед и периодически отстреливался от засевших впереди выродков. На сей раз патроны он тратил скупо, перейдя на режим стрельбы одиночными. Все верно, его задача — сдержать наступление и дождаться нас. «Брак, слышишь?» — раздался голос Сугроба в наушниках. «Да», — коротко ответил я. «Дед, готовься, мы на подходе», — продолжил командовать он. «Брак, ты прикрываешь, следующим, потом я. Главное, не давай им высунуться». «Принял», — ответил я. «Принял», — словно эхо повторил дед. Когда мы добрались до перекрестка, он принял поливать серебром в сторону выродков, но теперь делал это короткими очередями. Сугроб с Лисом сразу продолжили движение, выбрались в основной тоннель и начали продвигаться по левой стороне. «Пусто!» — произнес дед, и настала моя очередь прикрывать наступление. Я даже не знал, где находится противник, просто лупил в пространство, молясь не зацепить своих. Магазин быстро опустил, и я тут же оповестил об этом членов отряда. «Пошел!» — рявкнул Сугроб, намекая на то, что теперь моя очередь вылезать на открытое пространство. В отличие от нас с дедом, он не стал лупить в белый свет, как в копеечку, а вначале дождался, когда кто-нибудь из выродков высунется, чтобы проверить обстановку, и, подловив нужный момент, расплескал его мозги по бетонному полу, а затем точно так же продолжил простреливать пустое направление. За это время я сменил магазин и приготовился к очередной команде к огню. Но вместо меня в бой снова вступил дед. Он словно призрак образовался посередине, продолжая вбивать короткие очереди в сторону перекрестка и помогая командиру подобраться к засаде вплотную. Я ожидал, что он сейчас выскочит, словно чертик из табакерки, и начнет мочить всех, кто окажется на линии огня. Но, как оказалось, у него были другие планы. Что-то звякнуло, раздался едва слышный хлопок, а спустя несколько секунд Сугроб махнул рукой, отправляя выродкам сюрприз в виде гранаты. Она грохнула почти сразу, едва залетев за угол. Послышались крики, маты, справа выскочили 2, пули засвистели в опасной близости и, щелкая по бетону, начали метаться в хаотичном порядке, рикошетя от стен, пола и потолка. Давно не видел измененных в таком состоянии. Дистанция до нас была максимум 5 метров.
но в нас они так и не попали. Вот что называется паническая стрельба. Зато мы с Полиной снова отработали, как единый организм. Не прошло и секунды, как оба придурка рухнули на пол, заливая его кровавым месивом из костей и мозгов. А сугроб уже работал в тоннеле слева, что означало, правая сторона тоже зачищена. По крайней мере, ее видимая часть. Дед опять спрятался за поворот и направил оружие в сторону ожидаемого противника. А мы отправились зачищать коридор справа. Я знал, куда он ведет, точнее, каким помещением заканчивается. Наверняка раньше там тоже располагался склад. Но когда это место заняли измененные, его превратили в стойло, разделили на перегородки, на которые закрепили по 3 яруса лежаков. И, скорее всего, те двое, что пытались сдержать нас, как раз охраняли пленных. Дверь в комнату охраны была открыта, а внутри оказалось пусто, так что мы спокойно добрались до широкой залы. Вот только пленных там не оказалось. Неужели ферму закрыли и всех людей перебросили на другой объект? Впрочем, думать об этом мы будем после того, как завершим зачистку. Мы разделились и отправились осматривать стойло. Они были организованы таким образом, чтобы 2 охранников без особых забот смогли держать пленных под контролем. Так что и этот процесс много времени у нас не отнял. Мы пробежались вдоль длинных рядов, стараясь при этом дышать только ртом. Я уже успел позабыть, какая здесь стояла вонь от немытых тел и открытых ведер, используемых в качестве туалета. «Чисто!» — бросил в гарнитуру я. «Чисто!» — повторила за мной Полина. Дед снова кого-то обстреливал, иногда даже не рискуя высунуться. Просто выставлял ствол автомата за угол и давил на спуск. Но когда мы подошли, ситуация резко изменилась, притом снова в нашу пользу. Вначале в ушах прозвучал голос Феди «Бойся», а затем загрохотал пулемет. Гулко хлопнул подствольный гранатомет, и в конце коридора вспыхнул взрыв. И все стихло. Только у сугроба что-то пошло не так. Он точно так же, как секунду назад дед, присел в конце коридора и поливал короткими очередями невидимого противника. Память вновь услужливо подбросила карту бункера. Да она и не требовалась, ведь именно по этому тоннелю мы 2,5 года назад покидали это проклятое место. Он выводил к следующему, идущему практически параллельно основному. Вправо от него уходил широкий коридор, который заканчивался залом с элеватором. Следом за ним зал столовой, куда выносили бидоны с жидкой холодной похлебкой. А если идти прямо, то попадешь в морозилку, самое лютое место в бункере. Туда сажали тех, кто не желал ломаться под выстроенный выродками режим. Еще в те дни, когда бункер работал в полную силу, и сюда свозили все, что поможет людям выжить в голодное время, там стояла морозильная установка. И за те годы, что она нагоняла в помещении минус, бетон и земля вокруг впитывали холод. В итоге они промерзли так сильно, что даже когда установку отключили, температура там и не подумала подниматься. А уже выродки приспособили это помещение под свои нужды, в том числе и в качестве карцера. Спустя час в этой камере люди были готовы на все, лишь бы туда не возвращаться. Естественно, находились и те, кто не желал уступать. Куда потом девались их тела, никто не знает. Хотя слухи ходили разные. «Сколько их?» — спросил у сугроба я, когда присел за его спиной. 3, может 4, — ответил он. «Работают по очереди, даже высунуться не дают». «Гранаты еще есть?» — спросил я. «Не достану», — покачал головой он. «А просто так ими кидаться смысла нет. Давай я». К нам подобрался Федя, который как раз прицепил новый короб на 100 патронов. «Давай. На счет 3», — кивнул сугроб. 1, 2, «Стой!» — согласовал я и протянул пулеметчику кусок черного сердца. «На вот, на всякий случай». Он благодарно кивнул и сунул его в рот. «Готов?» — уточнил сугроб. «Да. Погнали!» — хищно оскалился Федя. «Я сразу вперед двину, ты за мной. Лис, прикрой на всякий». «Лады!» — ответил штурмовик и встал за спиной командира так, что без труда мог вести огонь у него над головой. 1, 2, 3. Отсчитал сугроб и, выставив ствол за угол, вдавил спуск. Федя тут же шагнул в сторону и принялся поливать тоннели с пулемета, при этом продолжая двигаться вперед. «Давай!» — крикнул он, и сугроб тоже выскочил на открытое пространство. Что происходило дальше, я не видел, но слышал, как парни работали в команде. А спустя несколько секунд грохнула очередная граната, и все окончательно стихло. «Чисто!» — прозвучало в наушниках, и мы выбрались из укрытия. «И где пленные?» — посмотрел на меня командир, будто я специально его обманул. «Без понятия», — пожал плечами я. «Стоило в помещении сзади, но там никого. Может, на другой объект перебросили. Они так делают». «Жаль», — поморщился сугроб. «Я надеялся, что мы им поможем».
«Ладно, Лис, дед, дуйте к выходу, в случае чего кричите, мы пока все внимательно осмотрим». Пока командир раздавал приказы и делил нас на группы, я уставился на обваленный тоннель, по которому мы когда-то отсюда бежали. Надо же, выродки его даже расчищать не стали. Видимо, побоялись рецидива. Не удивлюсь, если они всю нашу смену раскидали по другим фермам, пригнав сюда новых пленных. Ведь удачный побег мог легко спровоцировать других. А так не видели? Не бредят. «Что там?» — спросил Сугроб, подойдя сзади. «Элеватор. Через него мы бежали». «Ясно». Совершенно без участия бросил он. «Потом поностальгируешь. Нужно документы отыскать. Что еще находится в этой части?» «Дальше столовка, а прямо морозилка». «Морозилка?» — зачем-то переспросил Сугроб. «Они там что, мясо хранят?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Может, и мясо». «Проверь на всякий», — кивнул Сугроб. «Мы пока жилую часть осмотрим». «Хорошо», — кивнул я и поманил за собой Полину. Степ с Марком отправились осматривать технические помещения. Может, мы и подавили сопротивление, но кто-то из выродков все еще мог спрятаться. Поэтому теперь мы отправились обыскивать бункер, уже вдумчиво и не спеша. Гром завис возле завала с задумчивым видом, рассматривая развороченный бетон. «Грамотный подрыв был», — пробормотал он. «Здесь раньше система самоуничтожения стояла, но ее демонтировали, а мы просто воспользовались старыми шурфами под закладки». «Ясно», — кивнул он и добавил. «Я с вами до морозилки. Пойдем?» Не стал я отказываться от еще одних рук. Дверь с противным скрипом вышла из притвора, и в лицо сразу ударил морозный воздух. Внутри все покрыто белой наледью, и я даже не возьмусь предполагать, какой она толщины. Полина щелкнула подствольным фонарем, и то, что его луч выхватил из темноты, повергло нас в ступор. Мне вдруг захотелось еще раз войти сюда и убить этих ублюдков повторно. По обеим стенам висели человеческие туши. Именно туши, потому что они были выпотрошены и разделаны. Грудины вскрыты, головы отдельно, как и руки с ногами. Последние были сложены на полке, идущие по всей морозилке вдоль стен. Здесь же лежал и вырезанный ливер, печень, почки, легкие и сердца. Отдельной кучкой хранились мозги и языки, видимо, для особых гурманов. «Твою мать!» — выругалась Полина и захлопнула дверь. «Сука! Как теперь это развидеть? Мудаки!» Девушка повернулась и всадила заряд картечи в уже мертвого выродка. «Доложить!» — тут же раздался голос Сугроба в наушниках. «Это случайно», — ответил я. «Нервы шалят». «Уроды, мать вашу, за ногу и об асфальт!» Снова взревела Полина и еще дважды надавила на спуск. «Опять случайно?» — опередил вопрос я. «Кончайте палить!» — рявкнул Сугроб. «Постараемся». Не стал обещать я и положил руку на ствол дробовика. «Поля, хорош. Не трать серебро. Выберемся, свожу тебя на охоту». «Зачем они так, а? За что они так? С нами...» Она потерянным взглядом посмотрела на меня. «Может, потому что мы для них просто еда?» — флегматично ответил Гром. «Жаль, взрывчатки не хватит, я бы этот бункер тоже обрушил». «Нашли!» — снова раздался голос Сугроба в наушниках. 2 коробки бумаг и пара жестких дисков. Еще связка флешек, все подписано. Сможем забрать с собой?» «Брак, у нас приказ все это уничтожить, так? А тебе разве не интересно, что они здесь так усердно пытаются похоронить?» «Интересно, когда в бане тесно», — огрызнулся командир. «Не думаю, что нам стоит совать нос, куда не просят». «Ладно, просто дождись меня, я хочу взглянуть», — попросил я. «Перебьешься», — сухо ответил командир. «Федь, спали здесь все к чертовой матери. Нам и без этого дерьма проблем хватает». «Да чтоб тебя!» — выкрикнул я и помчался по коридору в сторону жилой части бункера. Глава 16. Гнев и хаос. Я не успел всего на какие-то секунды, когда ворвался в кабинет, где были обнаружены материалы, вынесенные из лаборатории. Гром уже бросил на них зажигательную шашку. Похоже, предварительно он щедро облил их соляркой, так как полыхнули они мгновенно и довольно сильно. Спасти из этого пламени хоть что-то уже нереально. «Нахрена?» — выкрикнул прямо в лицо командиру я. «Какого хрена, Сугроб?» «У нас есть приказ», — совершенно спокойно ответил он. «Понятно, что для вас, гражданских, это слово мало что значит». «Да кончай ты гнать эту пургу, оставь ее для своих!» — огрызнулся я. «Тебе сложно было дать мне на них взглянуть?» «Эти данные должны были исчезнуть», — продолжил гнуть свое Сугроб.
Ты видел, что стало с теми, кто над этим работал? Думаешь, просто так? А что, если там информация, которая способна уничтожить всех нас? Ты об этом думал? Я бы не стал ее распространять, буркнул я, уже понимая, что он прав. «Один укус», — усмехнулся Сугроб. «Всего один, и все, что хранится в твоей голове, станет общим достоянием измененных». «Фу...» — шумом выдохнул я и как-то сразу успокоился. «Гром, сможешь сложить этот бункер?» «Вряд ли», — покачал головой тот. «Нужно очень много взрывчатки, а у нас едва на лабу хватит». «Кто стрелял?» — перебил подчиненного Сугроб. «Да там...» «Короче, лучше тебе самому посмотреть», — отмахнулся я. «Мы пленных нашли». «Где?» «В морозилке», — ответил я. «Их на мясо разделали». «Ясно». Он помрачнел. «Ладно, уходим. Здесь мы закончили». Я еще раз посмотрел на пылающую кучу и тяжело вздохнул. Информация, что там хранилась, наверняка была очень ценной. Но Сугроб прав. Нельзя, чтобы она вышла отсюда. С другой стороны, мы не можем быть уверены, что успели вовремя. Как знать, возможно, выродки уже все изучили. Ведь за каким-то хреном они полезли в офис Росатома, а значит, пытались отыскать недостающие куски. Вполне может быть, что подобная лаборатория не одна, и информация о других хранится где-то в тех бумагах. Но теперь старый наверняка заметет все следы. Сугроб с Громом уже покинули кабинет, а я так и стоял, глядя на огонь и гоняя все эти мысли. Дышать было тяжело. Несмотря на приточную вентиляцию, огонь сжирал кислород гораздо быстрее, чем он поступал. Из ступора меня вывел какой-то странный шорох. Активные наушники из-за гробовой тишины вокруг уловили его, выкрутив на максимум громкость. Он исходил как раз от вентиляционной решетки, расположенной у пола. Вначале я подумал, что это крыса. Этим тварям плевать на то, что бункер расположен под землей на глубине 200 с лишним метров. Ведь здесь есть еда, а уж как до нее добраться, они знают получше нашего. Когда-то, давно, я испытывал к ним отвращение. Нет, не боялся, но и брать в руки брезговал. Но, проведя полгода в состоянии близком к голодному обмороку, изменил к ним отношение. Только благодаря им мы иногда могли забыть об этой тянущей пустоте в брюхе. И нет, я не собирался сейчас ее жрать, предаваясь очередной волне нахлынувших воспоминаний. К решетке я двинулся по другой причине. Мне не понравилось то, как она прилегала. Словно кто-то открыл ее, в спешке забрался внутрь и не сумел, а может и не успел, вставить на место, как оно было. И свалить побоялся, так как его могли услышать. Бойцы здесь так себе, сомневаюсь, что их вообще учили воевать. Ну что входило в их обязанности? Охранять слабых, едва способных передвигать ноги пленников? Да вломить пару раз за непослушание. Вот и все их таланты. «Ку-ку! Ёпта!» — хищно оскалился я, присев у вентиляционной решетки. До выродка наконец-то дошло, что его заметили, и он тут же попытался улизнуть. Все это время он стоял на четвереньках, всматриваясь в то, что происходит в кабинете. Да и пространство, в которое он себя загнал, не очень-то подходило для быстрого маневра. А потому максимум, что ему удалось сделать, так это слегка попятиться, когда я вырвал и отбросил решетку. На этот раз гнев затмил мой разум. Мозги перемкнуло, а перед глазами всплыла картина с выпотрошенными человеческими телами. Впрочем, кроме нее я больше ничего и не видел. Разве что животный ужас, застывший в глазах измененного. Вот только мне не было его жаль, напротив, я желал его крови и страданий. Я выволок его из этой норы прямо за волосы. Левая рука привычно нырнула в карман, и пальцы скользнули в проушины серебряного кастета. Я уж и забыл, когда в последний раз им пользовался. Самое время вспомнить. Сочный щелчок по лицу звонко прозвучал в полупустом помещении, а затем наушники быстро прибрали громкость. Выродок завизжал, словно свинья, которую неумело пырнули ножом, не достав с первого удара до сердца. Измененный попытался сбежать, но я подправил его траекторию мощным пинком по роже. У меня даже голеностоп заломило. Ублюдок клюнул носом в пол, и я еще раз добавил ему ботинком в ухо. Последнее не выдержало такого варварского отношения и порвалось. Но регенерация у этих тварей очень быстрая, если, конечно, не прижечь рану серебром, что я и сделал, прижав к рваному уху кастет.
Очередная порция свинячьего визга патокой влилась в мои уши. Я перекинул кастет в правую руку и с деревенского размаха зарядил ублюдку оплеуху. «Твою мать!» — раздался возглас за спиной. «Ты где его взял?» — прозвучал сочный лязг автоматного затвора. «Не лезь!» — взревел я. «Он мой!» Я обернулся на явившегося на шум драки сугроба, и тот отпрянул, взглянув на мое перекошенное от гнева лицо. Спорить он не решился и, опустив оружие, отступил, но не ушел. Вскоре за его спиной возникли остальные, я слышал их голоса и шаги, но все свое внимание сосредоточил на выродке. Тот уже успел очухаться и стоял на четвереньках, правда, недолго. Футбольный пинок в лицо снова заставил его прилечь, и поза оказалась очень удобной для продолжения экзекуции. Пару раз я сунул ему ботинком в бок, заставляя скрючиться, а затем снова приложил кастетом в рваное ухо. Только благодаря серебру этот ублюдок чувствовал каждый мой удар, а я бил и бил, пока его визг не превратился в тихий хрип. Впрочем, и тогда я не остановился, продолжая метелить измененного, что было сил. А их я не жалел, лишь рассчитывал таким образом, чтобы он оставался живым как можно дольше. Но итог был предрешен. Вскоре очередной мой удар сломал выродку лицевую кость, и кастет погрузился слишком глубоко в рваную рану. Кровь на серебре зашипела, словно я сунул ее в кислоту, а ублюдок выгнулся дугой в последний раз и затих. Но для верности я уселся на него верхом и продолжил рихтовать ему харю, делая ее вогнутой. А затем вдруг резко успокоился. Уселся на труп и, похлопав себя по карманам, отыскал портсигар. Выудил из него самокрутку и закурил. «Что?» — спросил я, глядя на рожи своих товарищей. «Не, ничего, все нормально», — покачал головой Степ. «Вот думаю, есть ли у них в аптечке галоперидол?» «Ой, да иди ты в жопу!» — поморщился я. «Ты закончил?» — совершенно спокойным голосом спросил сугроб. Я покосился на мертвого выродка, приподняв его голову за волосы. С разбитой вдребезги рожи соскользнул кусок кожи, оголяя окровавленное мясо. Может, я и в самом деле псих. Это зрелище вызвало во мне теплые приятные ощущения, хотя должно быть наоборот. «Да», — кивнул я, отпуская безжизненную голову. Она с чавкающим звуком плюхнулась на бетонный пол. «Может, тогда уже свалим отсюда?» — спросил командир. «Можно мне покурить спокойно?» — спросил я. «Да», — задумчиво протянул Гром. «Да по тебе реально дурка плачет». «Вы до морозилки дойдите», — посоветовал я, «а потом уже выводы делайте». Бах! Звонко хлопнул пистолетный выстрел, и голова выродка слегка дернулась. Все обернулись на Полину, которая держала ствол. «Чё?» — в тон мне спросила она. «Я так, на всякий случай». «Два сапога», — усмехнулся Степ. «В натуре, брак, давай уже валить отсюда». «Да вы мертвого защекочете», — буркнул я и поднялся с трупа. «Ну пошли, чего вмерзли?» Обратный путь много времени не занял. Двигались мы без утайки, освещая путь фонарями. Лишь ближе к концу скорость пришлось снизить из-за сужения тоннеля. Лис прихватил из бункера выродков ноутбук, при помощи которого собирался оживить систему безопасности лаборатории. Уж не знаю, как он хотел это сделать, но, видимо, имел какой-то план. Я плелся в хвосте, подсвечивая фонарем под ноги приятеля, и едва не вписался ему в спину, когда тот резко притормозил. «Псс!» — с ехидной ухмылкой привлек мое внимание он. «Смотри, что есть!» Он слегка оттянул подсумок, намекая на то, что мне следует в него заглянуть. Я направил луч фонаря внутрь и тут же отвел в сторону, опасаясь, что содержимое заметит кто-нибудь еще. «Ты нормальный вообще?» — уставился на напарника я. «Это мне говорит человек, который только что изображал маньяка», — хмыкнул он. «Ты как вообще его...» «Ладно, не хочу знать, по крайней мере, пока. Нахрена он тебе вообще?» «Без понятия», — пожал плечами приятель. «Но, скорее всего, на нем что-то важное. Не стали бы нас из-за херни в такую жопу посылать. И я хочу знать, что творилось в этой сраной лаборатории». «Скорее всего, он зашифрован». «Да пофигу, найдем того, кто сможет открыть». «Ладно, только не свети». «Чё я, дурак совсем?» — ощерился Степ. «Шевели копытами давай, мы и так отстали», — подтолкнул приятеля я. «Вот ведь хомяк. И как только умудрился умыкнуть целый жесткий диск. Это ведь не флешка какая, которую в кулаке зажать можно.
А тот факт, что он внешне, как раз говорит о том, что на него сливалась самая важная информация, которую боялись потерять в случае какого-нибудь сбоя. Фу, надеюсь, у нас не будет из-за этого проблем. В лаборатории мы проторчали несколько часов. Лис копался с ноутбуком, который так и не смог подключить к общей системе. И причин тому было несколько, в том числе и разбитые сервера. Зато Гром сумел отыскать заложенную в стены взрывчатку и даже сообразил, как этим воспользоваться, чтобы уничтожить лабу. А это значило, что у нас освободились наши устройства. Вот только, как я не просил вернуться в бункер Госрезерва и заодно уничтожить его, Сугроб наотрез отказался от этой затеи. Единственное, с чем он согласился, так это обрушить часть тоннеля, ведущего к лабе. Но смысла в этом не было никакого, ведь скоро она сложится, и проникнуть внутрь будет попросту невозможно. Часть взрывчатки мы разместили на металлоконструкциях в шахте, ведущей на поверхность. Гром указывал на слабые места и те, что играли роль несущих, то есть основных опорных точек. Таймер установили на час и, забравшись в лифт, наконец-то отправились наружу. Мы как раз успели добраться до машин, когда задрожала земля под ногами. Вот и все. Задание выполнено. Теперь можно смело возвращаться к нашим делам. «Сугроб!» — вызвал командира по рации я. «На связи!» — отозвался он. «Не против, если мы в одно место завернем? Хочу тебе кое-что показать». «Да без проблем. Ведите. Степ, давай к Fashion Gallery». Я хлопнул по плечу приятеля. «А чё там?» — покосился на меня он. «Сейчас сам все увидишь». Напарник лишь кивнул в ответ и, указав поворот идущему позади нас микроавтобусу, свернул на широкий проспект. А минут через 20 мы уже высаживались на стоянке, где совсем недавно мной и Полиной был обустроен кукольный театр из манекенов. «Что это?» — поинтересовался Сугроб, рассматривая дырку от пули в голове пластиковой имитации человека. «Да мы тут пытались воссоздать обмен нас на серебро. Короче, это примерный макет». «Ясно», — усмехнулся командир. «А почему здесь?» «Ну так», — пожал плечами я, — «просто из-за того, чтобы кукол далеко не таскать. Но я думаю, место встречи будет мало чем отличаться. Засаду здесь не устроить. Широкое открытое пространство, где решает количество бойцов». «Допустим», — кивнул Сугроб, обходя баррикаду из автомобилей. «А почему 30? Ну, а сколько? А что, если их будет 50? Тогда нам конец», — развел руками я. «Не обязательно». Качнул головой Сугроб и указал на прямоугольник, начертанный осколком кирпича. «А это что?» «Микрик», — пояснил я. «Ну, наша позиция». «Угу». Он задумчиво почесал подбородок и окинул взглядом окружающее строение. «А там вы наверняка обустроили снайперскую позицию». «Мы так подумали», — вступила в беседу Полина, «что лучше всего будет работать в тыл». «Это да», — не стал спорить Сугроб. «Только она слишком очевидная». «В принципе», — девушка тоже осмотрелась. «Вот из тех домов тоже будет хороший вид, хотя часть стоянки окажется в слепой зоне, особенно ближе к зданию». «А что, если посадить стрелков с фланга?» С ухмылкой посмотрел на Полину Сугроб. «Да, можно, наверное», — как-то неуверенно ответила она. «Нужно», — сухо бросил он и перешел к прямоугольнику. «А мы, значит, все дружно будем кучковаться возле тачки, так?» «Примерно», — кивнул я. «Марк будет на позиции, Степ тоже. А остальные? Да хрен его знает. Мы пытались воссоздать ситуацию, и ни хрена не получилось». «Все потому, что вы думаете, как бандиты из 90-х», — ощерился командир. «Но по факту все будет не так, как ты здесь изобразил». «А как?» «Скорее всего, нас попросят выбросить тебя из машины где-то на проезжей части. Притом одного и связанным. Никто не станет организовывать стрелку с пальбой в упор. И где гарантия, что они не кинут вас на серебро? А где гарантия, что мы выбросим из машины того человека? Ну или не попытаемся его отбить во время сделки? Ах да, мы ведь как раз этим и собираемся заниматься». «Кончай ерничать», — поморщился я. «Что делать-то?» «Для начала отдохнуть и пожрать. Затем отыскать контакт, который займется переговорами между нами. И уже тогда обсуждать детали сделки. А пока мы просто тыкаем наугад пальцем в небо. Ну, допустим, что расклад будет похож на тот, что мы обустроили. Тогда как выйти отсюда победителями? Я не говорю, что мы сейчас бросимся прогонять ситуацию и оттачивать ее до автоматизма. Просто хочу понимания, что ты и твои парни
знаете, что делать». «А бункера тебе было недостаточно? Там находились не бойцы, а вертухаи, которые даже крыс не смогли бы победить. За моей головой явятся настоящие профи». «Знаешь, почему мы с парнями до сих пор живы?» Сугроб внимательно посмотрел мне в глаза. «Потому что профи — это мы. Среди выродков, таких как мы, нет. Надеюсь, не нужно объяснять, почему». «Намек понял», — кивнул я. «Но вопрос все еще открыт. Как бы вы поступили в такой ситуации?» «Хорошо», — ухмыльнулся Сугроб и пустился в объяснение. «Во-первых, мы бы ни за что не стали подъезжать сюда всей толпой, это как минимум тупо. Я бы высадил 4 за пару кварталов и отправил сюда с 2 сторон. Во-вторых, не стал бы ехать навстречу на вашем корыте. Я бы взял свой броневик». «Броневик?» — неподдельно удивился я. «Да, у нас инкассаторский форт. С ним хотя бы воевать не страшно. 7 он, скорее всего, не удержит, но энергию точно погасит. А броник справится с остальным. Итак, мы подъезжаем и выгружаем вас. В этот момент мои парни заходят с флангов и открывают огонь без предупреждения. Я от машины закидываю 2 хлопушки, а Федя накрывает остатки плотным огнем. Снайперы разбирают особо шустрых. Бой будет выигран секунды за 3. «Это реально?» Я посмотрел на Полину. «Более чем», — кивнула она. «Ситуация, конечно, может измениться, но, вероятнее всего, мы победим. Броня действительно меняет все в корне. Плюс 2 подвижные группы. Да, это точно сработает». «Но я повторюсь», — вставил свое слово Сугроб. «Ничего этого не будет, потому что так никто делать не станет. И почему ты хочешь, чтобы с тобой пошла она?» «Это не я так хочу. Она сама решила». «Очень тупо с твоей стороны». Сугроб посмотрел на Полину. «Ты хороший стрелок, и тебя лучше использовать на позиции». «Я владею навыком быстрого огня», — парировала Полина. Сугроб как-то странно на нее покосился, а затем мгновенно выхватил пистолет и расстрелял 6 целей, стоящих вокруг него, всего за какие-то 1,5 секунды. «Таким?» — спросил он, убирая оружие в кобуру. «Да», — кивнула девушка. «Давайте так», — продолжил командир. «Вы занимаетесь тем, что умеете вы, а нашу работу оставьте нам. Хорошо? Я подумаю, как лучше всего обеспечить прикрытие и при этом не потерять серебро. Но для начала нам нужно знать условия и место. Уверен на 90%, что нас попросят привязать вас к какому-нибудь столбу или просто выбросить посреди пустой трассы. А серебро передадут после того, как убедятся, что вы — это вы». «Слишком рискованно», — задумчиво пробормотал я. «Так и есть», — согласился Сугроб. «Поэтому мы будем торговаться и обсуждать все детали. Но сделать это нужно так, чтобы они ничего не поняли. Я к тому, что условия передачи вас в руки выродков, скорее всего, останутся неизменны. А вот что касаемо серебра, здесь мы можем диктовать условия. Ведь нас интересует именно оно, а не благополучие пленников». «Я понял», — не стал спорить я. «Очень хорошо», — улыбнулся Сугроб и хлопнул меня по плечу. «Не ссы, эта работа нам знакома. А теперь мы можем ехать?» «Да, погнали», — ответил я и направился к нашему прадику. Степ забрался на место водителя и запустил движок. Некоторое время сидел молча, наблюдая за тем, как рассаживаются в микрике бойцы Сугроба. «Вы занимаетесь тем, что умеете, а нашу работу оставьте нам», — передразнил командира ОМОНа он и сплюнул. «Ну не козлина, а!» «А по-моему, он дело говорит», — оспорило мнение приятеля Полина. «Не удивлюсь, если он окажется прав, и вас просто привяжут к столбу где-нибудь за пределами города». «Вас?» — обернулся на нее приятель. «Ну, со мной вроде вопрос решен», — пожала плечами она. «Я остаюсь на позиции, буду вас прикрывать». «Час от часу не легче», — вздохнул Степ. «И почему мне все это резко перестало нравиться?» «Вариантов у нас нет», — ответил я. «Если, конечно, мы все еще хотим стать счастливыми обладателями 150 килограммов серебра». 130, — поправил приятель. 20 уйдет Сугробу с Макаром. Слушай, может, мы сами все разрулим, а?» «Нельзя быть таким жадным», — пожурила напарника Полина. «Без них нас точно прикончат». «Я больше переживаю за то, что они нас кинут». «Нет», — уверенно отмел эту теорию я. «Сугроб — человек слова. Он не станет рисковать репутацией. Они живут за счет найма». «Чего стоим вообще? Ребята уже давно укатили.
Девушка толкнула Степа в плечо. «Поехали, жрать уже охота. Как не знаю что». «Тебе бы только жрать!» — хмыкнул приятель и, включив передачу, тронул машину с места. Но по прибытии отдохнуть нам не удалось. Хотя кому это нам? Мне. Я сразу отправился в комнату связи докладывать об успешной операции. Ну, может, не совсем, учитывая то, что часть бумаг и других носителей информации мы обнаружили в стане противника. Вряд ли эти новости обрадуют Старого, но лучше о них доложить. Пусть дальше сам решает, как поступить и какие шаги предпринять. Предупрежден, значит вооружен. Однако на связь с ним лично выйти не удалось. Но меня соединили с центром на лайнере, где я в подробностях описал все, что увидел. Ну и об уничтожении документов соответственно. Само собой, что о внешнем жестком диске, который стянул Степ, я не сказал ни слова. Мою информацию приняли и обещали донести до начальства. На этом сеанс связи закончился. Но не мои дела. Пока на дворе день, я собираюсь отыскать кого-нибудь, кто способен передать информацию выродкам. И вроде дело простое, но как его преподнести? Ведь в здравом уме никто не признается, что у них есть какие-то дела с измененными. Тут нужен был именно Старый, а я понятия не имел, как до него достучаться. Дергать по этому поводу Макара я тоже не хотел. Да и вряд ли он нам с этим поможет на расстоянии. Здесь нужен кто-то свой, кто-то рядом, чтобы потрудиться в качестве связного. Все-таки мы собирались менять условия. Да и лично мне на свободе светиться нежелательно, как знать, каким образом передадут наши слова. А вдруг выродков предупредят, что все это фикция и готовится кидок? Нет, здесь нужно подходить иначе. Так, с задумчивым видом я завалился домой, где и застал довольно любопытную картину. За столом сидел Степ, над его плечом нависла Полина, и они оба внимательно всматривались в монитор ноутбука, который непонятно откуда взялся. «Надеюсь, ты его не купил?» — спросил у приятеля я. «Я что, на идиота похож?» — хмыкнул он. «Украл!» «Это как?» «Пока вы там на улице по манекенам стреляли, я в торговый центр заглянул. Он там, под прилавком валялся». «А включили как?» 20-ку комендантш сунул, она генератор на час запустила». «Ясно. Что-то нашли?» «Да так», — пожал плечами Степ. «Здесь все таким языком написано, что без переводчика хрен разберешь. Но у них был какой-то нулевой пациент, от которого они и плясали. Некий Максим, пацан лет 6. «О нем что-нибудь есть?» «Да полно всего, но хрен разберешь, о чем речь. Термины эти. Эх, сейчас бы интернет». «Вот, интересно», — указала пальцем на экран Полина. «Мать парня болела раком в момент зачатия. У нее как раз была обнаружена та самая тератома, которая и переродилась». «Ты хочешь сказать, что этот Макс — раковая опухоль? Что за бред? Она что, рак родила?» «На него повлиял какой-то вид бактерий с непроизносимым названием», — продолжила Полина. «Именно они, в смысле бактерии, и изменили его ДНК, переплели живое и неживое. Я хрен знает, как это все работает, но оно как-то сработало. Кстати, эти бактерии не существуют в природе, их вывели искусственно и, скорее всего, не здесь». «В смысле не здесь?» — не понял уточнения я. «Да я-то откуда знаю?» — возмутилась она. «Здесь так написано. Имеют внеземное происхождение». «А?» — Степ едва не подпрыгнул. «Что я вам говорил? Это все инопланетное вторжение!» «Да успокойся ты со своим вторжением», — толкнула его Полина. «Вот написано, что они могли попасть на Землю с каким-нибудь метеоритом». «Да, но выведены искусственно», — резонно заметил приятель. «Вот, черным по русскому. Имеем следы вмешательства в последовательность ДНК». «Капец тут документов», — произнесла Полина, кликая по тачпаду. «Да нам года не хватит, чтобы все это изучить». «А диск что, не зашифрован был?» «Не-а», помотал головой Степ. «Сразу открылся, как только подключили. Вот это, давай посмотрим». «Я так понимаю, жрать никто не идет». «Чё это?» — округлила глаза Полина. «Я пойду». «А я посижу пока. Все равно энергия оплачена», — ответил Степ. «Потом сгоняю. После вас». Глава 17. Не по плану. Из кабака мы вернулись навеселе. Домашняя настойка на хрене и меду оказалась очень вкусной. А уж как она шла под наваристые щи, вообще промолчу. Мы ввалились в квартиру и замерли столбом, обнаружив сидящего за ноутбуком Степа. Даже по самым скромным подсчетам в кабаке мы проторчали почти 2 часа.
а он все так же пялился в монитор. «Ты здоров вообще?» — на всякий случай уточнил я. «Прям дежавю какое-то». «А?» — он уставился на меня расфокусированным взглядом. «Ой, да хрен с ним, пусть сидит», — Отмахнулась Полина. «Пойдем лучше в спальню». «Успеем», — отказался я. «У нас еще вся ночь впереди. Нашел что-нибудь?» Это уже предназначалось Степу. Он некоторое время продолжал молча пялиться в монитор, а затем выдохнул и потер рожу ладонями. «Не!» — покачал головой он. «Все, что здесь есть, мы и так уже знаем. Я имею в виду полезную информацию, которая поможет убивать выродков еще эффективней. А от этих лютых терминов только голова болит». «А что по Максу? Ну, по нулевому пациенту? Как я понял, вся шумиха именно из-за него?» «Да почти ничего. Так, разрозненные данные, здесь чуть-чуть, там немного. Как я понял, все дело именно в бактериях, но изучить их как следует не позволяют ни знания, ни технологии. Никто не понимает, откуда они взялись и кто провел с ними первый эксперимент. Но одно ясно точно. Если они попадут в наш организм, мы обратимся. Они захватывают лимфатическую систему и перестраивают ДНК. Боятся только серебра и ультрафиолета». «Странно. Тогда почему мы не заражаемся, когда используем черное сердце?» «До этого я пока не добрался», — Степ почесал макушку. «Но, боюсь, наука и сама еще до конца не поняла, как все это работает. Выводов здесь нигде нет, только описание каких-то лютых экспериментов. Прикинь, они тут одного выродка порубили на несколько кусков и ждали, что они регенерируют в полноценных особей. Ну, типа как дождевой червяк. Кстати, ты знал, если червя разрезать на 2 части, то через какое-то время получится 2 полноценных червяка». «Вообще-то это еще в школе проходит», — усмехнулась Полина. «Видимо, я этот урок прогулял», — хмыкнул Степ. «Ну и что в итоге с выродком стало?» «Да ничего», — пожал плечами приятель. «Он отрастил себе ноги и руки примерно за неделю, а отрезанные части просто погибли. А когда его распилили пополам, он тупо подох. И вот все здесь примерно такое. То под микроскопом что-то рассматривают, то на части режут, то снова рассматривают. Такое ощущение, что они и сами не знали, что со всем этим делать, и просто тыкали наугад, придумывая всякую херню». «Да у нас вся наука в этом и состоит», — усмехнулся я. «А подробно изучать начинают только те вещи, которые случайно дали положительный результат». «В общем, как всегда», — всплеснула руками Полина. «Доигрались люди в Бога». «Ага, типа того», — согласился Степ и захлопнул крышку ноутбука. «Задолбался я что-то. Пойду пожру». «Давай», — кивнул я. «Рекомендую хреновуху к щам. Вещь». Я показал большой палец. «Кстати», — Степ замер в дверях. «Кое-что любопытное там было». «Ну и?» — поторопил я. «Этот самый Макс. Ему пофигу на солнечный свет и серебро. Он вообще какой-то другой». «Это тоже не новость», — буркнул я. «Иначе бы его в крепость не пустили. Ладно, вали уже. Я на ночь в борделе останусь, так что можете стонать тут сколько влезет», — доложился приятель и вышел за дверь. Полина без промедления прижалась ко мне и потянулась своими губами к моим. «Подожди», — придержал ее я, но, чтобы она не злилась, все же ответил на поцелуй. «Что-то не так?» — нахмурилась она и посмотрела мне в глаза. «Нет», — улыбнулся я, — «все нормально. Просто хочу сам немного покопаться в диске, пока есть заряд». «Душнила». Все-таки надула губы она, но без злобы. «Ночью вернешь с процентами». «Можно подумать, я тебе хоть когда-нибудь отказывал». «Да только что», — возмутилась она. «Это не считается», — покачал головой я и открыл ноутбук. Вдавил клавишу питания, выводя компьютер из спящего режима, а когда тот загрузился, посмотрел в правый нижний угол, где отображался индикатор заряда. Его оставалось еще 75%. Не так уж и много, но на час-полтора хватит. Возможно, удастся за это время что-нибудь отыскать. Хотя я даже близко не понимал, что именно собирался увидеть среди этого вороха документов и всяких файлов. Диск был заполнен практически до отказа, а вмещал он аж 2 терабайта. Основной процент файлов имел текстовый формат, а значит, их здесь миллионы. Все они систематизированы по датам и отделам, но вот в чем беда. Я понятия не имел, чем эти отделы занимались в принципе. Пришлось разбираться на ходу. Степ ковырялся в самой первой папке и сумел прочесть всего 100 документов. Про Макса там практически ничего не было, и поэтому я пошел другим путем.
Принялся хаотично загружать файлы из разных папок, чтобы разобраться во внутренней структуре лаборатории. Ведь кто-то же должен был изучать отдельно нулевого пациента, иначе продолжения у всех этих исследований не было бы. И чем глубже я вникал во все это, тем больше убеждался, что нулевой пациент и Макс — это два разных человека. Они были чем-то схожи, но не более чем отец и сын. Пацану досталось и от матери, то есть от нашего вида. Именно эта смесь генов и привела к тому, что у него и тех, кто был создан по его подобию, отсутствовал важный элемент в организме. Их костный мозг не мог вырабатывать кровь, но она все еще оставалась жизненно необходимой для функции организма. Только кровь способна переносить кислород к органам. И мутация нашла выход, создав эдакое хранилище для крови, что-то типа второго желудка. Вот откуда их жажда, вот почему наша кровь так необходима для их выживания. Здесь же обнаружился один странный эксперимент. Ученые без зазрения совести и малейших колебаний заставили одного из выродков голодать. Его кормили только человеческой пищей и давали воду. Диета состояла только в отсутствии крови. К бумагам и отчетам прилагалось и несколько видеофайлов, которые я тут же запустил. Измененный бесновался так, будто в него вселился сам дьявол. В глазах безумие, движения рваные, словно его телом управлял кто-то другой, неумело дергая его за невидимые ниточки. Подпись гласила, что сейчас шел 10-й день голодовки. Следующий файл показывал труп, по крайней мере складывалось именно такое ощущение. Но голос за кадром объяснил, что испытуемый пребывает в анабиозе. Его сердце билось так медленно, что на аппаратуре синус возникал всего раз в 2 минуты. И в это состояние он впал спустя 30 дней с момента последнего приема крови. В этом состоянии его продержали целых 3 месяца, просто наблюдая за показаниями приборов. А затем в него влили примерно пол-литра крови. И выродок снова ожил, как в кино о древних вампирах. Его кожа разгладилась прямо на глазах, приняла живой розоватый оттенок и... Ученый, что в этот момент производил наблюдение, расстался с жизнью. Выродок, словно дикий зверь, набросился на него и за секунду разорвал ему глотку, жадно присасываясь губами к хлещущей из артерии крови. А спустя всего 20 часов ученый присоединился к стану подопытных. Никто и не вспомнил о том, что еще совсем недавно он был их коллегой. Завидное хладнокровие. «Дух, дух, дух!» Раздался стук в дверь. Я оторвался от монитора, нахмурив брови. Полина дремала в кресле. Девушка моментально подобралась и выхватила пистолет, направив его в сторону входа. «Брак, ты там?» — прозвучал голос сугроба. «Твою мать!» Я резко подорвался, едва не опрокинув стул. Полина убрала ствол и направилась к двери. Я же выдернул из ноутбука жесткий диск и сунул его в ближайший рюкзак, на ходу захлопывая крышку компьютера. Когда командир вошел, я уже спокойно сидел в кресле, наливая в кружку пива из 5-литровой баклажки. «Тебе чего не спится?» — лениво спросил я. «Не помешал?» — вопросом на вопрос ответил он. «Немного». Плотоядно улыбнулась Полина, плюхнулась мне на колени и, отобрав кружку с пивом, сделала большой глоток. «Но к делу мы еще не перешли». «Ясно», — буркнул он и уселся на стул возле компьютера. Выглядел он несколько рассеянно. «Я нашел связного». «Как?» — не скрывая удивления, спросил я. «Вот это как раз самое странное». Он почесал подбородок. «Это скорее на меня вышли. Можешь уже объяснить толком?» — раздраженно бросил я. Минут 10 назад меня вызвали в комнату связи. На проводе был какой-то хрен, который сказал, что может выступить гарантом обмена вас на серебро. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Он представился? Откуда он вообще об этом узнал? И почему обратился именно к тебе?» «Если бы я сам хоть что-то понимал», — пожал плечами сугроб. «Ну и что думаешь?» «А нас это кого?» — задала резонный вопрос Полина. «Тебя, Брака и Степа», — объяснил ОМОНовец. «Собственно, поэтому ценник и подняли до 150 кило, что вас теперь 3. «Ах, вон оно что», — улыбнулся я. «Брак, суть не в этом, а в том, что кто-то слил операцию». Сугроб уставился на меня немигающим взглядом. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Думаешь, это мы?» «Я ничего не думаю». Он развел руками. «Но ты сам подумай, кто еще об этом знал?» «Макар», — ответил я. «Может, кто-то еще из 9-ки.
Не исключаю, что все наши разговоры прослушивались или писались. Да тот же связист местный мог легко записать наш базар и потом прослушать. Что он просил за посредничество?» «А вот это самое интересное», — оскалился командир. «Жесткий диск, который мы вынесли из лаборатории». «Мы ничего не выносили», — нагло соврал я. «Прикинь», — еще шире ощерился Сугроб. Я ему также ответил. И знаешь, что он на это сказал? «Откуда мне это знать?» — пожал плечами я. «А то, что он видит местонахождение этого диска, и что сейчас он на территории Кремля». «Гром при тебе их спалил», — произнес я. «И меня в этот момент рядом не было». «Тебя нет, но был твой человек. Только не надо мне сейчас по ушам катать, что ты ничего не знаешь. Вся фишка в том, что маяк на диске начинает работать только когда тот подключен к питанию. Ну или к ноутбуку». Сугроб опустил ладонь на крышку компьютера. «Это подстава», — попытался я сменить тему. «Еще какая, Брак? Я ведь тебя предупреждал. Где он?» «Кто? Степ?» — включил дурачка я. «Да срать я хотел на твоего Степа. Где диск?» «В надежном месте», — сдался я, потому как отпираться уже не имело смысла. «Ты видел содержимое?» «Само собой, раз он был подключен». «Операция отменяется», — поморщился он. «Мы не можем так рисковать». «Кто выходил на связь?» — с хитрым прищуром спросил я. «Старый? Или кто-то из его людей?» «Я уже говорил, что понятия не имею», — ответил Сугроб. Я почему-то ему поверил. Может, потому что в его глазах прятался страх, который он не очень-то умело скрывал? Разговор не наш, а тот, что состоялся по рации. Не слабо его напряг, и это выбило командира из равновесия. Притом человек на другом конце точно знал, с кем говорит и какие у нас планы. А значит, он совсем не случайный тип и, скорее всего, работает на то же ведомство, что и мы. Это точно не один из выродков, иначе у стен Кремля уже стояла бы целая орда, а на территории рвались бы снаряды. «Соглашайся», — выдохнул я. «Что?» — скривился Сугроб. «Ты в своем уме? Что значит «соглашайся»?» «То и значит», — ответил я, — «это кто-то из своих». «Тогда тем более нет», — отрезал ОМОНовец. «Диск нужно уничтожить, и чем быстрее, тем лучше». «Ты не хочешь поймать крысу?» — спросила Полина, поняв, к чему я клоню. «Это работа не нашего уровня», — ответил командир. «Нас обставят быстрее, чем мы успеем хоть что-то понять». «Не уверен», — покачал головой я. «Тот, кто на тебя вышел, слишком открыто заявил о себе. Если бы на том конце сидел профессионал, он бы ни за что не стал с нами разговаривать. Пришел бы в тот момент, когда здесь никого нет, и обыскал бы наши вещи по-тихой. Но он раскрылся, выдал свои намерения. А значит, там дебил, который хочет навариться на продаже информации. И еще момент. Скорее всего, это не первая его сделка с выродками. Он оставил тебе частоты?» «Да», — кивнул Сугроб. «Ответ нужно дать в течение часа». «Или что?» — заинтересовался я. «Никаких «или» он не озвучивал, но подозреваю, что он сольет нас выродком. В смысле, то, что мы задумали их кинуть». «Отлично!» — я хищно оскалился. «Я хочу с ним пообщаться». «О чем?» «О девчонках, ёпт!» — огрызнулся я. «Сисечки обсудим. А конкретно, кто какой размер предпочитает». «А ты не борзей», — насупился командир. «Можешь толком объяснить, что ты задумал?» «Хочу и рыбку съесть, и в море искупаться. Пусть выступит гарантом обмена, мы свое получим, а потом еще и крысу возьмем». «Брак. Не мне тебя учить, но я считаю, что ты совершаешь ошибку. Здесь подставой воняет, как от дохлого лося. Неужели тебе так важно это серебро, что ты готов рисковать всем?» «Мы место одно нашли», — задумчиво ответил я. «Там рай. До ближайшей цивилизации километров 150 в каждую сторону. Речка рядом, в озеро впадает. А на окраине гектаров 20 земли под посадку, которая 3 года отдыхала. Если там крепость поставить, можно жить, ни в чем себе не отказывая». «А ты сможешь?» — усмехнулся Сугроб. «Уверен, что через неделю не сбежишь от скуки? Война — это тот еще наркотик. Может, и сбегу», — пожал плечами я. «Но я этого не узнаю, если не попробую».
«И на это тебе нужно серебро», — кивнул ОМОНовец. «Как стартовый капитал». «Есть и другие способы». «Есть», — перебил я, — «но они меня обяжут. А я не люблю и не хочу быть должным». «Так что ты задумал, Брак? Я не стану совать своих людей в мясорубку. А чуйка подсказывает, что именно так все и закончится». «Ты можешь уйти в любой момент», — глядя командиру прямо в глаза, произнес я. «Обид и претензий не будет. Но если все выгорит, ты всегда будешь желанным гостем в моей крепости. А расклад такой. Мы поговорим с этим типом и выслушаем его предложение. Если не понравится, пошлем его к лешему в задницу». «Идиот», — кивнул Сугроб. «Без обид, так?» «Все честно», — ответил я и протянул ему руку. Он поднялся со стула и сжал мою ладонь. «Через 20 минут в комнате связи мне нужно обсудить это с парнями». «Принял», — буркнул я и бросил взгляд на часы. Полина тяжело вздохнула, уже догадываясь, что бурная ночь отменяется. Дела. В комнате связи меня уже ждали. Сугроб был не один, вместе с ним пришел Лис. В их группе он как раз занимался всякими техническими вопросами, а потому, прежде чем начать сеанс, он несколько раз перепроверил оборудование и убедился, что наш разговор не записывается и не подслушивается где-нибудь из соседнего помещения. Ничего подобного не нашлось, и я смело вычеркнул местного связиста из списка подозреваемых. А значит, крыса засела где-то на лайнере, в самом сердце сопротивления. Прежде чем идти сюда, я заглянул в администрацию, в филиал «девятки», и вооружился очередной флешкой с кодами шифрования для связи с центром. И первый сеанс устроил как раз со своими. Не ради шутки, а чтобы посмотреть, какой выйдет результат. Если крыса там, то после моего предупреждения предателю быстро перекроют кислород, и он не сможет с нами общаться. Это станет показателем, а заодно добавит ему сложностей. В общем, мы займем его более насущными проблемами, а сами под шумок провернем нашу операцию. «Центр на связи!» После пары минут вызова отозвался сухой голос в наушниках. «Это Брак», — представился я. «Мне срочно нужно связаться с Крюковым». «Такая возможность отсутствует. Он в поле». «Ясно. Кто за него?» «Дело очень срочное и повышенной важности. Речь о лаборатории 53». «Алексей Викторович на месте, могу переключить», — тут же ответил связист. «Охренеть», — пробормотал я. «Переключай». Вот так с наскока попасть на самого важного человека в системе? Да это прям удача какая-то. О нем я только слышал, но общаться придется впервые. Интересно, он вообще в курсе наших дел? Скорее всего. «Да». Сухо, но по-военному, будто общался по телефону, ответил Алексей. «Я слушаю вас, говорите». «Это Брак, тьфу, то есть Барков», — растерялся я. «Старый отправлял нас на задание». «Я в курсе», — оставаясь все таким же спокойным и хладнокровным, произнес он. «Ага, отлично», — кивнул я невидимому собеседнику и собрался с мыслями. «Не знаю, в курсе ли вы другого нашего дела. За головы нашей команды назначен выкуп в 150 килограммов серебра. Мы собирались кинуть измененных на деньги, так сказать, совершить обмен с подвохом». «И чего вы хотите от меня?» «Дело в том, что об этой операции знал очень ограниченный круг людей. Крюков дал добро, но только после того, как мы уничтожим лабораторию. Задачу мы выполнили, но с некоторыми отступлениями. В общем, у нас случайно оказался жесткий диск с кучей отчетов из лабы». «Случайно?» В голосе собеседника послышалась усмешка. «Ну, может, не совсем», — смутился я. «В общем, дело в том, что на диске оказался маяк, и когда мы его открыли, с нами вышел на связь какой-то человек. Теперь он предлагает в обмен на этот диск выступить гарантом сделки по обмену меня и моих друзей на серебро». «Я вас понял», — произнес Алексей. «Полагаете, что предатель может находиться среди нас?» «Это наиболее вероятно», — ответил я. «Практически никто не знал о нашем задании. Местные не ведут записи разговоров. Прослушки здесь тоже нет, мы все проверили. Но тот, кто с нами общался, пригласил к связи конкретного человека. Вот только о том, что он связан со мной по операции обмена, знали всего 5. Выходит, утечка произошла у вас». «Кто был в курсе?» «Мои, Макар и Старый. Ну и впоследствии еще команда Сугроба». «Что собираетесь делать?» «Через 10 минут у нас сеанс связи с крысой», —
доложил я. «Думаем соглашаться на сделку и попытаемся его поймать». «Диск при вас?» «Не с собой, но в общем да». «Когда собираетесь произвести обмен?» «Пока не знаем, для начала нужно пообщаться». «Я так понимаю, говорить с ним хотите вы лично?» «Так точно». «Нет», — сухо отрезал Алексей. «Пусть говорит Сугроб. Он не должен знать, что вы в курсе». Его голос вдруг стал глухим, будто он прикрыл динамик микрофона ладонью, но слова я все-таки разобрал. «Запускайте режим изоляции, да, сейчас». «Простите, это я не вам. Так на чем мы остановились? Ах, да. Вы сейчас в Нижнем, правильно?» «Да». «Ждите». Связь оборвалась. Я некоторое время ждал, что мне еще что-то скажут, но в ушах раздавалось лишь легкое шипение эфира. «И сколько ждать? И чего?» — уставился на меня Сугроб. «Без понятия. Давай вызывай своего крысеныша. Посмотрим, к чему привели наши действия». «Он не мой», — нахмурился командир и сунул бумажку с частотами Лису. «Настраивай». Тот что-то покрутил на оборудовании, покликал мышкой по цифровым кнопкам в ноутбуке и кивнул, мол, все готово. «Неизвестный Сугробу. Прием», — забормотал ОМОНовец. Я тоже сидел в наушниках, но микрофон у моей гарнитуры был отключен. На другом конце раздавалось лишь тихое шипение, которое периодически перебивал голос Снегова. Так продолжалось некоторое время, но ответ не приходил. Я хищно оскалился, но радоваться было пока рано. Как знать, может, предатель просто выжидает время или отошел в туалет. Судя по стрелкам на часах, у нас еще оставалось около 3 минут до окончания назначенного времени. Фантазия подкинула картину происходящего на лайнере. Наверняка там сейчас началась проверка персонала. Всех закрыли по каютам и теперь по очереди вытягивают для общения с руководством. Не уверен, что таким образом им удастся найти предателя, но понервничать его они точно заставят. «Неизвестный Сугробу. Прием», — продолжал вызывать командир. «Походу, прижали крысу», — словно прочитав мои мысли, произнес Лис. «Пока не ясно», — шепотом добавил я. Но время шло, а загадочный гарант сделок так и не появился. Из чего мы сделали вывод, что у нас все получилось. Однако теперь мы находились на том же месте, что и в начале. У нас было все, чтобы начать действовать, кроме связи с выродками. И все же решение этой задачи плавало на поверхности. Как говорится, если гора не идет к Магомеду... Сугроб ушел за стену, прихватив с собой 2, Лиса и Марка. Я вернулся домой, а перешагнув порог, даже вышел в коридор и проверил, не ошибся ли я дверью. Внутри царила чистота и порядок. Шорох доносился из нашей спаленной комнаты, куда я и заглянул. Девушка в позе каракатицы намывала полы. Увидев меня, она тут же бросила тряпку и вывалила на мою голову кучу вопросов. «Ну, как там? Вы нашли крысу? Договорились за обмен? Что делать с диском? За степом пора?» «Тихо, тихо», — притормозил ее я. «Все нормально, крысу не нашли, но, кажется, определили ее местонахождение. На связь он больше не вышел. Сугроб за стеной ищет связного для обмена. Надеюсь, у предателя теперь другие заботы, и нас не раскроют». «Черт!» — поморщилась она. «Слишком рискованно. Может, откажемся, пока не поздно?» «Брось, мы бывали в передрягах и похуже. Разберемся. А ты чего это решила вдруг порядок навести?» «Нервы», — буркнула она. «Я всегда убираюсь, когда нервничаю». «Честно говоря, я и сам немного психую. Как-то все резко пошло по одному месту». «Не нужно было тащить с собой этот чертов диск». «Теперь уже поздно об этом думать. Давай попробуем поспать. Время уже 3 час ночи, а мы все на ногах. Не очень хорошая идея упасть от усталости в момент боя». «Подожди, полы хоть домою», — улыбнулась Полина и вернулась к прежнему занятию. Я посидел немного в кресле, собирая в кучу все то, что произошло с нами с момента прибытия в Нижний Новгород. Мы в очередной раз влезли в чужую игру, и это мне очень не нравилось. Жизнь гораздо понятнее, когда мы занимаемся своим делом. А вот это все точно не наше. Я не мастер интриг, и уж тем более не специалист по раскрытию заговоров. Вся эта возня с документами, файлами на диске. Зачем я вообще в это полез? Да, признаю, мне было любопытно, но зная наперед, что все это обернется такой кучей дерьма... И все-таки, как этот человек узнал о наших планах?
Кто он? Откуда выходил на связь? Может, мы зря доверились Макару? Впрочем, нет. Он не мог, не стал бы. Слишком уж открыто, слишком нагло, это точно не в его стиле. Да и какой смысл? Заработать на продаже диска? Старый, этот вечно ведет собственную игру и часто меняет правила прямо на ходу. Вот на его манипуляции это очень похоже. Но в чем подвох? Ради чего он стал бы затевать такое, если с нашим заданием по поимке выродка возле Елатьмы все было ясно, то сейчас я терялся в догадках. Не видел мотива, и в нем как раз кроется ответ. А может, дело в том, чтобы помешать нам совершить задуманное серебром? Я совсем забыл упомянуть еще одного человека, если его сейчас можно так назвать, своего брата. Не удивлюсь, если он в курсе наших планов, ведь у него есть доступ ко всему, что творится на лайнерах. Вся информация проходит через его руки, в том числе и программное обеспечение связи. Он легко мог прослушать записи разговоров, а в том, что они есть, я не сомневаюсь. На таком объекте фиксируется все, даже самые незначительные разговоры. Я сам попросил Макара поговорить с братом. Он что-то нашел и передал информацию старому. Ведь как-то Крюков узнал о сугробе и наших планах, хотя я ему об этом и словом не обмолвился. Хотя этим с ним мог поделиться и Макар, или нет. Ведь генерал в полях, он сейчас неотрывно следует за Морзе, контролируя каждый его шаг и подталкивая в нужных местах, чтобы тот двигался в нужном направлении. И ведет он больше Макса. Ему важен этот пацан. Здесь снова появляемся мы с информацией о лаборатории какими-то накладными, которые, по сути, ничего не значат. Но в течение дня получаем задание. Пойти туда, не знаю куда. И старый уже знает о сугробе и наших планах. Как? Кто ему сказал? Явно не Макар, потому как ему это вообще не нужно. Затем мы возвращаемся, я докладываю об успехе операции, и через 3 часа сугроб уже на связи с неизвестным доброжелателем. И вот что странно, он тоже проинформирован о наших планах. Мало того, преподносит все это так, что под нами начинает гореть земля, а когда мы докладываем о случившемся наверх, он уходит в радиомолчание, словно сидит за соседним столом и слышит каждое наше слово. «Я сейчас вернусь», — бросил я и вышел за дверь. Путь до комнаты связи занял всего пару минут. Связист снова вставил флешку в разъем, настроил передатчик, вручил мне гарнитуру и вышел за дверь. Время сейчас неурочное, и очереди за дверью нет, а значит, можно и не спешить. «Центр на связи», — прозвучал ответ в наушниках. «Это снова Брак», — представился я, хотя на другом конце наверняка об этом знали. «Можете снова переключить меня на Алексея Викторовича?» «Он занят. Я даже знаю, чем», — огрызнулся я. «Переключите, это касается нашего последнего разговора». «Ждите», — сухо ответили на другом конце. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем я снова услышал спокойный бархатный баритон начальства. «Я слушаю», — прозвучало в наушниках. «У меня всего пара вопросов», — без церемона начал я. «Кто отвечает за обеспечение связи на программном уровне?» «Зачем это вам?» «Что-то мне подсказывает, наши фамилии будут одинаковыми, не так ли?» «Секунду, я должен проверить», — отрешенно ответил Алексей. Образовалась пауза. В наушниках отчетливо послышалось клацанье мышкой. «Да, Николай Барков отвечает за администрирование внутренней сети. Откуда вы знали?» «Стоп! Вы что, родственники?» «Да, он мой брат», — с ухмылкой произнес я. «И кажется, я наконец понял, что произошло на самом деле». «Дайте угадаю». В голосе проскочили нотки усмешки. «Забота о старшем брате?» «Похоже на то. Скажите, а вы можете дать нам поговорить?» «Думаю, это в моих силах», — вежливо ответил Алексей. «Сколько вы с ним не виделись? Он ведь обратился еще в самом начале». «Да, буквально в первые 10 дней», — ответил я. «Полагаю, поиски предателя можно прекращать?» «Скорее всего». «Оставайтесь на связи. Я поговорю, чтобы вас соединили». «Спасибо». «Я понимаю», — ответил он и отключился. Однако в его последней фразе я почувствовал какую-то усталость. Понятия не имею, сколько лет этому человеку, но я почему-то представил себе глубокого старика, который застал еще самого Ленина. Но не успел я развить забавную фантазию, как в наушниках прозвучал до боли знакомый голос. «Здравствуй, брат». «Колян». Только и смог выдохнуть я. Я миллион раз представлял себе этот разговор.
Но когда он состоялся, слова попросту застряли в глотке. Все вопросы растворились, словно по мановению волшебной палочки. «Как ты догадался?» — нарушил он неловкое молчание. «О чем?» — откровенно затупил я. Ты о диске. Просто прикинул всех, кто что-то об этом знал. Ты один не вписывался в логику. Нахрена ты все это устроил?» «Тебе нельзя к ним», — невпопад ответил брат. «Если тебя возьмут, они узнают про нас. Про меня и остальных». «Стоп!» — я прервал словесный понос брата. «Ты сейчас о чем? Что узнают? Кто?» «Ты не понимаешь», — в голосе брата послышалось отчаяние. «Ты никогда меня не слушал и не понимал. Они ищут нас, считают предателями». «Из чего ты взял, что они найдут вас через меня? Я не один такой, кто знает о вашем существовании, да и, насколько мне известно, вы тоже не особо прячетесь». «Ты опять думаешь, что прав, но это не так. Хоть раз в жизни послушай меня и сделай, как я прошу». «Ладно, выкладывай». «Твой план — говно. За тобой придут непростые измененные». «Это я и сам понимаю». «Не понимаешь. С такими ты еще не сталкивался. Они могут читать мысли. Они быстрее и сильнее всех тех, на кого ты охотился. Им нужна твоя кровь. Уходи из Нижнего, спрячься. Затаись на пару лет». «Ты же знаешь, что это не мой путь. Я не буду прятаться и убегать». «Знаю. Поэтому и прошу. Не лезь под каток. Я серьезно, Ген, ты не представляешь, на что они способны. Через твою кровь они смогут снова мной управлять. А я не хочу снова проходить через этот кошмар. Ты не представляешь, каково это, когда твой разум принадлежит кому-то другому». «Успокойся, Коль», — как можно спокойнее произнес я. «Завтра утром мы уйдем и не станем ввязываться в это дело». «Обещаешь?» «Да. А теперь расскажи-ка мне вот что. На ком ты там собрался жениться?» Глава 18. Час Икс. Домой я вернулся, когда на горизонте появилась полоса просвета, предвещающая скорый приход солнца. Как уснул, не помню. Просто вырубился, проваливаясь в темноту. Однако впервые за долгое время засыпал я с улыбкой. У брата все хорошо. Он жив, не рискует жизнью, не голодает, и, мать его эти, Колян реально собирается жениться. И в этом безумии, что творится повсюду, подобные новости стоят дороже всего мирового запаса серебра. Вот только выспаться мне не дали. Казалось, я лишь сомкнул глаза, как раздался настойчивый грохот в дверь. Вначале я даже не понял, что происходит. Стук отразился во сне, представ какой-то причудливой картинкой, и лишь на третий раз до меня дошло, что он реален. Кое-как, с тяжелой головой, я поднялся с постели и побрел к двери, на ходу перебирая весь известный мат, которым собирался обложить скотину, посмевшую нарушить покой. Это ты!» — буркнул я, пропуская сугроба в квартиру. Следом за ним внутрь вваливались остальные члены отряда. В комнате сразу стало тесно. «Ты бы хоть прикрылся!» — намекнул на мою наготу командир. «А нехрен в такую рань людей с кровати вытаскивать!» — огрызнулся я, натягивая штаны. «Чего надо?» «Нормально», — хмыкнул сугроб. «Мы, значит, всю ночь по городу скачем, жизнями рискуем, а он чего надо?» «Не зуди», — отмахнулся я. «Башка совсем не варит. Я спал всего часа полтора». «Прикинь, а я вот вообще не спал», — усмехнулся Снегов. «И ничего, не ною». «Ты открываешь рот, и из него доносится жалобный скулеж», — подколол его я. «Это называется нытье. Кофе будешь?» «Серьезно?» — он округлил глаза. «У тебя есть кофе?» «Будешь или нет?» — с нажимом повторил я. «Ясен пень буду. Я уж и забыл, какой он на вкус». Из комнаты выползла сонная Полина, завернутая в одеяло. Она плюхнулась на кровать Степа и уставилась на гостей, а в глазах читался тот же вопрос, что и у меня. «Какого хрена вы приперлись в такую рань?» «Мне тоже налей», — хриплым голосом попросила она. Бойцы сугробы тоже осторожно попросили невероятно дорогого в наше нелегкое время напитка. Все мы люди заряженные в смысле скарба. Так что на мою претензию о том, что у нас только кружек нет, из рюкзаков стала появляться необходимая посуда.
Я щедро сыпанул каждому по 2 ложки и залил все кипятком. Чайник успел вскипеть, пока мы состязались в словесной дуэли. Надо было видеть их довольные рожи, когда они принюхивались к растворимой бурде в своих кружках. «Ну?» — спросил я, подперев плечом стену. «Ты ведь не кофейку попить пришел?» «Мы договорились», — ощерился Сугроб. «Обмен пройдет. Сегодня ночью. И ты не поверишь, как он будет проходить». «Эх, ни хрена себе вас тут!» — возмутился Степ, который распахнул дверь как раз в нужный момент. «А мне кофе!» «Вон банка, вон чайник», — кивнул я на посуду. «Сам нальешь, не маленький». Мы дождались, когда приятель угомонится и займет свое место в комнате, чтобы продолжить беседу. «И еще», — продолжил Сугроб, — «Лис тут прикинул по поводу диска и утверждает, что такое в принципе невозможно. Спутники сошли с орбиты в первый же год. GSM не работает еще дольше. Если там и есть какой-то маяк, то он действует максимум в пределах крепости. Выходит, что крыса где-то здесь». «Кстати, о птичках», — усмехнулся я. «Нет никакого маяка. И крысы тоже нет». «Не понял», — нахмурился Снегов. «Забей, я решил вопрос», — отмахнулся я. «Теперь по поводу операции. Нужно все отменить». Сугроб даже кофе подавился и уставился на меня таким взглядом, что я почувствовал себя неуютно. На некоторое время повисла неловкая пауза, а затем командир вдруг совершенно спокойным голосом заявил. «Хорошо, с тебя 20 штук». «В смысле?» — пришла моя очередь смотреть на Сугроба с удивлением. «Это за какой хрен?» «Мы тебе что, девочки по вызову?» — криво ухмыльнулся он. «Наша жизнь — это найм. Мы отказались от 2 заказов ради твоего. Скажи спасибо, что мы с тебя неустойку не требуем. Обычно мы просим половину вперед, но Макар утверждал, что ты человек надежный. Как оказалось, это совсем не так. Послушай, нет, это ты послушай». ОМОНовец перешел на угрожающий тон. «Мы не в детском саду. У нас был уговор. И мне насрать, по какой причине ты вдруг передумал. Плати, или все узнают, что брак кидала. С тобой даже самые конченые мрази работать не станут. Как тебе такой вариант?» «А ты не приборзел?» — поинтересовался Степ. «Ты вообще пасть закрой!» — рявкнул на него Сугроб. «Из-за твоей тупости мы едва все не завалили. Короче, господа и дама, гоните серебро или давайте работать». «У нас есть заначка», — начал было я. «Но она не здесь». «Нет, брак», — покачал головой Сугроб. «Никаких отсрочек, мы не кредитная организация». «А не пошел бы ты в жопу!» — взорвался Степ и схватился за пистолет. Я даже пикнуть не успел, как мы оказались в ситуации, подобной голливудским боевикам. Все вокруг ощетинились стволами, направив их в нашу сторону. Я так и застыл с кружкой в руках, осматривая чудо-картину. Обстановку разрядила Полина, хотя это понятие не совсем подходящее. Девушка вдруг поднялась, одеяло соскользнуло с ее плеч, демонстрируя всем обнаженные прелести. «А ну, пуколки, опустили!» — рявкнула она. В ее руках тускло блеснул какой-то предмет, но когда я присмотрелся, стало совсем не до шуток. Это была граната. Моя граната, та самая, щедро оклеенная серебряной картечью. В другой руке Полина демонстративно держала чеку. «Замедлителя здесь нет», — продолжила она. «Я скобу брошу. Нас всех тонким слоем по стенам размажет. Серебра здесь достаточно, чтобы вас ни одно сердце с того света не вытянуло. Стволы опустили!» «И что дальше?» Сугроб спокойно посмотрел на нее. «Ну, идем мы сейчас. И что? Думаешь, мы это так оставим? Не балуй, красавица, верни колечко на место и давайте поговорим, как взрослые люди». К слову, оружие Сугроб все-таки убрал. Он кивнул своим людям, и те тоже опустили стволы. Полина вставила предохранительную чеку на место, притом сделала это точным движением, без тряски и нервов, будто это не она только что грозилась всех подорвать. Даже я вряд ли смог бы остаться в подобной ситуации столь хладнокровным. Она подняла одеяло и снова в него завернулась, однако гранату из рук так и не выпустила. Молодец. «Да убери ты ствол!» Я стукнул Степа по руке. «Еще раз такое выкинешь, я тебе челюсть сломаю». «Не, а чё они?» — возмутился приятель, но оружие убрал. «Да правы они», — буркнул я. «Так дела не делаются». «Может, объяснишь, что произошло сегодня ночью?
Что заставило тебя передумать?» — спросил Сугроб. «Есть вероятность, что через нас выйдут на центр», — ответил я. «Они и без нас прекрасно знают, где он находится», — усмехнулся Снегов. «Если бы могли, давно бы попытались уничтожить. Хотя нет, они пытались и даже не раз. Ты был там?» «Да, посчастливилось», — кивнул я. «Видел второй круизник?» «Ага», — буркнул в кружку я, и слава богу, что не успел продолжить. «Он там не просто так», — высказал свою версию Сугроб. «Он дублирует центр. Такую посудину, в принципе, потопить очень непросто. Плюс вокруг нехилая оборона. Думаешь, почему они стоят? На Балтийском море?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Оно мелкое. Там максимальная глубина 20 метров, и то не везде. Серьезная подлодка к ним не подойдет, а все, что двигается по поверхности, разберут на запчасти километров с 20. Да, есть еще ракеты и все такое, но у нас с ПВО полный порядок. Даже если каким-то невероятным чудом у выродков получится провернуть самоубийственную операцию, они смогут потопить только один лайнер. А какой из них действующий? Где в этот момент находится командование?» «Пусть так», — согласился я. «Но риск слишком велик». «А у нас вся жизнь состоит из риска. Короче, брак, все просто. Мы или работаем, или плати. Лично мне насрать, откуда в моем кармане появится серебро. Но учти, на твоей репутации это все равно отразится. Если кто-то меня спросит о тебе, отзыв я оставлю честный». «Ой, ладно», — поморщился я. «Не скули. Работаем». «Вот это дело!» — Степ с довольной рожей потер ладонями. «Выкладывай. Что у вас?» — спросил я. «Ты не поверишь», — ощерился Сугроб. «Эти дебилы встречу у неба назначили. На парковке. Я даже коррективы вносить не стал. Нужно съездить, осмотреть там все, позиции определить». «Сколько их будет?» «Думаешь, они меня в детали посвящали? Да сколько бы ни было, это реальный шанс. Не орду же они с собой притащат». «Ладно, поехали осмотримся», — кивнул я. «Дай нам час на подготовку, встречаемся на стоянке у северных ворот». «И за каким хреном ты весь этот шум поднимал?» — хмыкнул Снегов и, допив залпом кофе, поднялся со стула. Бойцы потянулись за командиром, и вскоре мы остались одни. «Нравится мне этот человек», — задумчиво произнес Степ и добавил. «Все меньше и меньше. Слышь, брак, может, ну его нахрен, мутный он какой-то. Давай свалим по-тихому, найдем мы способ, как это дело самим провернуть». «Вообще-то», — подала голос Полина, — «я тоже считаю, что он прав. На половине пути от таких дел не отказываются. И слава богу, что он адекватный. Другой на его месте уже давно бы нам головы отвинтил за такие приколы». «Много ты понимаешь», — усмехнулся приятель. «Ты себя на его место поставь», — резонно заметила Полина. «Как бы ты отреагировал?» «А, кстати, в чем на самом деле прикол?» — покосился на меня Степ. «Скорее в ком», — ответил я. «Я вчера с братом общался. В общем, он боится, что через меня выродки смогут выйти на него. Судя по всему, никто не знает, где старый держит измененных, которые сотрудничают с нами. Еще он предупреждал, что навстречу явятся какие-то особые твари, что-то типа альфа-особей. Говорит, с такими мы еще не сталкивались, и они невероятно опасны. Типа быстрее, сильнее и все такое. Даже мысли читать умеют». «Я про них слышала», — донесся голос Полины из соседней комнаты, а затем появилась и она, на ходу натягивая на себя майку. «Вроде как встречу с ними пережить невозможно». «Да?» — усмехнулся Степ. «Тогда откуда ты про них слышал, если они в живых никого не оставляют?» «А я и не говорила, что это правда», — парировала она. «Но слухи на пустом месте не возникают». «Ну и что в итоге-то?» — продолжил беспредметный спор приятель. «Бросим все и не поедем?» «Этого я тоже не говорила», — флегматично отметила девушка. «Но если там и в самом деле будут такие, то мне бы хотелось знать заранее, кто он и где стоит. А еще лучше передать его координаты Марку, чтобы он этого упыря издалека снял. Ну что, я готова». «Не очень». Я критическим взглядом окинул подругу. «Мы не на прогулку идем. Возможно, сразу останемся там, прикинем, что к чему, посмотрим, какие позиции выродки займут». «Так бы и сказал», — буркнула Полина и снова стянула майку, оголив грудь. «Брак, скажи ей, чтоб сиськами при мне не светило», — возмутился приятель. «Я ведь не железный».
«Можешь в душ пока сбегать, время еще есть», — подколола девушка, снова скрываясь в спальне. «Говорят, онанизм полезен для здоровья». «Да заткнись ты уже!» — бросил он, перебирая вещи в рюкзаке так, чтобы они не гремели. «Все, я точно готов!» «Держи». Я протянул приятелю одну из гранат. «Пусть у тебя тоже будет». Я затянул горловину рюкзака, накинул его на плечи и тоже попрыгал, убеждаясь, что ничего не звякнет в самый ответственный момент. Подхватил автомат, прохолостил, тоже не ради удовольствия, а чтобы проверить работоспособность. Дробовик убрал за спину, тоже пригодится. Пистолет уже находился в поясной кобуре, точно так же проверенный и готовый к работе. Из спальни как раз вышла Полина в полном боевом облачении с винтовкой в руках. Да, понятно, что все это придется оставить в машине на момент завершения сделки, но все же оружие лучше держать при себе до последнего. Само собой, мы постараемся просчитать все таким образом, чтобы оно как можно скорее к нам вернулось. Может, закладки какие подготовим. «Интересно, о чем они думали, когда назначали встречу заранее, да еще в таком месте?» — задумчиво произнес Степ. «Ведь даже лосю понятно, что мы постараемся подготовиться». «Ну, во-первых, они считают, что мы пленники», — объяснил я. «А во-вторых, кто сказал, что они тоже явятся с нахрапа, без предварительной подготовки? Да и место там, честно говоря, не очень. Слишком открытое пространство. Мы будем как на ладони». «Они тоже», — вставила свое слово Полина. «Марк хороший стрелок, прикроет как надо». «Ладно, выдвигаемся, детали обсудим на месте», — прервал болтовню я и первым вышел за дверь. Степ замкнул замок и несколько раз проверил, насколько надежно заперто. Он делал так каждый раз, независимо, из машины мы вышли или из номера гостиницы, куда не собирались возвращаться. Пунктик у него такой. На стоянке нас уже ждали. На место встречи отправились на 2 машинах, но на этот раз ОМОНовцы взяли свой броневик. От автоматной пули он не защитит, но это все равно лучше, чем наш прадик, который даже из пистолета прошьет, словно бумагу. До назначенного места встречи домчались буквально за 5 минут. Это когда город кишел людьми и машинами, мы бы тащились до него не меньше получаса. Сейчас все дороги свободны, и можно гнать, не обращая внимания на знаки и ограничения. Огромная махина торгового центра действительно накрывала своей тушей небо. 5 этажей стекла и металлоконструкций, 1000 квадратных метров площади и негде спрятаться. Внутри сплошное стекло и гипсокартон, а павильоны прекрасно просматриваются с любой точки. Через дорогу стоянка полностью очищена от автомобилей, и на ней реально и Боинг посадить. Слева высотки, идеально подходящие под позиции снайперов, а потому там наверняка разместят стрелков в выродке. Нам нужно что-то менее очевидное. Здесь же неподалеку располагалась вышка связи, но посадить там стрелка тоже такое себе. Она практически притягивает к себе внимание, и даже если там противник ее проигнорирует в качестве огневой точки, то из внимания точно не уберет. А значит, она будет под постоянным прицелом. «Я, пожалуй, вон там осмотрюсь», — произнес Марк, указывая на 5-этажку, выглядывающую между других высоток. «Прикину, что там с обзором. Расстояние здесь плевое, метров 150». «Давай», — одобрил Сугроб, обводя сосредоточенным взглядом место. «Подъедем отсюда, прям по главной. Тачку бросим на углу, чтобы убрать из уравнения эту высотку. Под собой снайпер работать не сможет. Марк!» — бросил в рацию Снегов. «Проверь, тебе видно угол первой высотки от перекрестка? Тот, что на стоянку выходит». «Принял!» — отозвался его голос в наушниках. «Гром!» — продолжил раздавать указания Сугроб. «Осмотрись, прикинь, где можно сюрпризы оставить. Лис, дед, ваша задача упасть уродом, как снег на голову. Поищите, где затихариться до начала шухера. Федя, ты будешь со мной, работаем от брони. Гром, ты на пульте. Теперь вы 3. Нужно проработать момент передачи и то, как и в какое место вы будете валить. Стволы придется оставить». «Я о закладках думал», — подал голос я. «Правильно думал, но вначале нужно определиться. Давай, пошли». Следующие 2 часа Снегов гонял нас по пустой стоянке, периодически выкрикивая: «Степ, ты труп, ну куда ты полез, а? Я тебе где сказал падать?» И это касалось не только его. Мне с Полиной доставалось не меньше. То мы побежали слишком рано, то упали не там. Но сложность заключалась именно в том, что куда бы мы ни мчались и как бы правильно ни падали, вокруг было пусто. В том смысле, что укрыться совершенно незачем. До любого более-менее приличного угла
как минимум 30 метров, а телепортироваться мы не умеем. «Нас в любом случае зацепит», — выдохнул я после очередной неудачной попытки. «Не они, так снайпер. Нужно сюда что-нибудь притащить, типа самосвала, и похоронить посередине. Тогда это будет хоть как-то реально. Слушай, может, ты свою броню прямо на стоянку загонишь?» «Нет», — сухо отрезал сугроб. «Если останемся без колес, нам крышка». «Наша тачка будет поблизости?» — парировал я. «Ваша тачка — говно», — поморщился он. «Мы туда всей толпой, еще и с оружием, никогда в жизни не влезем. Если хочешь, ее посередине и брось». «Ага, сейчас!» — тут же возмутился приятель. «Нашу ласточку не трогать!» «Вот тот и хрен!» — усмехнулся Снегов. «Вопрос закрыт. Ладно, более-менее все ясно, стволы бросай вон в те кусты. Степ, ты свой вон на то крыльцо тащи, только спрячь нормально, чтобы его не увидели. Поль, ты работаешь сразу из пистолета, отстреливаешь магазин и уходишь вон туда, за угол стены. Там меняешься и прикрываешь отход Степа. Гром прикроет твой отход, а за браком присмотрим мы с Федей. Марк, что у тебя?» «Не очень», — отозвался снайпер. «Ищу другую позицию». «Принял», — вернул ему командир и снова посмотрел на нас. «Ну что, все ясно?» «Более-менее», — кивнул я. «Предлагаю остаться здесь и посмотреть, как рассредоточатся они». «Так и планировали», — кивнул сугроб. «Рад, что мы на одной волне. Извини за нервное утро. Надеюсь, без обид?» «Пустое», — отмахнулся я и протянул ему руку. Снегов крепко сжал мою ладонь и улыбнулся, а затем отправился помогать Грому, который монтировал и прятал взрывчатку. К слову, тоже не совсем обычную. Пластид был щедро приправлен серебряной дробью. Не крупный, шарики всего по 2 миллиметра, но этого выродкам хватит за глаза. Может, и не убьет сразу, но из строя точно выведет. А дальше в дело вступим мы. Еще 2 часа ушло на подготовку. Марк, наконец, отыскал подходящую позицию, метрах в 300, в одинокой высотке. Судя по его словам, оттуда открывался прекрасный вид, в том числе и на крышу торгового центра. Когда все, наконец, утряслось, и наша работа была завершена, мы отправились на заслуженный отдых. Как ни крути, а поспать нужно было всем. Мы заняли одну из квартир в высотке спального района, всего в паре кварталов от места событий. Марк с нами не поехал, не желая светить свою позицию. Плюс кого-то все равно нужно было оставить в качестве наблюдателя. Так что этот вопрос решился сам по себе. А поспать у него там найдется, и без нашей помощи. Солнце скрылось за горизонтом, и мир поглотила ночная тьма. Я уже давно перестал удивляться тому, насколько она теперь непроглядна. Небо периодически застилали жирные облака, неспешно плывущие под звездной шапкой. Воздух посвежел, и от дневной жары не осталось и следа. Мы были уже на ногах и готовы к обмену, когда в рации прозвучал едва слышный голос Марка. «Прибыли!» — шикнул он. «Сколько их?» — задал первый вопрос сугроб. «Всего 2 десятка», — ответил снайпер. «Рассаживаются ровно так, как мы и думали. 1 на крыше центра, 2 на высотке слева. Еще 1 направился к вышке, так что имейте в виду. Остальные выставляют заслон из машин, но работают тупо». «Черт!» «Что там?» 2 ушли в здание, где Степ оставил закладку». «Срать, разберемся», — буркнул сугроб. «Итого у нас 14 особей на стоянке. Как далеко они от сюрпризов Грома?» «3-я линия как раз всех накроет», — ответил Марк. «Ну и отлично. Работаем. Сиди тихо, мы будем через 2 часа. Если что-то изменится, доложи». «Принял?» «Ну что, братцы-кролики, готовы к последнему этапу подготовки?» Хищно оскалился сугроб. «Боюсь, эти твари не поверят, если вы заявитесь на праздник с целыми рожами». «Серьезно?» — простонал Степ. «А это точно обязательно?» «Ты сам-то как думаешь?» — усмехнулся Снегов и прямым ударом разбил приятелю нос. Затем пару раз приложил его в скулу, а там пришла и моя очередь. От первого удара у меня зазвенело в ушах, а перед глазами на мгновение померк свет. Командир присыпал мне еще 3, оставляя четкие следы от побоев. До кучи он вытянул нож и чиркнул кончиком мне по брови, имитируя рассечение. Полину он тоже не пожалел и как следует расквасил ее симпатичное личико. Вот теперь мы точно походили на пленных. Одежду тоже пришлось немного подпортить, порвав ее в нескольких местах и поваляв нас по полу. Руки связали за спиной пластиковыми хомутами,
Но эту операцию проделали несколько раз, убеждаясь, что мы в состоянии быстро освободиться и хомуты не лопнут при любом неосторожном движении. Высчитав идеальный остаток, нас снова зафиксировали и, наконец, отправили в машину. «Блин, нос теперь болеть будет неделю», — недовольно пробормотал Степ, когда мы остались в одиночестве. «Сердцем полечимся, когда все начнется. Главное, не потеряйте», — добавил я и еще крепче зажал свой кусочек в руке. «Надеюсь, все получится». «А ты точно эту деревню обустраивать хочешь? Может, все-таки баржу, а?» «Не», — усмехнулся я. «Своя крепость точно лучше, чем какая-то посудина». «Ну, может и так». «А я у гинеколога была», — словно, между прочим, подкинула Полина. «Сейчас не понял». Я покосился на ее темный силуэт, но, как ни всматривался, глаз так и не увидел. «Спираль извлекла», — ответила она. «Так что, возможно, вчерашняя ночь...» «Ой, все, заткнитесь уже со своими розовыми соплями, не вздумай еще сказать, что ты в залете», — выругался Степ. «Пока нет, но все может быть». Я молчал, пропуская мимо ушей их перепалку. Хотел ли я детей? Не знаю. В данный момент точно нет, но не в будущем. В моем представлении наш поселок стал бы идеальным местом для семьи. От этой мысли мне вдруг стало так тепло и уютно, будто я уже жил там. На мгновение показалось, что я даже слышу писк детей, которые плещутся в водохранилище. И в то же время мне вдруг стало не по себе. А что, если мы не справимся? Что, если Полину сегодня убьют? Может, высадить ее, пока не поздно? Хрен с ними, с этими килограммами. Мы изначально рассчитывали только на 100. Однако высказаться я не успел. Хлопнули двери, зарычал двигатель, и мы понеслись к месту обмена. Броневик затормозил так жестко, что я проскользнул по полу, едва не врезавшись головой в ножку сиденья. От неожиданности я слишком резко напрягся, и хомут на запястье хлопнул, о чем я тут же предупредил сугроба. Хорошо, что остановились мы не у стоянки, а чтобы высадить Лиса с дедом. Посветив фонарем, Снегов снова зафиксировал мне руки и прыгнул обратно за руль. Было видно, что он нервничает, хотя старается этого не показывать. У меня самого уже начал зашкаливать адреналин. А когда машина остановилась окончательно, ее двигатель заглох, меня накрыло второй волной. Распахнулась задняя дверь, и нас бесцеремонно выволокли наружу. Именно так и должны обращаться с пленными, никакой жалости и сострадания. Мы всего-навсего товар, и только. Достаточно того, что мы живы, остальное — трудности принимающей стороны. «Ну вот!» — рявкнул сугроб, освещая мою рожу фонарем. «У нас товар, у вас купец! Где мое серебро?» Напротив стоял интеллигентного вида человек с красным блеском в глазах. Он был настолько уверен в себе, что даже руки держал в карманах. Я сразу понял, что передо мной тот самый особый. Ни брони, ни оружия, только деловой костюм и белая рубашка. «Да, это он», — подтвердил выродок и кивнул своим. «Помнится мне, вас вчера было 3. «Гром, покажись!» — крикнул сугроб, и подрывник выглянул из машины. А затем началось то, ради чего мы сюда прибыли. От машин, стоящих под небольшим углом относительно друг друга, отделились 2 фигуры, которые волокли небольшой, но явно тяжелый ящик. И в этот момент за машинами рвануло. Не одним разом, а словно очередью. Таким образом, подрыв компенсировал ударную волну, гася ее следующим взрывом. Меня что-то ужалило в щеку, но я не стал заострять на этом внимание и рванул запястье в сторону. Вот только хрен, что из этого вышло. Хомут больно врезался в кожу, но разрываться не желал. В отличие от меня, Полина освободилась и мгновенно выхватила ствол. Но это было последнее, что она успела. Выродок в строгом костюме был молниеносен. Девушка только потянула из-за пояса пистолет, когда он уже вырубил ее точным ударом в челюсть. А следующий тычок достался сугробу, сметая его с ног, будто пылинку. Федя только и успел, что поднять ствол пулемета. Их с измененным разделяло расстояние как раз в те самые 30 метров. Но особый преодолел его за долю секунды и, схватив пулемет за ствол, сунул оружием прямо в рожу владельцу. Как и когда он успел выбросить из машины Грома, я не заметил. Увидел только, как тот грохнулся о стену торгового центра, что расположился через 4-полосную дорогу, и больше не встал. Все это произошло буквально за секунду. А в следующую я уже бежал к кустам, где спрятал оружие. Не успел. Мощный удар ботинком в лицо отбросил меня на пару метров. Перед глазами взорвался фейерверк, и сознание попыталось отключиться, но мне не дали. Хлесткая пощечина быстро взбодрила и вернула меня в реальность.
Выродок как-то нехотя повел головой в сторону. Я услышал, как по кирпичной стене что-то щелкнуло, а следом прокатилось эхо выстрела. И это окончательно меня деморализовало. Только что, прямо на моих глазах, этот упырь натурально увернулся от пули? Как? Да что он, мать его, такое? Он схватил меня за шею, словно пушинку поставил на ноги, а сам словно сжался, прикрываясь от Марка моим телом. Я лишь вертел головой, пытаясь разобраться, живы мои друзья или уже все. И краем зрения зацепил, как в сторону позиции нашего снайпера умчался небольшой отряд. Выродок, совершенно спокойно удерживая меня на вытянутой руке, сунул свободную в нагрудный карман пиджака и извлек из него телефон. Провел пальцем по экрану, снимая блокировку, пару раз куда-то ткнул и развернул его к моему лицу. Он не прятался, не пытался бежать. Четко определил местоположение снайпера и тупо прикрылся мной от огня. Казалось, больше его ничего не волнует. «Где он?» — спросил особый, демонстрируя мне гаджет. Я с ужасом смотрел в экран, где прокручивался видеофайл, тот самый, который записал для меня Колян. Где и каким образом у выродков оказался тот телефон? Откуда он его взял? Удар был таким жестким, что у меня скрутило все внутренности, при этом я все так же болтался над асфальтом, удерживаемый за горло. «Где находится этот человек?» — спокойным голосом повторил выродок. Понятия не имею, что произошло. Так все мое внимание было сосредоточено на том, как загнать в легкие хотя бы крохотный глоток воздуха. Но выродок вдруг отшвырнул меня в сторону, будто нашкодившего котенка, и рванулся куда-то вперед. Дважды хлопнули выстрелы, а следом раздался девичий вскрик, и именно он привел меня в чувство. Злость, гнев и ненависть поднялись откуда-то из самого нутра и придали мне сил. Я наконец-то смог разорвать хомут и снова бросился к оружию. Подхватил автомат, дернул затвор и едва успел развернуть ствол в сторону особого, когда тот отбил его ногой. Ремень я накинуть не успел, и оружие покинуло мои руки, а выродок держал за горло Полину, как меня всего секунду назад. «Так вот где твое слабое место», — усмехнулся особый и покосился на девушку. «Скажи мне, где я могу найти того парня, и я вас отпущу?» «Да пошел ты в жопу, козлина!» — прохрипела Полина, и в ее руках, откуда ни возьмись, сверкнул нож. То ли выродок не ожидал такого хода, то ли ему было плевать на обычную сталь, но он даже не дернулся, когда Полина загнала в него клинок по самую рукоятку. Вместо того, чтобы скорчиться от боли, он снова усмехнулся и впился зубами в шею девушки. Он выпил всего пару глотков и отшвырнул ее, как ненужную вещь. Где-то за спиной стреляли, кричали, но я не видел ничего, кроме Полины, которая корчилась на асфальте, прижимая к ране ладонь. Рука на автомате скользнула в карман, и пальцы привычно вошли в проушины кастета. Я не думал, не чувствовал, я просто действовал на автомате. Кулак свистнул, рассекая воздух, а на лице особого застыло выражение удивления, когда в его скулу врезалось серебро. Кажется, я понял, каким образом он уворачивался от пуль. Он просто читал мысли и точно знал, в какой момент палец надавить на крючок. Но меня он прочесть не смог, так как я ни о чем не думал и лишь представлял себе его окровавленный труп. Я даже не помню, как бил, сколько раз попал и сколько раз досталось мне. Просто в один прекрасный момент почувствовал острую боль от того, что ударил в асфальт, и это вернуло меня в реальность. Рядом стояли парни. Потрепанные, грязные, все в крови. Я медленно перевел взгляд на дело своих рук и точно так же плавно поднялся с трупа. Оказывается, я размажил рожу выродка в щепки, в мелкое крошево, но все равно продолжал его бить, пока не добрался до самого асфальта. Картина была страшной, но никто из парней меня не остановил. Лис и дед сидели возле тела Грома, у которого была неестественно вывернута шея. Значит, у них тоже потери. Но меня они не волновали. «Стой! Не подходи!» — выставила вперед окровавленную ладонь Полина. «Не прикасайся ко мне!» «Ну ты чего?» — как можно мягче произнес я. «Мы поможем. У нас есть диск. На нем точно найдется что-нибудь полезное. Мы вылечим тебя». «Брак! Ты идиот!» — сухим тоном произнесла она и уставилась мне прямо в глаза. «Мы оба знаем, что это не лечится». «Да мне насрать!» — взревел я. «Я не дам тебе сдохнуть, ты поняла? Мы отвезем тебя к старому, к моему брату. Все будет хорошо». «Ничего не будет. Ничего больше нехорошо. Ты что, не понимаешь? Я теперь как они. Все, брак, это конец». «Ну, что ты несешь, а?» Я присел перед Полиной на корточки. «Ведь все же решаемо. У нас есть серебро, мы вызовем помощь. Вернемся на лайнер». «Брак!»
окликнули меня сзади. «Степ ранен, нужно уходить. У него серебряная пуля в брюхе. Без хирурга ее не достать». «Уходи», — попросила Полина. «Помоги ему, нам не обязательно умирать вместе. Я справлюсь. Я найду тебя. Обещаю». «Прости меня». Выдохнул я, схватил ее за шею и впился в губы. Она ответила, но поцелуй продлился недолго. Вскоре она меня оттолкнула, поднялась и побрела куда-то во тьму. Я стоял, не зная, что делать. Впервые за все эти годы в голове было пусто. Я словно утратил часть себя. «Брак! Уходим!» На мое плечо опустилась рука сугроба. «Степ долго не протянет. Нужно извлечь из него серебро».